необычной энергией. В скалах Синских столбов есть множество пещер. Одни скрыты от глаза человека, другие, наоборот, словно просят зайти в гости. Я покорила эту пещеру. Теперь она моя. Что скрывают эти отвесы, неизвестно. Возможно, здесь когда-то жил древний человек, или вода полностью покрывала эти стены. А может и вовсе здесь проходили разные ритуалы. Вот возьмешь один камешек, и она сейчас разлетится на кусочки. Вот тут вот опасно очень. Тут как... Нет, нет. Опа! Катя оседлала пещеру. Сохранили Синские столбы и память о людях, которые были на этой территории. В районе устья реки Маты обнаружены наскальные рисунки. Андреевская писаница. Это изображение уходит корнями в эпоху неолита и к бронзовому веку. Возможно, именно этот олень и является прототипом оленя, которого изобразил Осипов на гербе горного района. Рисунки датируются вторым-первым тысячелетием до нашей эры. Если верить ученым, то на памятнике обнаружены 9 плоскостей с сотнями рисунков. Все они выполнены разной по цвету охрой. Это птицы, животные и человекоподобные существа. К сожалению, скалы с рисунками разрушаются, но сохранность последних еще хорошая. Мне кажется, я заряжаюсь энергией. Не знаю. Странное ощущение. Понять, что наши предки хотели сказать нам, мне так и не удалось. Здесь же недалеко расположено одно озеро. Местные называют его мертвым. Никто никогда не рыбачит в этих краях, и даже больше не останавливается на отдых. Дурными слухами окутана эта вода. Это озеро местные называют мертвым. По их словам, здесь часто ходят призраки. Существует даже легенда, что на этой земле когда-то жил русский ссыльный. Он нашел себе жену, у них появился сын, он занимался рыболовством. Потом, когда он погиб, его сын похоронил в одной из местных скал. И местные жители уверяют, что видели гроб и кости в нем. Насколько это правда, никто не знает, но то, что здесь есть что-то нечистое, уверены многие. Пришло время для долгожданной рыбалки на речке Синей. Благодаря холодному ручейку Мус-Ханда отсюда всегда уезжают с хорошим уловом. Вот так мы ловим рыбу. Главная рыба вся. Все, подожди. Рыба ушла! Вот так он думает! Вера Дмитриевна возит туристов на подлетку каждые выходные. По ее словам, не было такого, чтобы гости уезжали без рыбы. Река всегда щедро угощает тех, кто относится к ней с уважением. Здесь вам и щука, и ельцы, и окуни. Главное – терпение. Рыбу надо просто ходить, искать. А вот так вот, только не резко, так потихоньку, вот так вниз, вверх опустила, опустила. Обычно те, кто первый раз рыбачить приезжает, должны поймать, поэтому должно повести. Потом вот так вот приостановила и сидели. Мне в этот день рыбный бог решил не посылать улов. Зато Вера Дмитриевна, как всегда, на высоте. Ой, какой прикольный! Маленький совсем, может, отпустим? Рыбалка и туризм в этих местах открыты для всех. Помимо Веры Дмитриевны, есть на берегу речки Турбаза Уаранах с отдельными домиками. Единственное, необходимо заранее оформить въезд на территорию парка Синий и заплатить за пребывание. И вперед, навстречу природе!
Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20. Мы находимся сейчас в городе Неринге, где 2 дня будут проходить соревнования «Ледовая битва 2018». Это 4 класса автомобилей, передний, задний, полный привод, также соревнования на спортивном супершипе. Ну что, 2 дня адреналина, ну и мы постараемся для вас все это показать в нашем небольшом сюжете. Давайте посмотрим. Ледовая битва 2018 считаю открытой. Ура! Формат у нас один и тот же получается, как в прошлом году был. Ледовую решили запустить в этом году уже не как пилот, то есть уже серьезно подойти. Система у нас такая же, карусель. Они по кольцевой друг за дружкой гоняют. У нас добавился класс Unlim по спортшипу. Ну, я думаю, в следующем году у нас будет намного интереснее. Я пока сейчас не могу загадывать что-то, конечно, обстоятельно говорить. Но скажем, что в этом году у нас прибавилось участников очень много. Также передний, задний, полный привод. Ребятам очень интересно. Тында нас сильно поддерживает. Нынче сейчас с Якутска приехали ребята. Хорошо очень выступили, показали достойные результаты. Ну, я думаю, будем двигаться в этом направлении. Мы из города Тында представляем спортивно-технический клуб БАМ, город Тында.
На сегодняшний день у нас 7 человек, 7 участников. Также у нас прекрасные половины. Это наши девушки, представляют город. Сегодня мы вышли, получается, в полуфинал. Это передний привод, задний привод. Сегодня мы покажем хорошие результаты. Мы приехали побеждать. В прошлом году мы заняли первые и вторые места. Поэтому думаю, что первые возьмем. Поэтому это хорошо, что на сегодняшний день проводятся такие спортивные мероприятия по автоспорту. Спортивно-техническая платформа на сегодняшний день развивается, так же, как и в Амурской области, также и в Якутии. И я думаю, на сегодняшний день межрегиональные отношения нужно поддерживать. И мы взаимодействуем также с внедорожной платформой «Экден». Поэтому, я думаю, у нас все получится, хоть это и трудное дело. Да, мы представляемся двумя участниками и на нашей семейной машине, на Леоне. Я в классе автоледи, А я в классе переднего привода. Скажи, а как твои ощущения от участия в соревнованиях? Мне очень понравилось. Незабываемый. Самое сложное? Самое сложное? Поворот, когда я занырнула. Вышла, вылетела с трассы, поэтому было как незабываемое ощущение. Первый раз такое в жизни, что меня вытягивали на трассу. Так нормально, главное, что без последствий. В следующем году будешь участвовать? Да, конечно. От клуба Тынды СТК БАМ. Будем поддерживать и развивать эту платформу. Побольше таких мероприятий? Да. Почаще. Почаще. И будем в гости приезжать почаще. Болеете? За Нерюнгри. За наших. Не, ну тут есть, знакомые есть. За кто катается. У нас тут много знакомые есть. А как впечатление от гонки? Положительные впечатления пока. Второй день уже. Второй день, сегодня посмотрим. Сегодня интереснее должно быть вообще. А что больше всего ждете? Выступление какого класса автомобилей? Полный период больше. На шипах, что и более интереснее будет. Вообще отлично. Я бы поучаствовал бы, конечно. Была бы у меня турбовая машина. Не, лудовые, я смотрю, тут в основном турбовые гоняют. Ну, мне кажется, задние приводы, наверное, интереснее как-то проходят. Веселее. Бровки ловят. Улетает на бустер. За кого вы болеете? У меня сын второе место занял в полном приводе. Игорь Горлов. Вот приезжали болеть. Поздравляем. Как вам понравилось соревнования? Конечно. Конечно, мы болели, мы смотрели. Что больше всего запомнилось? Ой, ну как, ну когда переживаешь, как-то не думаешь, что там запомнилось. Смотрели, болели, переживали, кричали, махали.
уровень, четкая организация. Трасса компактная, достаточно техничная, то есть не просто так, не просто овал или кольцо, то есть такое сложные повороты интересные. То есть требует вдумчивого вождения. Я выступался в полном приводе на гражданском шипе и спортивный шип, тоже, соответственно, полный привод. И там нужно очень хорошо чувствовать машину, могу сказать. Но супершип, как бы поувереннее ты на трассе ведешь, правда и скоростя другие, но попадать в повороты немножко легче, скажем так. А чтобы объезжать, когда две одинаковые машины, то есть там уже все-таки опыт, мастерство, чувство машины сильно влияет. Ну, я считаю, что не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, готовить машины, накатываться и на следующий год, чтобы было больше уже и в супершипе, чтобы полный класс, там 16 машин собралось. И двигаться дальше, не стоять на месте. Все клево, все классно. Буду участвовать еще. Ваше впечатление? Блин, эмоции, клево, супер. Не знаю, меня все перехватывает. Ваше второе место, да? Третье. Третье место. Третье. Но вы вообще... Мне среди чемпионов, как бы, ну... А когда начинали, шли на гонку, рассчитывали на такой результат? Нет, я вообще первый раз. На шипах я тоже первый раз. Ну и ваше пожелание девушкам, которые автолюбителям? Не бояться, идти вперед и, не знаю, добиваться успехов и не бояться то, что там мы девчонки, мы в юбках. Здесь ничего такого нет. Идите вперед. Ни шагу назад. Женщины. Они такие разные. Добрые и нежные, смелые и целеустремленные, хрупкие, но в то же время сильные и уверенные, непостижимые в своих контрастах. Женщины. Они объединяют и ведут за собой. 18 марта выборы президента России. Приходите всей семьей. Как принять участие в выборах президента России, если в день голосования вы будете за границей? Для российских избирателей, находящихся за рубежом, организовано более 300 избирательных участков. С адресами и контактами избирательных участков можно ознакомиться на сайте ЦИК России. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. Какими бы ни были обстоятельства, каждый выбирает сам, быть пассивным или действовать. Травма не стала для меня препятствием, чтобы продолжить занятия спортом и представлять Россию на международной арене. Мне нравится самому решать, как жить, а не полагаться на судьбу. Совсем скоро нам предстоит сделать выбор, кто будет президентом России и какой будет наша страна в ближайшее время. У меня напряженный ритм жизни, но я не могу пропустить такое событие. Надеюсь, что и вы не останетесь в стране. Приходите на выборы 18 марта. Это наш выбор. Действуйте. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. В индустрию я пойду, мужу валенки куплю. Для охоты и рыбалки костюмчик под герой. Добро пожаловать в магазины «Индустрия спецодежда». Повара и доктора, приходите все сюда. Спецодежду без труда вы найдете для себя.
Для милых, заботливых, самых красивых. Магазин «Блеск» предлагает в подарок все самое лучшее, а также вас ждет приятный сюрприз при покупке от 3000 рублей. Ленина, 25. Крестьянский рынок, первый этаж. 17 марта, ДАИ Кулаковского. Страна Кошландия. Пришло время отправиться глубже в горный район. Сегодня нас ждет встреча с дикими бизонами, прогулка по национальному парку «Синяя», поиски древних наскальных рисунков на синьских столбах, море новых впечатлений и ощущений. Окунемся в него вместе! Первый день в горном районе подарил нам массу впечатлений. Мы успели взять уроки игры на древних якутских инструментах. Здорово. Подышать свежим воздухом в местном парке. Мне нравится этот воздух. Пообщаться с молодежью. Ну что-нибудь же есть, расскажите. Не стесняйтесь. И окунуться в фантазийный мир Августины Филипповой. Очень красиво. Сегодня нас ждет движение. Наш железный конь должен пройти расстояние в 170 километров. Ровно столько ехать от Бердигистяха до Бизонария Тымпынай. На это уйдет больше 7 часов. К сожалению, дорога в этих краях любит сюрпризы. Запасаемся терпением и просто наслаждаемся неповторимыми пейзажами из окна. Природа сильно постаралась, чтобы восхитить нас. А бизоны-то где? А? Бизоны! Тымпынай – это самый большой бизонарий в Якутии. Если, конечно, забыть, что их всего 2, и второй находится в соседнем Хангаласском районе. Началось все в 2009 году. Тогда сюда было завезено 6 новоселов, годовалых телят. За годы количество бизонов увеличилось до 138 особей. Сегодня это... То есть его имя Зайчик? Осенью часть бизона выпустят на волю. У жителей горного района появится реальная возможность встретить таких великанов в лесу. Синские столбы – это обрывистые скалы, сложенные из известняка. Время Осаскин и Горным. Что ты только не видел. Синские столбы, рассказанные скалами. Место и правда магическое. Заряжает необычной энергией. Она просит зайти в гости. Я покорила эту пещеру. Теперь она моя. Вот, возьмешь один камешек, и она сейчас...
Возможно, именно этот олень и является прототипом оленя, которого изобразил Осипов на гербе горного района. Рисунки датируются вторым-первым тысячелетием до нашей эры. Если верить ученым, то на памятнике... Не знаю. Странное ощущение. Понять, что наши предки хотели сказать нам, мне так и не удалось. Здесь же недалеко расположено одно озеро. Местные называют его мертвым. Никто никогда не рыбачит в этих краях и даже больше не останавливается на отдых. Дурными слухами окутана эта вода. Это озеро местные называют мертвым. По их словам, здесь часто ходят призраки. Существует даже легенда, что на этой земле когда-то жил русский ссыльный. Он нашел себе жену, у них появился сын, он занимался рыболовством. Потом, когда он погиб, его сын похоронил в одной из местных скал. И местные жители уверяют, что видели гроб и кости в нем. Насколько это правда, никто не знает. Но то, что здесь есть что-то нечистое, уверены многие. Пришло время для долгожданной рыбалки на речке Синей. Благодаря холодному ручейку Мус-Ханда отсюда всегда уезжают с хорошим уловом. Вот так мы ловим рыбу. Главная рыба вся. Все, подожди. Рыба ушла! Вот так он выпил! Вера Дмитриевна возит туристов на подлетку каждые выходные. По ее словам, не было такого, чтобы гости уезжали без рыбы. Река всегда щедро угощает тех, кто относится к ней с уважением. Здесь вам и щука, и ельцы, и окуни. Главное – терпение. Рыбу надо просто ходить, искать. А вот так вот, только не резко, так потихоньку, вот так вниз, вверх опустила, опустила. Обычно те, кто первый раз рыбачить приезжает, должны поймать, поэтому должно повести. Потом вот так вот приостановила и сидели. Мне в этот день рыбный бог решил не посылать улов. Зато Вера Дмитриевна, как всегда, на высоте. Ой, какой прикольный! Маленький совсем, может, отпустим? Рыбалка и туризм в этих местах открыты для всех. Помимо Веры Дмитриевны, есть на берегу речки Турбаза Уаранах с отдельными домиками. Единственное, необходимо заранее оформить въезд на территорию парка Синий и заплатить за пребывание. И вперед, навстречу природе! Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. В гостях Виктор Михайлов, доктор философских наук, профессор Северо-Восточного университета имени Амосова. Здравствуйте, Виктор Данилович. Послание Путина на Западе некоторыми воспринято как предупреждение. Вот теперь слушайте, адресую нашим чиновникам нашей исполнительной и законодательной власти. Вот если повернуть содержание послания в свою призму, и оттуда все расставляется по своим местам. Так вот, почему он акцентировал внимание на качественные изменения нашей вооруженной? Ну, я бы сказал, оголтелая такая пропаганда идет, что Россия агрессор, Россия не дает жить, надо его приструнить. Готовы ли мы
В состоянии ли мы? С другой стороны, внутренняя либеральная пропаганда твердит о том, что Россия отсталая, вот мы там грозимся, на самом деле нечем, вообще там экономика. Там же не только чиновники, но и обыкновенные труженики сидят. Это те, которые известные люди, там знаковые люди сидят, да, люди от спорта, люди от искусства, культуры. И в лицах было очень такая умиротворенность, и воспринимая через свою призму, через свою деятельность, через свой статус, через свою работу. И вот хотелось бы, чтобы многие конкретно улавливали этот месседж, как вот английский современная молодежь говорит, да, это то, что главное для него, для себя личное, да. И вот я, рассуждая, слушая вот эти выступления, уловил на том, что он же был как-то зажат. Он не был свободен в своих рассуждениях по той простой причине, что предвыборная ситуация тут вмешивается. Потому что следят его оппоненты, следят за каждым словом. А вот я как раз хотел спросить совмещение. Да? И он, конечно, открыто о каких-то своих бландах в качестве будущего президента он не мог. Но у него, вот я уловил такой момент, он говорит: кто бы ни стал президентом, это свято. И от этих, как говорится, параметров нужно будет исходить. Хоть кто станет. Этот посыл, этот импульс адресован нашим 3 ветвям власти: исполнительной, законодательной и судебной. И если они поняли, о чем речь идет, в каком направлении необходимо меняться, какую программу принять для реализации послания президента, это будет очень важным делом. Я лично ожидаю президента о том, что там механизмов нету, где деньги, ЗИН, говорят там в форумах, откуда деньги на такие вот дела. Да? И потом, мне кажется, что он новому управленческому классу, новому политике, цифровизацию. А кто лучше в цифровой технологии понимает? Это молодые люди. Технологический прорыв. Кто лучше здесь голова варит? Это молодежь. Поэтому мне кажется, что если это правильно поняли, те, которые занимаются подбором и расстановкой кадров, это месседж очень серьезный, очень серьезный. С другой стороны, сейчас у нас стереотип руководителя, да, такой. Он должен отвечать на своем рабочем месте без понуканий, без напоминаний. У него есть своя сфера, свой на Дальнем Востоке точно уж первыми, в России, может быть, где-то там в серединке, те, которые, опять-таки, там это самое по старой схеме, по старым. Вот, знаете, традиционно Россия всегда занималась защищательный комплекс, военные заказы, приоритет военной индустрии, военной промышленности является... Он говорил о том, что мир стал однополярным, мир социализма упала, в холодной войне мир капитализма победила, все, люди начали дезертировать в буквальном смысле, да? Косит от армейской службы. А раньше, вот, когда я был в том возрасте призывном, да, если бы меня не взяли в армию, я бы вообще начала испытывать большие затруднения. Теперь уже появляется надежда. Виктор Данилович, как ученый, вы на внимание на какие аспекты обратили в программе, в послании Путина? Ну, первое, то, что он расставил акценты, что приоритетное, да? Он очень очень сильные вариации должны шагать уже очень быстро и эффективно вперед, к развитию. Но необходимо было, конечно, не расшатывая лодку, в котором мы все находимся, необходимо найти тот курс и по всем параметрам подвести под общий знаменатель очень трудно. Очень трудно. Поэтому все идет как бы в замедленном темпе, но время не ждет.
Мы вступили в ту полосу, когда надо промедление смерти подобно. Вот такой слоган я уловил, очень сильный такой, промедление смерти подобно. Давайте вот это самое революционным образом будем уже предстоящие годы шагать семимильными шагами. Только слушал, и потом этот комментарий читал, да, и потом текст не преминул посмотреть. И я в какой-то степени остался доволен тем, что кое-какие вещи у нас делаются. Ну, в частности, он сказал о том... Виктор Данилович, извините, я вынужден вас перебить, у нас кончается время. Ага. Я напомню, что у нас в гостях был профессор СФУ Виктор Михайлов. Это было актуальное интервью. В студии работал Евгений Боженко. Оставайтесь с нами на Якутия-24. — 18 марта. Приходи на выборы и голосуй. Делай фото и выкладывай его с хэштегом «Якутия выбирает». Победителям крутые призы. Подробности на сайте «Якутия выбирает». Собственную инфраструктуру. Яйцо куриное и мясная продукция от якутской птицефабрики. Свежее. Каждый день. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения программа «Народный контроль», которая категория, скажем, социально незащищенных слоев населения. Да? Речь идет о публикации юридических лиц, управляющих компаний. То сегодня мы поговорим о том, как не попасть в сложную ситуацию из-за невыплат различного рода и что человек, как человек может себя защитить данной очень летней пенсионерке, которая попала в больницу в результате, ну, не утверждается, но в результате. И за 2,5 года, вернее, за определенный период, который прошел с момента передачи, было судебное решение, приставы исполнили, удержались с пенсии, получается, да? Третья пенсия. Отделение энергосбыта. В 2009 году мы заключили договор с Борисовой Тамарой Алексеевной на поставку энергоресурсов воды. В 2014 году, до декабря 2014 года, она исправно оплачивала потребленные ресурсы. Из 2015 из Единого государственного реестра прав на недвижимость есть такая возможность. Но поскольку далеко не все права, далеко не на все помещения зарегистрированы в реестре, то собственником без регистрации вот этого спорного помещения. Кузьмина 32/1, квартира 8. А на основании этого документа мы предъявили в суд заявление о выдаче судебного приказа и, соответственно, получили судебный приказ. Получив судебный приказ, предъявили его в службу судебных приставов. 2 декабря поступило ее заявление, где она попросила произвести перерасчет по вот услугам, которые я перечислила, и приложила акт об освобождении квартиры. В соответствии с этим актом 31 декабря 2014 года она передала это помещение в департамент жилищных отношений. Ну, вот эта история нашими глазами. Когда мы получили ее заявление и подтверждение того, что квартира она в тот период, за который ей предъявили... Считала, что вполне основательно считала, что она как бы вот освободила квартиру, да, и все. С нее взятки гладкие. Я понимаю. Дальше. Вступает еще один фигурант этого дела, да, департамент жилищных отношений, который принимает квартиру по улице Кузьмина у гражданки Борисовой Тамары Алексеевны, да, и распределяет по своему усмотрению. Дальше. Суд. Мы обращались в городской суд, с субъектом рассмотрения, не обязательно совсем там присутствовать, да? Ну, могут рассмотреть без присутствия. Тут можно я вам скажу? Да. Да. Ну, коллеги, значит, здесь какая ситуация? Гражданское законодательство сегодня таково, гражданско-процессуальное законодательство сегодня таково, что стороны имеют право участвовать в судебном процессе, но это абсолютно, кроме того, что их право, это абсолютно их дело, скажем так. Не обязаны. Они не обязаны. Вот. И, ну, скажем так, лицо, которое стоит над
Обоими сторонами, да. То есть вот одна сторона представляет доказательства чего-то либо, вторая сторона должна представить контрдоказательства. Если такие контрдоказательства не представлены, он выносит решение по соответствующему доказательству. И в данном случае, как бы вот я сказал, что суд не осуществляет защиту, ну, в том плане, что суд не защищает какую-то конкретную сторону и не является его адвокатом. Вот я в этом контексте имею в виду. Это надо поставить тоже жирную галочку, что, еще раз, как вы сказали... Здесь я хочу сказать, что есть определенный пробел в правоприменении. Почему? Вот, допустим, сейчас коллега сказал о том, что они представили соответствующий документ, да, делу, и по гражданским делам она повальная. Значит, в таком случае по гражданским делам выносится заочное решение, по административным делам выносится обыкновенная административная система, значит, отслеживания граждан, но и сами граждане зачастую пренебрегают. То есть у нас у каждого имеется регистрация, в данном случае, я думаю, граждане зачастую не живут по месту регистрации. Понимаете? И не уведомляют суд. А здесь, значит, действует соответствующее, в первую очередь, служба судебных приставов и так далее. И если, естественно, вы проживаете не по адресу регистрации... Документы, мы возбуждаем исполнительное производство. В данном случае этот конкретный документ поступил в октябре 2017 решение, да, у нас практически со всеми кредитными учреждениями, банками и с пенсионным фондом электронный документооборот. Мы сразу видим место получения, где производится начисление этого дохода. В данном случае это показалось пенсионный фонд. Естественно, эти деньги в декабре месяце мы отправили такое постановление. Начинает прорисовываться четкое вполне, да, Якутская энергосбыт, вернее, Якутская энерго, в гражданке Борисовой. Выявился, да, получение пенсии, да, на которую можно обращать взыскание в пределах, предусмотренных законом. Максимальное удержание там 50%. Завязываем узелок. Пристава исполнителя. В данном конкретном случае действительно к нам поступил исполнительный документ в ноябре. За декабрь, январь у нас было уже удержание. В январе мы поступили... Есть статистика, сколько ваших подопечных, то есть людей, получающих пенсию, да, подпадают под определенную категорию риска, да? Да, такая статистика имеется. В целом по республике на учете состоит 273 тысячи пенсионеров. Из них около непродолжительный период времени к нам поступило 11,5 тысяч исполнительных документов. В отношении пенсионеров? В отношении пенсионеров, да. Значит, эти исполнительные документы, они поступают вплоть до 40, до 100 исполнительных документов на одного. До исполнительных документов поступает в Усмайском области, всего их 13. Я сделаю ремарочку. Хорошая статистика, на самом деле. 7,5 тысяч пенсионеров являются потенциальными гражданками Борисовыми, да? На текущий момент, получается. Сделаю ремарочку в сторону Павла, потому что он сказал, что человек обязан уведомлять государственные органы о смене любых регистраций или статуса или, и т.д. и т.п. Обращусь ко второму представителю пенсионного фонда по поводу отвлечемся немножко от истории Борисовой, да, Тамары Алексеевны. По сиротам есть фактура определенная, да, студент одного из средних профессиональных учебных заведений, являясь учащимся, призывается в армию, не ставит известность определенные органы, и при этом военная прокуратура его как бы берет через полгода на карандашик, скажем так, да? Да, вот этот момент, давайте, насчет уведомления, это очень важно, опять же. Давайте, да, вот остановимся, как раз эта вот ситуация у нас возникла в 2016 году, да, пенсия по потере кормильца, да, получается так. В данном случае, когда молодой человек призывается на армию, то есть получается пенсия по потере кормильца, это получается, замещается утраченные доходы. То есть получается, да, с момента издания приказа о зачислении и убытию вот, по месту несения службы, да, ему на пенсия по потере кормильца выплачивается до достижения 23-летнего возраста, да, пока он обучается на очном отделении, получает образование. Да. И он нам несет уже после зачисления в учебное заведение справку о том, что он продолжает очное обучение. Да? Изменится ваше положение, вы будете получать еще где-то доходы, да? То вы должны немедленно уведомить пенсионный орган. К сожалению, вот, видимо, в силу вот таких обстоятельств... Да? Голову в данной ситуации. А? Кто схватился за голову? Кому стало плохо? Вам или военной прокуратуре? Стало плохо всем.
стало плохо всем, потому что все мы прекрасно понимаем, да, какие последствия в будущем работаем с военным комиссариатом, да, что мы помимо информирования мы уже следом контролируем, а все равно мы как бы выявляем эти самые факты и упреждаем, и вот говорим, что вот работаем с опекуном. Государство, которое осуществляет социальные выплаты, с вашей стороны, да, все-таки не добились того, что не привели вот этого несознательного, да, человека и не... Можно подать и через личный кабинет электронно, то есть получается мы проводим еще такое разъяснение, что в принципе бесконтактно вот это заявление тоже можно подать. Угу. У нас как бы технологии и разница в возрасте, да, и разница в социальном статусе, да, но объединяет вот эти два случая то, что они оба получали пенсии. Кейса, я бы сказал, случаи сразу после рекламной паузы, которые неизбежны на канале НВК тоже. Реклама прямо сейчас. Выборы – хорошая семейная традиция. 18 марта. Выборы президента России. Приходите на выборы всей семьей. Мы прошлый долг. Мы прошли по всем инстанциям, которые в случае с Борисовой были задействованы, и остановились на том, что были удержаны у нас на телефонной связи. Прошу прощения, я забыл полностью вашу должность. Говорите, вы в эфире. Прокуратура города Якутска провела проверку по обстоятельствам, изложенным статью собственником квартиры в Польсе Кузьмина, из которой она выехала еще в конце 2014 года, а дом был снесен в 2016 году. При этом при выезде из жилого помещения ею департаментом был подписан акт об одержанной единичные средства в сумме свыше 25 тысяч рублей. Впоследствии по Якутскэнерго исполнительный документ отозван в связи с поступлением от нее заявления о перерасчете задолженности с приложением акта об освобождении квартиры. Указаны удержанные денежные средства, в связи с этим ей возвращены в полном объеме. По факту представления недостоверной справки и повлекшей за собой нарушение прав пенсионерки, прокуратура города Якутска внесла представление в адрес окружной администрации города Якутск, представление, которое на данном этапе находится на рассмотрении и контроле прокуратуры. Спасибо, Марьяна Владимировна. Все слышали, да? Все слышали. То есть работник, это человеческий фактор, безусловно, да? Работник той структуры, которая фигурировала в первом же у нас выступлении, да? Это, получается, департамент жилищных отношений. Просто испохабил человеку жизнь. Нет, понимаешь, дело в том, что не то чтобы испохабил. Тут, мне кажется, совокупность просто факторов, которые, ну, скажем так, образуют собой некое страшное стечение обстоятельств. Такое могло быть и с молодым человеком, угодно. С кем угодно. С кем угодно. Ну, к сожалению, да, это произошло вот с этим человеком. Я считаю, что здесь исключительно стечение обстоятельств. То, что прокуратура здесь внесла представление, ну, молодцы. Могу только поаплодировать. Но, к сожалению, реагировать надо немножко раньше, государству здесь немножко раньше надо реагировать и не выставлять представления, изменять соответствующие. Не способен, руки не шевелятся. Способен, пожалуйста, высылайте. Понимаете, или, например, тут же администрация города Якутска или, допустим, какое-то взаимодействие наладить, чтобы отследить адрес гражданина. Способно государство? Способно, они не желают. Они вот занимаются, я уж извиняюсь, у меня такое, может быть, немножко предвзятое отношение с тем, что что-то произошло, они бегают, представления выписывают. Это, конечно, сильно, но заниматься надо другими вещами. Не досчитавшись определенной, скажем так, части своих поступлений, здесь... они подали в правовом поле абсолютно. Абсолютно, да. Приставы исполняют закон, букву закона. Суд выносит решение по закону. Все по закону. Гримасы. Нет, никакой гримасы нет. Я думаю, что, понимаете, есть интересы человека. Понимаете? Есть интересы вообще. Если говорить о взаимодействии людей в правом поле, то это взаимодействие может быть с каким-то лицом. Он обезличен абсолютно, у него нет никакой гримасы. Он вот расписал правила, понимать, значит, какие интересы у с тем, с кем ты контактируешь, какие интересы у государства, у твоих... Того самого определенного лица. Никто меня защитить лучше меня не может. Нет, ну существует, есть... Может, правда, Павел Стаценко. Есть есть Павел Стаценко, есть другие адвокаты, есть обратиться, в принципе, они работают по обращениям довольно-таки неплохо.
значит, и не старушки, и даже люди постарше. Я понимаю, что это сложно, но ну что тут, ну ничего не... Они могут, скажем так, где-то попасть, попасть неприятно вот это, за причиненные неудобства. На самом деле мы сожалеем о всех ситуациях, когда по чьей бы то ни было вине, не то чтобы безоблачно, ну да, как-то конструктивно. Мне очень жаль, что такая ситуация приключилась. Я не хочу оправдываться. Не сообщают, и как и не сообщает новый собственник. И потом новый собственник не платит, не имея информации о том, что там произошла смена собственника, как будто бы с нашей точки зрения продолжает владеть этим помещением, то иск может быть предъявлен и в таком случае тоже. И когда мы на протяжении, например, ряда лет судились с предыдущим собственником 5 раз, они, конечно, должны нас уведомить. Об этом написано в договоре, в частности, в этом договоре. Как бы то ни было, я понимаю, что человек пожилой, и, ну, действительно, далеко не все люди в состоянии самостоятельно, адекватно защищать свои права. Хотелось бы, чтобы государство, наверное, где-то, да, в чем-то таким людям помогало. Ну вот в данной конкретной ситуации единственное, что могло бы эту ситуацию предотвратить, это если бы у нас была нормальная, актуальная информация. У нас есть очень большая проблема, связанная с получением информации у зарегистрированных граждан, потому что органы полиции такую информацию не дают, ссылаются на закон о персональных данных. Нам не дают эту информацию. Мы ее можем получить только в виде выписки о том, кто является собственником помещения. Поскольку, как я уже говорила, права не всегда регистрируются, то эта информация далеко не всегда может быть актуальна. Представители пенсионного фонда сказали о... Должников это как раз вот граждане, физические лица, это 91% из них, это вот из этого количества, это физические лица. Мы немножко посмотрели разбивку, вот, допустим, по неуплате в пользу ЖКХ, например, да, у нас 46 тысяч исполнительных документов. А если посмотреть, в том числе это может быть пенсия, это может быть заработная плата, это может быть счет в банке, на котором имеются денежные средства. Ну и по возрастной категории посмотрели, да, но у нас есть вот свыше 50 лет, которые достигли, 50 лет и старше, это у нас где-то 105 тысяч исполнительных документов. 105 тысяч? Да. То есть раз 15 больше? Всех должников можно увидеть, по крайней мере, до того, как мы еще начали, там, допустим, списание или арест имущества. Поэтому я хочу обратиться, да, товарищи пенсионеры, во избежание таких, я бы сказал, не в конце концов, да? Ну, вернее... Ну, существует порядок, да. Да, есть порядок, они будут придерживаться порядка, поэтому попросите своих близких, детей, внуков. На самом деле это касается не только пенсионеров, всем регулярно. Я вот держу приложение, вот, которое актуализируется по штрафам ГИБДД, потому что ну, полезная информация в плане того, что тут взглянуть страшно. Ну, я имею в виду вот именно проблему с сиротами. Да? Они-то, в принципе, 229 федерального закона, да, и он у нас корреспондируется с нашим законом, да, федеральный закон. Ближние люди были внимательны к бабушкам, к своим дедушкам, их проблеме, да. Ну, просто 50%. Ну, не более 50 это общее правило, да. А по отдельным категориям вообще до 70 может быть. До 70 может быть. И многим, и все, тебя остановили в аэропорту. Такая вот полезная информация, я думаю, время от времени нужно ее как-то финграмотность. Если касается своих прав и обязанностей, это юридическая грамотность. И вот эти мероприятия мы не... Программы «Народный контроль». С вами был журналист Дмитрий Аргунов. Я благодарен всем нашим спикерам сегодняшним, благодарен представителям Пенсионного фонда, своему коллеге Павлу. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Крушельницкий и Брызгалова планируют выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС. Российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что в будущем хочет доказать, что лишение его бронзовой медали зимних Олимпийских игр было случайностью. Напомню, пара российских керлингистов, выступавшая в дисциплине Double Mixed, завоевала бронзовые медали в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, впоследствии чего результаты россиян были аннулированы, а медали изъяты. Мы хотим, и я думаю, что будем выступать, мы будем тренироваться. Эта ситуация стала для нас большим шоком. Но мы будем тренироваться и доказывать в следующем олимпийском сезоне, что это была нелепая случайность. Мы постараемся полностью реабилитироваться и показать еще лучший керлинг, сказал Крушельницкий.
Россия на Паралимпийских играх в Пхенчхане будет представлена в составе 72 человек. Делегация спортсменов и персонала прошла процедуру регистрации. Россияне будут выступать в статусе нейтральных атлетов, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России. В состав делегации вошли 29 спортсменов и 5 спортсменов-ведущих, которые будут помогать участникам с нарушением зрения. Также были включены 38 сопровождающих и официальных лиц. Отмечается, что МПК продолжает рассматривать возможность допуска к участию небольшой группы других российских спортсменов. Напомню, в конце января Международный паралимпийский комитет объявил о продлении дисквалификации россиян, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на играх в Сочи. Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Продолжая тему допуска, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что позиция организации относительно Всероссийской федерации легкой атлетики не изменится, несмотря на недавнее решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, передает ТАСС. Членство в ФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года. В результате российским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. При этом право участвовать в них получают лишь те, кто имеет специальный допуск. В состязаниях 2018 года такое разрешение пока что имеет 22 российских легкоатлета. У нас есть обязанность защищать чистых спортсменов. Пока мы полностью не удостоверимся, что Всероссийская федерация легкой атлетики выполнила необходимые критерии и согласилась с ними, наша позиция не изменится. Решение МОК нельзя примерять на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, заявил Коу. Якутянка Ксения Леханова завоевала серебро первенства страны по вольной борьбе и получила право выступить на европейском ковре. Об этом сообщает пресс-служба спортивной борьбы республики. Накануне в Кемерово завершилось первенство страны среди девушек до 18 лет. Участниками старта стали 160 спортсменов из 30 регионов России. Якутия была представлена 6 девушками, из которых лучшим результатом отметилась Ксения Леханова. 15-летняя уроженка Нерюнгринского района по итогам состязаний в категории до 43 килограммов стала хозяйкой серебряной медали. На пути к финалу турнира Ксения одержала 2 победы на туше над представительницами Кемерово и Краснодара. В схватке за золото со счетом 4-6 уступила Алине Сьямовой из Московской области. Таким образом, якутянка не только завоевала серебро, но и стала основным кандидатом в участие в первенстве Европы. Победители турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева получат путевки на первенство России. С этого года традиционный борцовский старт обретет статус отборочного соревнования, передает ЕСИА. Сегодня на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» стартовал 6-й по счету международный турнир памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. За 3 соревновательных дня на якутский ковер выйдут более 150 спортсменов из 14 стран и регионов России. В их числе победители и призеры первенств мира, Европы и Азии. Якутия представлена 51 борцом. По итогам соревнований лучшие 5 российских спортсменов получат право выступить на первенстве страны без участия на дальневосточных стартах. Также отмечу, что борцы могут выполнить на этом турнире норматив мастера спорта России. Итоги соревнований будут подведены в это воскресенье. Атлеты из Якутии штурмуют самый престижный турнир в мире по кроссфиту. 23 февраля стартовал отборочный этап ежегодного международного соревнования CrossFit Games. За путевки в финал, который состоится 5 августа в городе Сент-Луис, борется ведущий кроссфит-атлет республики Игнат Чемчоев. На стадии квалификации сотни тысяч спортсменов со всего мира соревнуются в режиме онлайн. Каждый четверг на сайте турнира публикуется список упражнений с параметрами их выполнения. Атлеты должны сделать максимальное количество повторов этого плана за специально отведенное время и отправить запись судейскому корпусу для оценки. После первого задания развитие базы кроссфита в Якутии и успехи местных атлетов не остались незамеченными. Стало известно, что грядущим летом Якутск примет Кубок Дальневосточного федерального округа по кросслифтингу. Эта спортивная дисциплина, схожая с кроссфитом, включает в себя упражнения из пауэрлифтинга, армлифтинга, бодибилдинга и других силовых видов спорта. Специально для организации и проведения турнира в столицу республики прилетит создатель этой дисциплины, призер Олимпийских игр в Пекине по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков. Соревнования пройдут 4 июля в Якутске. Насчет проведения Кубка мы еще договаривались в прошлом году, когда Дмитрий Клоков приезжал в Якутск.
И неделю назад я был в Москве, и там мы обговорили детали. Что касается наших спортсменов, у них уже есть опыт выступления по кросслифтингу. Наши девчонки и парни выступали уже на гран-при по кросслифтингу, поэтому, думаю, они хорошо справятся. И наши местные многоборцы, и пауэрлифтеры тоже хорошо. Вы смотрите еженедельную итоговую программу «Якутия. День за днем». В материалах наших корреспондентов расскажем о главных событиях в Якутии и за ее пределами. В студии Александр Лысак. Добрый вечер. Итак, нас никто не слушал. Послушайте сейчас цитата Владимира Путина, которая запомнится надолго. Действительно, послание президента страны на этой неделе слушали многие. Не только простые жители России, чиновники, губернаторы, а внимательнее всех были западные партнеры, особенно Госдеп США и Пентагон. Однако об этом чуть позже. Послание сдвинули почти на 3 месяца вперед. Возможно, из-за тщательной подготовки Георгиевский зал Кремля сменили на центральный манеж. Вместо золотых колонн экраны с инфографикой. Само выступление продлилось 2 часа, обычно около 60 минут. Началось послание с отставания, в том числе технологического, которое грозит стране, если не создать дополнительные условия для развития. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого, не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание. Вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм иногда часто этого и не чувствует. А как предупредить болезнь? Начать с демографии, хотя после провала в 90-е годы это сложно. Сегодня пожинаем плоды. В 2017-м численность трудоспособного населения сократилась почти на 1 миллион. Путин не скрывает, тенденция сохранится. Это может стать помехой для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Сперва нужно окончательно решить проблему с детскими садами. В ближайшие 3 года создадут 270 тысяч мест в яслях. Регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. В целом, за предстоящие 6 лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. Это большая, но не запредельная реалистичная цифра. Это на 40% больше, чем за предыдущие 6 лет. В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей. И в России, как известно, 2 беды. Путин затронул в послании одну из них – дороги. Коснулся региональных и муниципальных трасс, и их состояние вызывает большие вопросы. Наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП. В общей сложности в предстоящие 6 лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России. Направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много. Имея в виду, что в 2012-2017 годах мы на эти цели направили с вами 6,4 триллиона рублей. Тоже большая цифра, но нужно 11. Там же в Центральном манеже озвучили и другую цифру. К 2024 году быстрый доступ в интернет должны получить практически все. Как жители мегаполисов в Центральной России, так и население небольших поселков на Крайнем Севере. Говорил Путин об Арктике, Дальнем Востоке, развитии Северного морского пути. И резонный вопрос, а где на все эти масштабные проекты взять деньги? Во-первых, повысить эффективность государственных расходов. Во-вторых, привлекать частный капитал для финансирования крупных проектов. Но вторая половина послания президента стала, наверное, самой обсуждаемой, особенно в иностранных СМИ. Отдельный блок был посвящен новейшим разработкам оборонной промышленности России. Начал Путин с предыстории, когда в начале нулевых США вышли из договора о противоракетной обороне, тогда нарушился баланс. Штаты уже развернули системы ПРО на Аляске и в Калифорнии. 2 района в Румынии и Польше уже заняты НАТО.
Россия оказывается в кольце, и чтобы обезопасить наши границы, была создана межбаллистическая ракета «Сармат». Она придет на смену другому комплексу «Воевода». Вес «Сармата» более 200 тонн. Если дальность полета «Воеводы» 11 тысяч километров, то у «Сармата» таких ограничений просто нет. Ну а в недрах кабинетов ученых и инженеров появилась и другая уникальная разработка – малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка. Ее размещают в корпусе крылатой ракеты Х-101. Она неуязвима для всех действующих систем ПВО, утверждает Путин. Выяснилось, что первый пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой уже состоялся в конце прошлого года. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой. Видео, пожалуйста. Обход рубежей обороны показываем. Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают. Ну а под конец Путин напомнил, что Россия никому не угрожает, планов использовать весь потенциал в наступательных, а тем более в агрессивных целях нет. На следующий день начали писать, что кроме Пентагона и Госдепартамента США никто бурно не отреагировал на послание, но в данной ситуации не нужна реакция. Есть сообщение, его должны услышать, отвечать не обязательно. Главное, чтобы поняли из первого раза. Здесь подойдет цитата политолога Александра Рара, которая приводит одно из интернет-изданий. Психологическая обстановка вокруг России ужасная. В СМИ Россию обвиняют, что она засылает киберармии в западные страны, что Министерство иностранных дел является чуть ли не организованным наркокартелем, что только русские спортсмены принимают допинг. Создается массовое давление на страну, и я думаю, что это был продуманный шаг со стороны президента. Он был сделан, чтобы начать новую дискуссию. Воспримите нас всерьез, и мы перестаем шутить. Конец цитаты. Ну а среди первых слушателей президентского послания был и руководитель Якутии Егор Борисов. Он отметил, что важная часть выступления была посвящена теме развития Арктики, Дальнего Востока и технологическому прорыву. Мы все понимаем, в том числе и якутяне, о том, что слово «прорыв» несколько раз прозвучало в послании президента Российской Федерации. И прежде всего они связаны с технологическими процессами. То есть, если мы сегодня хотим развиваться, достичь новые какие-то рубежи, то прежде всего должны понимать, что речь идет о технологических процессах, которые нам необходимо принимать, развивать и, соответственно, на них опираться. Во-вторых, мы понимали, что производительность труда, она всегда была основой экономики, любой экономики, даже социалистической экономики. А мы сегодня работаем в условиях так называемой рыночной экономики. Здесь каждое действие связано с производительностью труда. То есть наше развитие будет определяться трудом конкретным. Ну, отдельное внимание в послании было уделено новым технологиям, которые должны упростить нашу жизнь. Власти обязаны поддержать высокотехнологичные компании и выстроить благоприятную среду для стартапов. Что для этого нужно? Об этом мы поговорили с Анатолием Семеновым, генеральным директором технопарка «Якутия». Давайте вкратце о послании Владимира Путина. Что ждали и что в итоге услышали? Ну, послание президента – это очень важный сигнал в общество всегда. И, естественно, поэтому к этому такое большое внимание, и столько много прессы, столько много обсуждений. Я даже вот считаю, что вот это послание было не только послание Федеральному собранию, это такое послание вообще всему человечеству, мне так показалось, да? Я вот то, что хотел услышать про инновации, я услышал, потому что если тренд на инновации был это 11-12 год, то в последнее время это свалилось на импортозамещение, на местное производство. То есть мне очень радостно услышать, что все-таки тренд на поддержку стартапов, на поддержку науки, на поддержку инноваций, на вывод
их на зарубежные рынки. И более того, мне очень понравился тезис, когда он сказал, что нужно создавать условия не только для своих, но и для молодых ученых из других стран, да, и стартапов из других стран. Это вот колоссальный, считаю, вызов, то есть это смена парадигмы, потому что если мы все время строили инфраструктуру только для себя, то есть только для российских или якутских стартапов, то это вот одна из тоже моя мечта, чтобы в тот же Якутск или в другие технопарки приезжали стартапы там, из Южной Кореи там, или из Китая, или из Европы, из Америки. Это очень крутой посыл. Второй посыл то, что поддерживать все-таки нужно, чтобы к нам приходили стартапы, нужно поддерживать и в том числе и школьные технопарки, такие проекты как Quantorium, Sirius, и это безусловно правильно. Якутия в этом плане не отстает. Вы знаете, что в прошлом году у нас был открыт Quantorium, открывается сеть политехнических школ. В Якутске у нас открыты 5 детских технопарков в школах города Якутска, и я думаю, что этот тренд будет продолжен. Но вот есть такой общепринятый тезис, популярный среди обывателей, что если вы создаете инновационное какое-то предприятие, инновационную компанию, занимаетесь инновациями, а почему нет результатов в сию минуту? Да. Мне кажется, нужно донести до людей как раз еще после послания, да. Нужно людям объяснять, что инновации сразу не появляются. Спасибо, Александр. Вот на самом деле есть хороший кейс в Финляндии, когда Финляндия в 70-х годах начала создавать тоже инфраструктуру, там такие города, как Оулу, это целый город-технопарк, это один город-технопарк, да, а с маленького 50-тысячного города они там превратились уже почти 500 миллионов, нет, 500 тысяч человек, 500 000 человек там сейчас живет, да, и они планомерно в течение 15-20 лет вкладывались в эту инфраструктуру, в проекты, то есть сделали акселерационные программы. И, конечно, у них появились такие компании, как Nokia. Да? Поэтому для того, чтобы развивать инновации в регионе, нужно два основных фактора. Это деньги и терпение. Да? Понятно, что, как говорится, нанороботы в первый же год работы технопарка не выйдет, но если говорить про конкретные кейсы, которые сегодня у нас есть в технопарке, есть компания Gross, которая создала искусственный интеллект. Сейчас все говорят про цифровизацию, а мы сейчас в тренде, потому что вот это так называемый machine learning или data science, да, когда умные машины уже пишут книги, создают там, делают целые колл-центры, да, когда они принимают решения. И вот наша компания, она, работая с медиками, с радиологами, обучила машину делать анализ компьютерной томографии печени. То есть пока это компьютерная томография печени, в дальнейшем это будет МРТ мозга, флюорография легких и прочее, прочее. Сегодня уже этим стартапом заинтересовался Росатом. Вот. И сидя в Якутске, ребята вот у нас разрабатывают искусственный интеллект. То есть у нас есть уже форсайтные проекты, но для этого нужно, конечно же, больше инвестиций, больше партнеров зарубежных. То есть мы идем правильным курсом, и вот с этим посланием есть надежда, что и финансирование этих проектов тоже продолжится. Административными преобразованиями явно увлеклись. Так Путин прокомментировал повальное закрытие лечебных заведений в небольших поселках. Выстраивание эффективной системы здравоохранения чуть не обернулось катастрофой. Людей оставили практически без медпомощи. Теперь в населенных пунктах с населением от 100 до 2000 человек в ближайшие 2 года создадут фельдшерско-акушерские пункты. В поселке, где не больше 200 жителей, будут заезжать мобильные медицинские комплексы. Но ждет запуска и реабилитационный центр для детей с инвалидностью в Якутске. Официального открытия с перерезанием красной ленты в учреждении еще не было. Но первых посетителей здесь уже принимают. 22 января на реабилитацию пришли 40 детей. Пока только из Якутска. Но это лишь начало, уверяют в центре. Саргалана Захарова о современных методах терапии. 6-летние двойняшки Уля и Ярик на первый взгляд самые обычные дети. Так же, как и все, любят играть, веселиться, случаются и капризы. Но это все нормально для маленького ребенка. И не подумай, что еще в 2,5 года им поставили диагноз «задержка речевого развития». С тех пор семье приходится нанимать дорогостоящих специалистов и ездить в центры на реабилитацию, из которых самым близким до сих пор считался только Сувак в Нерюнгри. Шлаги тоже очень прекрасно все, но далеко ездить, я хочу вам сказать. И дети переносили очень трудно дорогу. Во-первых, самолетом. Не каждый ребенок вот такой вот сможет сесть в самолет. У них они боялись самолета, в общем-то.
Ирина не может не нарадоваться новому центру. Светлый, современный, а главное здесь, в городе. Все специалисты проходят обучение и повышают квалификацию. Работа не только с сотрудниками, но и с родителями. В частности, форум, который прошел в эти дни, был направлен именно на последних. Очень часто у нас так бывает, что родители остаются один на один со своей проблемой. Это неправильно. Надо найти специалиста. Они есть в нашей стране. Сейчас к вам это стало еще ближе. У вас теперь появился центр, в котором будут современные технологии. В рамках форума проходят мастер-классы и консультативная работа. В учреждении есть все необходимое оборудование для этого. Некоторая часть уже установлена, но впереди еще немалый фронт работы. Очень богатое будет у нас физиолечение, физиокабинет полностью будет обставлен. Будет там и парафинолечение, и магнитолечение, и светолечение. Сейчас идет установка прибывшей техники. Специалисты работают в кабинетах энцефалограммы, магнитной терапии, офтальмолога. Что касается последнего, то здесь будет проходить не только диагностика, но и лечение. Тут есть и светолечение, которые неврологические проблемы можно исправлять. Ожидаем еще не одну партию поступлений, говорит директор центра. В конце прошлого года в фонде будущих поколений изыскали дополнительные средства на закупку высокотехнологичного оборудования. Размер поддержки – 150 миллионов рублей. Когда обживутся полностью, центр сможет принимать со всей республики порядка 3000 детей в год. Он рассчитан на 250 мест, из которых 100 для круглосуточного пребывания детей и их родителей. Мы ждали этого очень долго. И мы очень надеемся, что с открытием реабилитационного центра у нас появится очень много высококвалифицированных специалистов, которые комплексно будут смотреть вообще на реабилитацию ребенка. Сегодня проходят реабилитацию самые первые воспитанники. Одно из самых любимых занятий проходит в сенсорных комнатах. Там игрушки есть. Здесь, в этой сенсорной комнате, есть все для того, чтобы ребенок смог научиться справляться с любыми задачами, которые встречаются перед человеком в обыкновенной жизни, даже с такими, как открыть дверь с любыми замками, узнавать на ощупь различные поверхности. Но если мы пройдем чуть дальше, то мы попадаем в темную комнату. А в этой комнате лечение проходят дети с определенными диагнозами, такими как аутизм и гиперактивность. Они в темной комнате успокаиваются. Да, это у нас там фотооптические, вот, например, есть, да, цвета такие. Например, у нас есть там сказочная галактика, сказка терапия. Ну, получается так, что ребенок там успокаивается. И таких помещений на первом этаже целых 4. У каждого свои функции. Разграничение по возрасту тоже есть. В скором будущем появятся еще и кабинеты Монтессори, программы социализации ребенка, признанной во всем мире. Раннюю помощь должны оказать медицинская реабилитация, конечно же, социальная реабилитация в части социализации, и чтобы наши дети получали и, значит, достойное образование, и основное, и дошкольное, и профессиональное. Если на текущий год план стоит провести реабилитацию 3000 детей, то со следующего 2019-го центр будет принимать по 3500 пациентов в год. Это в полной мере обеспечит потребность республики в реабилитационной помощи. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Вернемся ровно через 2 минуты и продолжим подводить итоги недели. Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, снимите факт на видео и отправьте в модуль «Наша Якутия» по адресу nashayakutia.saha.gov.ru. При составлении уведомления, заявки укажите место нарушения, категорию нарушения, ваши контактные данные. Отправить заявку вы можете сразу после съемки или в удобное для вас время в течение 5 суток с момента фиксации нарушения. После отправки ваша заявка будет рассмотрена модератором и направлена в управление ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Вы сможете следить за ходом рассмотрения и узнать о принятом решении в отношении нарушителя. Важно! Не используйте телефон во время управления транспортным средством. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
что нового появится в твоем городе. Сквер, парк, красивая аллея или фонтан. Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Как гарантируется точная передача результатов голосования с избирательного участка? Голосование на избирательных участках проходит с 8 утра до 20 часов вечера по местному времени. После закрытия избирательных участков избирательные комиссии приступают к подсчету голосов и формированию протокола об итогах голосования с уникальным специальным кодом, называемым QR-кодом. Протокол, защищенный QR-кодом, затем доставляют в территориальную избирательную комиссию. QR-код позволяет полностью исключить внесение каких-либо изменений в итоговый протокол после его подписания членами комиссии и наблюдателями на избирательных участках. Это гарантирует невозможность изменения результатов голосования. Помимо этого, QR-код позволяет мгновенно и безошибочно передать данные об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». Ваш голос защищен. Как подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения через единый портал госуслуг? Подать заявление вы можете до 12 марта. Перейдите на портал госуслуг, войдите в личный кабинет, кликните на заставку, выбери избирательный участок и голосуй где удобно. Нажмите на кнопку «Получить услуги». Проверьте паспортные данные и адрес регистрации по месту жительства, указанные вами в личном кабинете. Выберите удобный избирательный участок для голосования. После этого нажмите кнопку «Выбрать». Вам придет СМС с кодом подтверждения. Введите его в специальном поле. В ответ вы получите сообщение о приеме заявления и распечатываемую часть заявления с информацией о выбранном участке. Распечатайте ее или сохраните на мобильном устройстве. 18 марта приходите на выбранный участок. Не забудьте паспорт и распечатываемую часть заявления, которую можно показать и с мобильного устройства. Это Якутия день за днем. Подводим мы итоги недели. Повысить стоимость акцизов на табак и алкоголь собирается правительство России. Это коснется продукции, которую завозят на территорию страны из-за границы. Акцизная марка на алкоголь вырастет на 150 рублей и составит 1850 рублей за партию в 1000 штук. Это связывают с ростом курса валюты и индексацией зарплат. Главное, чтобы это не отразилось на другом показателе. По данным «Трезвой России», 80% алкоголя, который продают в мелкой рознице, является контрафактным. Масштабную проверку общественники организовали в 60 регионах России. В Якутске ситуация с контрафактом не настолько явная, проблема в другом. В веренице алкомагазинов, баров, ночных клубов. В столице региона даже появляются целые микрорайоны, где подавляющее число предпринимателей занимается лишь торговлей горячительными напитками. Сунхуадзян, она же Сунгарим, река в Китае, растянулась на 2000 километров. Сегодня это самый крупный приток российского Амура. В интернете сотни видеороликов. Туристы наслаждаются видами Сунгари. В Якутске тоже есть Сунгари, только не река, а ресторан. Известен не живописностью или внутренней отделкой. Злачное место – один из бесспорных лидеров по количеству совершенных преступлений в развлекательных заведениях столицы. Этот ресторан – одна из самых известных точек пьяного округа. Так с недавнего времени называют улицы Жарницкого и Рыдзинского. Причины просты. Только на Жарницкого 9 мест продажи алкоголя. Маркеты, пабы, рестораны, клубы, кафе. Каждому клиенту привет от зеленого змея. Соседству с алкоточками не рада Дина. Многодетная мама вечерами старается не выходить из дома, иначе можно столкнуться с посетителями злачных заведений. В этот район девушка переехала 11 лет назад. Когда-то родную улицу сегодня не узнает. Буквально недавно же они стали открываться. До этого все было нормально. Мы хотим реально отсюда уже переезжать.
Даже если здесь поставить где-нибудь скверик, да, этот скверик, он вот этими вот людьми, которые ходят в эти питейные заведения, он обязательно будет испорчен. Здесь же печально известный зодиак. Драки между посетителями, зимние побоища с охраной, поножовщина. Стены ночного клуба видели многое. Сунгари и Зодиаку до лидерства преступной статистики, уверяют полицейские, еще далеко. За январь текущего года было возбуждено 21 уголовное дело в отношении посетителей увеселительных заведений. Лидерами является рок-бар «Легенда», в котором совершено 13 уголовно наказуемых преступлений. В заведениях «Зодиак» и «Сунгари», расположенных на одной улице, за январь 2018 года возбуждено по одному уголовному делу. Местные жители отмечают, преступное лидерство – дело времени. Очень много, конечно. Желательно бы половину убрать отсюда. Контролирующие организации должны это все контролировать, наверное. Пройтись, там маленький, вот думаешь, гараж, нет, это еще питейное заведение. Ну, может, многовато, но мне, как сказать, я говорю, я безразличен к этому. Зачем так много точек-то? Оно совсем нам не нужно. Тут бы хотя бы, разбили бы что-нибудь зелененькое. Растут, как грибы, добавляют люди. Большая часть точек находится у автобусных остановок. Мимо не пройдешь. Пивной бар со звучным названием «Разливные напитки 24 часа в сутки». Кажется, что это жилой дом, но глаза обманывают. По документам административное здание, нарушений нет. Однако воспитанников и преподавателей детского подросткового центра неподалеку эта новость мало утешит. В центре занимаются 800 детей. Рисование, кукольный театр, танцы, игра на музыкальных инструментах. Воспитанники – победители творческих конкурсов. Преподаватели сокрушаются. Жаль, что дипломы не могут закрыть места продажи алкоголя. Это опасно для детей, тем более зимой очень до 7 часов иногда некоторые занимаются, вот старшеклассники, и они выходят на остановку и могут попасться не очень хорошая компания. За это мы беспокоимся за своих детей. Не выдавать лицензию предпринимателям мэрия не может. Если стоит одна алкоточка, то ограничить вторую не получится. Буква закона. Однако, уверяют городские чиновники, есть другой способ борьбы. Нужно сейчас проверять целевое назначение этих земельных участков. Потому что не может быть, что все объекты, которые там располагаются, целевое назначение имеют торговля. Поэтому в этом плане, конечно, тоже работа ведется. Единственный минус такой работы – время. Доказывает, что земля не предназначена для торговли, придется через суд. Пока Фемида будет решать судьбу алкоточек, пьяный округ вполне может превратиться в пустой район. Жителей не останется. Все просто переедут, так и не дождавшись решения проблемы. Александр Лысак, Василий Слепцов, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков и Владимир Павлов. Якутия. День за днем. В Якутии стартовало досрочное голосование. Оно продлится до 17 марта. Выбирают президента России жители труднодоступных территорий из 29 районов, в том числе Момского, Тампонского, Верхоянского и Булунского. Подготовка заняла 6 месяцев. Завозили избирательную документацию и специальное оборудование, составляли списки голосующих. Наш корреспондент Юлия Михайлова на вертолете, снегоходе и оленей упряжке отправилась с членами избирательной комиссии в отдаленные районы Жиганска и Кабея. Олени – главное богатство жителей Севера. Это домашние олени. Их берегут, как зеницу ока, и стараются приумножить. А живут оленеводы и содержат свои семьи за счет охоты. Добычу продают или меняют на ГСМ. На вырученные средства закупают продукты, охотничье снаряжение, снегоходы. От нового президента ждут, что их жизнь станет лучше. Поэтому голосуют все как один. Первыми в Кабельском районе голосуют оленеводы кочевой родовой общины Нерыгет. Члены участковой избирательной комиссии организуют все необходимое для того, чтобы голосование состоялось. И оленеводы отдадут свои голоса за того кандидата, который достоин возглавить страну. 18 марта оленеводы будут находиться вдали, в нескольких сотнях километрах от ближайшего избирательного участка, который расположен в селе Себян. Поэтому голосование проходит досрочно. В эти дни мобильные участковые избирательные комиссии побывают в каждом оленеводческом хозяйстве. В Кабельском районе они расположены друг от друга в 30-40 минутах полета на вертолете. На севере это самый дорогой вид транспорта, но голос каждого избирателя на вес золота.
собой у членов участковых избирательных комиссий урны для голосования, бюллетени, информационные материалы о кандидатах в президенты страны. За день полетов проголосовали 13 оленеводов. По списку у нас 494 избирателя. Сегодня первый день голосования, и мы сделали облет по 3 точкам. Это община Ильджеткей, 6-е стадо и 2-е стадо. Проголосовало больше 10 человек. Каким должен быть президент? Хороший, добрый, чтобы деньги надо платить на это. А то нам-то не хватает денег. Сколько у вас членов кочевой родовой общины? 3 оленеводы, и все, и 1 чум. Угу. И вы пасете сколько оленей? 600 голов. А где они находятся, олени? Вверху. То есть это сколько километров примерно отсюда? Да, 2 километра. В кочевой родовой общине Нергет 638 оленей. Смотрят за стадом вчетвером. Остальные члены общины в отпуске в селе Себян. Там же жены и дети оленеводов. Собираются в стойбище все вместе только летом. Быт оленеводов мало изменился за последние десятилетия. По-прежнему живут в палатках или зимовьях. Рядом на высоких сваях хранилища для продуктов и одежды. Из примет нового времени – солнечные батареи или переносной двигатель. Электричество заменило свечи. Пару часов работает телевизор. Снегоходы добавили мобильности оленеводам. Единственный их минус – требуется много топлива. В ГУПе Себян около 6 тысяч оленей. Это одно из крупных хозяйств республики. По несколько сот голов и в каждой из 6 кочевых родовых общин. Всего оленей в Кобяйском районе 10 тысяч. В соседнем Ивенкийском, Жиганском районе общее поголовье оленей 2778. До конца года хотят увеличить свои стада еще на 200 голов. Но все старания оленеводов сводят на нет хищники. Буранами там обходим там и смотрим. Когда этот волки придут, мы их разгоняем туда дальше, чтобы на стадо не привлекались. На волков охотитесь? Охотимся. Ну, зимой одного убили здесь, прямо здесь. Ну. Прилету вертолета радовались все оленеводы. Переполох взволновал и четвероногих. Обычно такое случается раз в год, когда детей-кочевников собирают в школу. Поэтому вертолетом стараются привезти, кроме свежей корреспонденции, все самое необходимое – пополнить запасы продовольствия. Обратно везут добытое. На это целый год будет жить семья оленевода. Конечно, несметных богатств от такой нехитрой экономики не скопить. Но по-другому они не могут. Так жили их предки. Это то, чем хочет заниматься молодежь. После 18 марта, дня выборов, все ждут хороших перемен в отрасли. Юлия Михайлова, Павел Пахомов, Мария Аполлонова. Специально для программы «Якутия. День за днем». Телеканал «Якутия-24». Изначально проголосовать досрочно должны были 18 тысяч якутян, однако Эльвира Мерикянова, секретарь Республиканского центра избиркома, заявила в интервью нашему телеканалу: избирателей гораздо больше и списки постоянно расширяются. Возникает вопрос, как выстроена работа по досрочному голосованию между Центризбиркомом Якутии, территориальными избирательными комиссиями и участковыми избирательными комиссиями. Организация досрочного голосования начинается на самом деле еще осенью. У нас в марте, 18 марта выборы, а работу по организации досрочного голосования наш Центризбирком начал еще в конце сентября, в октябре. Потому что в конце октября, в начале октября уже выясняются маршруты, по которым нужно будет проводить досрочное голосование, поскольку в этих местах, пунктах обычно работают или оленеводческие стада, или коневодческие базы, или находятся охотники, метеорологи, гидрологи, геологи. Пунктов досрочного голосования несколько сотен. Да. Как составляются такие огромные списки, и при этом в одном пункте 1 человек, в другом пункте 5 человек, то есть не так много избирателей. Если это гидрометеорологическая база, там может быть может быть и 1 человек. Поэтому, вот у этого человека есть конституционное право выбирать. Поэтому мы должны обеспечить ему это право. На основании запроса территориальной избирательной комиссии главы составляют уже подробный перечень тех, кто может именно ближе к 18 марта оказаться
каких-либо отдаленных местностях. В нужном месте, в нужное время. Да. А может же произойти такое, что, допустим, член участковой избирательной комиссии приезжает на место, условно, на вертолете, на буране, на санях приезжает, а условного оленевода нет на месте. Что тогда делать, получается? Время, деньги, ресурсы потрачены впустую? Ну, дело в том, что на самом деле, вот вы говорите, что вы совсем недавно приняли перечень мест, да, постановление. Это же происходит неспроста. Мы проводим на основании тех заявок, которые были получены еще осенью, несколько еще корректировок, ну, каждый месяц, да, ежемесячно мы уточняем места, где могут находиться наши избиратели. И поэтому такого, что вот прилетел вертолет, и там не оказалось вообще людей, не бывает. Вот, например, вчера у нас наш буквально, да, такой пример. Мумский район, село Хону, прилетел вертолет полярной авиалинии. Командир уже сходил вчера в территориальную избирательную комиссию, ознакомился с маршрутным листом, то есть у него он уже заранее был. Потом они вышли и на проводников, на местную администрацию. И сегодня, уже уточнившись, летят со СЫР. И там будут уже в нескольких пунктах, где точно есть наши избиратели. Вертолеты так или иначе достаточно редко попадают к условным оленеводам, в условные там пастбища, стойбища. Неужели к ним члены участковых избирательных комиссий просто прилетают с бюллетенями и с урнами для голосования? Доставляют ли какие-то грузы, которые, ну, достаточно важные бывают, медикаменты, например? Ну, на самом деле, да, вообще-то вот законом определено, что мы не можем взять иной груз, да, но все равно приходится, конечно, под наши условия подстраиваться, и поэтому вот в этом году у нас были тоже обращения, что надо попутно завести медикаменты, продукты первой необходимости или еще взять больного человека, ну, из этого, например, скажем, места, да, поэтому мы тоже это учитываем, и заранее было наше обращение в Центральную избирательную комиссию России, и нам разрешили взять такой иной социально значимый, так называемый груз. То есть это медикаменты, продукты питания, вакцины и при необходимости, конечно, остро нуждающихся больных. Опять же, о взаимодействии с органами местного самоуправления. Бывает ли такое, что опаздывают с предоставлением списков? Ну, это есть. Ну, не то, что опаздывают, да, а дело в том, что у нас все время выясняется, например, вот в этом году достаточно много нефтегазовиков и нефтегазовиков, вахтовиков заезжает. Поэтому тоже были уточнения до последнего момента, и происходят они и сегодня, в данный момент. То есть, получается, если мы в начале кампании заявляли о том, ну, не в начале кампании, да, когда началось у нас досрочное голосование 26 февраля, заявляли о том, что у нас около 19 тысяч избирателей будет досрочно голосовать, то на сегодня у нас уже 22 тысячи с лишним человек числится в этих списках. У нас досрочное голосование завершается 17 марта, поэтому, конечно, уточнение будет до самого последнего все равно. И если к нам поступает заявка от ТИК, то мы уже это дело согласовываем, дополнительно вносим изменения в наше постановление, где указан перечень пунктов, и направляем в территориальную избирательную комиссию. Там принимается решение, и то есть организовываем опять-таки досрочное голосование, то есть обеспечиваем человеку его конституционное право. Якутия уже не первый год голосует досрочно на различных выборах различного уровня. Это было и на выборах главы региона, и, получается, на выборах президента голосуем досрочно. Оправдывает себя вот такая система? Здесь речь не должна идти о том, что она оправдывает или не оправдывает. Да? На самом деле это обеспечение избирательных прав гражданина. Это права человека. Вот. То есть мы человеку даем возможность реализовать свое конституционное право, выбирать.
Независимо от того, где он находится, Да. на каком расстоянии, все равно долетите, доедете, доберетесь. Да, долетим, доберемся, доедем. И даже пешком в некоторых маршрутах на летних бывает и такое. Сейчас короткая реклама, и ровно через 2 минуты расскажем о парке ветряных мельниц в Тиксе, уборке снега в Алдане и развитии детского хоккея в Якутии. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. 18 марта. Приходи на выборы и голосуй. Делай фото и выкладывай его с хэштегом «Якутия выбирает». Победителям крутые призы. Подробности на сайте yakutiavыбирает.рф. Вы смотрите Якутию день за днем. Продолжаем подводить итоги недели. Сергей Цивилев, гендиректор угледобывающей компании «Колмар», назначен заместителем губернатора Кемеровской области. Пост оставался вакантным с марта прошлого года. Цивилев будет отвечать за промышленность, транспорт и предпринимательство Кузбасса. Добавлю, что «Колмар» занимается добычей угля на месторождениях Нерюнгринского района. Компания строит в Якутии также 2 комбината – Денисовский и Инаглинский, а также является основным инвестором территории опережающего развития Южной Якутии. Якутия не первый раз становится кузницей кадров для других регионов. Лев Кузнецов, один из предыдущих руководителей «Колмара», после работы в компании стал губернатором Красноярского края. Илья Михальчук, бывший якутский градоначальник, впоследствии стал губернатором Архангельской области. Можно вспомнить и Павла Бородина, мэра Якутска, который в 90-е годы руководил управлением по делам президента России. Список можно продолжать. Ну а в Тиксе появится парк энергосберегающих ветряных мельниц. Задача – повысить энергонадежность заполярного поселка и снизить зависимость от привозного и часто дорогого дизеля. Работать мельницы будут на самом экономичном виде топлива – сырой нефти. Документ подписали Якутия, Русгидро и японская компания «Недо». Она займется строительством ветродизельного комплекса. Представители страны восходящего солнца предоставят основное оборудование на безвозмездной основе. Русгидро обеспечит логистику и монтажные работы. До конца этого года завершится монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи. До декабря 2019-го монтаж генераторов, систем распределения и аккумулирования электроэнергии. Напомню, что для Якутии энергосберегающие технологии не новинка. В Батагае Верхенского района построена одна из крупнейших в Заполярье солнечных электростанций. Ее мощность 1 мегаватт, оборудование рассчитано на работу при экстремальных условиях и резких перепадах температур с минус 45 до плюс 40 градусов. Комплекс солнечных панелей позволяет экономить Батагаю около 300 тонн дизельного топлива, то есть около 15 миллионов рублей. Пока в Тиксе уже представляют огромные ветряные мельницы, в Ленске, Якутске и Мирном не до фантазий. Уборка снега в самом разгаре. В том же Ленском районе выпало рекордное число осадков. Весеннее половодье все ближе. Не успеют вывести снег, то это скажется на уровне воды. Кристина Якупова проследила за работой коммунальных и дорожных служб. Экскаваторы, бульдозеры, дворники – все брошены на уборку снега. В Якутске вывезли 150 тысяч кубометров осадков. Тротуары и проезжую часть убирают 500 человек и 80 единиц техники. Ежедневно 200 кубометров речного песка выбрасывают на наиболее скользкие дорожные участки, кольцевые и перекрестки. Генеральная уборка нашего города продолжается на протяжении всего дня. На счету каждая лопата и каждая метла. Наряду с тяжелой техникой выступают также дворники, которые очищают от снега скверы, парки нашего города. Мы убираем проспект Ленина, улицу Кирова, Билибина, Три Сосны,
улица Лермонтова и улица Ярославского. Активно машут лопатами и в Мирном. От сугробов очищают внутриквартальную территорию и проезжую часть алмазной столицы. Сбрасывают накопившийся снег с крыш и подъездных козырьков жилых домов. Уже начали готовиться к весеннему паводку. Сейчас у нас подрядные организации ушли на уборку внутриквартальных территорий. Уже вторую неделю там работают, на этой неделе заканчивают и потом опять переходят на улично-дорожную сеть. Вот. Другие подрядные организации, извиняюсь, это те, которые нас обслуживают площадя и тротуары, приступили к работе по вскрытию тротуаров от снега с вывозом его на специально отведенную площадку. В Ленске управляющие компании завершают работу по очистке крыш. Предварительно огородив зону возле жилых зданий, рабочие скидывают снег. Уборка сразу на нескольких домах. Большая часть домов почищена. Вообще на очистку в этом году, и каждый год у нас стоит 14 домов, то есть где необходимо снимать с крыш снег. Да, после этого планы у нас начать очистку дворов. Однако не все так радужно в Ленске. В одном из районов города жалуются на некачественную уборку улиц. Техника подрядчика появляется крайне редко. Дороги как корыто. Асфальта через прессованный снег уже не видно. Возмущаются жители. Улицу почистили первый раз за зиму вообще. Ну и лучше бы ее уже не чистили и не трогали. Нагребли кучи, которые выгребать опять же нам, жителям. Засыпали остановку полностью. Никто не жалуется. Взяли лопаты и пошли. А кому жаловаться, куда жаловаться? У нас вот так. По словам соседей, те, которые пытались выгребать это все обратно на дорогу, их штрафовали. Причем штрафовали неоднократно, поэтому собираем и вот в одну кучку складываем. Каждый год зима в Якутии преподносит сюрпризы. Коммунальные и дорожные службы постоянно удивлены выпавшему снегу. Основную массу осадков с улиц, проезжей части и тротуаров в городах Якутии уберут в первых числах апреля. Вопрос в другом – успеют ли? Кристина Якупова, Якутия день за днем. Пытаются бороться со снегом и в Валдане. Ключевое слово «пытаются». На обочинах многометровые уже не сугробы, а горы снега. Ежедневно 6 бригад от местной управляющей компании очищают крыши. Однако меньше снега не становится. Сугробы на кровлях достигают 1,5 метра. И ответ городских властей на претензии жителей прост. Приоритет отдан многоэтажным домам. 2- и 4-квартирники откапывайтесь сами. В статье техобслуживания 1 копейка идет на снег. По спецификации росписи 1 копейка идет на снег. Поэтому денег, конечно, не хватает. Есть крыши, которые чистим в этом году уже третий раз. Работы идут, но прошу жителей города поддержать, взять лопаты, где-то помогать, прочищать проходы, откидывать снег от окон на все полностью. А еще самим можно отремонтировать дороги, заняться тротуарами или коммунальными проблемами. Почему нет? Такими темпами снег до потепления не уберут, уверены жители. В очередной раз напомню, основная масса осадков в Валдане выпала 4 месяца назад. В жилнадзоре советуют писать жалобы. В Валдане управляющая компания «Жилремстрой». И они являются лицензиатом, то есть они получили лицензию на управление многоквартирными домами. И, следовательно, они будут нести ответственность как уже лицензиат, и там сумма штрафа до 300 тысяч рублей. Ну и к другим темам. Жизнь в цифровом обществе, свобода или неволя. Таков основной тезис прошедшего в Хабаровске дальневосточного медиафорума. 1200 участников, журналисты, блогеры, медиа-менеджеры обсудили, как жить современным СМИ в эпоху цифровизации. Сусанна Рожина продолжит. Цифровое будущее мира и как приспособиться к новым реалиям жизни обсуждались на дальневосточном медиафоруме, который прошел в Хабаровске. Самую футуристическую картину будущего обрисовал доктор социологических наук профессор Дмитрий Гавра. По его мнению, жизнь в полной цифре приведет к расслоению общества на элиту и цифровой пролетариат. При этом представители элиты будут тяготеть к жизни офлайн, а массы продолжат жизнь в цифровой реальности. В простом сетевом пространстве цифровой эксплуатации останется, если угодно, цифровой пролетариат. И это означает, если пользоваться этой самой метафорой, цифровые гетто
и аналоговые белые кварталы. Одним из базовых измерений конкуренции будет измерение конкуренции за выход в офлайн. Участники форума пришли к выводу, что переход к социальным сетям неизбежен и уже осуществлен, и необходимо научиться правильно подавать информационный контент, адаптировать его под определенные социальные сети. Именно по этой причине на форум наравне с профессиональными журналистами были приглашены и блогеры, имеющие многотысячных подписчиков в разных соцсетях и которые уже могут самостоятельно формировать общественное мнение. Одним из ведущих спикеров форума стал известный журналист-любитель Илья Варламов. Совершенно точно изменится в ближайшие годы, изменится полностью принцип потребления контента, потому что на сегодняшний момент это вот устаревшая модель, когда есть сайты, когда эти сайты там что-то пишут, она работать не будет, и все это поменяется. При этом Варламов также разделяет мнение социолога о том, что в ближайшем будущем все общество будет жить в цифровом концлагере, где владельцы крупных соцсетей будут формировать цифровую цензуру, которая страшнее, чем госцензура. Я называю это цифровой концлагерь. Так вот, двери цифрового концлагеря, они захлопнутся. И тогда всем будет плохо, и всем будет грустно, потому что на месте старого посредника, который был нам так ненавистен, о котором я вначале говорил, у нас появится новый посредник в виде всех этих прекрасных социальных сетей, которые будут влиять на вашу жизнь, они будут влиять на политику, на выборы, на все остальное. Тот же самый YouTube может, руководствуясь своими внутренними положениями, заблокировать любой канал. Но, тем не менее, в ближайшее время необходимо адаптироваться под эти изменения. Так молодежь уже полностью перешла на площадку YouTube. И по мнению экспертов, охват этой платформы будет только увеличиваться. Играя, образовывать именно тех умных деток, тех, которые тянутся к хорошему, к светлому, потому что очень много ребят, которые смотрят, к сожалению, и делают свою просто основную подписку на дисы, на вот это вот обливание грязью и так далее, да, других блогеров. Это как бы не есть хорошо. Охота, чтобы были яркие лозунги, но чтобы просто за счет вот этого клика на этот пищащий лозунг ребята узнавали о нас через игру. Особо актуальной темой форума была тема о том, как зарабатывать региональному телевидению в условиях влияния соцсетей. Мы очень хотим социальной стабильности, да, то есть мы очень хотим понимания. Мы хотим, чтобы людей слышала власть и чтобы власть слышала людей. Вот, собственно, в этом ведь основной инструментарий, да, то есть любого телевизионного процесса, любого продукта, да, то есть это диалог, это отражение того, что есть в обществе. Сусанна Рожина, Стас Михайлов, Якутия, день за днем, Хабаровск. На сегодня в рамках 6-го международного турнира по вольной борьбе в Якутске состоялось открытие набережной имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. На сессии городской думы в целях увековечивания памяти великого сына якутского народа принято решение о присвоении имени Романа Михайловича Дмитриева набережной на 202-м микрорайоне. Предложение поступило от общественности, депутаты поддержали. На торжественном открытии приняли участие почетные гости турнира, спортивная общественность и жители города Якутска. Ну и продолжая олимпийскую тему, российским призерам зимней олимпиады в южнокорейском Пхенчхане вручили ключи от новеньких BMW. Это дополнительный бонус за удачное выступление на главных зимних стартах четырехлетия. Стоимость автомобиля варьируется от 3 до 5 миллионов рублей в зависимости от моделей и комплектации. Напомню, Россия по итогам Олимпиады в Пхенчхане завоевала 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Ключи от автомобилей получила и сборная России по хоккею. Парни стали чемпионами Олимпиады. В финале наша команда со счетом 4-3 одолела сборную Германии. 2 шайбы в ворота немцев забросил Никита Гусев. 1 гол оформил Вячеслав Воинов. И финальную шайбу уже в овертайме забросил Кирилл Капризов. Добавим, что для каждой из команд это была принципиальная встреча. Наши хоккеисты впервые за 20 лет боролись за олимпийское золото. Германия и вовсе никогда не выходила в финал.
Нынешний хоккейный турнир на Олимпиаде запомнился и отсутствием игроков НХЛ. Лига решила не приостанавливать регулярный чемпионат на время игр. Итог: ни Овечкина, ни Малкина, ни других известных игроков на льду в Южной Корее не было. Хорошо это или плохо, судить зрителям, но если бы НХЛовцы поехали в Пхенчхан, то в сборную России, скорее всего, не смог бы попасть 20-летний Кирилл Капризов. Он, кстати, стал самым молодым игроком команды. Не было бы и финального гола в овертайме. А сколько таких Капризовых по стране, которые ждут шансов? Саргалана Федорова решила узнать о развитии детского хоккея в Якутии. Победа российских хоккеистов в финале зимних Олимпийских игр стала толчком для молодых спортсменов. Ребята из хоккейной команды «Полярные волки» теперь стараются забивать шайбу так же ловко, как Кирилл Капризов, и делать броски одной рукой в девятку, как Никита Гусев. Там хорошо играл Гусев и как там, 77-й номер. Они мне придают силы заниматься хоккеем. Я пришел впервые в 3,5 года, и меня привезла мама. Мы ездили с командой в Китай и заняли там первое место. И там я был лучшим игроком матча. Юный вратарь Даниил Белозевских играет в хоккей 6-й год. Ни одну шайбу не упускает из виду. Они много пасуются, они как бы чувствуют лед, друг другу дают. У нас выходы 1 на 1, все так же, как у них практически. У нас должна быть еще больше скорость, тактика какая-то. Я сначала был 2 года игроком, потом уже перешел на вратаря. Мне как-то на вратаре больше понравилось. Вратарь – это как бы половина команды. Якутская хоккейная школа воспитывает игроков уровня континентальной и высшей лиги. На создании профессиональной команды из Якутии говорить еще рано. Республиканская федерация собирается открыть юниорскую хоккейную лигу, которая представляла бы Якутию на всероссийских и международных соревнованиях. В 2019 году будут первые зимние Дети Азии, и 2004 год хоккей будет проводиться по 2004 году. И вот мой возраст попал. У нас команда сборная вместе с нерюнгринскими ребятами. В августе ездили на сборы в Сочи, в Сириус на месяц. В январе съездили на турнир в Новосибирск. Много детей, наборы большие. Есть из кого выбирать. В год 5-10 человек уезжают играть за спортивную школу при командах мастеров. Все бы хорошо, но есть проблема. Для постоянных выездов не хватает денег. Команду хоккеистов вывезти, это стоит порядка 500-800 тысяч на один тур. А если взять каждого возраста, если участвовать на России по 6 возрастам, то представьте, какая сумма вырастет. Юные хоккеисты из Нерюнгри, мальчишки 10 и 11 лет, тренируются как взрослые, с полной самоотдачей. Их тренер переделал дачный участок под спортивно-тренировочную базу. Но дело в том, что с деньгами проблема, а тут и расходов мало родителям. Что только получается на питание, думаю, пару родителей сюда, чтобы мамы тут варили, им готовили все. А мы занимались тут. У нас езди побегать, и попрыгать, и все виды поиграть, и футбол, и баскетбол, и ручной мяч, и хоккей. Хоккей – спорт для настоящих мужчин. Требует сочетания силы, ловкости, быстроты реакции, знания тактики и стратегии. Каждый из юных хоккеистов стремится постичь хоккейную мудрость. Полярные волки сегодня победители первенства Сибири и Дальнего Востока. Но это не повод расслабляться. Во время мартовских каникул у ребят новые матчи. Теперь борьба развернется за путевку в финал первенства России. Еще одна возможность заявить о якутском хоккее на всю страну. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.
что нового появится в твоем городе. Сквер, парк, красивая аллея или фонтан. Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Из космоса я много раз видел, как красива наша страна. И мне хотелось бы, чтобы ей гордиться могли наши дети и внуки. Верю, что в наших силах сделать все возможное для благополучия и развития России. Выборы президента – событие, которое касается каждого из нас. Именно от нашего голоса зависит наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», в студии Евгений Маженко. У нас сегодня в гостях председатель правительства Якутии Евгений Чайкин. Обсуждать мы будем тему послания президента России Владимира Путина. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Доброе утро. Первый вопрос. Послание Владимира Путина, оно больше, по вашему мнению, рассчитано на внешнюю аудиторию или на внутреннюю? Прежде всего, оно рассчитано на нашу внутреннюю аудиторию, на население, на руководителей предприятий, на государственный сектор. Фактически оно охватывает все сферы жизни. Можно сказать, что вторая часть послания, как тут затмила, была более такой важной, чем первая? Нет, я так не считаю. Вторая часть, касающаяся текущей обороноспособности страны, фактически это тезис закрытия таких ключевых вопросов сегодняшней геополитики. И смысл, в моем понимании, заключается лишь в обеспечении безопасности наших граждан и безопасности для нашей страны. Собственно, этим исчерпывается. И второй тезис, который бы в отношении второй части я бы сказал, это, соответственно, действительно та способность, уникальная способность нашей страны в самые сложные годы, в самых сложных условиях реализовывать то, на что не способен никто и другой. Мы все понимаем, что мы прошли через 90-е, 2000-е, и то, что Владимир Владимирович указал, это то, что те разработки, которые были продемонстрированы, это не
разработки наших советских предшественников. Это та современная Россия с тем технологическим, интеллектуальным потенциалом, собственно, это реализовала. И это должно, собственно, вселять и уверенность именно в наших сограждан, в наших, значит, и в нашу науку, и в наших инженеров. То, что на самом деле еще далеко не все потеряно, и то, что при правильных приоритетах и консолидированной позиции мы можем достигнуть высоких результатов практически в любой сфере жизни. То есть образ сильной, самостоятельной, современной страны? Да, безусловно. А, кстати, как вам формат новой инфографика? Впечатлило? Безусловно, современность, она диктует новые правила, и действительно люди начинают, безусловно, привыкать и к гаджетам, к новой демонстрации информации. Поэтому сочетание, собственно, непосредственно послания с его внутренним содержанием, сопровождающееся такими наглядными демонстрационными материалами, безусловно, воспринимается гораздо комфортнее. Одним из источников экономического роста Путин назвал инвестиции. Вот в одну только электроэнергетику речь шла о 1,5 триллиона в ближайшие 6 лет вложений частных инвестиций. Как в регионах у нас, в нашем конкретном регионе с этим дела обстоят? Энергетика и, собственно, иные направления, которые были озвучены в послании, для нас не просто необходимость, да, фактически обеспечение жизни, безопасность проживания в таких сложных условиях. Поэтому то, что Владимир Владимирович обозначал, те приоритетные направления и, соответственно, где-то существенные объемы, увеличение объемов финансирования, либо количественные показатели по разным направлениям. Это действительно впечатляет, и это абсолютно необходимо нам здесь, в республике, и поэтому многие тезисы, они очень комфортно, я думаю, восприняты практически всем населением республики. Как раз вот на фоне ТИКСИ. Да. Здесь вопрос, конечно, безусловно, инвестиции, именно если касается энергетики, то здесь же надо иметь в виду, что не только обновление, не только дальнейшее развитие, но и, собственно, экология с инвестициями тоже очень четко была отфиксирована в этом послании, да, с точки зрения тех вопросов, которые возникают у населения с точки зрения экологичности угольных ТЭЦ и ряда других вопросов. Поэтому послание, я думаю, что для каждого жителя республики воспринято очень комфортно. Он услышал себя, свой интерес в большинстве тех тезисов, которые прозвучали. А вот именно для Якутии какие тезисы прозвучали в послании, вы можете как-то обозначить? Ну, здесь значимые для Якутии именно. Ну, в целом, на самом деле, послание практически оно впечатляет тем, что именно комфортно воспринимается с точки зрения того, что ты понимаешь, что президент фактически концептуально и всеобъемлюще видит ту проблематику и тот вектор перспективного развития, который необходим. Здесь я бы хотел сказать о том, что для меня комфортность еще связана с тем, что фактически та политика, которая взята в республике под руководством Егора Афанасьевича Борисова, фактически по каждому из тезисов комфортно сопряжена с теми тезисами, которые были озвучены вчера. Многие вещи, например, мы в республике уже реализуем, и поэтому, видя и понимая, что это является одним из приоритетов теперь федеральной политики, мы понимаем просто, что вектор, который был задан ранее, он абсолютно правильный, и сейчас нам будет больше возможности продвинуться по каждому из направлений. А направления, безусловно, здесь все играют роль, потому что ключевой тезис, на самом деле, это человек, общество и государство. И если от человека идти
те вопросы, которые связаны со здравоохранением, они вот действительно реализуются, да, и Владимир Владимирович подчеркнул, что нужно учитывать необходимость шаговой доступности для каждого человека в получении медицинской помощи. Это то, что мы на федеральном уровне постоянно подчеркиваем, постоянно обозначаем, что республика уникальна как раз своими площадями и распространенностью, да, населенных пунктов по ее территории. И здесь особый подход. Это касается и образования. С точки зрения поддержания и поддержки талантливых детей, это и развитие науки молодых, это и цифровая консолидация. Практически вот все эти направления, они уже инициированы, реализуются, и поэтому федеральная поддержка в этой части нам только, собственно, поможет. Это касается и транспортной сферы, и автодорог. Владимир Владимирович четко обозначил, да, что региональные дороги нужно финансирование увеличить в 2 раза. То есть это понятно, для наших территорий это очень важно. Это и стратегические маршруты международные, все мы услышали, Северный морской путь и развитие Арктики. Это и развитие региональной авиации, развитие аэропортов региональных и необходимость и целевая установка на реализацию такой меры, что межрегиональные перевозки должны быть напрямую, а не через Москву. То есть мы все здесь понимаем, что в соседние регионы иногда приходится летать через Москву. Вот. Поэтому все, я так полагаю, очень комфортно воспринято. Евгений Алексеевич, а вот в том числе Владимир Путин говорил об ипотечных ставках и об обеспечении жильем 5 миллионов семей. Вот пропорционально на республику как-то можно переложить эти цифры? У нас о каких количестве семей может идти речь? Да, ну, если Владимир Владимирович говорит о том, что мы должны в масштабах страны достичь строительства 120 миллионов квадратных метров в год, то это где-то получается чуть больше 0,8 метра на жителя. Я, соответственно, посмотрел, что сейчас, собственно, происходит, да, то есть в целом по стране это чуть больше полуметра. Мы в республике, вот с учетом, опять же, целенаправленной политики, которую Егор Афанасьевич обозначил как абсолютная необходимость, мы сейчас по прошлому году закончили год где-то 630 тысяч квадратных метров, это порядка 0,65 квадратного метра на жителя. То есть нам на самом деле немного осталось, мы в очередном показателе чуть лучше, чем в среднем по России. Поэтому это еще раз подтверждает правильность тех приоритетов, которые были поставлены и главой республики в том числе. А вот с дорогами можно также такую же пропорцию на республику поставить, потому что Путин сказал об 11 триллионах рублей. Я думаю, что прямой пропорции здесь не будет. Здесь необходимо все-таки разумная достаточность, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что везде у нас дорог не будет, и экономически это не обосновано, но ключевой, опять же, такой вот подход и тезис в том, что вчера можно было услышать в послании, это везде целесообразность, эффективность и результативность, да, то есть и поэтому в том числе и для дорожного строительства мы видим свои приоритеты. Ну, в ближайшее время мы должны завершить строительство региональных дорог Амга и Кобяй, и дальше фактически дальнейшее развитие будет связано опять же с теми точками роста, которые мы для себя определили. Вот, пожалуй, ключевой фразой послания можно, наверное, назвать прорывное развитие России. Вот как раз с учетом наших территорий, о которых мы только что вот говорили, что для Якутии будет прорывным развитием? Безусловно, я бы на первое место поставил цифровизация. Это действительно может дать огромный эффект. И если, опять же, послание в целом смотреть, то цифровизация фактически каждое из направлений четко пронизывает. Да? Начнем с того, что
ближе, понятнее и доступнее в плане председателя правительства, это цифровизация работы государственных органов. Именно с точки зрения предоставления в полном объеме в электронном виде всех услуг. Это, соответственно, повышение и снижение и всех издержек. Это цифровизация всей республики с точки зрения вовлечения всего населения в цифровую экономику, в цифровое пространство. Понятно. Большое спасибо, Евгений Алексеевич. А это было актуальное интервью. У нас в гостях был председатель правительства Якутии Евгений Чекин. Голосование по месту нахождения в Якутии участковой избирательной комиссии продолжает принимать заявления от граждан. Будущие инженеры. Мирнинский детский технопарк не имеет аналогов в республике. Каток в центре города. Жители и гости столицы смогут покататься на коньках на площади Ленина. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Якутия-24». В студии работает Андрей Погорелов. Граждане Якутии все чаще попадаются на уловки мошенников. Жительница Алданского района оформила заказ через социальные сети. Она совершила предоплату, но заказ так и не доставили. А через некоторое время женщину удалили из группы, где она была зарегистрирована. Женщина обратилась в полицию. Сейчас уголовным розыском проводится проверка в отношении неустановленного лица, которое путем мошеннических действий причинило материальный ущерб. Нетрезвый водитель. Под таким названием сегодня в Якутске проводятся профилактические мероприятия, в рамках которого сотрудники ГИБДД совместно с полицейскими будут проводить целенаправленные рейды и массовые проверки водителей на предмет выявления фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. В стране усовершенствуют порядок оценки качества оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания. Оценка будет проводиться по таким критериям, как время ожидания услуги, доброжелательность и вежливость работников организации, доступность услуг для инвалидов и ряд других. Губернаторы будут обязаны ежегодно отчитываться перед региональными законодательными собраниями о результатах такой оценки и вырабатывать меры по устранению выявленных недостатков. Тем временем традиционный субботний объезд сегодня провел мэр города. Объезд коснулся вопроса санитарного состояния городских дворов. Айсен Николаев дал поручение, чтобы аварийные дома были снесены, а жильцы расселены в новые. Еще была затронута проблема бродячих собак. В Мархе коммунальной службы доложили о возможности подачи холодного водоснабжения для двухэтажных домов. Это то, к чему администрация шла достаточно долго. Мы посетили Дорожный округ, Сайсарский округ, Строительный округ и Марху. И надо сказать, что, конечно же, в целом работа идет. Видно, что таких огромных массовых скоплений мусора, которые еще несколько лет назад у нас в городе наблюдались, по окраинам сейчас уже нету. Местами, конечно, есть недочеты, но видно, что работа идет, и управляющие компании вместе с управами нашими достаточно плотно, четко отрабатывают.
А в Нерюнгринском районе ведется подготовка к проведению выборов президента России. Глава района Виктор Станиловский провел рабочее совещание с главами поселений, руководителями организаций и учреждений района. Основная задача – обеспечить возможность всем желающим свободно реализовать свое избирательное право. В ходе совещания были обсуждены вопросы готовности избирательных участков к выборам. Особое внимание уделяется обеспечению избирательных помещений средствами связи и оргтехникой. Поднимались также и другие вопросы. Надеемся и ждем, и я попрошу всех жителей нашего Нерюнгринского района 18 числа марта месяца встать с хорошим настроением и пойти на избирательные участки. До главных выборов страны осталось 2 недели. 18 марта россияне будут избирать своего президента. Поэтому в Мирном с 25 февраля участковые избирательные комиссии начали принимать заявления от граждан, которые будут голосовать по месту нахождения. Если в день выборов человек будет находиться не по месту регистрации, он сможет проголосовать на другом участке. Для этого и нужно подавать заявление. Все подробности далее. Елена Розова – член участковой избирательной комиссии. Во время выборов будет на рабочем месте, поэтому заранее пришла подавать заявление, чтобы проголосовать по месту нахождения. Хотела бы подать заявление, чтобы проголосовать на другом участке. Хорошо, давайте паспорт. Такие заявления с 25 февраля по 12 марта от жителей принимают участковые избирательные комиссии. Их в Мирном 16. Хочу напомнить еще раз, что заявление подается избирателями только один раз. Как показывает статистика, мирнинцы для подачи заявлений предпочитают обращаться в многофункциональный центр «Мои документы». К выборам относимся со всей серьезностью. И в преддверии выборов у нас в связи с изменением адреса места жительства в городе Мирном меняется и участковая избирательная комиссия. В связи с этим мы заранее всей семьей подаем заявление. Только в Мирном с 31 января от граждан поступило более 140 заявлений. В основном этой услугой пользуются граждане, кто будет находиться в этот день за пределами города Мирного. Это, как правило, отпускники, командированные, либо те работники, которые работают вахтовым методом. Сменить место своего голосования можно и с помощью территориальной избирательной комиссии, а также... Для удобства избирателей открыты еще дополнительно 4 пункта приема заявлений, один из них, который находится в здании Якутни-Пралмаза, в управлении Мирнинского ГОКа, Удачнинского и Айхальского ГОКа. Правда, изменить свой избирательный участок можно только до 12 марта. Иванна Филиппова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Еще один детский технопарк. Открыть его в этом году планируется в Мирном по инициативе районного управления образования. Детский технопарк будет работать на базе Центра дополнительного образования. Он будет максимально приближен к работе федеральных кванториумов. В центре создадут 3 современные лаборатории – робоквантум, хай-тек-цех и промышленный дизайн. Последнее направление, где будут готовить будущих инженеров, не имеет аналогов в республике. Педагоги Центра дополнительного образования пройдут обучение в Москве. По проекту мы должны до 1 декабря уже открыть детский технопарк. Стоит также отметить о том, что наш центр в этом году, в 2018 году, исполняется юбилей 50 лет со дня основания Мирнинского городского дома пионеров, который был основан в 1968 году. И мы очень надеемся, что в этот юбилейный год у нас в центре откроется именно детский технопарк. В селе Крест-Хальджай начались юбилейные торжества, посвященные 110-летию Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова и столетию его супруги, матери-героини Анны Охлопковой. Юбилейные мероприятия начались с митинга у могилы прославленного снайпера. Торжественная часть продолжилась в сельском доме культуры. На родину прославленного снайпера Великой Отечественной войны с разных концов республики приехали его дети, внуки и правнуки. В торжествах принимали участие жители Багантайского наслега, представители власти и руководители учреждений района. Собравшиеся возложили венки к памятнику Федора Матвеевича Охлопкова. Юбилейные мероприятия продолжатся в течение года.
День оленевода отмечают сегодня в селе Енгра Нерюнгринского района. В рамках праздничных мероприятий запланированы оленьи гонки, игры народов Севера, праздничный концерт творческих коллективов. Кроме того, в День оленевода состоится конкурс национальной одежды Аявриев ФВД ТЭТКФ. В ближайшее время жители и гости столицы смогут покататься на коньках в центре города на площади Ленина. Инициатором проекта выступило независимое сообщество «Арена-31» при поддержке Министерства по делам молодежи. Сейчас ведутся работы по отливанию катка. Его площадь составит 300 квадратных метров. Ориентировочно массовое катание уже начнется со следующей недели. Да, очень жду. И я хочу тут прокататься на своих коньках. Я думаю, что тут будут прокаты. Будем кататься, приходить, отдыхать. Надо, чтобы было побольше таких у нас. У нас весна такая короткая. Хочется, чтобы была еще лишняя возможность, кто у кого позволяет время, прийти и покататься, насладиться. Тем более, по-моему, это будет бесплатный вход. Почему бы нет? В Ленске стартовало открытое первенство района по боксу, посвященное памяти тренеров Николая Габагуева и Сергея Храмцова. В турнире примут участие около 70 спортсменов из Ленска, некоторых поселков и сел, а также боксеры из соседних Мирнинского и Алекминского районов. Начало соревнованиям положили младшие юноши, а также спортсмены старших возрастных групп и различных весовых категорий. Завершится турнир в воскресенье финальными встречами и торжественным награждением победителей. В конце февраля, в начале марта всегда проходит открытое первенство Ленского района. Из наших спортсменов, если рассказать вкратце результатов, нынче у нас есть победитель Дальневосточного федерального округа Антон Ищук, он сам с поселка Пеледуй. В плане у нас получается в апреле выступление Козлова Максима на первенстве Дальневосточного федерального округа, который пройдет в городе Нерюнгри. А тем временем в Ленске впервые прошли соревнования по дрифту. Гоночный трек организовала на озере группа энтузиастов. Теперь, что такое парный дрифт и тайм-атак, знают не только поклонники быстрых машин, но и все ленчане, которые в дни соревнований приезжали поддержать гонщиков. Все подробности у наших коллег. Вылететь с гоночной трассы на скорости – вполне штатная ситуация для таких соревнований. Быстрый взгляд под капот, и водитель вновь торопится за руль. Нужно завершить круг и прийти к финишу на скорости и красиво. Первые легальные соревнования по дрифту машин прошли в Ленске по инициативе неравнодушных молодых людей, которые защитили свой проект скоростного трека на образовательном форуме «Ленский берег». Практически все получилось так, как мы планировали. Готовились мы около года практически, даже если не больше. Я очень рада. У мирнинцев вчера спрашивали, как ни странно, всем все понравилось. И говорят, вообще отлично, для первого раза прям все очень клево. Ориентир на дрифтеров соседнего района не случайен. Там квалификацию подтверждают завидной периодичностью. Есть зимний трек для постоянных тренировок. Поэтому и уровень соревнованиям задавали мирнинцы. В Ленск приехали представители сразу 2 автоклубов. Среди них 15 спортсменов автомотоклуба «Байнай». Были моменты по поводу трассы у нас. Интересно было проехать. Трасса, да, действительно интересно. Есть повороты скоростной такой достаточно. Я думаю, всем он понравился. И медленные. Погонять свои машины по треку предлагалось в 2 квалификациях – непосредственно дрифт и тайм-атак. Из 20 участников допуск к соревнованиям получила ровно половина. Начали с парных заездов. Вхождение в управляемый занос – это доказательство безусловной квалификации водителей. И время в таких соревнованиях не имеет значения. Главное – красивое маневрирование, где траектория высчитана буквально до миллиметра. Имел значение и привод автомобиля. При двигателе любого объема соревноваться в дрифте могло авто любой марки, но с задним приводом. В этой категории был сильнейшим Иван Рябов из Мирного на своих маневренных «Жигули». В соревнованиях тайм-атак, когда победитель определяется по наименьшему времени прохождения трассы, быстрейшим стал ленский гонщик Павел Гаврилов на полноприводном внедорожнике. Споры о том, является ли дрифт спортом, ведутся ровно с того самого дня, как он появился. Но накал на трассах и эмоции болельщиков должны положить им конец раз и навсегда.
Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Таковы главные новости к этому часу. Следите за развитием событий вместе с Якутия-24. Я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь всю жизнь одним, но очень важным, очень нужным, очень красивым делом. Вот как мне Бог это все нарисовал, так я и работаю. И получаю от этого невероятное удовольствие. А ведь Бог-то все видит. Работаешь, тебе будет все хорошо. А если ничего не делаешь, как Он дал тебе этот дар, так Он тебя отнимет. И очень скоро. Трудно даже сказать, где я не была. Но не была только, наверное, во Вьетнаме где-нибудь там. А так везде. И Южная Америка, и Северная Америка. Метрополитен, Филадельфия, и Сан-Франциско. Во всех театрах я там пела. Ну и здесь, конечно, Европа вся. И Испания, и Португалия, и Италия миллион раз. Ля Скала, естественно. Ну, конечно, Ковенгарден в Германии, но я не знаю театра уже, где бы я не пела. Это все разные роли. Ну, конечно, Кармен, потому что как бы всегда у меня визитная карточка моя. И даже сейчас, в своем возрасте, я выхожу, если Кармен я не спела, они все равно не уйдут. Они все равно будут ждать. Пиковая дама, сначала Полина. И потом уже графиня, которая уже сопровождает меня всю жизнь и все театры мира. Все время, да. Я 53 года в Мариинском театре. Начало войны я была в Петербурге. Это было мне 2 года, когда уже по Неве нас увезли вот в Костромскую область. А в Костромской области жила моя бабушка. А дед мой бурлак был на Волге. Бурлак. И говорят, там все время пел басом таким шикарным. Но деда я вообще не знаю, никогда его не видела. И я все время помню эти вот те детские годы. У нас там был небольшой домик такой, свой садик, все цвело. Это была какая-то невероятно дружная семья. А потом, уже перед концом войны, папа приехал, он был всю блокаду в Петербурге. Папа был заведующий кафедрой в Политехническом институте черной металлургии, он был доктор наук. Это был очень красивый человек, в шикарном пальто с таким воротником бобровым. И когда он приехал к нам туда в Буй,
Мама его узнала только по бобровому воротнику, потому что это все на нем висело. Это было изможденное какое-то лицо, совершенно как будто старого человека. Ну, а потом уже, когда мы вернулись в Петербург, я думаю, боже мой, какой страшный серый город. Как это ужасно здесь жить. Квартира была огромная. 42 человека народу. И один туалет. Вот это я очень хорошо уже помню. Ну вот. Но к тому времени умер папа уже. Уже папа умер. И мама осталась с 3 детьми. Мы жили здесь довольно сложно. У нее был изумительный голос. Когда мы садились иногда на диван, пели все какие-то романсы. Мама пела романсы, я даже помню этот тембр голоса. А потом у меня умирает мама. Мне 16 лет. Сестре средней 14 и маленькой 8. И их забирают в детский дом. Это очень было трудно, конечно. И я пошла в техническое училище швейное, чтобы только начать зарабатывать. А в училище, в Доме культуры, была Маргарита Тихоновна Фитингоф. Это бывшая певица Мариинского театра. И она меня привела в консерваторию. Сначала меня прослушали. Да, наша. И я поступила на подготовителя в консерваторию. А мне сказали, нужно обязательно отработать, ты не имеешь права, потому что тебя государство учило в этом училище, ты должна отработать. Даже в ателье меня тут устроили, в гостиной. Я в ателье, это вообще это совершенно непонятно. Я однажды, значит, глажу там костюм, а сама себе пою. Поставила утюг. И огонь. Огонь! Боже мой! Заведующий, да зачем нам такая девчонка? Она ничего даже не может сосредоточиться даже ни на чем. Ну как это можно вообще? Ну я была счастлива, меня выгнали. И я, значит, уже... Все, я уже в консерватории. Потрясающий был курс. Образцова, Нестеренко, Гаудасинский, Атлантов на год раньше. И вот Тимирканов. И все эти люди стали народными СССР. Моим педагогом была Ираида Павловна Леванда. У нее не было детей, а у меня не было родителей. И поэтому мы с ней просто друг друга любили очень. Из консерватории всегда вместе пешком. Она мне, конечно, знала, что мне есть нечего, понимаете. Она, Ирочка, ты вот приди, я хочу с тобой позаниматься, чтобы только покормить меня. Счастливейшие годы просто. Просто счастливее. Нищенское существование. Абсолютно. Это стипендия, которая у нас была, по-моему, 22 рубля. И с этих 22 рублей я еще должна была в детский дом все время что-то возить детям, сестрам. Я не могла приехать к ним без всего. То есть конфеты, печенье – это уж обязательно всегда. Самое главное – помогать. И я совершенно в этом убеждена. И чем больше я помогаю, тем больше ко мне приходят. Я вижу результат в своих студентах консерватории, которые становятся лауреатами, которые работают. Давай, подход и сразу туда. Давай. Скажи проще. Tutto è finito. Tutto è finito. Все, жизнь закончилась. Понимаешь, tutto è finito. Ну, все, иди уже, все. Вокальное дело очень сложное. Очень сложное, потому певцов-то и мало. Вот не просто открыл рот и да-да. Собрать звук надо здесь, дыханием собрать вот сюда, в это место, вот там, где 3-й глаз.
чувствовать слово все время, потому что вы, как слышите, часто очень, ни одного ведь слова не разобрать. Что там они поют, непонятно. То есть это уже говорит о том, что нет настоящего направления, нет настоящей школы. Даже просто научить его техническому вокалу, да, это тоже мало. Это должна быть еще музыкальность, это должно быть исполнительство, это должно быть проникновение чисто актерское. Миллионы голосов, а певцов единицы. Это был 62-й год, конкурс Глинки, 3-й курс консерватории. Я получаю 2-ю премию. После конкурса меня сразу пригласили в Мариинский театр. И пока я заканчивала консерваторию, 2 года, я была стажером Мариинского театра. А потом я сразу перехожу в труппу, и до сих пор я работаю там. Первый спектакль «Пиковая дама». Я пою Полину. Это было где-то здесь. Суфлер тут. Я, значит, сижу за роялем, и я должна петь романс Полины. И я понимаю, что я просто теряю сознание. У меня ноги становятся просто деревом. И я, значит, пою романс. Мне Женька Орлеанский, суфлер, говорит: послушай, оркестр, ты все поешь на полтона выше. Я слышу, что он говорит, но я не слышу ни музыки, ничего. Продолжают. Потом я встала, ну как пойти-то? Там же еще надо плясать. Все сказали: замечательно, замечательно пела. И только мой Гаудасинский мне сказал, когда я вышла из театра: боже, говорит, какой позор! Это первый спектакль, и ты так вообще... Все. Как принять участие в выборах президента России, если в день голосования вы будете за границей? Для российских избирателей, находящихся за рубежом, организовано более 300 избирательных участков. С адресами и контактами избирательных участков можно ознакомиться на сайте ЦИК России. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. Больше никто. Какая ты толстая. Нет, это невозможно. С Гаудасинским, Стасом, мы как поступили оба на подготовительное отделение. И у нас просто вот появилась такая тяга друг к другу. Он всегда все знал. Очень был как-то расположен ко мне, что всегда надо помочь. А поженились мы, когда я родила Ленку. Ирина Петровна выиграла конкурс в Рио-де-Жанейро. Она получила 1-ю премию. И сразу Ирина Петровна купила автомобиль. И как раз Ирина Петровна в это время и родила после конкурса. И сразу, естественно, начала репетировать в театре, потому что ставился «Тихий дом». Я возил девочку спать, я возил ее, чтобы Ирина Петровна ее кормила в гримуборной. Это процесс был такой. Я вложил очень много в взращивание этого молодого существа. Ленка, месяцев 9 ей было. Министерство написало в театр, что мы бы хотели послать вот вашу певицу на стажировку в Италию. Там есть замечательный маэстро Барра, 2 года в Милане, в Ля Скала. И мне говорят: хотите? Я еду в Италию. Конечно, Барра гремело это имя, ну, боже мой. А он пел с Шаляпиным. То есть это все так интересно, так здорово. Занимались с концертмейстером, учили партии, учили какие-то концерты у нас были. То есть была такая жизнь очень насыщенная. Вечером всегда в театре. Всегда. И слушали разных певцов, лучших певцов мировых. Занимались и с Барра занимались. Это было самое, конечно, интересное. Но потом вдруг он мне говорит: Ирина, дирекция предлагает тебе спектакль.
Ну, «Маскарад» я пела спектакль, был дикий успех. Мне потом агенты, вот вам 30 аид по всей Америке. Там один говорит, бал «Маскарад» в любом театре. Вот так. И вот все началось вот так. А я, ну куда? Куда я поеду? Без семьи там жить, это же невозможно. Ну и уже и Ленка маленькая, и Стас, да и все. Да нет, ну и вообще, и уже Мариинский театр мой уже. Ну куда? Я могла бы 1000 раз остаться за границей, потом бы перевести туда своих родственников, но мне это никогда не было нужно. И потом я подумала, ну что, могилы родителей здесь, друзья все здесь. Я решила, что, конечно, никогда никакая заграница для меня это невозможно. Невозможно. Мне нужен мой город, мой дом. Я просто без этого не могу и без этого скучаю. Ленка была таким ребенком очаровательным. Ее не надо было воспитывать, она все делала сама всегда. А вообще у меня семья потрясающая, я их всех обожаю. Апогей всего, когда мы же беседуем вот втроем, да, Лена, сидим, что-то говорим, она говорит, как мне удалось среди вас выжить, я не понимаю. Имеется в виду эти два персонажа. Также Ирку мы перекидывали всегда куда-то, где-то, но ничего, никто не умер. Ирку забывали иногда. Везде. Ей было 6 лет или 5, да, она говорит, мамочка, купите мне, пожалуйста, мобильный телефон. Я говорю, зачем тебе, Занька? Она говорит, ну вы же меня можете забыть где-нибудь. Мама говорит, нет, ну что-то это абсолютно не так. Это совершенно... Ты не права. Что мы получаем вечером? Ну, мы приходим вечером с мужем домой, каждый думает, что забрал другой. А ты не забирал? А ты не забирал? Где девочка? А девочка пьет чай с вахтерами. У нас как-то в семье даже никто это не обсуждал, но, в принципе, если ты не в реанимации, то ты работать. Очень интересно жить. Это самое главное. Когда тяжелые роли какие-то, это, ой, боже мой, такая борьба идет, какая-то невероятная. Когда я переживаю, я собаку могу запросто по башке там, мужу сказать все, что я о нем думаю. Ну, потому что это такое состояние. И поэтому они хитрые, они просто уходили. И Ленка, и Стас, и собачонку уводили, и оставалась я одна с закрытыми шторами. И бесилась страшно. Ну и перед, конечно, вот, обязательно молитва этой лестницы, и вот цветок в этом, и вот перед хабанерой, прям перед, вот, и они все, вот она, Карменсита, и они поют. Вот это, естественно, это не Бог, это какое-то божественное ощущение вот этого купола, который помогает. Я иногда думаю, я иногда не знаю даже, что я сделаю вот в какой-то момент. И мне как будто оттуда вот это божественное какое-то такое говорит, вот это надо так сделать. И я на это иду с огромным удовольствием. Я чувствовала, что зал дышит вместе со мной в каждой паузе. Особенно в Аиде, вот там спускаешься по этой лестнице, и тут, значит, в пол надо петь, это судилище. Я чувствую, что вот я сказала одну фразу, и немножко остановилась, и начинаю продолжать, они начинают дышать тоже со мной. Вот это гениально просто, это так замечательно. Вот это то, ради чего надо жить.
Шостакович написал для меня цикл на стихи Марины Цветаевой. Он мне написал письмо. Я вижу вас в этом цикле. И очень хочу, чтобы вы обязательно первое его исполнили. А в конце, а зовут меня Дмитрий Дмитриевич. Неизвестный человек, зовут меня Дмитрий Дмитриевич. Первое выступление было в Москве, и потом по всем городам весен. И Германии, и Италии. И он написал 2 года, чтобы никто не прикасался к этому циклу. Никто не имел права петь. Я все время шла в гору, все время. И кстати, вот никакие вот эти вот театральные никаким образом на мне не отражались. Тем более, что я вообще никогда ни с кем не дружила, не делилась, ничего. Я приходила в театр, делала свое дело, уходила домой. Все. Это обыкновенная рабочая жизнь. Надо сначала учить, потом впевать, потом выходить на сцену, на оркестровые, заниматься с режиссерами. И вдруг получилась премьера, радость, счастье. Вот за это счастье приходится трудиться. Но была одна совершенно страшная история. Ну, где-то перестройка, лет, наверное, все-таки 20 назад. Я примадонна театра. Я народный СССР. Я лауреат Государственной премии СССР. Идет у нас художественный совет. Через каждые 5 лет мы обсуждали переход на следующие 5 лет. Ну и моя, значит, кандидатура, все, значит, обсудили. Дальше будет голосование. Идет голосование. Вся опера голосует против Пугачевой. Весь балет голосует за. И разница получилась в 1 голос. Я рядом живу, да, но я еле добежала до туда. Я думала, у меня подкосятся ноги, что я просто упаду с приступом сердечным. Для меня предательство – это самое страшное, что только можно себе представить. Я все равно занимаюсь своим делом. И сейчас у меня есть школа при Дворце учащейся молодежи. Изумительная школа, и я провожу там мастер-классы и с ними занимаюсь. Все бесплатно. Отдаю долги. Они так это и воспринимают, что это я им отдаю долги. Причем делаю это с огромным удовольствием. Из этой школы у нас уже, в общем, 9 человек поступило в консерваторию. И концерты, и сейчас еще консерватория, плюс Большой театр. Нужно обязательно успеть подготовиться, все отрепетировать. И так всю жизнь.
в борьбе 5 лет. На ковре борцы весовой категории до 65 килограммов. Сақа ұжыр ұстара, оқсын тағар бұт нұрот сүдібайын, көлінеттен көлінеға, үйелері ұңырдан, әйе қатар-қатар сұрық тақ бұт боллаға. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телепередача «Охота и рыбалка в Якутии». Сегодня мы продолжаем знакомить вас с рыбаками Средней Колымы. В предыдущих выпусках мы показали, как ловят налима на реке Колыма и сезонный лов пеледи рыбаков из села Эбях в озерах Мыраш и Улах. А в этом выпуске мы расскажем вам об особенностях и тонкостях ловли сетями на Крайнем Севере. В конце нашей командировки по приглашению Ефимова Василия Васильевича мы отправляемся на его безымянное озеро. На севере расстояния определяются сотнями километров, поэтому выезды на 30-40 километров считаются далеко не дальней дорогой. С утра стоит отличная погода, небо малооблачное и ярко светит солнце. Настроение у нашей команды приподнятое, и потому мы добираемся до базы быстро в предвкушении хорошей рыбалки. Василий встречает нас с рабочим настроем. Обсудив планы за горячим чаем, отправляемся на рыбалку. По нашей просьбе Василий согласился поделиться многолетним опытом, наглядно показать постановку сетей, которые он использует в подледной рыбалке. Работа началась. Константин Константинович готовит майну для спуска сети. Несмотря на солидный возраст, он неплохо справляется с работой. Как и на любой рыбалке, особенно в ловле сетями, самый главный вопрос – правильно выбрать место для их установки. Для успешного улова рыбак должен знать глубину, рельеф дна водоема, найти ямы, где скопилась рыба, и прощупать пути ее миграции. Использовать разрешенные сети согласно правилам рыболовства. Наши предки
Вот я помню самого отца. Меня всегда он ругал за то, что я рассеянный, за то, что я не соблюдаю кое-какие правила. А в самом деле они были и должны были соблюдаться. А мы вот, как говорится, более-менее распущенное поколение, что ли, не знаем такого предела, и нам невзначай раскидываем все это, топчем. А в самом деле все это должно остаться как бы цельной. Вот подходишь к лунке, всю процедуру выпуска сетей ты должен проводить именно по этому ходу, а не по всем параметрам. За счет этого ты нарушаешь, как бы сказать, быстрое замерзание, гарантия замерзания вокруг Луны, лунки. Вот. Поэтому обычно, если сеть проходит вот так, ты должен стоять вот здесь. Все, на этой стороне ты не должен выпускаться. Это, с одной стороны только должен стоять, да? Да, только с одной стороны. И если это первая лунка, а если вторая лунка, ты должен уже наступить на этой стороне. Когда проверяешь, ты уже поневоле приходишь на этой стороне. Но не за гранью вот этой горизонтали. На зимней рыбалке с давних времен существуют неписанные правила, которые многие рыболовы нарушают. Некоторые из-за незнания, другие забывают наставления предков. На севере старшее поколение строго следит за тем, чтобы рыбаки не переступали участки льда, где стоят сети. И этому, по поверью, есть веская причина. Пространство между нижней частью льда и пространство между верхней частью сети становится более-менее высокой. И если ты растопчешь вот эту сторону, ты даешь замерзнуть вот эту сторону. И за счет этого укорачивается. Сеть, да? Но вот эта безопасность, это испокон веков. Порожье всегда бывает теплой, и она не дает быстро замерзнуть льду. Поэтому вот это надо всегда сохранять. Мы не сохраняем это из-за того, что мы привыкли все сделать, как бы сказать, по-своему. По-своему. Вот если бы наши отцы где-то подняли бы с того света хотя бы на пару минут, вот они бы нас не дали не только пустить сеть, а даже из поселка не выпустили бы. Потому что знаешь, что мы нарушаем эти дела. Но времена меняются, как говорится. К зимнему рыболовному сезону колымчане готовятся основательно. Василий развернул свои сети, чтобы наглядно показать, как они учитывают длину, высоту, размер ячеи полотна для различных условий лова. Есть поговорка «Готовь сани летом». Вот мы и придерживаемся этого принципа. В летнее время заранее проверяем водоем, измеряем рельеф, определяем количество поплавков и длину сетей. На всех наших сетях обозначена их длина. Например, на этом поплавке написана цифра 18 метров. В этот осенний период ловли рыбы, когда толщина льда еще не достигла 20 сантиметров, сети опускаем до этой отметки. А если толщина льда составит полметра, убираем поплавки. Заранее подготовленные и пронумерованные снасти в дальнейшем намного упрощают процесс установки сетей, тем более в условиях мороза и сильных ветров. Вот я принес прогонную жердь. Под снегом образовалось много наледи. Но это нам не помеха. Бывает и похуже. У того, кто умеет ставить сети, прогонная жердь никогда не зацепляется и не ломается.
Чтобы за всю длину сетей не прорубать лишнюю прорубь, рыбак старается изготовить длинную жерть. Например, эта жерть имеет длину в 30 метров. С таким шестом можно поставить сети любой длины. В прошлом году я заготовил сырые молодые лиственницы. Летом их ровно высушил. Эта жерть состоит из 7 шестов. Длина примерно 30 метров. Она не зацепляется, не застревает. И самое главное, подо льдом идет ровно. Чем прямее движется прогонный шест, тем проще рыбаку работать. В подледной рыбалке мы используем вот такое приспособление. Оно имеет Г-образную форму. Именуют это приспособление по-разному. Говорят крючок или называют просто Г. На реке или речке вместо него используют другое приспособление. Ну а мы большего размера. И на всякий случай закрепляем гвоздем. В старину, чтобы Г-образная форма крючка была ровной, и шесты не расходились, угол укрепляли веревкой. Но с увеличением толщины льда эта веревка начинает мешать. Современная задумка очень примитивна, но также очень полезна. Вот мы опускаем крючок под лед, и с помощью него ищем прогонную жерть. Василий прощупал прогон и корректирует шест. Природный прогиб очаха помогает рыбаку работать. Но под водой обычно он соскальзывает с прогонной жерди. Поэтому на очах мы прибиваем куски. Сети установили по всем правилам колымских рыбаков. Пора проверить сеть, которую Василий поставил накануне. Каждый год осенью мы... О, как хорошо. Сегодня нам повезло. Это шокур. Иначе его называют чир. Попался он, сцепившись брюхом, она быстро погибает. А рыба, которая попала за жабры, остается в живых еще сутки или двое. Мы бываем очень рады, даже когда попадается только пара таких рыб. Потому что женщина или старик, рыбный рацион является натуральным источником природных витаминов. Прибавляет силы, дает энергию, в общем, чрезвычайно полезен. На территории Улуса расположены более 10 тысяч озер. Так следует большие территории, изучая множество озер. По меркам Колымы это новое озеро небольшое, но по улову, можно сказать, перспективное. Так как озеро безымянное, Василий предложил назвать его в честь нашей редакции «Охота и рыбалка в Якутии». В нашей съемочной группе это простое, искреннее внимание, конечно же, стало неожиданным, но очень приятным. Полицейские работают, и надо останется с носом. Наши озера очень чувствительны. В таких озерах первое время попадается много хищников. Чем больше их вылавливаешь, тем жирнее становятся другие обитатели в следующем году. А покуда количество хищников больше, чем надо, часто встречается рыба с царапинами и ранами, которые наносят щуки. С момента рыбалки на таких озерах, спустя 2-3 года,
рыба становится заметно лучше, здоровее. Но через 3 года обязательно надо прекратить ловлю на этом озере. Делаешь передышку как раз в тот момент, когда рыба в лучшем состоянии. Это делается для того, чтобы здоровая рыба хорошо размножалась. Подождав 2-3 года, можно будет на этом же озере рыбачить уже десяток лет, не нанося никакого вреда. Количество рыбы не уменьшится, размножение будет продолжаться. А в противном случае, если через первые 3 года не дать озеру передохнуть, начнется уже истребление. И потом жизнь в этом водоеме не возобновится. Эти цифры и статистика неоднократно доказывались природой. Рыбалка с Василием прошла для нас познавательно. Его неутомимая энергия, выносливость и большой интерес к традиционным способам лова вызывает большое уважение. В селе Сватай мы познакомились с краеведом, почетным ветераном образования Винокуровым Иннокентием Иннокентьевичем. Как истинный северный человек, рыбак и охотник, он воспитал не одно поколение колымчан, вкладывая в них привязанность к охоте и рыбалке, обучая традициям и обычаям своего народа. В старину промысел рыбы во многом зависел от качества орудия лова. Сети вязали из конского волоса либо мамонтовой шерсти. Вместо грузил использовали камни одного размера. Мои предки по отцовской линии – это люди, перебравшиеся сюда из Верхней Колымы. Во время переселения на лошадях, таща с собой все свои вещи и скот, остановились на слеге Хатыннах у Большого озера. Там был хороший корм для лошадей, подходящая земля. Идеальное место для жизни. Осенью они заметили кое-что интересное. На озере, в местах, где еще не было льда, вода сильно бурлила. Присмотревшись, поняли, что это рыба. Увидев это, мои предки быстро бросились изготавливать сети из конских хвостов. Они были точно такими же. Они были опытные и умелые люди. Поэтому на изготовление одной снасти у них уходили всего лишь сутки. Много времени занимало изготовление и крепление грузил. Грузила должны быть одного размера и веса. А привязывали их к сетям с помощью корней растений. Поплавки делали из корня лиственницы. Бечевки вязали также из конских волос. Причем нижняя бечевка была заметно тоньше, чтобы в случае зацепа на дне сеть могла освободиться. И в наше время дело, начатое Винокуровым Иннокентием Иннокентьевичем, продолжается. На озере Улах мы встретили школьников вместе со своим молодым учителем физкультуры Колесовым Федором Федоровичем из села Ябях. Вот мы и приехали. Первую снасть проверили. Во время каникул мы привезли сюда детей для приобщения их к азам традиционной ловли рыбы. Это первый наш опыт. Думаю, со следующего года мы будем выезжать на осеннюю рыбалку всем классом. Конечно, для детей это незабываемый опыт. Они с неподдельным интересом наблюдают, как работают рыбаки, подмечая все секреты и тонкости подледного лова. Вы на рыбалку приехали? В такую погоду? Молодцы.
Дети с ранних лет уже ходят на подлетку. Вместе со своими отцами, братьями. И вот наша школа тоже начала работать в этом направлении. Вы раньше рыбачили так? Я нет. Я тоже нет. Да, я бывал. Я сам из Сватая. На том конце озера мы тоже, будучи школьниками, любили рыбачить. Ребята, иногда рыба бывает с икрой. Ведь рыбак целый день занят, иногда некогда даже перекусить. Я, если сильно проголодаюсь, беру рыбу с икрой, надавливаю на брюхо и прямо таким образом ем икру. Так быстро наедаешься, как будто сытно поел. Надеемся, что и во взрослой жизни они будут передавать следующему поколению любовь к этому непростому делу. Духи природы были к нам благосклонны. Улов выдался отменный. Пеледь попалась отборная. Теперь можно не сомневаться, в селе Эбях растет новое поколение колымских рыбаков. Вечером нас ждал сюрприз. Ежегодный фестиваль «Балык-шоу», куда пригласили нас в качестве дорогих гостей. С напутствующими словами поздравил жителей села Эбях глава поселения Гуляев Юрий Алексеевич. Концертные номера, мастер-классы местных поваров, выставка орудий лова украсили праздник. А самым интересным в фестивале был конкурс на лучшее блюдо. Хозяйки постарались из 4 видов рыб приготовить 87 различных блюд. На столе были и жареные, и пареные, тушеные, соленые и еще множество других необычайно вкусных рыбных блюд. Хотим поблагодарить Константина Константиновича Бубякина, местную администрацию и жителей села Эбях в организации съемок в этой далекой среднеколымской земле. Надеемся приехать в этот живописный край на сплав по реке Алазея. На этом мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. До свидания, до новых встреч!
В борьбе 5 лет. На таблеты борцы весовой категории до 65 килограммов. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы проводим сегодня очередную 18-ю по счету программу «Конституция и мы». Как вы все знаете, мы работаем почти уже 2 года, и за это время в наших передачах мы рассматриваем реализацию тех или иных конституционных положений. Мы, конечно же, исходим из того, что Конституция страны, Конституция Республики Саха-Якутия – это не только те бумажные носители или то, что наличествует в тексте, а именно она должна быть наполнена содержанием, жизненным смыслом. Вот почему мы проводим различные встречи, в том числе с представителями органов государственной власти. В рамках нашей передачи мы разъясняли деятельность законодательного органа, исполнительного органа власти. Буквально недавно мы проводили встречу с президентом адвокатской палаты Кузьминой Галиной Николаевной. И сегодня наши уважаемые гости – это президент Республиканской нотариальной палаты, нотариус Усьмайского нотариального округа Гаврил Николаевич Максимов. Гаврил Николаевич, добрый день. Я вас очень уважаю, в том числе как народного депутата нашего Верховного Совета 12-го созыва и Илтумен 1-го созыва, и член правления Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия, нотариус Якутского нотариального округа Анна Михайловна Яковлева. Смею утверждать, что у нас будет разговор на равных с учетом гендерного равенства. Мы сегодня будем вести передачу на тему нотариат Республики Саха-Якутия. Конечно же, начиная с 1993 года, когда были приняты основы законодательства Российской Федерации о нотариате, безусловно, вырос авторитет нотариуса, и вместе с авторитетом и признанием, конечно же, возникает вопрос ответственности, поскольку вы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Саха-Якутия защищаете права наших граждан. Безусловно, мы понимаем, что сегодня собственность, она должна быть защищена, и, конечно же, проведение нотариальных действий – это один из факторов, когда каждый из нас, граждан или юридических лиц, должны понимать, что они защищены и что сделка проходит именно на законных условиях в соответствии с требованиями действующего законодательства. Конечно же, у наших телезрителей и радиослушателей возникает вопрос, как вообще стать нотариусом, из чего формируется нотариальная палата, каковой является нарезка нотариальных округов. Хотелось бы вам, как президенту Нотариальной палаты Республики Саха-Якутия, Гаврил Николаевич, задать этот вопрос, чтобы вы могли доходчиво рассказать. Пожалуйста. Добрый день. Во-первых, большое спасибо, Александр Николаевич, за приглашение и возможность выступить здесь по республиканскому радио и телевидению. Что касается возможности стать нотариусом, то у нас сегодня, это критерии, определенные законодательством о нотариате. Во-первых, для этого необходимо высшее юридическое образование, 5-летний стаж работы юридической деятельности, возрастной ценз, от 25 до 75 лет. Необходимость прохождения годичной стажировки, сдачи квалификационного экзамена и на конкурсной основе замещения вакантной должности. То, что касается нарезки наших нотариальных кругов, то это вопрос регулируется государственными органами субъектов России, это Российской Федерации.
У нас правительством республики определено, значит, республике 66 нотариусов. 66 нотариусов. В этой связи я бы хотел бы, значит, сделать такое, значит, небольшое, так сказать, примечание. Если сейчас в целом идет такая, значит, тенденция по ряду, так сказать, наших, особенно северов, значит, оптимизация, сокращение, так сказать, тех или иных структур, закрывается отделение Сбербанков, почта, значит, там иных, то у нас наоборот радикально, так сказать, другая, значит, ситуация. Так, перед нами Федеральная нотариальная палата поставила задачу обеспечить в каждом районе присутствие нотариуса для того, чтобы каждый, значит, гражданин нашей республики мог получить квалифицированную юридическую помощь, значит, и, значит, соответственно, значит, защищены были его интересы. Вот. Ну, у нас на сегодняшний день, значит, одна вакантная должность, это у нас Момский район, но у нас в этом году проходит стажировка около 10 стажеров, и надеюсь, что в этом году мы закроем эту вакансию, значит, и у нас, значит, будет полностью республика, значит, присутствовать в виде нотариуса. Вот, ну, что касается, значит, частных и государственных, значит, вот институтов таких вот нотариата, так, я бы хотел сказать, что у нас в республике уже нет института государственного нотариата, все полностью частные нотариаты. А в масштабах Российской Федерации эта структура выглядит следующим образом. На сегодняшний день в Российской Федерации порядка 7900 частных нотариусов, и по всей Российской Федерации сегодня осталось 22 государственные нотариальные конторы. Но по всей вероятности, значит, они будут, значит, у нас это скоро закрыты так. Но что касается специфики нашей республики, понимаете, у нас норматив, определенный Минюстом Российской Федерации, значит, говорит о том, что один нотариус должен, норматив следующий, муниципальных сельских образований, один нотариус на 25-30 тысяч человек. Если сходить это, вот, наложить этого, так сказать, критерия на нашу республику, то у нас практически, значит, должен быть один нотариус обслуживать по 5-6 районов. Но мы же идем по этому пути, чтобы в каждом районе был нотариус. И вот в наших северных заполярных районах, как правило, там по 3-4 тысячи населения, но тем не менее мы там содержим нотариуса, и наша палата оказывает всевозможную помощь, так, в части, значит, технического обеспечения, аренды помещения, платы коммунальных платежей, для того, чтобы каждое, значит, наше население получило возможность получения, значит, квалифицированной юридической помощи в лице нотариусов. Ну, получается таким образом, что Республика Саха-Якутия, она самая крупная по территории и в то же время малонаселенная, и вы прилагаете усилия для того, чтобы дойти до каждого улуса, чтобы люди чувствовали себя защищенными. А с другой стороны, вы сказали, что в Республике Саха-Якутия уже нет государственных нотариусов, а есть только частные. Вот с точки зрения, так сказать, работы, объема работы, от чего зависит и доходность, вот есть ли какие-то возможности возмещать или что-то компенсировать, и как вот эта выстроена система? Да, это, значит, в этой системе, так сказать, мы, кстати, вот наша нотариальная палата была инициатором, так, и выступила с инициативой о том, чтобы законодательно закрепить функционирование, значит, нотариусов вот в этих малочисленных, отдаленных и труднодоступных районах. Вот, наша поддержка, наша, значит, инициатива, нашу поддержку Федеральной нотариальной палате, значит, и была внесена поправка, значит, в основу законодательства, где закрепляется вот это вот уже законодательство, обязанность поддерживать нотариусов, работающих в нотариальных кругах. У нас на сегодняшний день в республике таких районов 15 районов, так, и нотариальная палата, значит, у нас специально в смете, это предусмотрена статья расходов на поддержку этих округов. То есть, как я уже сказал, мы полностью обеспечиваем этих нотариусов оргтехникой, программой, значит, коммунальными платежами, проездом для участия в общих собраниях нотариусов. То есть они работают только, так сказать, с населением. Вот эти вот расходы на себя берет Нотариальная палата республики и с помощью, значит, Федеральной нотариальной палаты. То есть, получается, наша республика в инициативном порядке, в том числе законодательно, разрешает такого рода сложные вопросы, которые касаются интересов жителей малонаселенных, будем говорить, районов. Спасибо. Вот, Анна Михайловна, а вы как стали вот нотариусом, как вас судьба привела к этой профессии, насколько вы удовлетворены своей работой?
Вы знаете, я не буду скрывать, что нотариусом я стала, можно сказать, случайно. Почему? Потому что, работая на госслужбе, я узнала, что у нас существуют вакантные должности нотариусов в городе Якутске. И решила пройти стажировку и попробовать свои силы. Вы знаете, я как человек ответственный и дисциплинированный на госслужбе, я к конкурсу на замещение вакантной должности нотариуса готовилась очень серьезно. И поэтому мои труды, видимо, были вознаграждены тем, что я выиграла в конкурсе и стала нотариусом. Конечно же, на госслужбе я сталкивалась с работой нотариуса. Мне работа это очень нравилась. Вы знаете, но когда я начала работать нотариусом, я буквально влюбилась в свою работу. Вы знаете, нет ничего дороже, чем благодарность граждан, с которой они потом приходят и говорят спасибо за оказанную им помощь. Тогда ваша практика в качестве нотариуса сколько составляет по времени? Я работаю нотариусом уже больше 10 лет. Угу. До этого на государственной службе чем вы занимались? Я работала в Министерстве финансов начальником юридического отдела. Угу. То есть профессиональный выбор был сделан, и в последующем вы уже изменили, так сказать, подходы, потому что профессия юриста, она очень интересная и в то же время самая ответственная. Да. Так? При проведении сделок, при проведении нотариальных действий, да, когда вы сопровождаете те или иные сделки, какие у вас есть трудности? Вы знаете, я бы сказала, что на сегодняшний день, благодаря последним изменениям в действующем законодательстве и расширению функций нотариуса, мы крайне редко встречаемся с какими-либо проблемами. И это проблемы чисто технического характера. Какой-то сбой в интернете или другие неполадки. Потому что нотариус сейчас настолько наделен обширными полномочиями, что, в принципе, нотариусу сейчас работать довольно-таки и легко, и интересно. Нотариус для сделок сам запрашивает все необходимые документы с помощью электронно-цифровой подписи. Мы имеем доступ к базам данных Росфинмониторинга, к базе данных о банкротстве, к базе данных о недееспособных лицах, о недействительных паспортах. Мы полностью проверяем принадлежность имущества. И поэтому, когда мы готовим сделку, и нам приходят ответы на запросы, в принципе, мы уже можем 100% гарантировать, что эта сделка чистая, законная, и что наши граждане защищены. Кроме того, сейчас нам государство... Сейчас нам разрешили производить расчет по сделкам с недвижимостью с помощью депозита нотариуса. Это тоже дополнительная защита наших граждан. В вашей нотариальной конторе сколько человек работает? У меня 5 человек. Это будущие нотариусы, как вы считаете? Или они, приобретя какой-то опыт, могут каким-то другим видом юридической деятельности заниматься? Вы знаете, моих сотрудников с руками и ногами забирают в другие организации. Поэтому... То есть вы готовите юридические кадры во множестве своем подготовленные? Да. Мы переходим к рекламной паузе. Об этом вы узнаете из специального... Анна Михайловна, продолжая наш разговор, конечно, сейчас много бывает моментов, когда граждане не совсем доверяют при проведении какой-либо сделки, да? Получается, что мы должны во множестве своем проверять все, доверяй, но проверяй, И даже по тем лицам, у которых наличествуют доверенности, бывают и липовые доверенности, или выбитые доверенности каким-то способом. Поэтому когда пострадавшие становятся реальные собственники жилья или новые покупатели, как вы можете убедиться в том, что доверенность, которую показывают, именно является подлинной? Вы знаете, это не только я могу на сегодняшний день проверить. Опять же, нужно отдать должное нашей Федеральной нотариальной палате,
которая, скажем так, это единственная структура, которая не финансируется государством и которая создала информационную базу данных нотариата. На сайте Федеральной нотариальной палаты расположен сервис, который называется «Сервис проверки доверенностей». Этот сервис полностью был разработан за счет средств Федеральной нотариальной палаты и также содержится за счет средств Федеральной нотариальной палаты. Этот сервис, он общедоступный. Проверить может не только нотариус. Любой гражданин российской, неважно, любой гражданин имеет право зайти на этот сервис и проверить доверенность, которая попала к нему в руки. Вот. Да, проверить очень просто. Забивайте данные. Конечно же, вы не увидите содержание этой доверенности, потому что это тайна нотариального действия. Но вы увидите все реквизиты этой доверенности, когда кем она была удостоверена. И тут же вы увидите, отменялась эта доверенность или не отменялась. Поэтому на сегодняшний день существование каких-то липовых доверенностей, их в принципе, вообще нет смысла. Существование этих липовых доверенностей. Вообще этими доверенностями никто все равно не сможет воспользоваться. Но это очень здорово, что Федеральная нотариальная палата делает такую большую работу. И самое главное, невзирая на то, что вы являетесь частными нотариусами, но вы же действуете от имени государства. И действительно, те действия, которые вы совершаете, они, безусловно, очень важны для наших сограждан. Сейчас я хотел бы отметить, что в 2016-2017 годах были приняты определенные изменения в нашем действующем законодательстве, которые в том числе устанавливают обязательную нотариальную форму для целого ряда сделок с недвижимостью, например, по продаже долей в квартире. Для чего это делается? Вы знаете, кроме продажи долей в квартире, скажем так, там речь идет вообще об отчуждении долей в недвижимости. Также были приняты изменения в законодательстве, касающиеся недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним гражданам, гражданам, признанным ограниченно дееспособными, а также по сделкам, связанным с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки. Я считаю, что это у нас как раз является социально незащищенные такие слой населения. Поэтому в целях защиты их прав и интересов для данных категорий сделок была введена в действие обязательная нотариальная форма. Для чего? Для того, чтобы нотариус проверил, убедился в законности сделки. Согласитесь, что часто распространены случаи, когда опекуны и попечители не всегда действуют добросовестно с имуществом своих подопечных. Поэтому в данном случае нотариус обязан все проверить и защитить интересы этих лиц. Также было очень много мошенничеств с долями в недвижимости. Нотариус также при совершении сделок проверяет правомочность этой сделки, чистоту сделки, чтобы не были нарушены права других сособственников, что немаловажно. Я считаю, что это абсолютно правильное изменение в законодательстве, которые защищают наших граждан. Конечно, приобретение квартиры, для людей это судьбоносное событие, и, конечно же, это может быть для них здесь важна юридическая чистота. Насколько часто сейчас наши граждане именно оформляют свои сделки по приобретению квартир именно через нотариусов? У нас сейчас в связи с принятием новых нормативных документов, в общем, динамика и тенденция к увеличению идет, к увеличению, у нас практически, если взять за последние 15-го, по памяти, у нас количество нотариальных действий с недвижимостью увеличивается в 3 раза. Хотя в целом, на рынке недвижимости это еще незначительная часть, но то, что часть нотариата, это количество сделок увеличивается практически в 3 раза. И дальше вы Александр Николаевич, именно вы видите определенные плюсы именно регистрации сделки через нотариуса. Это очевидно? Или это все-таки желание самого гражданина? Или вы бы посоветовали, пользуясь предоставленной возможностью, именно совершать эти сделки через нотариус? Естественно, конечно, я бы посоветовал к нашему населению обратиться, решать эти сделки через нотариуса. Во-первых, конечно, то, что Светлана Михайловна сказала, это
это связь с Росреестром и так далее, это оперативно, так сказать, так, это намного сокращение сроков госрегистрации, это работа в одно окно, когда люди приходят только к нотариусу и больше никуда, значит, не двигаются, значит, так, и все получает, нотариус оформляет сделку и получает госрегистрацию. И что самое немаловажное, так сказать, так, в чем, так сказать, вот преимущество, значит, сделок с нотариатом, так сказать, так, что в том, что, значит, имущество и материальное, значит, вот, этих сделок, так сказать, так, она, значит, гарантируется такой многоступенчатой степенью защиты интересов, значит, наших клиентов. В случае, если нотариус совершил какие-то незаконные действия или отказал, значит, в нотариальном действии, или, значит, что-то еще, какие-то противоправные действия совершены, так, то интересы клиента защищены тем, что, значит, нотариус, значит, несет имущественную ответственность. То есть в случае, значит, нанесения ущерба клиенту, нотариус, значит, за счет страховки возмещает ему ущерб. В случае, если, значит, его личной страховки не хватит, я вот еще не сказал о том, что нотариус не вправе совершать свою нотариальную деятельность до тех пор, пока не застрахует свою деятельность для нас в сумме 5 миллионов рублей. Если этой суммы не хватит, так, то у нас еще есть коллективная страховка, которую оформляет нотариальная палата. Если этого не хватит, так, то тогда, значит, личное имущество нотариуса. Так. И даже если этого личного имущества не хватит, так, то, значит, у нас в нынешнем году начал функционировать компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты, который, значит, закроет полностью весь ущерб, нанесенный клиенту. И потому-то в этих случаях, так сказать, а другие, значит, вот риэлторы и так далее, так сказать, они не несут такой ответственности и имущественности за чистоту сделки, за законность сделки. Это единственная, значит, вот, юридическая структура, которая за это несет ответственность. Это вот наш нотариат. И поэтому я вот обращаюсь ко всем нашим населению, чтобы идти к нотариусу. Да, это очень здорово, и к этому нужно, наверное, нашим согражданам прибегать. А вообще вот в практике деятельности были ли такие случаи возмещения за неправильные действия? Или Нет, пока? Вот, только в начале пути? за почему? У нас вот за период существования нашей нотариальной палаты у нас таких страховых случаев не было. Благодаря, значит, профессионализму, так сказать, наших нотариусов и качественной работе у нас вот его не было, и, надеюсь, значит, не будет. Когда нотариус создает свой страховой фонд, это для него уже мера ответственности возрастает, он это понимает, что фалить нельзя, как выражаясь хоккейным языком. Хорошо. Что будет, если из-за ошибки нотариуса гражданин пострадал при покупке квартиры, а сумма страховки нотариуса окажется недостаточным, и вот потери в таком за счет клиента, да? Но вы в первой части ответили, что у нас существует несколько, значит, сама страховка самого нотариуса, непосредственно нотариальной палаты республики, вплоть до, его собственности и федеральной. То есть вы берете на себя всю ответственность. Всю ответственность, полную имущественную ответственность. И клиент ни в коем случае не пострадает. Да. Не пострадает, да. Я думаю, что это очень важная гарантия, которую наши радиослушатели и телезрители возьмут на заметку под карандаш. Вот. В этом году вступят в законную силу целый блок изменений, связанных с наследственным правом. Я бы хотел, Анна Михайловна, вам задать вопрос. Расскажите про это и как часто граждане оформляют свои завещания, насколько вот эта практика сегодня более развита? Вы знаете, я бы сказала, что граждане не так часто оформляют завещание, как, по моему мнению, нужно было бы, да? Почему? Потому что завещание, на самом деле, это очень цивилизованный способ разделения имущества между наследниками, который в будущем предотвращает какие-то конфликты между наследниками. Вы знаете, не работая нотариусом, я даже не могла предположить, что у нас граждане, наследники, близкие друг к другу люди могут настолько поссориться из-за наследства, что стать врагами до конца своей жизни. И вот чтобы предотвратить вот такие вот последствия, я думаю, что нужно своевременно оформлять завещание, тогда таких конфликтов не будет. Действительно, у нас законодательство постоянно совершенствуется, и сейчас у нас внесены изменения, которые в скором времени вступят в силу, касающиеся именно третьей части Гражданского кодекса, это наследственное право. Знаете, самое интересное,
это наследственный фонд. То есть раньше у нас такого никогда не было. Но мы будем работать с наследственными фондами. Наследственный фонд это, я бы назвала, это наследник по завещанию. То есть гражданин, кроме лиц, которых он считает необходимым указать в своем завещании, имеет право в качестве наследника также указать наследственный фонд, который он намерен учредить. Хорошо. Я очень благодарен своим гостям за то, что мы сегодня постарались раскрыть эту тему, как работает нотариат. И, безусловно, хотели бы обратиться к нашим согражданам, чтобы они использовали этот правовой механизм для чистоты сделки, для защиты своих интересов, поскольку мы живем именно в условиях рыночных отношений. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел бы вам пожелать успеха в вашей деятельности, безусловно, очень важной и необходимой людям. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Зарина Кривошапкина. Я занимаюсь готовкой, готовлю, и у меня своя кулинарная студия. Я по образованию дизайнер-график, окончила Институт современного искусства, и поиск себя у меня начался, поиск себя. Думала, как что делать. Мне просто, если честно, на одном месте сидеть не получается. Я человек активный, в движении, и перспективу сидеть за компьютером, и мне это как-то не видела себя в этом. А потом выяснилось, что когда мне грустно, я готовлю. И все это время мне было грустно, я была в поисках себя, и я много готовила. Потом пошла учиться на кондитера здесь, техникум сервиса и услуг. 2 месяца отучилась, и потом пошла для практики, работала в шоколаднице, в сладких мечтах. И считаю, что все должно делаться с душой. Вот, например, на медика долго учатся. Я думаю, тоже на повара должны также учиться. Ну, хотя бы знать, что они делают. Ну, и даже это очень важно. Каждый день кушаем. А наше здоровье, наше состояние, это зависит полностью от правильной еды. Идея, у меня идея изначально готовить из здоровой еды, это из натуральных продуктов. Вот. И потом поняла, что вот взрослому рассказывая, не рассказывая, привычки питания поменять взрослому человеку, это слегка трудновато, потому что мы выросли все на маргарине, на растительном масле, это моя прям такая больная тема. Вот. А так дети очень легко все воспринимают, и с надеждой на то, что вот я, например, расскажу одному ребенку, как правильно готовить еду, он будет воспитывать своих детей. И вот у меня идея вырастить, может быть, здоровое поколение. Вот. И, можно сказать, многие рецепты популярных блюд, например, паста карбонара, лазанья, синнабоны. Ну, вот это вот блюдо, которые люди думают, ой, это же тяжело готовить, мы же только это покупаем в ресторанах. А я это рецепты все адаптировала под наши продукты, что каждый может готовить. Вот. Легко, доступно и, главное, безопасно. Например, рецепт капкейков, который мы сейчас делаем, я разрабатывала полгода. Каждый день делаешь, что-то подходит, что-то не подходит. Это был еще 13-й год, да, 13-й год, когда я только начинала. И каждый день я готовила, каждый день была недовольна тем, что как получается. И много что убирали, много что добавляли. Вот. И сейчас вот этими рецептами прям горжусь. Макаронс, когда готовила 50-й раз, и они у меня не получаются. Это прям очень капризные пирожные. Например, вот когда в дождь нельзя готовить макаронс из-за влажности. Когда у вас с настроением не то, тоже не готовите, потому что они это все чувствуют. Ну, готовлю всегда с удовольствием. И каждый раз, когда мы с детьми готовим бисквит, я также радуюсь, как в первый раз, когда он поднимается. И эта радость, счастье не меняется. Я утром, например, в 9 выхожу, и хочу еще раз тянуть время, потому что время очень быстро идет. Тайм-менеджмент, конечно, работает, да, все это успеваешь, но еще хочется всегда идеально делать. Еда – это искусство, и еда включает в себе, можно сказать, почти все
профессии. Это как химик, биолог, врач и так далее. Понятие того, что если кушать правильную еду, это и есть лечение, это и есть не болеть. У меня такие понятия. Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Нургуяна Иванова, и я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе. Триумф красной машины на Олимпиаде. Пользователи соцсети обнаружили причастность Якутии к победе. Назад родные пенаты. Резидент Comedy Woman Надежда Ангарская приехала в Якутию с гастрольным туром. Фэшн-флешмоб. В сети принялись массово отрезать головы друзьям. ДТП онлайн. Столкновение ВАЗ и Тойоты в Ленске попало в прямой эфир Инстаграма. Победа сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Южной Корее произвела фурор в социальных сетях. Эту победу ждала вся страна, от Камчатки до Калининграда. Как оказалось, Якутия тоже имеет причастность к этому празднику спорта. Мама защитника Андрея Зубарева, Ольга Семеновна, родилась в поселке Эль-Дикан Усмайского района Якутии. Именно там похоронены ее родители. В начале 80-х она переехала на постоянное место жительства в Уфу. Но ни мама, ни сам хоккеист не забывают свою малую родину. Сразу после победы Андрей Зубарев передал привет жителям Якутии и пожелал не мерзнуть. Всем привет, я Андрей Зубарев. Так получилось, что я стал олимпийским чемпионом. И передаю привет всем якутянам, в частности поселку Эль-Дикан, где у меня родилась моя замечательная мама. Именно из-за нее я стал олимпийским чемпионом, поэтому всем привет. Давайте не мерзните нам. День решающего матча с Германией по мессенджерам начали распространяться фото якутских болельщиков. Ради победы фанаты перевоплотились в хоккеистов. В ход шли все подручные средства – боксерские шлемы, швабры и даже огнестрельное оружие. С долгожданной победой хоккеистов поздравила компания «Алроса». Необычное поздравление из алмазной крошки выложили в экспозиционном зале Центра сервировки алмазов в городе Мирном. На ее создание ушло более 10 тысяч драгоценных камней весом до 1 карата. Общий вес композиции составляет примерно 4000 карат. На ней изображен хоккеист с шайбой, рядом надпись «Спасибо за победу». Фото распространилось по мессенджеру WhatsApp. Фотографию с изображением композиции, посвященной победе российских хоккеистов, «Алроса» передаст Федерации хоккея России. В мессенджере WhatsApp появилось сообщение, что с 1 марта начнет курсировать на постоянной основе пассажирский поезд по маршруту Нижний Бестях, Кёрдём, Томмот, Нерюнгри, Москва. Сообщение оказалось фейком, так как открытие пассажирского движения в Якутии только планируется. Резонанс появился после выступления министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. На его отчете он отметил, что работы в этом направлении ведутся, но все зависит от Федерального агентства железнодорожного транспорта, которые являются заказчиками. После старта пассажирских перевозок с Нижнего Бестяха можно будет доехать до любой точки России. Резидент Comedy Woman Надежда Ангарская прибыла на родину. В ее гастрольный тур попали такие города, как Мирный, Алдан, Ленск, Нижний Куранах, Удачный, Якутск, Айхал и, конечно же, родной Нерюнгри. Поклонники уже делятся видео с выступления, ну а сама Надежда не скрывает своей радости от возвращения домой. Привет, якутяне! Ждите нас, мы едем! Удачный, Айхал, Мирный, Якутск, Нижний Куранах, Алдан, Нюрнгри, Якутск, Нижний Куранах, Алдан. Говори, Нерюнгри. Да громче говори. Нерюнгри. То-то же. Отдельной мечтой для Надежды оказался снежный душ. Я видела это во сне и мечтала сделать по приезду в Якутии. Бодрящий, экологически чистый душ с запахом хвои и минусовой температурой. Поделилась она видео в Инстаграм. А вот жители Алдана от снега явно не в восторге. В этом году его выпало так много, что во время чистки обнаружили целый автомобиль. Вслед за Нерюнгри на этой неделе гонки на льду устроили в Ленске. Любители экстрима оторвались по полной.
А вот некоторым жителям экстремальных соревнований явно не хватило. В ночь с 25 на 26 февраля на улице Победа в районе пожарной части в Ленске водитель ВАЗ нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. А именно осуществлял буксировку машины на полосе, предназначенной для встречного движения. При этом он не выставил знак аварийной остановки, из-за чего водитель Toyota Succeed, двигающийся по своей полосе движения, врезался в него. В результате ДТП пострадавших нет. Авария случайно попала в прямой эфир Инстаграма одного из местных жителей и быстро разлетелась по сети. Жители села Тополиное Тампонского района Якутии, в котором из-за пожара в жилом доме остались без крова 40 человек, поблагодарили Виктора Лебедева за материальную помощь. Узнав о беде земляков, двукратный чемпион мира по вольной борьбе сразу же перечислил погорельцам 500 000 рублей. Жители села записали сразу несколько видеообращений со словами благодарности. Хотим выразить огромное человеческое спасибо Виктору Лебедеву за то, что не оставил нас в беде и в тяжелое для нас время оказал поддержку. Никто не застрахован от такого. Выразили благодарность жители Тополиного. Отметим, что Виктор Лебедев является уроженцем данного села и в будущем планирует продолжать благотворительную деятельность. Тополинской средней школы хотим сказать спасибо и поблагодарить Лебедева Виктора Николаевича в оказании материальной помощи жителям села Тополиное. Якутяне официально пережили еще одну зиму. С первыми лучами солнца и наступлением весны многие выбрались из города, чтобы посетить Ленские столбы. Выходные ленты Инстаграма буквально пестрила фотографиями из одного из самых красивых мест на планете. Еще одной радостной новостью, которая мгновенно разлетелась по интернету, стало открытие катка на главной площади столицы республики. Каток уже заливают, и будем надеяться, что местные жители будут радовать нас своими фото и видео. 1 марта мир отмечал День котов. Подписчики нашего инстаграм-канала делились с нами в течение дня фотографиями и видео своих домашних питомцев. Мы запустили специальный хэштег, по которому они делились рассказами о своих любимцах. Ну а в доме американки из ниоткуда возник загадочный кот. Случайно оказавшийся в вентиляции кот сделал нашедшую его американку знаменитой. Пост с видео, где питомец выбегает из-под напольной заглушки, посмотрело более 7,5 миллионов человек. Девушка по имени Брена из Миссури опубликовала твит с комментарием: «Две вещи. У меня нет кота». Вторая: «У меня нет кота». Странный текст объясняется происходящим на видео. Животное появляется будто из ниоткуда. Житель Австралии забрался в ванну с ручным крокодилом по кличке Свомпи. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Hog. В ролике австралиец устроился в ванне с небольшой рептилией на груди и пропел, что купается вместе со своим Свомпи. «Я принял ванну и в истинно австралийской манере взял с собой своего ручного крокодила», цитирует Viral Hog мужчину. «Меня немного беспокоило, что Свомпи может схватить меня зубами, но он оказался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение». В 2017 году сообщалось, что живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии. Девушка напугала отца и сделала его звездой интернета. Ютубер Кайли Мой записала на видео, как в течение 2 недель пугала отца хлопушкой из конфетти. В общей сложности дочь взорвала около 10 хлопушек, что неминуемо заставало мужчину врасплох. Однако его реакция каждый раз была примерно одинаковой. Он нецензурно выражался, а затем смеялся. «В один день ты меня доведешь до сердечного приступа», говорит отчаявшийся мужчина на последних кадрах. Видео моментально обрело вирусную популярность. За 2 дня его посмотрели более 700 тысяч человек. Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети Snapchat на $1 миллиард. Она написала в Твиттере, что больше не заходит в Snapchat, после чего стоимость акций компании моментально просела на 6,1%. Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat или только я? Это очень грустно. Такой пост опубликовала Дженнер 22 февраля в Твиттере, где на нее подписаны более 24 миллионов человек. Отказ звезды от использования популярной социальной сети связан с недавним обновлением приложения. Разработчики полностью переработали пользовательский интерфейс, что привело многих фанатов Snapchat в бешенство. Представители компании ответили, что слышат пожелания пользователей, и в течение ближайших недель Snapchat получит еще одно обновление.
Пользователи развлекательного портала Reddit активно обсуждают гифку польского художника Феликса Кончаловски. Она представляет собой бесконечно приближающееся изображение морского побережья. Гифка карты местности, которая постоянно увеличивает масштаб, попала в топ. Комментаторы пишут, что их тошнит от просмотра картинки. По мнению некоторых пользователей, это самая раздражающая гифка на свете. Они отмечают, что при длительном просмотре гифки начинает скручивать живот. Испанка случайно наградила себя аномально узкими ногами. Фэшн-блогер сделала снимок своего наряда, но стала объектом для насмешек. Это произошло из-за оптической иллюзии. Пользователям показалось, что у девушки неправдоподобно худые ноги. Несколько сотен человек высказали свое отношение к якобы непропорциональному телу испанки. На секунду я подумал, что полоска на брюках – это расстояние между бедрами, заметил один из комментаторов. Неудачный фотошоп, заключил другой. Ни одна неделя не проходит без флешмобов. В соцсетях набирает популярность новый флешмоб под хэштегом Gucci Challenge. На снимках люди держат головы своих друзей в руках, пряча их тела за кадром. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома. Тогда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии собственных голов в качестве аксессуара. Помимо отрезанных голов, модели Gucci позировали на подиуме с муляжами змей и драконов. Пользователи социальных сетей в погоне за популярностью решили стилизовать модную тенденцию под свои нужды. На снимках они держат в руках головы знакомых, имитируя, будто их обезглавили. Изначально позирование с отрезанными головами запустили популярные модные блогеры, затем их идею подхватили подписчики. 26 февраля российский рейтинг бесплатных приложений в App Store возглавляет GetContact. Сервис, который показывает, как пользователи записаны в чужих телефонах, за неделю стал популярнее, чем Telegram и приложение Сбербанка. Динамику популярности можно проследить и по данным Google. Доказательство успеха GetContact – это сторис со скриншотами в Инстаграме. Однако Роскомнадзор призвал россиян не быть доверчивыми и не устанавливать на свои смартфоны новое популярное приложение. Эксперты призывают пользователей подумать, готовы ли они раскрыть другим людям содержимое своей телефонной книги, а также рискнуть передать личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее как угодно. Роскомнадзор указывает, что данные могут попасть коллекторам, мошенникам, вымогающим деньги обманным путем, финансовым брокерам, навязывающим невыгодные вложения средств и прочим злоумышленникам. Известно, что приложение уже запретили в Казахстане, а туториалы с пошаговой инструкцией, как удалить приложение, уже появились в YouTube. Недавно пользователь Twitter посетил морской парк Авашима, расположенный к югу от Токио. Там он решил немного развлечь местных жителей. Возле загона с пингвинами он достал игрушку йо-йо и начал мастерски ее раскручивать. Пингвины, стоявшие за стеклянной загородкой, стояли как загипнотизированные и вращали головами, стараясь поспевать взглядом за забавной вещицей. Настоящий талант всегда найдет почитателей, и что такого в том, что иногда ими становятся пингвины. Это были мобильные новости, которые делаете вы сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Отмечайте нас по хэштегу Якутия, _24 и МОП-новости, Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Крушельницкий и Брызгалова планируют выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС. Российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что в будущем хочет доказать, что лишение его бронзовой медали зимних Олимпийских игр было случайностью. Напомню, пара российских керлингистов, выступавшая в дисциплине Double Mixed, завоевала бронзовые медали в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, впоследствии чего результаты россиян были аннулированы, а медали изъяты.
Мы хотим, и я думаю, что будем выступать, мы будем тренироваться. Эта ситуация стала для нас большим шоком. Но мы будем тренироваться и доказывать в следующем олимпийском сезоне, что это была нелепая случайность. Мы постараемся полностью реабилитироваться и показать еще лучший керлинг, сказал Крушельницкий. Россия на Паралимпийских играх в Пхенчхане будет представлена в составе 72 человек. Делегация спортсменов и персонала прошла процедуру регистрации. Россияне будут выступать в статусе нейтральных атлетов, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России. В состав делегации вошли 29 спортсменов и 5 спортсменов-ведущих, которые будут помогать участникам с нарушением зрения. Также были включены 38 сопровождающих и официальных лиц. Отмечается, что МПК продолжает рассматривать возможность допуска к участию небольшой группы других российских спортсменов. Напомню, в конце января Международный паралимпийский комитет объявил о продлении дисквалификации россиян, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на играх в Сочи. Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Продолжая тему допуска, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что позиция организации относительно Всероссийской федерации легкой атлетики не изменится, несмотря на недавнее решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, передает ТАСС. Членство в ФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года. В результате российским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. При этом право участвовать в них получают лишь те, кто имеет специальный допуск. В состязаниях 2018 года такое разрешение пока что имеет 22 российских легкоатлета. У нас есть обязанность защищать чистых спортсменов. Пока мы полностью не удостоверимся, что Всероссийская федерация легкой атлетики выполнила необходимые критерии и согласилась с ними, наша позиция не изменится. Решение МОК нельзя примерять на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, заявил Коу. Якутянка Ксения Леханова завоевала серебро первенства страны по вольной борьбе и получила право выступить на европейском ковре. Об этом сообщает пресс-служба спортивной борьбы республики. Накануне в Кемерово завершилось первенство страны среди девушек до 18 лет. Участниками старта стали 160 спортсменов из 30 регионов России. Якутия была представлена 6 девушками, из которых лучшим результатом отметилась Ксения Леханова. 15-летняя уроженка Нерюнгринского района по итогам состязаний в категории до 43 килограммов стала хозяйкой серебряной медали. На пути к финалу турнира Ксения одержала 2 победы на туше над представительницами Кемерово и Краснодара. В схватке за золото со счетом 4-6 уступила Алине Сьямовой из Московской области. Таким образом, якутянка не только завоевала серебро, но и стала основным кандидатом в участие в первенстве Европы. Победители турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева получат путевки на первенство России. С этого года традиционный борцовский старт обретет статус отборочного соревнования, передает ЕСИА. Сегодня на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» стартовал 6-й по счету международный турнир памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. За 3 соревновательных дня на якутский ковер выйдут более 150 спортсменов из 14 стран и регионов России. В их числе победители и призеры первенств мира, Европы и Азии. Якутия представлена 51 борцом. По итогам соревнований лучшие 5 российских спортсменов получат право выступить на первенстве страны без участия на дальневосточных стартах. Также отмечу, что борцы могут выполнить на этом турнире норматив мастера спорта России. Итоги соревнований будут подведены в это воскресенье. Атлеты из Якутии штурмуют самый престижный турнир в мире по кроссфиту. 23 февраля стартовал отборочный этап ежегодного международного соревнования CrossFit Games. За путевки в финал, который состоится 5 августа в городе Сент-Луис, борется ведущий кроссфит-атлет республики Игнат Чамчоев. На стадии квалификации сотни тысяч спортсменов со всего мира соревнуются в режиме онлайн. Каждый четверг на сайте турнира публикуется список упражнений с параметрами их выполнения. Атлеты должны сделать максимальное количество повторов этого плана за специально отведенное время и отправить запись судейскому корпусу для оценки. После первого задания Игнат Чамчоев занимает 37 место в регионе Азия из более чем 6 тысяч участников. Впереди еще 4 раунда, по итогам которых 15 лидирующих участников пройдут следующий этап. Итоги состязаний в регионе Азия станут известны 25 марта.
Развитие базы кроссфита в Якутии и успехи местных атлетов не остались незамеченными. Стало известно, что грядущим летом Якутск примет Кубок Дальневосточного федерального округа по кросслифтингу. Эта спортивная дисциплина, схожая с кроссфитом, включает в себя упражнения из пауэрлифтинга, армлифтинга, бодибилдинга и других силовых видов спорта. Специально для организации и проведения турнира в столицу республики прилетит создатель этой дисциплины, призер Олимпийских игр в Пекине по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков. Соревнования пройдут 4 июля в Якутске. Насчет проведения Кубка мы еще договаривались в прошлом году, когда Дмитрий Клоков приезжал в Якутск. И неделю назад я был в Москве, и там мы обговорили детали. Что касается наших спортсменов, у них уже есть опыт выступления по кросслифтингу. Наши девчонки и парни выступали уже на гран-при по кросслифтингу, поэтому, думаю, они хорошо справятся. И наши местные многоборцы и пауэрлифтеры тоже хорошо себя проявят, думаю. Это были новости спорта. Всего доброго! Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии-24. В студии Александр Зубехин. Резонансное дело врача закрыто. В Нерюнгри завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего врача Золотинской больницы в избиении пациентки и незаконном проникновении в ее жилище. Следствием установлено, что вечером 1 января в помещении этнокультурного центра Эян села Иенгра действительно случился конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился с одной из посетительниц и ударил ее кулаком в лицо. Поводом для проявления агрессии, со слов обвиняемого, явилось нападение девушки и ее приятельниц на коллегу-врача. Позднее конфликт продолжился в сельской больнице, в которой собрались все его участники. Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступном деянии и раскаялся в содеянном. Помимо этого, он возместил ущерб, причиненный потерпевшей своими действиями, и внес в следственные органы ходатайства о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Потерпевшая сторона согласилась с прекращением уголовного преследования в отношении бывшего медика. В этой связи следственными органами в мировой суд внесено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого в связи с заглаживанием им причиненного преступлением вреда и назначение ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Рассмотрение ходатайства назначено на 11 марта текущего года. В Якутске ликвидирована подпольная нарколаборатория. Еще в конце прошлого года в Якутске сотрудниками республиканского наркоконтроля была пресечена деятельность группы лиц, организовавших изготовление и сбыт крупных партий синтетических наркотиков, так называемой скорости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту временного жительства одного из задержанных фигурантов полицейскими обнаружена подпольная нарколаборатория. Изъяты порядка 1 килограмма наркотиков, 37 килограммов прекурсоров и лабораторное оборудование. На сегодня завершены все экспертизы, подтверждающие, что найденные вещества являются наркотическими. По оценкам экспертов, изъятых прекурсоров достаточно для изготовления 5 килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке оценивается в 15 миллионов рублей. Таким образом, полицейскими предотвращено поступление в незаконный оборот 25 тысяч средних разовых доз синтетики. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всей преступной цепи организаторов наркосбыта, в том числе за пределами республики.
В Якутске 36-летний таксист, уроженец Алекминского района, похитил у пассажира банковскую карту. В столичную полицию обратилась женщина с заявлением о краже. Потерпевшая заказала такси, хотела расплатиться за поездку с помощью услуги «Мобильный банк». В месте назначения выяснилось, что у таксиста на телефоне такая услуга отсутствует. Пассажир доверила банковскую карту водителю. Сходив в банкомат, мужчина вернулся и отдал карту владельцу. На мобильный телефон доверчивой девушки пришло СМС-уведомление о снятии суммы, равной тарифу. Поэтому у нее никаких сомнений не возникло. На следующее утро на телефон женщины поступило сообщение, что с ее счета с банковской карты было произведено обналичивание 11 тысяч рублей. Потерпевшая в недоумении проверила свою карту и обнаружила, что таксист вернул ей другую. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества. На днях полицейскими по Хангаласскому району был задержан 45-летний уроженец Краснодарского края в подозрении умышленного повреждения чужого имущества. Еще летом этого года, недалеко от поселка Максоголох, потерпевший отдыхал с друзьями и припарковал автомобиль на обрывистом берегу. Неожиданно подъехал автомобиль УАЗ и столкнул машину пострадавшего с берега, в результате чего транспортное средство ушло под воду. Водитель УАЗ скрылся с места происшествия. Несмотря на то, что потерпевшие и его приятели не смогли разглядеть внешность водителя УАЗ и государственные регистрационные знаки на автомобиле, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. В настоящее время следствие по делу продолжается. В США воришки выбрали убежищем от преследования патруля полицейский участок. Случай произошел в городе Пиория, штат Аризона. В полиции поступил сигнал о 2 посетителях магазина, которые были уличены в хищении товара. На одной из автозаправок в машине стражи порядка увидели схожих по описанию мужчину и женщину. Сотрудники полиции хотели подойти к автомобилю, но граждане стали убегать. Во время преследования беглецы перепрыгнули через ограждение здания, на фасаде которого на самом видном месте написано «Полиция Пиории». Через некоторое время они поняли, куда попали. Мужчина решил перепрыгнуть обратно, но застрял, после чего сразу был задержан. Его спутница решила спрятаться под скамейкой, откуда ее извлекли и задержали. Эту запись офицер Брэндон Шеффорд выложил в Фейсбуке с рекомендацией: никогда не пытайтесь уйти от преследования полиции. И если вы это делаете, убедитесь, что не бежите прямо в полицейский участок. Такова хроника происшествий к этому часу. Удачи вам и будьте осторожны.
1 марта в парламенте Якутии состоится совещание представительных органов муниципальных образований республики. Распоряжением председателя Ильтумена Александра Жиркова создана рабочая группа по его проведению, утверждена программа совещания. Участники совещания обсудят ход реализации на местах резолюции Первого съезда депутатов представительных органов муниципальных образований республики, состоявшегося в марте 2017 года по инициативе Государственного собрания Ильтумена. Следующим вопросом станет создание Совета представительных органов муниципальных образований республики и принятие положения о Совете представительных органов муниципальных образований при Государственном собрании Ильтумен. Также в рамках совещания будет проведен семинар для председателей и депутатов представительных органов по актуальным вопросам организации и осуществления их деятельности. Напомним, с 26 по 30 марта 2017 года в первом в истории современной Якутии съезде депутатов Наслигов и Улусов приняли участие 505 делегатов. Спикер Александр Жирков, выступая с основным докладом, отметил символичность проведения первого съезда депутатов представительных органов республики в год 120-летия со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Максима Аммосова и 95-летия первого всеякутского учредительного съезда Советов. Говоря о съезде, спикер подчеркнул, что парламент Якутии выступил с инициативой проведения такого представительного и значимого форума с целью определить пути повышения эффективности деятельности депутатов представительных органов, помочь осознанию своего места и значения в социально-экономическом развитии муниципальных образований и республики. Мы исходим из того, что статус депутатов представительных органов может и должен повышаться прежде всего усилением ответственности каждого депутата перед населением и улучшением качества депутатской работы. Однако, качество депутатской работы и повышение ответственности – это не отвлеченные понятия, и они должны прежде всего опираться и основываться на четком определении роли и места местного самоуправления в действующей структуре власти. В своем выступлении Александр Жирков также рассказал о разработке Ильтуменом проекта концепции взаимодействия с представительными органами муниципальных образований. Проект будет согласован с Ассоциацией представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и принято постановлением Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия на ближайшем пленарном заседании. В парламенте республики также будет создан Совет представительных органов при Государственном собрании Ильтумен Республики Саха-Якутия как постоянно действующий совещательный и консультативный орган с целью обеспечения взаимодействия парламента республики с представительными органами муниципальных образований и развития местного самоуправления в республике. Этот совет расширит круг участников и полномочий действующих в настоящее время Совета председателей представительных органов муниципальных районов и округов нашей республики. Будет участвовать в разработке проектов республиканских законов, оказывать методическую помощь представительным органам местного самоуправления, формирование собственной нормативной правовой базы и оформление законодательных инициатив, вносимых в парламент республики. Далее. В аппарате Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия будет создан специальный отдел по работе с представительными органами местного самоуправления. Отдел в качестве структурного подразделения аппарата парламента будет непосредственно взаимодействовать с представительными органами муниципальных образований, организовывать мероприятия парламента республики с участием представительных органов местного самоуправления, учебу депутатов представительных органов и заниматься другими вопросами взаимодействия. По словам председателя Госсобрания, предложения, включенные в итоговую резолюцию съезда, будут внедряться поэтапно. Решение некоторых вопросов будет зависеть не только от настойчивости и принципиальности парламента республики, но и от той концепции, которой сейчас придерживается федеральная власть в сфере местного самоуправления. Систему местного самоуправления республика считает своим приоритетным направлением. Глава, правительство и парламент Якутии в этом вопросе практически едины, подчеркнул Александр Жирков. В
ходе 34-го очередного пленарного заседания парламента, состоявшегося 21 февраля, народные депутаты республики рассмотрели 64 вопроса, в том числе 28 проектов республиканских законов, 17 проектов постановлений Госсобрания Иль-Тумен, 19 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В окончательном чтении приняты 22 закона Республики Саха-Якутия, в том числе законы о внесении изменений в закон о государственном бюджете республики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях 8 муниципальных образований республики, о градостроительной политике республики, о физической культуре и спорте, о промышленной политике в Республике Саха-Якутия и другие. Так, в результате внесения изменений в бюджет республики его доходная часть не изменится. Общий объем расходов государственного бюджета в 2018 году составит более 190 миллиардов рублей, в 2019 году 127 миллиардов и в 2020 году около 126 миллиардов рублей. Дефицит государственного бюджета республики в 2018 году составит 1 миллиард 705 миллионов рублей. В ходе рассмотрения законопроекта председатель контрольного комитета парламента Александр Уаров заострил внимание участников заседания на финансировании программы общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», указывая на то, что в распоряжении правительства республики в бюджетном обеспечении программы предусмотрены 252 миллиона рублей, в то время как в государственном бюджете сумма составляет 350 миллионов рублей. Мы законодательно, знаете, это был включен закон по добрым делам, выделили 200 миллионов, и сумма у нас получилась 350 миллионов, сейчас 98 миллионов как бы висят. Поэтому я в своем выступлении сказал, что вот особенно адресуя на председателя правительства Чекину, обязательно нужно второе распоряжение правительства, которое включает все новые объекты и сумму 98 миллионов. Хорошо то, что наш председатель Александр Николаевич поддержал мое выступление, и решение пленарного заседания протокольно включено именно контроль, за что правительство включило 98 миллионов рублей дополнительно, что было новое распоряжение. В ходе пленарного заседания председатель Иль-Тумен Александр Жирков потребовал неукоснительного исполнения финансирования программы «Моя Якутия в 21 веке». Спикер отметил, что необходимо консолидировать средства для обеспечения начала строительства социальных объектов и предоставления инфраструктуры для ввода их в эксплуатацию. Александр Жирков подчеркнул, что в постановлении парламента к законопроекту правительству республики рекомендовано до 30 марта текущего года принять меры по погашению в полном объеме просроченной кредиторской задолженности, сложившейся за прошлый год по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Также председатель Иль-Тумена предложил в апреле 2018 года провести правительственный час по обсуждению вопросов исполнения доходной части и направлений оптимизации расходов государственного бюджета республики 2018 года. В День защитника Отечества народные депутаты, члены правительства и администрации города Якутска, ветераны Великой Отечественной войны, общественность и молодежь возложили цветы к памятнику воинам-якутянам, погибшим на озере Ильмень. Участник Великой Отечественной войны Михаил Дмитриевич Попов рассказал, как в день празднования Красной Армии им сообщили о трагической гибели наших земляков на озере Ильмень. И никогда не забуду этот праздник, День защитника Отечества,
который я в это время, в 1943 году, отмечал под Харьковом. Вот эта дата, которая проводилась, операция 19-й бригады, конечно, товарищи мы здесь выступали, я не буду повторяться, погибло очень много наших ребят якутян. Но они сделали большое дело своей жизнью, закрепились и дали возможность, чтобы подоспели другие войска, и наши одержали победу. Спасибо вам. В этот день в Государственном академическом русском драматическом театре имени Александра Пушкина состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, столетию создания рабоче-крестьянской Красной Армии и 75-летию Ильменской битвы. Председатель Государственного собрания Ильтумен Александр Жирков от имени парламента Якутии и от себя лично поздравил участников торжественного собрания со знаменательным днем. Сегодня мы отмечаем несколько памятных дат. Ровно 100 лет назад в победоносных сражениях и боях с иностранными интервентами молодая Советская Республика создала свою рабоче-крестьянскую Красную Армию. Долгие годы эта знаменательная дата отмечалась народами нашей страны как День Советской Армии и Военно-Морского флота. Мы сегодня эту дату отмечаем как День защитника Отечества. Проходит время, меняются общественные, экономические формации, но главным святым для каждого из нас остается одно. Это защита нашего Отечества. Это укрепление ее обороноспособности и ее могущества. Это святая обязанность каждого жителя нашей страны и святая обязанность нашего огромного государства. Мы отмечаем 75-летие сражения на озере Ильмень. Для нас это день памяти, день скорби, день воинской славы. Сегодня вместе с нами эту дату, памятную дату, отмечают и в далеком Новгороде, в Старой Руссе. Здесь сидят ветераны, люди, которые помнят, как в 70-м году по инициативе общественности нашей республики на обнаруженном уникальном бивне мамонта трехметровом весом 68 килограммов скульптор, художник, самородок Аким Акимович Бурцев создал эпопею Великой Отечественной войны с сюжетами сражения на озере Ильмень. И в том же 70-м году этот бивень, сотворенный якутским художником, он был подарен музею Северо-Западного фронта в городе Старая Русса. Там помнят эти события. В годы Великой Отечественной войны там шли
одни из самых затяжных и кровопролитных боев. Район Старой Руссы был освобожден спустя только год после февральских событий 1943 года. И вот там, в городе Старая Русса, сооружен новый музей, создан новый музей воинской славы Северо-Западного фронта. И центральным экспонатом этого музея от 18 февраля 2005 года, это 5 дней назад, стала композиция, созданная якутским художником Акимом Акимовичем Бурцевым «Священный Ильмень». И он поставлен там на вечное хранение, на постоянное обозрение. Мы едины в своей памяти. Отмечаем мы еще одну дату. Ну, для нас это важно. В 1968 году, то есть ровно полвека назад, якутский историк Дмитрий Дмитриевич Петров на основе архивных материалов издал книгу «Якутяне в боях на озере Ильмень». И тем самым он открыл для нас вот эту страницу Великой Отечественной войны. Дмитрий Дмитриевич Петров сделал для своего народа, для правильного освещения истории Великой Отечественной войны очень большое дело. Дмитрий Дмитриевич Петров и писатель-воин Сергей Васильев Барагонский, они были инициаторами установки первого памятника якутянам, погибшим на озере Ильмень. И этот памятник был поставлен впервые на новгородской земле тоже ровно полвека назад, в 1968 году. Этот памятник сейчас обновлен, и представительство нашей республики в городе Санкт-Петербурге имеет шефство над этим памятником. И сегодня на новгородской земле также присутствует делегация нашей республики. Мы верны своей памяти. Эта память нас укрепляет, нас объединяет, делает сильнее, мужественнее и достойнее. От имени парламента республики я всех вас поздравляю с этими памятными для истории нашего Отечества датами. Уважаемые ветераны, долгих вам лет жизни, здоровья, мирного неба, а всем нам успехов ради укрепления единства и могущества нашей великой страны. Спасибо. Также в этот вечер выступили Герой труда Российской Федерации, руководитель государственного казенного предприятия Республики Хангаласское лесничество Варвара Устинова, военный комиссар Республики Демир Оол Артына, студентка первого курса Арктического государственного института культуры и искусств Елена Бессонова. В парламенте республики состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию народного депутата, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, заслуженного строителя Республики Саха-Якутия, генерального директора акционерного общества «Якутцемент» Мамедова Алиш Забит Аглы. Заседание открыл председатель парламента Александр Жирков. Он отметил, что Алиш Забидович за годы своей работы во главе компании по производству цемента в Якутии внес огромный вклад в развитие строительного комплекса республики. Продукция компании отличается высоким качеством и приспособлена к суровым климатическим условиям севера. А сам юбиляр за 3 десятилетия в качестве руководителя Якутского цементного завода за огромное трудолюбие, высокий профессионализм, доброту и отзывчивость снискал настоящий почет и уважение среди жителей всей республики.
С докладом о жизни и деятельности юбиляра выступил председатель Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров. Слова поздравления в этот день высказали руководитель администрации главы и правительства Республики Федор Борисов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый президент Якутии Михаил Николаев. Приветственный адрес от его имени вручил его советник Матвей Мучин, подчеркнувший его безграничную внутреннюю энергию сродни природной стихии и судьбоносность выбора, когда тот по зову сердца решил приехать работать в Якутию из далекого и солнечного Азербайджана. Алиш Забит-Аглы является народным депутатом 4-го и 5-го созывов, поэтому в этот день его поздравили коллеги разных лет. От имени народных депутатов 4-го созыва выступил председатель парламента 4-го созыва Виталий Басыгысов. От имени депутатского корпуса 5-го созыва коллегу и соратника поздравили первый вице-спикер Анатолий Добрянцев и исполняющий обязанности ректора Северо-Восточного федерального университета народный депутат Евгения Михайлова. Парламентарии отметили, что Алиш Мамедов – это человек цельного характера, большой души и неутомимой натуры, для которого Якутия стала вторым домом. Они пожелали ему дальнейшей успешной работы и исполнения всех планов. От имени руководства окружной администрации и жителей столицы республики поздравить юбиляра пришел глава Якутска Айсен Николаев. Поздравить народного депутата также приехали главы наследников Хангаласского улуса. Его очень уважают и ценят в районе. Алиш Забит-Аглы удостоен звания почетного гражданина в 15 наследниках и муниципальном районе Хангаласский улус. От имени родного коллектива слово было предоставлено первому заместителю управляющего директора акционерного общества «Якутцемент» Александру Быкову, который вышел поздравить его вместе с ветеранами производства. Он отметил, что костяк коллектива отличается постоянством, вспомнил самые яркие случаи из трудовых будней и пожелал своему руководителю еще много лет руководить процессом. Поздравления юбиляр принимал в этот день вместе с супругой Севинш Али Кызы. Алиш Забитович поблагодарил за то, что на таком высоком уровне оценивается его труд. «24 февраля в спортивном комплексе «Стерх» состоялось торжественное закрытие 7-й спартакиады депутатов Республики Саха-Якутия. Стоит сразу отметить, что на прошлых 2 спартакиадах команда Государственного собрания Ильтумен стабильно занимала 14-е место. В этом году произошел настоящий прорыв, и сплоченная организованная команда, собранная из народных депутатов республики и членов молодежного парламента, достойно выступив во всех 4 видах состязаний, из 12 команд улусов и районов первой группы заслуженно стала серебряным призером спартакиады депутатов Республики Саха-Якутия 2018 года. Второй день турнира команды соревновались в плей-офф волейбола, а также в дартсе, прыжках в длину с места и бросках баскетбольного мяча в корзину. Напомним, что волейболисты Ильтумена в первый день спартакиады на групповом этапе весьма неожиданно для себя, для всех заняли 1-е место и вышли в серию плей-офф. По итогам всех игр наша команда заняла достойное 6-е место по волейболу. Далее парламентариев ждал настоящий триумф, 2-е место в дартсе и 1-е место в бросках мяча в баскетбольную корзину. К сожалению, в прыжках наша команда выдала 8-й результат, но и эти набранные очки в итоге обеспечили серебряное чемпионство. На церемонии награждения победителей почетная грамота за верность спорту была вручена капитану сборной команды Ильтумена, председателю Постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Юрию Баишеву.
Якутия. Далекий и снежный край России. Она занимает бескрайние просторы в сотни тысяч квадратных километров в северо-восточной части страны. От границ Амурской области до берегов Ледовитого океана. Богатство ее недр и суровые природные условия, казалось бы, раз и навсегда создали образ серой и унылой окраины. Но почему она оставляет неизгладимый след в душе путешественника? Почему, затаив дыхание, с грустью в глазах он прощается с ней с единственным желанием вернуться сюда вновь? Что его манит к такой далекой и холодной, суровой и неопузданной? Высота и непроходимость гор или бескрайние просторы тундры, бросающие вызов отчаянным экстремалам зима или неусыпное солнечное око летнего дня, сакральность исконных верований или таинство древних ритуалов, скромный блеск серебра или ослепительное сияние бриллиантов, прекрасное звучание чарующего хомуса или вой ветра, прошлое и настоящее, сила и хрупкость, скорость и выдержка, воля и победа — это Якутия. Каждый голос важен. В республике продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах. Крупнейшие в Европе мирнинские школьники представят республику на российском конкурсе «Робофест». Традиции превыше всего. В селе Иенгра сегодня отмечают День оленевода. Добрый вечер. В эфире новости. Мы расскажем о главных событиях. К этому часу в студии работает Андрей Погорелов. 4 марта в Якутске перекроют участок проспекта Ленина, сообщает окружная администрация Якутска. Перекрытие связано с проведением шествия народных мастеров, посвященного Дню народного мастерства в республике. Движение транспортных средств будет ограничено на участке проспекта Ленина от улицы Сдержинского до улицы Кирова с 12 до 13 часов. В республике продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах. Оно продлится по 17 марта. За это время планируется охватить около 19 тысяч избирателей. Это оленеводы, работники промышленных предприятий, метеорологи, представители поселений и другие категории. Для досрочного голосования используются переносные опломбированные ящики. После того, как голоса отданы, их опечатывают. Вскроют же их только при подсчете голосов всех избирателей по итогам дня выборов 18 марта. На сегодняшний день досрочное голосование уже завершено в Кобяйском и Жиганском районах. К другим темам. В Усть-Нере сегодня собрались участники зонального этапа деловой игры «Министр». Общее количество участников – 50 человек. Они были разбиты на 5 команд, каждая получила конверт с заданием. В этом году игра проводится в республике уже в 10-й раз. Первый день состязаний команды посвятят знакомству и подготовке к защите проектов, которая пройдет в понедельник. Консультационную поддержку командам будут осуществлять эксперты, представители различных структур, а также психологи. Игра очень востребована среди молодежи, она позволяет совершенствовать свои профессиональные знания,
реализовывать проекты, идеи и, конечно же, находить новых друзей. В зональной игре будет отобрано 3 участника, которые получат рекомендацию на финальную игру. Финальная игра деловой игры «Министр» состоится 29-31 марта этого года в селе Актемцы Хангаласского улуса. Мернинские школьники представят республику во всероссийском конкурсе «Робофест». Крупнейший роботехнический фестиваль в Европе стартует в Москве 7 марта. Он ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет. В их числе оказались третьеклассник Уруйдан Данилов и ученица 4 класса Нина Сидорова. Уруйдан и Нина будут участвовать в дисциплине «Чертежник». Это соревнование на точность изображения контрольной фигуры. 50, 50, 50, 50. Да, 50. Робот с закрепленным маркером должен нарисовать заданную судьей фигуру максимально точно. Чтобы все получилось, необходимо запрограммировать робота в специальном приложении. За это отвечает Нина. В алгоритмах и командах она разбирается лучше мальчишек. Мы тренируемся, и я программирую робота, чтобы он ехал по точкам. Я буду делать программу. Для этого мне надо посчитать расстояние, углы поворота и запрограммировать. До программирования также нужно собрать робота. Это уже ответственность Уруйдана. Колеса, мотор, главный блок и еще более 100 деталей надо собрать не только быстро, но и качественно. Для участия во Всероссийском робофесте ребята изменили конструкцию робота. Он собирается из Lego Mindstorms. У него были большие колеса, но они скользят, вот поэтому их заменили на это. И у него очень много утяжелителей, чем у прежнего. У прежнего был только 1 утяжелитель, а у этого много. 3 утяжелителя. В Москве на выполнение всех заданий участникам робофеста дадут 1 час 45 минут. Уруйдану и Нине предстоит соревноваться со 119 командами. Мы начали готовиться сначала в Якутск. Это у нас где-то с декабря месяца уже начали подготовку. Не думали, что займем 1 место. Вот. Сейчас уже в данное время, вот, с января месяца уже идет подготовка к робофест Москва. И постараемся занять место какое-нибудь. В этом году робофест в Москве состоится в 10-й раз. Всероссийский этап для мирнинских школьников уже 2-й. Как признался педагог, первое участие было ознакомительным. На этот раз подготовка и настрой намного серьезнее. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Сегодня в рамках 6-го международного турнира по вольной борьбе состоялось открытие набережной имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. На 36-й сессии Якутской городской думы в целях увековечивания памяти великого сына якутского народа было принято решение о присвоении имени Романа Михайловича Дмитриева набережной на 202-м микрорайоне. Длина набережной пролегает с площади Победы до острова Хатыстах. Предложение поступило от общественности, а депутаты Гордумы поддержали. На торжественном открытии приняли участие почетные гости турнира, спортивная общественность и жители города Якутска. Что мы хотим сегодня передать в наследство новому поколению? Каких мы детей должны видеть? Именно победителей, удачливых, позитивных чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Так должно быть. И поэтому тот труд, который делает руководство, это не останется без результата. Рядом стоит с площадью Победы и стоит на реке Лена, так как Роман Михайлович родился на этой реке. Мы здесь часто купались, и очень приятно, что эта набережная названа его именем. И я надеюсь, что это место станет излюбленным местом отдыха горожан. По итогам 2-го дня международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева в финал пробились 2 якутянина. В весовой категории до 61 килограмма Христофор Потапов встретится с одним из титулованных участников турнира, победителем юниорского первенства Европы, мастером спорта международного класса Абаскаджи Магомедовым из Дагестана. В весе до 92 килограммов Максим Толмачев в финале встретится с призером первенства Азии среди кадетов Алишером Ергали. Они выйдут на ковер завтра, в заключительный день турнира. В Якутии всегда была борьба. Якутии всегда болеют
за борьбу. Сегодня молодежь, сборная команда молодежи России, тем более Якутии, покажут хорошую борьбу, интересную, хорошую борьбу на этих коврах. Но еще впереди 2 года, еще время у молодых ребят есть подготовиться к этому турниру, который проведется по Олимпийским играм в Токио, который к 2020 году, я думаю, успеет готовиться. С промежуточными итогами первых 2 дней соревнований вас ознакомит наш корреспондент Нургуяна Егорова. Она сейчас находится в Центре спортивной подготовки «Триумф». Завершается торжественное открытие 6-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева. В нем принимают участие олимпийский чемпион Давид Мусульбес, главный тренер юниорской сборной команды России Анзор Теботов, заслуженный тренер России, директор училища Олимпийского резерва города Хасавюрт Магомед Гусейнов, также родственники и соратники Романа Дмитриева. Зрителям и гостям показали видеофильм с момента рождения будущего олимпийского чемпиона. Также показали яркую культурную программу и театрализованное представление, начиная с первых шагов на борцовский ковер и до олимпийского пьедестала. Через несколько минут начнется финальная часть турнира, где за бронзовые награды будут бороться 4 якутских спортсмена. На легчайшем весе Петр Константинов встретится с Заманбеком Хамитовым из Казахстана, Алексей Капулов с Чаян Мангуш из Тывы. В весе до 65 килограммов Айсен Потапов выйдет на Стефана Тану из Молдовы. И еще один представитель якутской школы борьбы. В малом финале до 86 килограммов Александр Филиппов встретится с Булгун Байерсайханом из Монголии. Финал смотрите в прямом эфире на канале НБК Саха. Мы продолжаем эфир. Традиционный общерайонный праздник День оленевода сегодня отмечают в Южной Якутии. Один из главных северных праздников славится захватывающими спортивными состязаниями и яркой культурной программой. Об этом в репортаже наших нерюнгринских коллег. Начало весны у всех нерюнгринцев ассоциируется с национальным колоритным праздником. День оленевода традиционно проходит в первых числах марта. Праздничная программа удалась на славу. И с погодой гостям праздника повезло. В день проведения мероприятия утром стоял 35-градусный мороз. Но днем температура повысилась до минус 20 градусов. И ослепительное мартовское солнце сияло на бездонном синем небе. Все оленеводы заняты. Кто на охоте, кто оленей смотрит. А в марте вот свободное время есть, вот все собираются, справляют. Для кого же проводится День оленевода? Конечно, в первую очередь для населения, ведущего традиционный образ жизни. В этот день чествуются люди, которые остались верны своим предкам, продолжают жить в тайге, перемещаясь с одного пастбища на другое. Ну и, конечно, праздник интересен всем нам, городским жителям, которым интересен местный национальный колорит. Этот праздник помогает присоединиться к такой необычной культуре ивентов. То есть отойти от цивилизации, от интернета, от телевидения, от всего. Побывать в таком вот, по сути дела, первобытном таком мире. Это уже стал как бы наш чуть ли не родной якутский праздник. Вот. Он заряжает нас энергией, вот, дает много позитива. Поесть шашлыка, покататься на оленях, поучаствовать в спортивных состязаниях. В общем, провести время с пользой для здоровья, так скажем. В этот день со всех отдаленных стойбищ съезжаются именитые оленеводы с самыми быстрыми упряжками и традиционно устраивают гонки на оленях. Все желающие также могут поучаствовать в состязаниях по национальным видам спорта – борьбе хапсагай, перетягиванию палки. Также проходит дегустация традиционной кухни, работают чумные выставки, идет торговля продуктами и национальной одеждой. Это веселый, светлый и по-настоящему весенний праздник. Здесь можно узнать традиции коренных народов и ярко и запоминающееся провести свои выходные. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. А в Якутске свои гуляния. В строительном округе столицы провели мероприятие под названием «Выходи гулять». Прощание с зимой, веселье, игры и традиционные блины. Участникам гуляния скучать не пришлось. Кристина Якупова продолжит. Как бы не хотела зима сдавать свои позиции, но встреча весны состоялась. На спортивной площадке в одном из дворов столицы прошли народные гуляния, посвященные Масленице. Участие в нем приняли жители строительного округа. Мне очень понравилось. Играли, соревновались.
Нам очень нравится этот праздник. Лучше бы каждый год такое делали. Побегать хочется, погонять что-нибудь. За такой праздник. Участникам гуляния скучать не пришлось. Для детей были организованы конкурсы, спортивные игры, веселые старты. Празднование встречи весны всегда проводят весело и сытно. Главный символ Масленицы – блины. Любимого лакомства взрослых и детей хватило на всех. Также любой желающий мог согреться горячим чаем. Жители дома Дзержинского 9 напекли 300 блинов. Всех угощаем, проводим мероприятия, спортивные соревнования среди детишек. И погода нам сегодня нас радует. И такие мероприятия отрадно, что проходят в нашем округе. Мы это проводим уже вторые выходные подряд и планируем дальше проводить. В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» фестиваль «Выходи гулять» охватит все городские округа и завершится в апреле народным субботником. Кристина Якупова, Владимир Павлов, Якутск. Таковы главные новости к этому часу. За развитием событий следите вместе с нашим телеканалом и удачного вам вечера. всех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле.
Наш русский крест, он настолько уникален, что что бы ты ни делал, тебя обязательно пошлют. Если нет, то посадят. Но есть, конечно, и спасительный момент, что лет через 15 обязательно кто-нибудь поблагодарит. Если за 15 лет не ушел, когда посылали, злился, сердился и так сильно не любил, что гневался и вообще даже ненавидел. И это каждый день. Но шел. Мыл горшки, стирал носки. По 8-10 лет ребятки с тобой, и там вырастешь, и все. Чем больше страданий, тем, конечно, ближе природняешься и остаешься. Ну, вот тогда ты служишь Господу, людям. А если нет, то вообще все зачем? Товарищи бойцы, поздравляю вас с началом учебного 2015-16 года. Ура! Ура! Так, проверяем боевой состав. У нас должно быть 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Настроение боевое. Все красивые, да? Коробки выгнаны, да, парадно, торжественно в честь 1 сентября. Трудненько, у нас с вами полчаса до отъезда. Сегодня наш автобус везет всех в деревню. Это место как бы иное, да, не в миру. Обитель милосердия новомучеников, исповедников российских. Подражание Марфо-Мариинским обителям, да. Но здесь у нас вот упование есть на покровительство преподобной-мученицы Елизаветы Федоровны. Устав мы переписали все у нее. Мы забрали девиз. Может, и нам удастся послужить Богу через служение людям. Нет, тебя, ну я, наверное, Господи. Мы громко читали стихи, не улыбаемся. Мамлет, ты стой там рядом на земле. Встречались. Хлопаем. Первого сентября в школу у нас пошло 8 ребятишек. 1, 3 класс, 6, 7, 8, 9. 3, 4. Мы учимся в обыкновенной школе. Хотя у наших ребят кому-то разный у нас потенциал. Есть просто вот социальная запущенность, там есть задержки с отклонением умственным, есть и высокий очень рейтинг ребятишек. А судьбы такие, что была семья. Вот умер папа, умерли все родители. После детского дома есть бездомные детки, вот такие страннички, которых вот жизнь прибила. Сейчас у нас второй наш набор, кого Господь вот нам послал 8-9 лет назад. И мы стоим на пороге набора 3-го. Мы живем в деревне Лосицы. Деревня достаточно глухая, очень красивая. Естественно, обитель милосердия, народ стал стекаться. Мамули пошли многодетные. Деток оставляли. Кто-то задержался, кто-то и пошел дальше. Есть и люди остались без дома, без крова. Или попали в переделку какую-то. И тоже вот оказались отброшенными от нормальной такой жизни. И люди, пришедшие служить по зову сердца. Служить вот на поприще милосердия. Ну, очень тяжело. Детки растут, им нужна и одежда, детки в школу нужны принадлежности, нужно питание, нужно выискивать средства. Вот сейчас вот скважину делают, потому что проблема с колодцами, вода исчезает. Матушка, она такая молодец, она организатор. Вот она наш кулачок, а мы вокруг нее вот так вот все вот. Мы так иногда соберемся, подумаем, это же надо какое чудо имело, что Господь нас собрал вместе. Как сейчас говорят, командой такой. И дружим, и служим вместе. Знакомы с 91-93 года. Конечно, не воцерковлена, была методистом, воспитателем и пыталась быть честным учителем. Поэтому так получилось, что когда структура немножко дала сбой, все, кто занимались, стали искать, а что же делать дальше. Поменялись ценности, ориентиры, для чего жить, как педагогам учить. Вот вспоминать стали, как наши там бабушки, дедушки, везде нас там водили, тайно крестили. Нас потянуло от этого времени, потянуло в церковь, потянуло к Богу. Просто постоять. Я помню, как к владыке Иоанну мы пришли, благословите нам
открыть молодежный православный центр для детей. Район у нас огромный, 41 школа Красносельский. Мы бы хотели в нашем месте, чтобы было вот что-то вот православное, потому что мы поняли, что это незыблемые ценности, которые не поменяются с периодом перестройки никакой. А клубы подростковые в то время закрывались, ну, с недостатком финансовым. И вот такой заброшенный клуб, мы его так ревностно расчищали, все вот там вот оклеивали, делали. И пришел батюшка вот на все это освещение. Ну, все говорят, давайте посмотрим, что получится. У нас крестьянский образ жизни. 10 гектар покосных полей, коровок с телятками, ну, 5-7 держат, чтобы было свое мясо, молоко. Домашнее хозяйство нам дано для спасения. Цикл крестьянской жизни, он не дает долго спать. Потому что если бы его не было, то мы бы очень сильно бы обленились. А здесь коровы мычат, утром надо вставать, птицы кричат. И вот это все воспитательный план, чтобы у детей не было свободного времени пустого. Это у нас главная корова, которая ведет все стадо, это Зорька. Звездочка. Это мама Февральки. Я ее доила. Ну, у нас много малышей, которые уже пробовали доить коров. И после вот таких трудов очень сильно вообще жизни радуешься. И в 8 вечера они как возопят все двоечники любые. Матушка, а не пора ли детям уроки поделать? А мы учиться хотим. А у второго будет -1 умножить на то, что получилось. Не обязательно ответить сразу. Это еще не признак ума. Можно сказать, сейчас дайте подумаю. Я знаю, что надо сделать. Секундочку. Сделай. И сделай. Так, пошевелим тоже там. Господи, помоги. Если я записала 2х минус 5, то у первого примера какой дополнительный множитель будет? А наверху разложить надо. Вот. Выясняем, кто что выносит за скобки, только не говорим вслух. Уже все не говорим. А вот сейчас я сверю. Мы им так надоели с этой математикой. И мы столь много раз вошли в конфликт, принуждая их учиться, наверное, как и все нормальные родители, определенную эрудицию для жизни в миру готовим. Все, кто хотят, получают высшее образование. И у каждой группы классная мама, настоящая классная, которая их ведет вот как мама по жизни. Мы там всем называем мама Надя, кто кого растил. Не было семьи, она есть. Не было дней рождения, они есть. Не было вот там бабушек, дедушек, вдруг они есть. У них у каждого по 5-6 альбомов их детства. И вот это корни. Это вот сознание, что ты не листок на этой земле, который залетел и улетел. 1 сентября, ну, лет, наверное, 5 назад. Вот наш выпуск этого года. Они вот такие были. Сергей, техническое обслуживание Академии гражданской авиации. Никита, наш кадет. Ваня, юридический. Вон Маша, лицей искусств Рахманинова. Сейчас вот 5 старшеньких ребят поступили. Вот это, значит, наша страничка, наша история. Вот это наши первые дети, которых Господь нам вот в нашу обительную семью послал. Вот Кристиночка, которой 22 года. Надюшка, педагог. Перца сейчас заканчивает. Умница большая. Вот Гришенька наш в армии служит. Это наш судомеханик. Анечка. Это наш 18-го детского дома. Ребятки уже 30-летние. С 11 лет так Господь нас с ними свел. Вот мы жили своим православным центром. Рядышком находился детский дом, дом ребенка, дом малютки. Вот первые наши ребятки из этого 17-го детского дома. У нас проходили тогда, на тот момент, массовые крестины. Мы батюшек приглашали своих родственников. Будешь крестным? Вот детский дом крестить надо. И они становились наши крестные дети. Поскольку у них не было родных, мы их по выходным к себе забирали. И получилось, что мы с ними так прожили 7 лет, а потом нам их надо было куда-то выпускать. И у нас вот, наверное, там 2, 3 там на опеке был, и еще 2 так прибились. И куда их деть вообще было неизвестно. И 2 было таких, которых даже нельзя было после детского дома отдать обучаться. Вот после этих 7 лет мы тронулись из Петербурга. Тронулись не то чтобы по доброй воле, а по просто поставленной задаче. Нам надо где-то строить дом милосердия. Мы вычислили, поняли, что это как раз именно то звено.
обязательно, чтобы у нас за спиной стоял монастырь. Ростика взяли? Ростика, головной убор. На тебе мою кофту на попу сядь, потом отдай. Ну, как у нормальной семьи, у которой там 20-30 человек. У нас 10 гектар полей. Задача наша не вырастить овощи. Вырастут или нет, это тоже вот дело Божие. А делать все, чтобы научиться трудиться. Научить семечки в землю класть, поливать и ползком ползти. Мы говорим, кто прополз наши вот эти гектары 10, тот в жизни уже устоит. Под дождем, под комарами, с конца апреля до середины октября. И картошку надо сначала посадить, потом надо прополоть раза по два и собрать. Тонн 10, наверное, всего вместе мы собираем. У нас небольшой урожай, но зато вот с таким количеством там овощей, творога, молока, к нам вот приезд гостей, он нам совсем не обременителен, что вот раньше мы не могли позволить. Мы зимой в зимние каникулы можем принять вот 100 человек. Съезжают в Рождество все выпускники, все друзья, все родственники. Лучшие воспитанники, лучшие сказочные обители на всей земле, будущая надежда Отечества. Всегда про ребят думаю, не знают они детских песен. И они так удивительно смотрят, когда кто-то рядом поет. Надо же сказки рассказывать. Не слышали, а у них вот не было этого. Необыкновенные дети. Когда мы с малолетства прошли путь странника взрослого, искали, как выжить, как есть. А еще внутри себя мы имеем такой арсенал творческий, как это все добыть. Мы проигрываем все, что в жизни когда-то не проигралось. Все, что было недоговорено, недопето. И мы проигрываем те сказки, которые не были прочитаны. И пытаемся вот так все это восполнить. А рядом оказываются вот взрослые, родные, близкие, кто это прожили. А потом вдруг ребята начинают петь, начинают говорить. Все восполняется, восполняется. Вот эта вся идея создания вот этой общины, она рождалась на кухнях у Ларисы Николаевны Фолковой, это вот ныне Вениамина, мать Вениамина. Яков тогда был, сейчас он священник в Питере. Ну, у нас на кухне собирались. Ну, бросить все в городе. Они уехали сюда. Это сейчас здесь вот это все. Благо, мать Вениамина находит способы, спонсоров, в этом и нет равных. Что-то придумывать, организовывать, вот это бесподобно, конечно. Ни один другой бы здесь не справился так. Мы на поле пройдемся по периметру поля, где прошел трактор, и выберем после культивации картошку выгодную. Теперь коровник. Коровы много воды. Я на вид поставила бабушке Саше. Говорю, почему под коровами столько воды? Они же застынут. Чего такое? В чем причина? Воды полно. Говорил себе, да? Вчера мы все говорили. Ганечка, ты пропусти водичку, и тогда начинай убирать навоз. Иначе ты все зальешь. Как было, мусор стоял, он там и остался по сей час. Самый сильный убирает, как слабый. Самый слабый приходит и за сильным убирает. Самый сильный привыкает, что за ним убирают. И уже радуются, уже требуют, чтобы слабые убирали. Я сильный, а вы слабый, вы должны мне служить. Вот, мои хорошие. В Юрьевом монастыре, когда мы попросили нам дать молочка, нам сказали, берите корову. Взяли корову как методическое пособие. Сначала тяжело, со слезами, обучались, потом нормально, руки привыкают. И ребятишки все так же. Есть кто любит, есть кто не любит. Но по послушанию должны все это знать. Потому что в жизни когда-то это может отработать, что это очень нужно. Мальчишка, они ж воины все время. Воин – это тот,
кто борется с самым главным врагом на свете. Это с собой любимым. Научится победить всех остальных, потому что все остальные тоже так ерунда. Себя любимого построить, поставить, поднять. Ребята должны пройти вот какой-то курс обучения. И каждый год мы должны норматив сдать 40 километров за день пройти. На самом деле условия такие, приближены к максимальной сложности, чтобы человек собрался. И вот эти вот шелуха, лоск, времени, возраст, она отходит в сторону. Все, что вот Господь посылает рядом, ничего придумывать не надо. Вот так ведет и ведет, вот идет, не остановимся. Вот так мы искали Дом милосердия. Действующие монастыри не могли нас принять, посвидетельствовали. Мы их немножко томили своей необычностью. И они просили, чтобы мы чуть-чуть подальше отодвинулись. Так сильно очень просили, что прям очень... Так оказалось, что мы с коровой, с детьми, без земли. Мы же понимаем, что нам не подняться с ребятами. Мы же ничего не умеем ни по земле, ни сбережений никаких у нас нет. Своих сил нам не хватит. Нам вот это вот нужна духовная житница, вот этот вот тыл такой. Батюшку нашего в Заяне рукоположили отца Вениамина. И сюда вот дали ему приход отцу Вениамину. И он сказал: забирай детей сюда. И в один день батюшкины друзья купили первый дом. И нас сюда переместили. Следом пошла корова, сломалась машина. Она шла 50 километров. По дороге давала молоко. Это так трогательно все было. Здесь стали обживаться. Мы крайняя деревня. Школа у нас 24 километра отсюда. Музыкальная школа 40 километров отсюда, в Стругах Красных. 2 раза в неделю, чтобы все прошли через музыкальную школу. 5 баянов они разбили, такая традиция. И дальше в 120 километрах от нас замечательный город Псков, где бальные танцы, а у мальчишек борьба, легкая атлетика, футбол. Мы 2 раза в год ездим вот в наш государственный Эрмитаж. Эрмитаж приезжает к нам 1 раз в год для своей просветительской деятельности, что для нас очень вот так вот притязательно и как образец для подражания, и как то общество, в котором нам бы хотелось, чтобы наши ребята вращались. Но, тем не менее, мы понимаем, что восстановить ту генетическую линию, которая в какой-то момент прервалась и дала сбой, без божественной составляющей, никаким оккультуриванием, никаким спортом, никакими средствами, никаким арсеналом невозможно. Здесь должна включиться в действительности вот эта духовная составляющая, вот это чудо должно произойти. И самые большие немощи человеческие, да, вот немощь – это дети остались без родных. И вот эти самые большие тяжелые страдания, конечно, должна понести самая большая духовная житница – это церковь. Благословенный во имя Господне, Бог Господний, явися нам. Тело Христово Это мы спасаемся. Мы не их спасаем, мы сами спасаемся. Понимаете? Это наше проявление. Это, скорее всего, забота не только о них. Мы имеем возможность проявиться в этом, проявиться, потрудиться. Как Господь говорит, нет выше любви, кто даст душу свою за други свои. Да, конечно, это высоко. Это высоко. Но какое-то качество там накорми, напой, то, что у тебя есть там, ну, позаботься. Это тебе надо. Это Бог тебе послал. Это Он явил тебе милость. Это не ты что-то делаешь. Понимаете? Не ты что-то делаешь. И тебе Господь дал возможность. Тебя Господь полюбил, поставил тебя в среду, в которой ты можешь себя увидеть. Вот, посмотри. Так, смотрите, Никита, торжественное обещание. Вот здесь ничего. Ну, на присяге Никита стоял сильнее всех. Прекрасно.
Но вот в такой форме, кроме аксельбантов, они должны каждый день быть на занятиях. Самый красивый наш, да? Обещание читал, стеснялся так. Ну, он как бы так, он вообще такой не пафосный, да? А стоял очень собранно. И... Братья, все, уроки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вода пошла на скважине, пойдемте принимать. Мы в тот год ждали на 30 метрах, говорили, что можно попасть там. Качает воды. А у вас хорошо. Слава Богу. Ой, она не будет ничего засыпаться. Ну, какая-то часть может потом, но все равно вода льет. Наш апрель, такая. Интересный момент, да? Как скважина нефти. Вода. Принимайте душ, что теперь надо думать о канализации. Где-то сейчас, наверное, будет лет 16. Как я первый раз сюда приехал. Вот в этом доме жили, там мы с Яковом построили такие двухъярусные палати, ну, что места мало было. И он разжигает костер, потому что кухни не было, вообще ничего не было. Он варит кашу, а я стою, держу зонтик, потому что идет дождь и заливает костер. Вот, это было замечательно. Мы должны прийти вот в Кадетский, в банно-прачечный сюда, от нее дойти до девичьего корпуса, с этой стороны пойти до трапезного, до воспитательского дома и до лазарета. Вот эти все дома мы должны... У нас появилась земля, один корпус на 12 мальчиков уже выстроен. Чтобы его запустить, осталось скважину поставить. Трубы пойдут, получается, вдоль дороги. Вот сейчас проект делаем, и нам будет сюда новое электричество. Достроить все это надо, доделать. Надо искать попечителей, пожертвований. Всегда милостью Божией получали, не изобилуя бесконечно, а всегда ровно столько, чтобы прожить следующий день. У меня мамочка очень переживала, что я здесь, потому что она очень хотела, чтобы по земным мерам я состоялась. Когда вот я переоблачилась, для нее это была трагедия, что ты все сдала, ты все потерял. Там для нее была очень красивая там такая дочка, которая вот там красный диплом, там институт, лучшая категория, лучшее все. И когда вот этот уход, для нее, конечно, земной такая трагедия. Ты все отдала, ты все, ты красоту, ты все ради чего? Я не могу сюда ехать. Она очень переживала, потому что я увижу вот ваше нищенство, я увижу вот этот труд, как каторжный, ради чего были все эти образования, ради чего. Отец нормально приехал, увидел большое хозяйство, только плакал доченька. И как же, это же мужику не потянуть, и как же ты... Знаете, у вас рядышком источник Ильи Пророка. Нас повезет Сергей Петрович. Часовню рубит он. Вот его такой семейный почет, пусть тайну выдает. Вот камушек по силе своей и по желанию. Ну, можно два, если занесем. Видите, чем чаще будем ходить, чем больше народу, тем быстрее вложим будет фундамент, да? Вот, хорошо. При всей догматической несуразности монахиня занимаются детьми, водят их там на занятия бальными танцами, там, гимнастикой, ребят там на борьбу. Зачем же тогда монашество? Ну, прыгали бы там в том миру с этими детками. Ну, давайте свой лепту. У кого какая лепта? Дети под фундамент, смотрите как. Знаешь, своим внукам будешь приводить покажешь. Вот этот фундамент укладывал я, когда был парень. Поражение и тяжесть страданий, которые приняли детки, настолько велико, что вот это делание нельзя вести в полсилы. В этом надо присутствовать всей жизнью. И вот этот вот космос преломления, озлобление на весь мир, да, что весь мир настолько жесток, что лишил его счастья,
Ему ничего не надо, ему не хочется жить, вообще ничего не хочется. А ты ему говоришь, что вставай, трудись, радуйся, все вот это счастье. Вот выйти, солнце увидеть, а за солнцем, да, Бога увидеть во всем этом. Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Нургуяна Иванова, и я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе. Триумф красной машины на Олимпиаде. Пользователи соцсети обнаружили причастность Якутии к победе. Назад родные пенаты. Резидент Comedy Woman Надежда Ангарская приехала в Якутию с гастрольным туром. Фэшн-флешмоб. В сети принялись массово отрезать головы друзьям. ДТП онлайн. Столкновение ВАЗ и Тойоты в Ленске попало в прямой эфир Инстаграма. Победа сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Южной Корее произвела фурор в социальных сетях. Эту победу ждала вся страна, от Камчатки до Калининграда. Как оказалось, Якутия тоже имеет причастность к этому празднику спорта. Мама защитника Андрея Зубарева, Ольга Семеновна, родилась в поселке Эль-Дикан Усмайского района Якутии. Именно там похоронены ее родители. В начале 80-х она переехала на постоянное место жительства в Уфу. Но ни мама, ни сам хоккеист не забывают свою малую родину. Сразу после победы Андрей Зубарев передал привет жителям Якутии и пожелал не мерзнуть. Всем привет, я Андрей Зубарев. Так получилось, что я стал олимпийским чемпионом. И передаю привет всем якутянам, в частности поселку Эль-Дикан, где у меня родилась моя замечательная мама. Именно из-за нее я стал олимпийским чемпионом, поэтому всем привет. Давайте не мерзните нам. В день решающего матча с Германией по мессенджерам начали распространяться фото якутских болельщиков. Ради победы фанаты перевоплотились в хоккеистов. В ход шли все подручные средства – боксерские шлемы, швабры и даже огнестрельное оружие. С долгожданной победой хоккеистов поздравила компания «Алроса». Необычное поздравление из алмазной крошки выложили в экспозиционном зале Центра сервировки алмазов в городе Мирном. На ее создание ушло более 10 тысяч драгоценных камней весом до 1 карата. Общий вес композиции составляет примерно 4000 карат. На ней изображен хоккеист с шайбой, рядом надпись «Спасибо за победу». Фото распространилось по мессенджеру WhatsApp. Фотографию с изображением композиции, посвященной победе российских хоккеистов, «Алроса» передаст Федерации хоккея России. В мессенджере WhatsApp появилось сообщение, что с 1 марта начнет курсировать на постоянной основе пассажирский поезд по маршруту Нижний Бестях, Кёрдём, Томмот, Нерюнгри, Москва. Сообщение оказалось фейком, так как открытие пассажирского движения в Якутии только планируется. Резонанс появился после выступления министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. На его отчете он отметил, что работы в этом направлении ведутся, но все зависит от Федерального агентства железнодорожного транспорта, которые являются заказчиками. После старта пассажирских перевозок с Нижнего Бестяха можно будет доехать до любой точки России. Резидент Comedy Woman Надежда Ангарская прибыла на родину. В ее гастрольный тур попали такие города, как Мирный, Алдан, Ленск, Нижний Куранах, Удачный, Якутск, Айхал и, конечно же, родной Нерюнгри. Поклонники уже делятся видео с выступления, ну а сама Надежда не скрывает своей радости от возвращения домой. Привет, якутяне! Ждите нас, мы едем! Удачный, Айхал, Мирный, Якутск, Нижний Куранах, Алдан, Нюрнбриг, Якутск, Нижний Куранах, Алдан. Говори, Нерюнгри. Да громче говори. Нерюнгри. То-то же. Отдельной мечтой для Надежды оказался снежный душ. Я видела это во сне и мечтала сделать по приезду в Якутии. Бодрящий, экологически чистый душ с запахом хвои и минусовой температурой. Поделилась она видео в Инстаграм.
А вот жители Алдана от снега явно не в восторге. В этом году его выпало так много, что во время чистки обнаружили целый автомобиль. Вслед за Нерюнгри на этой неделе гонки на льду устроили в Ленске. Любители экстрима оторвались по полной. А вот некоторым жителям экстремальных соревнований явно не хватило. В ночь с 25 на 26 февраля на улице Победа в районе пожарной части в Ленске водитель ВАЗ нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. А именно осуществлял буксировку машины на полосе, предназначенной для встречного движения. При этом он не выставил знак аварийной остановки, из-за чего водитель Toyota Succeed, двигающийся по своей полосе движения, врезался в него. В результате ДТП пострадавших нет. Авария случайно попала в прямой эфир Инстаграма одного из местных жителей и быстро разлетелась по сети. Жители села Тополиное Тампонского района Якутии, в котором из-за пожара в жилом доме остались без крова 40 человек, поблагодарили Виктора Лебедева за материальную помощь. Узнав о беде земляков, двукратный чемпион мира по вольной борьбе сразу же перечислил погорельцам 500 000 рублей. Жители села записали сразу несколько видеообращений со словами благодарности. Хотим выразить огромное человеческое спасибо Виктору Лебедеву за то, что не оставил нас в беде и в тяжелое для нас время оказал поддержку. Никто не застрахован от такого. Выразили благодарность жители Тополиного. Отметим, что Виктор Лебедев является уроженцем данного села и в будущем планирует продолжать благотворительную деятельность. Тополинской средней школы хотим сказать спасибо и поблагодарить Лебедева Виктора Николаевича в оказании материальной помощи жителям села Тополиное. Якутяне официально пережили еще одну зиму. С первыми лучами солнца и наступлением весны многие выбрались из города, чтобы посетить Ленские столбы. В выходные лента Инстаграма буквально пестрила фотографиями из одного из самых красивых мест на планете. Еще одной радостной новостью, которая мгновенно разлетелась по интернету, стало открытие катка на главной площади столицы республики. Каток уже заливают, и будем надеяться, что местные жители будут радовать нас своими фото и видео. 1 марта мир отмечал День котов. Подписчики нашего инстаграм-канала делились с нами в течение дня фотографиями и видео своих домашних питомцев. Мы запустили специальный хэштег, по которому они делились рассказами о своих любимцах. Ну а в доме американки из ниоткуда возник загадочный кот. Случайно оказавшийся в вентиляции кот сделал нашедшую его американку знаменитой. Пост с видео, где питомец выбегает из поднапольной заглушки, посмотрело более 7,5 миллионов человек. Девушка по имени Брена из Миссури опубликовала твит с комментарием: «Две вещи. У меня нет кота». Вторая: «У меня нет кота». Странный текст объясняется происходящим на видео. Животное появляется будто из ниоткуда. Житель Австралии забрался в ванну с ручным крокодилом по кличке Свомпи. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Hog. В ролике австралиец устроился в ванне с небольшой рептилией на груди и пропел, что купается вместе со своим Свомпи. «Я принял ванну и в истинно австралийской манере взял с собой своего ручного крокодила», цитирует Viral Hog мужчину. «Меня немного беспокоило, что Свомпи может схватить меня зубами, но он оказался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение». В 2017 году сообщалось, что живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии. Девушка напугала отца и сделала его звездой интернета. Ютубер Кайли Мой записала на видео, как в течение 2 недель пугала отца хлопушкой из конфетти. В общей сложности дочь взорвала около 10 хлопушек, что неминуемо заставало мужчину врасплох. Однако его реакция каждый раз была примерно одинаковой. Он нецензурно выражался, а затем смеялся. «В один день ты меня доведешь до сердечного приступа», говорит отчаявшийся мужчина на последних кадрах. Видео моментально обрело вирусную популярность. За 2 дня его посмотрели более 700 тысяч человек. Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети Snapchat на $1 миллиард. Она написала в Твиттере, что больше не заходит в Snapchat, после чего стоимость акций компании моментально просела на 6,1%. Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat или только я? Это очень грустно. Такой пост опубликовала Дженнер 22 февраля в Твиттере, где на нее подписаны более 24 миллионов человек.
Отказ звезды от использования популярной социальной сети связан с недавним обновлением приложения. Разработчики полностью переработали пользовательский интерфейс, что привело многих фанатов Snapchat в бешенство. Представители компании ответили, что слышат пожелания пользователей, и в течение ближайших недель Snapchat получит еще одно обновление. Пользователи развлекательного портала Reddit активно обсуждают гифку польского художника Феликса Кончаловски. Она представляет собой бесконечно приближающееся изображение морского побережья. Гифка карты местности, которая постоянно увеличивает масштаб, попала в топ. Комментаторы пишут, что их тошнит от просмотра картинки. По мнению некоторых пользователей, это самая раздражающая гифка на свете. Они отмечают, что при длительном просмотре гифки начинает скручивать живот. Испанка случайно наградила себя аномально узкими ногами. Фэшн-блогер сделала снимок своего наряда, но стала объектом для насмешек. Это произошло из-за оптической иллюзии. Пользователям показалось, что у девушки неправдоподобно худые ноги. Несколько сотен человек высказали свое отношение к якобы непропорциональному телу испанки. На секунду я подумал, что полоска на брюках – это расстояние между бедрами, заметил один из комментаторов. Неудачный фотошоп, заключил другой. Ни одна неделя не проходит без флешмобов. В соцсетях набирает популярность новый флешмоб под хэштегом Gucci Challenge. На снимках люди держат головы своих друзей в руках, пряча их тела за кадром. Он навеян последним показом коллекции одежды итальянского модного дома. Тогда режиссеры превратили подиум в операционную с хирургическим столом, а модели демонстрировали одежду, держа в руках копии собственных голов в качестве аксессуара. Помимо отрезанных голов, модели Gucci позировали на подиуме с муляжами змей и драконов. Пользователи социальных сетей в погоне за популярностью решили стилизовать модную тенденцию под свои нужды. На снимках они держат в руках головы знакомых, имитируя, будто их обезглавили. Изначально позирование с отрезанными головами запустили популярные модные блогеры, затем их идею подхватили подписчики. 26 февраля российский рейтинг бесплатных приложений в App Store возглавляет GetContact. Сервис, который показывает, как пользователи записаны в чужих телефонах, за неделю стал популярнее, чем Telegram и приложение Сбербанка. Динамику популярности можно проследить и по данным Google. Доказательство успеха GetContact – это сторис со скриншотами в Инстаграме. Однако Роскомнадзор призвал россиян не быть доверчивыми и не устанавливать на свои смартфоны новое популярное приложение. Эксперты призывают пользователей подумать, готовы ли они раскрыть другим людям содержимое своей телефонной книги, а также рискнуть передать личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее как угодно. Роскомнадзор указывает, что данные могут попасть коллекторам, мошенникам, вымогающим деньги обманным путем, финансовым брокерам, навязывающим невыгодные вложения средств и прочим злоумышленникам. Известно, что приложение уже запретили в Казахстане, а туториалы с пошаговой инструкцией, как удалить приложение, уже появились в YouTube. Недавно пользователь Twitter посетил морской парк Авашима, расположенный к югу от Токио. Там он решил немного развлечь местных жителей. Возле загона с пингвинами он достал игрушку йо-йо и начал мастерски ее раскручивать. Пингвины, стоявшие за стеклянной загородкой, стояли как загипнотизированные и вращали головами, стараясь поспевать взглядом за забавной вещицей. Настоящий талант всегда найдет почитателей, и что такого в том, что иногда ими становятся пингвины? Это были мобильные новости, которые делаете вы сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Отмечайте нас по хэштегу Якутия, _24 и МОП-новости, Як24. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели. Здравствуйте, меня зовут Зарина Кривошапкина. Я занимаюсь готовкой, готовлю, и у меня своя кулинарная студия. Я по образованию дизайнер-график, окончила Институт современного искусства, и поиск себя у меня начался, поиск себя. Думала, как что делать. Мне просто, если честно, на одном месте сидеть не получается. Я человек активный, в движении, и перспективу сидеть за компьютером, и мне это как-то не видела себя в этом.
А потом выяснилось, что когда мне грустно, я готовлю. И все это время мне было грустно, я была в поисках себя, и я много готовила. Потом пошла учиться на кондитера здесь, техникум сервиса и услуг. 2 месяца отучилась, и потом пошла для практики, работала в шоколаднице, в сладких мечтах. И считаю, что все должно делаться с душой. Вот. Например, на медика долго учатся. Я думаю, тоже на повара должны также учиться. Ну, хотя бы знать, что они делают. Ну, и даже это очень важно. Каждый день кушаем. А наше здоровье, наше состояние, это зависит полностью от правильной еды. Идея, у меня идея изначально готовить из здоровой еды, это из натуральных продуктов. Вот. И потом поняла, что вот взрослому не рассказывая, привычки питания поменять взрослому человеку, это слегка трудновато, потому что мы выросли все на маргарине, на растительном масле, это моя прям такая больная тема. Вот. А так дети очень легко все воспринимают, и с надеждой на то, что вот я, например, расскажу одному ребенку, как правильно готовить еду, он будет воспитывать своих детей. И вот у меня идея вырастить, может быть, здоровое поколение. Вот. И, можно сказать, многие рецепты популярных блюд, например, паста карбонара, лазанья, синнабоны. Ну, вот это вот блюдо, которые люди думают, ой, это же тяжело готовить, мы же только это покупаем в ресторанах. А я это рецепты все адаптировала под наши продукты, что каждый может готовить. Вот. Легко, доступно и, главное, безопасно. Например, рецепт капкейков, который мы сейчас делаем, я разрабатывала полгода. Каждый день делаешь, что-то подходит, что-то не подходит. Это был еще 13-й год, да, 13-й год, когда я только начинала. И каждый день я готовила, каждый день была недовольна тем, что как получается. И много что убирали, много что добавляли. Вот. И сейчас вот этими рецептами прям горжусь. Макаронс, когда готовила 50-й раз, и они у меня не получаются. Это прям очень капризные пирожные. Например, вот когда в дождь нельзя готовить макаронс из-за влажности. Когда у вас с настроением не то, тоже не готовите, потому что они это все чувствуют. Ну, готовлю всегда с удовольствием. И каждый раз, когда мы здесь готовим бисквит, я также радуюсь, как в первый раз, когда он поднимается. И эта радость, счастье не меняется. Я утром, например, в 9 выхожу, и хочу еще раз тянуть время, потому что время очень быстро идет. Тайм-менеджмент, конечно, работает, да, все это успеваешь, но еще хочется всегда идеально делать. Еда – это искусство, и еда включает в себе, можно сказать, вообще все профессии. Это как химик, биолог, врач и так далее. Понятие того, что если кушать правильную еду, то это и есть лечение, это и есть не болеть. Ну, такие понятия. Вы смотрите еженедельную итоговую программу «Якутия. День за днем». В материалах наших корреспондентов расскажем о главных событиях в Якутии и за ее пределами. В студии Александр Лысак. Добрый вечер. Итак, нас никто не слушал. Послушайте сейчас цитата Владимира Путина, которая запомнится надолго. Действительно, послание президента страны на этой неделе слушали многие. Не только простые жители России, чиновники, губернаторы, а внимательнее всех были западные партнеры, особенно Госдеп США и Пентагон. Однако об этом чуть позже. Послание сдвинули почти на 3 месяца вперед. Возможно, из-за тщательной подготовки Георгиевский зал Кремля сменили на центральный манеж. Вместо золотых колонн экраны с инфографикой. Само выступление продлилось 2 часа, обычно около 60 минут. Началось послание с отставания, в том числе технологического, которое грозит стране, если не создать дополнительные условия для развития. Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого, не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. И вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом.
именно отставание. Вот главная угроза и вот наш враг. Если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм иногда часто этого и не чувствует. А как предупредить болезнь? Начать с демографии, хотя после провала в 90-е годы это сложно. Сегодня пожинаем плоды. В 2017-м численность трудоспособного населения сократилась почти на 1 миллион. Путин не скрывает, тенденция сохранится. Это может стать помехой для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Сперва нужно окончательно решить проблему с детскими садами. В ближайшие 3 года создадут 270 тысяч мест в яслях. Регионам выделят 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. В целом, за предстоящие 6 лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей. Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра. Это на 40% больше, чем за предыдущие 6 лет. В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей. И в России, как известно, 2 беды. Путин затронул в послании одну из них – дороги. Коснулся региональных и муниципальных трасс, и их состояние вызывает большие вопросы. Наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП. В общей сложности в предстоящие 6 лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России. Направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много. Имея в виду, что в 2012-2017 годах мы на эти цели направили с вами 6,4 триллиона рублей. Тоже большая цифра, но нужно 11. Там же в Центральном манеже озвучили и другую цифру. К 2024 году быстрый доступ в интернет должны получить практически все. Как жители мегаполисов в Центральной России, так и население небольших поселков на Крайнем Севере. Говорил Путин об Арктике, Дальнем Востоке, развитии Северного морского пути. И резонный вопрос, а где на все эти масштабные проекты взять деньги? Во-первых, повысить эффективность государственных расходов. Во-вторых, привлекать частный капитал для финансирования крупных проектов. Но вторая половина послания президента стала, наверное, самой обсуждаемой, особенно в иностранных СМИ. Отдельный блок был посвящен новейшим разработкам оборонной промышленности России. Начал Путин с предыстории, когда в начале нулевых США вышли из договора о противоракетной обороне, тогда нарушился баланс. Штаты уже развернули системы ПРО на Аляске и в Калифорнии. 2 района в Румынии и Польше уже заняты НАТО. Россия оказывается в кольце, и чтобы обезопасить наши границы, была создана межбаллистическая ракета «Сармат». Она придет на смену другому комплексу «Воевода». Вес «Сармата» более 200 тонн. Если дальность полета «Воеводы» 11 тысяч километров, то у «Сармата» таких ограничений просто нет. Ну а в недрах кабинетов ученых и инженеров появилась и другая уникальная разработка – малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка. Ее размещают в корпусе крылатой ракеты Х-101. Она неуязвима для всех действующих систем ПВО, утверждает Путин. Выяснилось, что первый пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой уже состоялся в конце прошлого года. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения, стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой. Видео, пожалуйста. Обход рубежей обороны показываем. Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают.
Ну а под конец Путин напомнил, что Россия никому не угрожает, планов использовать весь потенциал в наступательных, а тем более в агрессивных целях нет. На следующий день начали писать, что кроме Пентагона и Госдепартамента США никто бурно не отреагировал на послание, но в данной ситуации не нужна реакция. Есть сообщение, его должны услышать, отвечать не обязательно. Главное, чтобы поняли и с первого раза. Здесь подойдет цитата политолога Александра Рара, которая приводит одно из интернет-изданий. «Психологическая обстановка вокруг России ужасная. В СМИ Россию обвиняют, что она засылает киберармии в западные страны, что Министерство иностранных дел является чуть ли не организованным наркокартелем, что только русские спортсмены принимают допинг. Создается массовое давление на страну, и я думаю, что это был продуманный шаг со стороны президента. Он был сделан, чтобы начать новую дискуссию. Воспримите нас всерьез, и мы перестаем шутить». Конец цитаты. Ну а среди первых слушателей президентского послания был и руководитель Якутии Егор Борисов. Он отметил, что важная часть выступления была посвящена теме развития Арктики, Дальнего Востока и технологическому прорыву. Мы все понимаем, в том числе и якутяне, о том, что слово «прорыв» несколько раз прозвучало в послании президента Российской Федерации. И прежде всего они связаны с технологическими процессами. То есть, если мы сегодня хотим развиваться, достичь новые какие-то рубежи, то прежде всего должны понимать, что речь идет о технологических процессах, которые нам необходимо принимать, развивать и, соответственно, на них опираться. Во-вторых, мы понимали, что производительность труда, она всегда была основой экономики, любой экономики, даже социалистической экономики. А мы сегодня работаем в условиях так называемой рыночной экономики. Здесь каждое действие связано с производительностью труда. То есть наше развитие будет определяться трудом конкретным. Ну, отдельное внимание в послании было уделено новым технологиям, которые должны упростить нашу жизнь. Власти обязаны поддержать высокотехнологичные компании и выстроить благоприятную среду для стартапов. Что для этого нужно? Об этом мы поговорили с Анатолием Семеновым, генеральным директором технопарка «Якутия». Давайте вкратце о послании Владимира Путина. Что ждали и что в итоге услышали? Ну, послание президента – это очень важный сигнал в общество всегда. И, естественно, поэтому к этому такое большое внимание, столько много прессы, столько много обсуждений. Я даже вот считаю, что вот это послание было не только послание Федеральному собранию, это такое послание вообще всему человечеству, мне так показалось, да? Я вот то, что хотел услышать про инновации, я услышал, потому что если тренд на инновации был это 11-12 год, то в последнее время это свалилось на импортозамещение, на местное производство. То есть мне очень радостно услышать, что все-таки тренд на поддержку стартапов, на поддержку науки, на поддержку инноваций, на вывод их на зарубежные рынки. И более того, мне очень понравился тезис, когда он сказал, что нужно создавать условия не только для своих, но и для молодых ученых из других стран, да, и стартапов из других стран. Это вот колоссальный, считаю, вызов, то есть это смена парадигмы, потому что если мы все время строили инфраструктуру только для себя, то есть только для российских или якутских стартапов, то это вот одна из тоже моя мечта, чтобы в тот же Якутск или другие технопарки приезжали стартапы там из Южной Кореи там, или из Китая, или из Европы, или из Америки. Это очень крутой посыл. Второй посыл в том, что поддерживать все-таки нужно, чтобы к нам приходили стартапы, нужно поддерживать и в том числе и школьные технопарки, такие проекты как Quantorium, Sirius, и это безусловно правильно. Якутия в этом плане не отстает. Вы знаете, что в прошлом году у нас был открыт Quantorium, открывается сеть политехнических школ. В Якутске у нас открыты 5 детских технопарков в школах города Якутска, и я думаю, что этот тренд будет продолжен. Ну вот есть такой общепринятый тезис, популярный среди обывателей, что если вы создаете инновационное какое-то предприятие, инновационную компанию, занимаетесь инновациями, а почему нет результатов сию минуту? Да. Мне кажется, нужно донести до людей как раз еще после послания, да. Нужно людям объяснять, что инновации сразу не появляются. Спасибо, Александр. Вот на самом деле есть хороший кейс Финляндии, когда Финляндия в 70-х годах начала создавать тоже инфраструктуру, там такие города, как Оулу, это целый город-технопарк, это один город-технопарк, да.
с маленького 50-тысячного города они там превратились уже почти 500 миллионов, нет, 500 тысяч человек, полмиллиона человек там сейчас живет, да, и они планомерно в течение 15-20 лет вкладывались в эту инфраструктуру, в проекты, то есть сделали акселерационные программы. И, конечно, у них появились такие компании, как Nokia. Да? Поэтому для того, чтобы развивать инновации в регионе, нужно два основных фактора – это деньги и терпение. Да? Понятно, что, как говорится, нанороботы в первый же год работы технопарка не выйдет, но если говорить про конкретные кейсы, которые сегодня у нас есть в технопарке, есть компания Gross, которая создала искусственный интеллект. Сейчас все говорят про цифровизацию, а мы сейчас в тренде, потому что вот это так называемый machine learning или data science, да, когда умные машины уже пишут книги, создают там, делают целые колл-центры, да, когда они принимают решения. И вот наша компания, она, работая с медиками, с радиологами, обучила машину делать анализ компьютерной томографии печени. То есть пока это компьютерная томография печени, в дальнейшем это будет МРТ мозга, флюорография легких и прочее, прочее. Сегодня уже этим стартапом заинтересовался Росатом. Вот. И сидя в Якутске, ребята вот у нас разрабатывают искусственный интеллект. То есть у нас есть уже форсайтные проекты, но для этого нужно, конечно же, больше инвестиций, больше партнеров зарубежных. То есть мы идем правильным курсом, и вот с этим посланием есть надежда, что и финансирование этих проектов тоже продолжится. Административными преобразованиями явно увлеклись. Так Путин прокомментировал повальное закрытие лечебных заведений в небольших поселках. Выстраивание эффективной системы здравоохранения чуть не обернулось катастрофой. Людей оставили практически без медпомощи. Теперь в населенных пунктах с населением от 100 до 2000 человек в ближайшие 2 года создадут фельдшерско-акушерские пункты. В поселке, где не больше 200 жителей, будут заезжать мобильные медицинские комплексы. Но ждет запуска и реабилитационный центр для детей с инвалидностью в Якутске. Официального открытия с перерезанием красной ленты в учреждении еще не было. Но первых посетителей здесь уже принимают. 22 января на реабилитацию пришли 40 детей. Пока только из Якутска. Но это лишь начало, уверяют в центре. Саргалана Захарова о современных методах терапии. 6-летние двойняшки Уля и Ярик на первый взгляд самые обычные дети. Так же, как и все, любят играть, веселиться, случаются и капризы. Но это все нормально для маленького ребенка. И не подумай, что еще в 2,5 года им поставили диагноз «задержка речевого развития». С тех пор семье приходится нанимать дорогостоящих специалистов и ездить в центры на реабилитацию, из которых самым близким до сих пор считался только Сувак в Нейрунгри. Суваги тоже очень прекрасно все, но далеко ездить, я хочу вам сказать. И детям переносили очень трудно дорогу. Во-первых, самолетом. Не каждый ребенок вот такой вот сможет сесть в самолет. Они боялись самолета, в общем-то. Ирина не может не нарадоваться новому центру. Светлый, современный, а главное здесь, в городе. Все специалисты проходят обучение и повышают квалификацию. Работа не только с сотрудниками, но и с родителями. В частности, форум, который прошел в эти дни, был направлен именно на последних. Очень часто у нас так бывает, что родители остаются один на один со своей проблемой. Это неправильно. Надо найти специалиста. Они есть в нашей стране. Сейчас к вам это стало еще ближе. У вас вот теперь появился центр, в котором будут современные технологии. В рамках форума проходят мастер-классы и консультативная работа. В учреждении есть все необходимое оборудование для этого. Некоторая часть уже установлена, но впереди еще немалый фронт работы. Очень богатое будет у нас физиолечение, физиокабинет полностью будет обставлен. Будет там и парафинолечение, и магнитолечение, и светолечение. Сейчас идет установка прибывшей техники. Специалисты работают в кабинетах энцефалограммы, магнитной терапии, офтальмолога. Что касается последнего, то здесь будет проходить не только диагностика, но и лечение. Тут есть и светолечение, которые неврологические проблемы можно исправлять. Ожидаем еще не одну партию поступлений, говорит директор центра. В конце прошлого года в фонде будущих поколений изыскали дополнительные средства на закупку высокотехнологичного оборудования. Размер поддержки – 150 миллионов рублей. Когда обживутся полностью, центр сможет принимать со всей республики порядка 3000 детей в год. Он рассчитан на 250 мест, из которых 100 для круглосуточного пребывания детей и их родителей. Мы ждали этого очень долго. И мы очень
надеемся, что с открытием реабилитационного центра у нас появится очень много высококвалифицированных специалистов, которые комплексно будут смотреть вообще на реабилитацию ребенка. Сегодня проходят реабилитацию самые первые воспитанники. Одно из самых любимых занятий проходит в сенсорных комнатах. Там игрушки есть. Здесь, в этой сенсорной комнате, есть все для того, чтобы ребенок смог научиться справляться с любыми задачами, которые встречаются перед человеком в обыкновенной жизни, даже с такими, как открыть дверь с любыми замками, узнавать на ощупь различные поверхности. Но если мы пройдем чуть дальше, то мы попадаем в темную комнату. А в этой комнате лечение проходят дети с определенными диагнозами, такими как аутизм и гиперактивность. Они в темной комнате успокаиваются. Да, это у нас там фотооптические, вот, например, есть, да, цвета такие. Например, у нас есть там сказочная галактика, сказка террора. Ну, получается так, что ребенок там успокаивается. И таких помещений на первом этаже целых 4. У каждого свои функции. Разграничения по возрасту тоже есть. В скором будущем появятся еще и кабинеты Монтессори, программы социализации ребенка, признанной во всем мире. Раннюю помощь должны оказать медицинская реабилитация, конечно же, социальная реабилитация в части социализации, и чтобы наши дети получали и, значит, достойное образование, и основное, и дошкольное, и профессиональное. Если на текущий год план стоит провести реабилитацию 3000 детей, то со следующего 2019-го центр будет принимать по 3500 пациентов в год. Это в полной мере обеспечит потребность республики в реабилитационной помощи. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Сейчас короткая реклама. Вернемся ровно через 2 минуты и продолжим подводить итоги недели. Это Якутия день за днем. Подводим итоги недели. Повысить стоимость акцизов на табак и алкоголь собирается правительство России. Это коснется продукции, которую завозят на территорию страны из-за границы. Акцизная марка на алкоголь вырастет на 150 рублей и составит 1850 рублей за партию в 1000 штук. Это связывают с ростом курса валюты и индексацией зарплат. Главное, чтобы это не отразилось на другом показателе. По данным «Трезвой России», 80% алкоголя, который продают в мелкой рознице, является контрафактным. Масштабную проверку общественники организовали в 60 регионах России. В Якутске ситуация с контрафактом не настолько явная, проблема в другом. В веренице алкомагазинов, баров, ночных клубов. В столице региона даже появляются целые микрорайоны, где подавляющее число предпринимателей занимается лишь
торговлей горячительными напитками. Сунхуадзян, она же Сунгари, река в Китае, растянулась на 2000 километров. Сегодня это самый крупный приток российского Амура. В интернете сотни видеороликов. Туристы наслаждаются видами Сунгари. В Якутске тоже есть Сунгари, только не река, а ресторан. Известен не живописностью или внутренней отделкой. Злачное место – один из бесспорных лидеров по количеству совершенных преступлений в развлекательных заведениях столицы. Этот ресторан – одна из самых известных точек пьяного округа. Так с недавнего времени называют улицы Жарницкого и Рыдзинского. Причины просты. Только на Жарницкого 9 мест продажи алкоголя. Маркеты, пабы, рестораны, клубы, кафе. Каждому клиенту привет от зеленого змея. Соседству с алкоточками не рада Дина. Многодетная мама вечерами старается не выходить из дома, иначе можно столкнуться с посетителями злачных заведений. В этот район девушка переехала 11 лет назад. Когда-то родную улицу сегодня не узнает. Буквально недавно же они стали открываться. До этого все было нормально. Мы хотим реально отсюда уже переезжать. Даже если здесь поставить где-нибудь скверик, да, этот скверик, он вот этими вот людьми, которые ходят в эти питейные заведения, он обязательно будет испорчен. Здесь же печально известный зодиак. Драки между посетителями, зимние побоища с охраной, поножовщина. Стены ночного клуба видели многое. Сунгари и Зодиаку до лидерства преступной статистики, уверяют полицейские, еще далеко. За январь текущего года было возбуждено 21 уголовное дело в отношении посетителей увеселительных заведений. Лидерами является рок-бар «Легенда», в котором совершено 13 уголовно наказуемых преступлений. В заведениях «Зодиак» и «Сунгари», расположенных на одной улице, за январь 2018 года возбуждено по одному уголовному делу. Местные жители отмечают, преступное лидерство – дело времени. Очень много, конечно. Желательно бы половину убрать отсюда. Контролирующие организации должны это все контролировать, наверное. Пройтись, там маленький, вот думаешь, гараж, нет, это еще питейное заведение. Ну, может, многовато, но мне, как сказать, я говорю, я безразличен к этому. Зачем так много точек-то? Оно совсем нам не нужно. Тут бы хотя бы, разбили бы что-нибудь зелененькое. Растут как грибы, добавляют люди. Большая часть точек находится у автобусных остановок. Мимо не пройдешь. Пивной бар со звучным названием «Разливные напитки 24 часа в сутки». Кажется, что это жилой дом, но глаза обманывают. По документам административное здание, нарушений нет. Однако воспитанников и преподавателей детского подросткового центра неподалеку эта новость мало утешит. В центре занимаются 800 детей. Рисование, кукольный театр, танцы, игра на музыкальных инструментах. Воспитанники – победители творческих конкурсов. Преподаватели сокрушаются. Жаль, что дипломы не могут закрыть места продажи алкоголя. Это опасно для детей, тем более зимой очень до 7 часов иногда некоторые занимаются, вот старшеклассники, и они выходят на остановку и могут попасться не очень хорошая компания. За это мы беспокоимся за своих детей. Не выдавать лицензию предпринимателям мэрия не может. Если стоит одна алкоточка, то ограничить вторую не получится. Буква закона. Однако, уверяют городские чиновники, есть другой способ борьбы. Нужно сейчас проверять целевое назначение этих земельных участков. Потому что не может быть, что все объекты, которые там располагаются, целевое назначение имеют торговля. Поэтому в этом плане, конечно, тоже работа ведется. Единственный минус такой работы – время. Доказывает, что земля не предназначена для торговли, придется через суд. Пока Фемида будет решать судьбу алкоточек, пьяный округ вполне может превратиться в пустой район. Жителей не останется. Все просто переедут, так и не дождавшись решения проблемы. Александр Лысак, Василий Слепцов, Илья Сыромятников, Григорий Охлопков и Владимир Павлов. Якутия. День за днем. В Якутии стартовало досрочное голосование. Оно продлится до 17 марта. Выбирают президента России жители труднодоступных территорий из 29 районов, в том числе Момского, Тампонского, Верхоянского и Булонского.
Подготовка заняла 6 месяцев, завозили избирательную документацию и специальное оборудование, составляли списки голосующих. Наш корреспондент Юлия Михайлова на вертолете, снегоходе и оленей упряжки отправилась с членами избирательной комиссии в отдаленные районы Жиганска и Кобяя. Олени – главное богатство жителей Севера. Это домашние олени. Их берегут, как зеницу ока, и стараются приумножить. А живут оленеводы и содержат свои семьи за счет охоты. Добычу продают или меняют на ГСМ. На вырученные средства закупают продукты, охотничье снаряжение, снегоходы. От нового президента ждут, что их жизнь станет лучше. Поэтому голосуют все как один. Первыми в Кобяйском районе голосуют оленеводы кочевой родовой общины Нерыгет. Члены участковой избирательной комиссии организуют все необходимое для того, чтобы голосование состоялось. И оленеводы отдадут свои голоса за того кандидата, который достоин возглавить страну. 18 марта оленеводы будут находиться вдали, в нескольких сотнях километрах от ближайшего избирательного участка, который расположен в селе Себян. Поэтому голосование проходит досрочно. В эти дни мобильные участковые избирательные комиссии побывают в каждом оленеводческом хозяйстве. В Кобяйском районе они расположены друг от друга в 30-40 минутах полета на вертолете. На севере это самый дорогой вид транспорта, но голос каждого избирателя на вес золота. С собой у членов участковых избирательных комиссий урны для голосования, бюллетени, информационные материалы о кандидатах в президенты страны. За день полетов проголосовали 13 оленеводов. По списку у нас 494 избирателя. Сегодня первый день голосования, и мы сделали облет по 3 точкам. Это община Ильджеткей, 6-е стадо и 2-е стадо. Проголосовало больше 10 человек. Каким должен быть президент? Хороший, добрый, чтобы деньги надо платить на это. А то нам-то не хватает денег. Сколько у вас членов кочевой родовой общины? 3 оленеводы, и все, и 1 чуб. Угу. И вы пасете сколько оленей? 600 голов. А где они находятся, олени? Вверху. То есть это сколько километров примерно отсюда? Да, 2 километра. В кочевой родовой общине Нерыгет 638 оленей. Смотрят за стадом вчетвером. Остальные члены общины в отпуске в селе Себян. Там же жены и дети оленеводов. Собираются в стойбище все вместе только летом. Быт оленеводов мало изменился за последние десятилетия. По-прежнему живут в палатках или зимовьях. Рядом на высоких сваях хранилища для продуктов и одежды. Из примет нового времени – солнечные батареи или переносной двигатель. Электричество заменило свечи. Пару часов работает телевизор. Снегоходы добавили мобильности оленеводам. Единственный их минус – требуется много топлива. В ГУПе Себян около 6 тысяч оленей. Это одно из крупных хозяйств республики. По несколько сот голов и в каждой из 6 кочевых родовых общин. Всего оленей в Кобяйском районе 10 тысяч. В соседнем Ивенкийском, Жиганском районе общее поголовье оленей 2778. До конца года хотят увеличить свои стада еще на 200 голов. Но все старания оленеводов сводят на нет хищники. Буранами там обходим там и смотрим. Когда этот волки придут, мы их разгоняем туда дальше, чтобы на стадо не привлекались. На волков охотитесь? Охотимся. Ну, зимой одного убили здесь, прямо здесь. Ну. Прилету вертолета радовались все оленеводы. Переполох взволновал и четвероногих. Обычно такое случается раз в год, когда детей-кочевников собирают в школу. Поэтому вертолетом стараются привезти, кроме свежей корреспонденции, все самое необходимое – пополнить запасы продовольствия. Обратно везут добытое. На это целый год будет жить семья оленевода. Конечно, несметных богатств от такой нехитрой экономики не скопить. Но по-другому они не могут. Так жили их предки. Это то, чем хочет заниматься молодежь. После 18 марта, дня выборов, все ждут хороших перемен в отрасли. Юлия Михайлова, Павел Пахомов, Мария Аполлонова. Специально для программы «Якутия. День за днем». Телеканал «Якутия-24». Изначально проголосовать досрочно должны были 18 тысяч якутян, однако Эльвира Мерикянова, секретарь Республиканского центра избиркома, заявила в интервью нашему телеканалу: избирателей гораздо больше и списки постоянно расширяются.
Возникает вопрос, как выстроена работа по досрочному голосованию между Центризбиркомом Якутии, территориальными избирательными комиссиями и участковыми избирательными комиссиями. Организация досрочного голосования начинается на самом деле еще осенью. У нас в марте, 18 марта выборы, а работу по организации досрочного голосования наш Центризбирком начал еще в конце сентября, в октябре. Потому что в конце октября, в начале октября уже выясняются маршруты, по которым нужно будет проводить досрочное голосование, поскольку в этих местах, пунктах обычно работают или оленеводческие стада, или коневодческие базы, или находятся охотники, метеорологи, гидрологи, геологи. Пунктов досрочного голосования несколько сотен. Да. Как составляются такие огромные списки, и при этом в одном пункте 1 человек, в другом пункте 5 человек, то есть не так много избирателей. Если это гидрометеорологическая база, там может быть может быть и 1 человек. Поэтому, вот у этого человека есть конституционное право выбирать. Поэтому мы должны обеспечить ему это право. На основании запроса территориальной избирательной комиссии главы составляют уже подробный перечень тех, кто может именно ближе к 18 марта оказаться в каких-либо отдаленных местностях. В нужном месте, в нужное время. Да. А может же произойти такое, что, допустим, член участковой избирательной комиссии приезжает на место, условно, на вертолете, на буране, на санях приезжает, а условного оленевода нет на месте. Что тогда делать, получается? Время, деньги, ресурсы потрачены впустую? Дело в том, что на самом деле вы говорите, что вы совсем недавно приняли перечень мест, постановление. Это же происходит неспроста. Мы проводим на основании тех заявок, которые были получены еще осенью, несколько еще корректировок. Каждый месяц, ежемесячно мы уточняем места, где могут находиться наши избиратели. И поэтому такого, что прилетел вертолет, и там не оказалось вообще людей, не бывает. Например, вчера у нас буквально, такой пример. Мумский район, село Хону, прилетел вертолет полярной авиалинии. Командир уже сходил вчера в территориальную избирательную комиссию, ознакомился с маршрутным листом. То есть у него он уже заранее был. Потом они вышли и на проводников, на местную администрацию. И сегодня уже уточнившись, летят со СЫР. И там будут уже в нескольких пунктах, где точно есть наши избиратели. Вертолеты так или иначе достаточно редко попадают к условным оленеводам, в условные пастбища, стойбища. Неужели к ним члены участковых избирательных комиссий просто полетают с бюллетенями и с урнами для голосования? Доставляют ли какие-то грузы, которые достаточно важные бывают, медикаменты, например? На самом деле, вообще-то законом определено, что мы не можем взять иной груз, но все равно приходится, конечно, под наши условия подстраиваться, и поэтому в этом году у нас были тоже обращения, что надо попутно завести медикаменты, продукты первой необходимости или еще взять больного человека из этого, например, места, Поэтому мы тоже это учитываем, и заранее было наше обращение в Центральную избирательную комиссию России, и нам разрешили взять такой иной социально значимый, так называемый груз. То есть это медикаменты, продукты питания, вакцины и при необходимости, конечно, остро нуждающихся больных. Опять же, о взаимодействии с органами местного самоуправления. Бывает ли такое, что опаздывают с предоставлением списков? Это есть. Не то, что опаздывают, а дело в том, что у нас все время выясняется, например, в этом году достаточно много нефтегазовиков и нефтегазовиков, вахтовиков заезжает. Поэтому тоже были уточнения до последнего момента, и происходят они и сегодня, в данный момент. То есть, получается, если мы в начале кампании заявляли о том,
ну не в начале кампании, да, когда началось у нас досрочное голосование 26 февраля, заявляли о том, что у нас около 19 тысяч избирателей будет досрочно голосовать, то на сегодня у нас уже 22 тысячи с лишним человек числится в этих списках. У нас досрочное голосование завершается 17 марта, поэтому, конечно, уточнение будет до самого последнего все равно. И если к нам поступает заявка от ТИК, то мы уже это дело согласовываем, дополнительно вносим изменения в наше постановление, где указан перечень пунктов, и направляем в территориальную избирательную комиссию. Там принимается решение, и то есть организовываем опять-таки досрочное голосование, то есть обеспечиваем человеку его конституционное право. Якутия уже не первый год голосует досрочно на различных выборах различного уровня. Это было и на выборах главы региона, и, получается, на выборах президента голосуем досрочно. Оправдывает себя вот такая система? Здесь речь не должна идти о том, что она оправдывает или не оправдывает. Да? На самом деле это обеспечение избирательных прав гражданина. Это права человека. Вот. То есть мы человеку даем возможность реализовать свое конституционное право, выбирать. Независимо от того, где он находится, да. На каком расстоянии, все равно долетите, доедете, доберетесь. Да, долетим, доберемся, доедем. И даже пешком в некоторых маршрутах на летних бывает и такое. Сейчас короткая реклама, и ровно через 2 минуты расскажем о парке ветряных мельниц в Тиксе, уборке снега в Алдане и развитии детского хоккея в Якутии. Вы смотрите Якутию день за днем. Продолжаем подводить итоги недели. Сергей Цивилев, гендиректор угледобывающей компании «Колмар», назначен заместителем губернатора Кемеровской области. Пост оставался вакантным с марта прошлого года. Цивилев будет отвечать за промышленность, транспорт и предпринимательство Кузбасса. Добавлю, что «Колмар» занимается добычей угля на месторождениях Нерюнгринского района. Компания строит в Якутии также 2 комбината – Денисовский и Иннаглинский, а также является основным инвестором территории опережающего развития Южной Якутии. Якутия не первый раз становится кузницей кадров для других регионов. Лев Кузнецов, один из предыдущих руководителей «Колмара», после работы в компании стал губернатором Красноярского края. Илья Михальчук, бывший якутский градоначальник, впоследствии стал губернатором Архангельской области. Можно вспомнить и Павла Бородина, мэра Якутска, который в 90-е годы руководил управлением по делам президента России. Список можно продолжать. Ну а в Тиксе появится парк энергосберегающих ветряных мельниц. Задача – повысить энергонадежность заполярного поселка и снизить зависимость от привозного и часто дорогого дизеля.
Работать мельницы будут на самом экономичном виде топлива – сырой нефти. Документ подписали Якутия, Русгидро и японская компания «Недо». Она займется строительством ветродизельного комплекса. Представители страны восходящего солнца предоставят основное оборудование на безвозмездной основе. Русгидро обеспечит логистику и монтажные работы. До конца этого года завершится монтаж ветроэнергетических установок и линий электропередачи. До декабря 2019-го монтаж генераторов, систем распределения и аккумулирования электроэнергии. Напомню, что для Якутии энергосберегающие технологии не новинка. В Батагае-Верхенского района построена одна из крупнейших в Заполярье солнечных электростанций. Ее мощность 1 мегаватт, оборудование рассчитано на работу при экстремальных условиях и резких перепадах температур с минус 45 до плюс 40 градусов. Комплекс солнечных панелей позволяет экономить Батагаю около 300 тонн дизельного топлива, то есть около 15 миллионов рублей. Пока в Тиксе уже представляют огромные ветряные мельницы, в Ленске, Якутске и Мирном не до фантазий. Уборка снега в самом разгаре. В том же Ленском районе выпало рекордное число осадков. Весеннее половодье все ближе. Не успеют вывести снег, то это скажется на уровне воды. Кристина Якупова проследила за работой коммунальных и дорожных служб. Экскаваторы, бульдозеры, дворники – все брошены на уборку снега. В Якутске вывезли 150 тысяч кубометров осадков. Тротуары и проезжую часть убирают 500 человек и 80 единиц техники. Ежедневно 200 кубометров речного песка выбрасывают на наиболее скользкие дорожные участки, кольцевые и перекрестки. Генеральная уборка нашего города продолжается на протяжении всего дня. На счету каждая лопата и каждая метла. Наряду с тяжелой техникой выступают также дворники, которые очищают от снега скверы, парки нашего города. Мы убираем проспект Ленина, улицу Кирова, Билибина, Три Сосны, улица Лермонтова и улица Ярославского. Активно машут лопатами и в Мирном. От сугробов очищают внутриквартальную территорию и проезжую часть алмазной столицы. Сбрасывают накопившийся снег с крыш и подъездных козырьков жилых домов. Уже начали готовиться к весеннему паводку. Сейчас у нас подрядные организации ушли на уборку внутриквартальных территорий. Уже вторую неделю там работают, на этой неделе заканчивают и потом опять переходят на улично-дорожную сеть. Вот. Другие подрядные организации, извиняюсь, это те, которые нас обслуживают площадя и тротуары, приступили к работе по вскрытию тротуаров от снега с вывозом его на специально отведенную площадку. В Ленске управляющие компании завершают работу по очистке крыш. Предварительно огородив зоны возле жилых зданий, рабочие скидывают снег. Уборка сразу на нескольких домах. Большая часть домов почищена. Вообще на очистку в этом году, и каждый год у нас стоит 14 домов, то есть где необходимо снимать с крыш снег. Да, после этого планы у нас начать очистку дворов. Однако не все так радужно в Ленске. В одном из районов города жалуются на некачественную уборку улиц. Техника подрядчика появляется крайне редко. Дороги как корыто. Асфальта через прессованный снег уже не видно. Возмущаются жители. Улицу почистили первый раз за зиму вообще. Ну и лучше бы ее уже не чистили и не трогали. Нагребли кучи, которые выгребать опять же нам, жителям. Засыпали остановку полностью. Никто не жалуется. Взяли лопаты и пошли. А кому жаловаться? Куда жаловаться? У нас вот так. По словам соседей, те, которые пытались выгребать это все обратно на дорогу, их штрафовали. Причем штрафовали неоднократно, поэтому собираем и вот в одну кучку складываем. Каждый год зима в Якутии преподносит сюрпризы. Коммунальные и дорожные службы постоянно удивлены выпавшему снегу. Основную массу осадков с улиц, проезжей части и тротуаров в городах Якутии уберут в первых числах апреля. Вопрос в другом – успеют ли? Кристина Якупова, Якутия день за днем. Пытаются бороться со снегом и в Валдане. Ключевое слово «пытаются». На обочинах многометровые уже не сугробы, а горы снега. Ежедневно 6 бригад от местной управляющей компании очищают крыши. Однако меньше снега не становится. Сугробы на кровлях достигают 1,5 метров. И ответ городских властей на претензии жителей прост. Приоритет отдан многоэтажным домам. 2- и 4-квартирники откапывайтесь сами. В статье техобслуживания
1 копейка идет на снег. По спецификации росписи 1 копейка идет на снег. Поэтому денег, конечно, не хватает. Есть крыши, которые чистим в этом году уже третий раз. Работы идут, но прошу жителей города поддержать, взять лопаты, где-то помогать, прочищать проходы, откидывать снег от окон и все полностью. А еще самим можно отремонтировать дороги, заняться тротуарами или коммунальными проблемами. Почему нет? Такими темпами снег до потепления не уберут, уверены жители. В очередной раз напомню, основная масса осадков в Алдане выпала 4 месяца назад. В жилнадзоре советуют писать жалобы. В Алдане управляющая компания «Жилремстрой». И они являются лицензиатом, то есть они получили лицензию на управление многоквартирными домами. И, следовательно, они будут нести ответственность как уже лицензиат, и там сумма штрафа до 300 тысяч рублей. Ну и к другим темам. Жизнь в цифровом обществе, свобода или неволя. Таков основной тезис прошедшего в Хабаровске дальневосточного медиафорума. 1200 участников, журналисты, блогеры, медиаменеджеры обсудили, как жить современным СМИ в эпоху цифровизации. Сусанна Рожина продолжит. Цифровое будущее мира и как приспособиться к новым реалиям жизни обсуждались на дальневосточном медиафоруме, который прошел в Хабаровске. Самую футуристическую картину будущего обрисовал доктор социологических наук профессор Дмитрий Гавра. По его мнению, жизнь в полной цифре приведет к расслоению общества на элиту и цифровой пролетариат. При этом представители элиты будут тяготеть к жизни офлайн, а массы продолжат жизнь в цифровой реальности. В простом сетевом пространстве цифровой эксплуатации останется, если угодно, цифровой пролетариат. И это означает, если пользоваться этой самой метафорой, цифровые гетто и аналоговые белые кварталы. Одним из базовых измерений конкуренции будет измерение конкуренции за выход в офлайн. Участники форума пришли к выводу, что переход к социальным сетям неизбежен и уже осуществлен. И необходимо научиться правильно подавать информационный контент, адаптировать его под определенные социальные сети. Именно по этой причине на форум наравне с профессиональными журналистами были приглашены и блогеры, имеющие многотысячных подписчиков в разных соцсетях и которые уже могут самостоятельно формировать общественное мнение. Одним из ведущих спикеров форума стал известный журналист-любитель Илья Варламов. Совершенно точно изменится в ближайшие годы, изменится полностью принцип потребления контента, потому что на сегодняшний момент это вот устаревшая модель, когда есть сайты, когда эти сайты там что-то пишут, она работать не будет, и все это поменяется. При этом Варламов также разделяет мнение социолога о том, что в ближайшем будущем все общество будет жить в цифровом концлагере, где владельцы крупных соцсетей будут формировать цифровую цензуру, которая страшнее, чем госцензура. Я называю это цифровой концлагерь. Так вот, двери цифрового концлагеря, они захлопнутся. И тогда всем будет плохо и всем будет грустно, потому что на месте старого посредника, который был нам так ненавистен, о котором я вначале говорил, у нас появится новый посредник в виде всех этих прекрасных социальных сетей, которые будут влиять на вашу жизнь, они будут влиять на политику, на выборы, на все остальное. Тот же самый YouTube может, руководствуясь своими внутренними положениями, заблокировать любой канал. Но, тем не менее, в ближайшее время необходимо адаптироваться под эти изменения. Так, молодежь уже полностью перешла на площадку YouTube. И по мнению экспертов, охват этой платформы будет только увеличиваться. Играя, образовывать именно тех умных деток, тех, которые тянутся к хорошему, к светлому, потому что очень много ребят, которые смотрят, к сожалению, и делают свою просто основную подписку на дисы, на вот это вот обливание грязью и так далее, да, других блогеров. Это как бы не есть хорошо. Охота, чтобы были яркие лозунги, но чтобы просто за счет вот этого клика на этот пищащий лозунг ребята узнавали о нас через игру,
Особо актуальной темой форума была тема о том, как зарабатывать региональному телевидению в условиях влияния соцсетей. Мы очень хотим социальной стабильности, да, то есть мы очень хотим понимания. Мы хотим, чтобы людей слышала власть и чтобы власть слышала людей. Вот, собственно, в этом ведь основной инструментарий, да, то есть любого телевизионного процесса, любого продукта, да, то есть это диалог, это отражение того, что есть в обществе. Сусанна Рожина, Стас Михайлов, Якутия, день за днем, Хабаровск. На сегодня в рамках 6-го международного турнира по вольной борьбе в Якутске состоялось открытие набережной имени олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. На сессии городской думы в целях увековечивания памяти великого сына якутского народа принято решение о присвоении имени Романа Михайловича Дмитриева набережной на 202-м микрорайоне. Предложение поступило от общественности, а депутаты поддержали. На торжественном открытии приняли участие почетные гости турнира, спортивная общественность и жители города Якутска. Ну и продолжая олимпийскую тему, российским призерам зимней олимпиады в южнокорейском Пхенчхане вручили ключи от новеньких BMW. Это дополнительный бонус за удачное выступление на главных зимних стартах четырехлетия. Стоимость автомобиля варьируется от 3 до 5 миллионов рублей в зависимости от моделей и комплектации. Напомню, Россия по итогам Олимпиады в Пхенчхане завоевала 2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Ключи от автомобилей получила и сборная России по хоккею. Парни стали чемпионами Олимпиады. В финале наша команда со счетом 4-3 одолела сборную Германии. 2 шайбы в ворота немцев забросил Никита Гусев. 1 гол оформил Вячеслав Воинов. И финальную шайбу уже в овертайме забросил Кирилл Капризов. Добавим, что для каждой из команд это была принципиальная встреча. Наши хоккеисты впервые за 20 лет боролись за олимпийское золото. Германия и вовсе никогда не выходила в финал. Нынешний хоккейный турнир на Олимпиаде запомнился и отсутствием игроков НХЛ. Лига решила не приостанавливать регулярный чемпионат на время игр. Итог: ни Овечкина, ни Малкина, ни других известных игроков на льду в Южной Корее не было. Хорошо это или плохо судить зрителям, но если бы НХЛовцы поехали в Пхенчхан, то в сборную России, скорее всего, не смог бы попасть 20-летний Кирилл Капризов. Он, кстати, стал самым молодым игроком команды. Не было бы и финального гола в овертайме. А сколько таких Капризовых по стране, которые ждут шанса? Светлана Федорова решила узнать о развитии детского хоккея в Якутии. Победа российских хоккеистов в финале зимних Олимпийских игр стала толчком для молодых спортсменов. Ребята из хоккейной команды «Полярные волки» теперь стараются забивать шайбу так же ловко, как Кирилл Капризов, и делать броски одной рукой в девятку, как Никита Гусев. Там хорошо играл Гусев и 77-й номер. Они мне придают силы заниматься хоккеем. Я пришел впервые в 3,5 года, и меня привезла мама. Мы ездили с командой в Китай и заняли там первое место. И там я был лучшим игроком матча. Юный вратарь Даниил Белозевских играет в хоккей 6-й год. Ни одну шайбу не упускает из виду. Они много пасуются, они чувствуют лед, друг другу дают. У нас выходы 1 на 1, все так же, как у них практически. У нас должна быть еще больше скорость, тактика какая-то. Я сначала был 2 года игроком, потом уже перешел на вратаря. Мне как-то на вратаре больше понравилось. Вратарь – это половина команды. Якутская хоккейная школа воспитывает игроков уровня континентальной и высшей лиги. На создании профессиональной команды из Якутии говорить еще рано. Республиканская федерация собирается открыть юниорскую хоккейную лигу, которая представляла бы Якутию на всероссийских и международных соревнованиях. В 2019 году будут первые зимние Дети Азии, и 2004 год хоккей будет проводиться по 2004 году. И вот мой возраст попал. У нас команда сборная вместе с нерюнгринскими ребятами. В августе ездили на сборы в Сочи, в Сириус на месяц. В январе съездили на турнир в Новосибирск. Много детей, наборы большие.
есть из кого выбирать. В год 5-10 человек уезжают играть за спортивную школу при командах мастеров. Все бы хорошо, но есть проблема. Для постоянных выездов не хватает денег. Команду хоккеистов вывезти, это стоит порядка 500-800 тысяч на один тур. А если взять каждого возраста, если участвовать на России по 6 возрастам, то представьте, какая сумма вырастет. Юные хоккеисты из Нерюнгри, мальчишки 10 и 11 лет, тренируются как взрослые, с полной самоотдачей. Их тренер переделал дачный участок под спортивно-тренировочную базу. Но дело в том, что с деньгами проблема, а тут и расходов мало родителям. Что такое получается на питание, думаю, пару родителей сюда, чтобы маму тут варили, им готовили все. А мы занимались тут. У нас есть и побегать, и попрыгать, и во все виды поиграть, и в футбол, и в баскетбол, и в ручной мяч, и в хоккей. Хоккей – спорт для настоящих мужчин. Требует сочетания силы, ловкости, быстроты реакции, знания тактики и стратегии. Каждый из юных хоккеистов стремится постичь хоккейную мудрость. Полярные волки сегодня победители первенства Сибири и Дальнего Востока. Но это не повод расслабляться. Во время мартовских каникул у ребят новые матчи. Теперь борьба развернется за путевку в финал первенства России. Еще одна возможность заявить о якутском хоккее на всю страну. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания. Строительство дома на улице Каландрашвили в Якутске затянулось на несколько лет. Без своих кровных и квартир остались больше 80 дольщиков. Большая часть – жителей районов. Велена Монастырева родом из Чурапчи. В долевое строительство еще в 2013 году вступила ее мама. Первые звоночки о том, что строительство затянется, появились еще в 2014 году. Но тогда вроде все разрешилось и работы продолжились. Потом время от времени слышали, что у компании проблемы с финансами. Надеялись, что все сложится, но в прошлом году стройка остановилась. В общем, моя мама вложила в это строительство вместе с ремонтом порядка 4 миллионов рублей. Вошли в ипотеку и до сих пор ее выплачиваем. Но прошлым летом обманутые дольщики организовали свой жилищно-строительный кооператив. И с поддержкой Минстроя республики завершили объект. Новоселье справили как раз в канун Нового года. С июня месяца, получается, начались производиться работы по укладке, получается, блоков, фасадные работы, работы по электрике, ну и все, в общем, отделочные работы. И срок, где-то в течение 5 месяцев, в течение полугода данный объект был сдан в эксплуатацию. Подошли к работам с ответственностью. Подбирали дизайн, цвет помещений общего пользования и даже двери в каждую квартиру с учетом всех пожеланий собственников. Получилось не хуже, чем у элитной застройки, шутят дольщики. Смотрите, как мы решили. Даже в коридоре мы установили зеркало, чтобы вот соседи, мы чувствовали себя здесь уютно, надежно.
Достройка этого дома стала возможна благодаря тому, что строительство остановилось на высокой стадии готовности объекта. Люди проявили инициативу, скинулись деньгами и справили, наконец-таки, новоселье. Но есть и другая сторона медали. Например, когда объект замораживается на самом начальном этапе строительства. Такое произошло и с соседним зданием, второй очередью строительства Северно-строительной компании. Здесь же, на улице Каландрашвили. Вместо 12 этажей всего 2 недостроенных. Вместо новоселья судебные тяжбы и долговые ямы. Десятки дольщиков остались ни с чем. В семье Анастасии за время ожидания сдачи дома произошло двойное пополнение. Вступили в долевку еще в 2014-м. Молодая пара планировала съехать от родителей. У нас уже 2 детей. Надо расширять жилищные условия. Мы не можем, потому что мы вложили все деньги туда. Продали машину. Продали гараж, на первоначальный взнос накопили, родители помогали, конечно же. И мужа родители, и мои родители. И все деньги вложили и остались ни с чем. В такой же ситуации оказался и Максим Слепцов. За недострой ему пришлось выложить порядка 4 миллионов рублей. Вступил в ипотеку. Платежи с процентами приходится выплачивать до сих пор. Квартиру я брал по 78 тысяч рублей за квадратный метр. Просто тогда цены были высокие. И сейчас, получается, уже я мог бы готовое жилье купить по таким ценам. А так, видите, вот что мне досталось. Долгострой, точнее, вообще там никаких перспектив мне досталось. Страховые тоже не спасли. Компании банкроты. Обязательное страхование договоров долевого участия появилось еще в 2015 году. Но, как показала практика, себя этот механизм защиты средств дольщиков не оправдал. Поэтому еще в прошлом году в стране появился компенсационный фонд. Строительные компании перед тем, как привлечь средства граждан, обязаны вносить в него 1,2% стоимости договора. В случае фиаско работ дольщики получат компенсацию из фонда. Пока застройщик не оплатит вот эти средства, то есть не упадут на счет фонда деньги от 1,2% от договора, который заключается, Росреестр не будет регистрировать. И только при наличии внесения соответствующей суммы в фонд Росреестр будет регистрировать договор долевого участия. Таким образом мы уходим от двойных продаж. Также с этого года сократился срок признания дома проблемным. Если раньше для этого должно было пройти не меньше 9 месяцев простой стройки, то сейчас его могут признать проблемным уже через полгода. Изменения коснулись и признания людей обманутыми дольщиками. Здесь стоит отметить, что речь идет о тех участниках строительства, которые заключили договоры еще до вступления в силу новых условий. И также есть такой критерий, как в случае, если есть договор страхования гражданской ответственности, который на текущую дату является действительным, также в реестр пострадавших граждан гражданин не включается, поскольку предполагается, что страховщик может выплачивать в случае неисполнения обязательств застройщика. Также, следуя из поправок в 214 федеральный закон, строители больше не могут привлекать деньги граждан на нулевом цикле. Это дает гарантию, что средства не пропадут на самом начальном этапе. Но на этом еще не все. Вступлением в силу очередных нововведений застройщики в будущем не смогут вести строительство сразу нескольких объектов, заниматься другими видами деятельности, привлекать напрямую средства дольщиков и еще не одно такое ограничение. Строительство будет осуществляться проектным финансированием, что приведет к тому, что количество застройщиков у нас ощутимо уменьшится. То есть те застройщики, которые не имеют материальной базы, не позволят им осуществлять строительство. С одной стороны, уйдут неблагонадежные строители, с другой, возможно, уменьшение объема нового жилья. Уже на 2018 год у нас план немножко снижен, 520 тысяч квадратных метров. Сможем ли мы в 2019 году? Надо посмотреть, во-первых, дождемся июля 2018 года, посмотрим, как, значит, все-таки наши застройщики среагируют на те требования.
и тогда уже будем как-то взвешены. Конечно, есть большие риски. И это коснется не только коммерческого строительства, считают руководители компаний. Многие застройщики осуществляют строительство по договорам о развитии застроенной территории. Это предполагает, что застройщик расселяет один объект и на его месте начинает строительство, а также занимается расселением соседних близлежащих ветхих домов. Это нововведение приведет к тому, что у застройщиков не будет финансов, позволяющих им одновременно строить 2-3 дома, привлекать дольщиков, за счет этих средств расселять переселяемых граждан. И это приведет к тому, что просто-напросто застройщики не смогут выполнять свои функции по договорам о развитии застроенных территорий. Солидарны с ними и в Минстрое республики. Данные изменения в закон одно из самых неприемлемых для наших застройщиков, так как для успешного развития компании необходимо наращивать, наоборот, объемы строительства. А этот закон, наоборот, регулирует, что застройщик должен вести только строительство одного из объектов. Предыдущих поправок было бы достаточно, чтобы в полной мере обезопасить вклады людей, уверены стороны. Но сейчас речь идет о постепенном уходе России от долевого строительства как такового. Взамен ему должно прийти новое понятие, как проектное финансирование. Оно подразумевает под собой работу строительных компаний с возможными покупателями только через банки. Так деньги дольщиков будут поступать на эскроу-счета и находиться там в полной сохранности. В свою очередь банки будут выдавать их строителям под определенный процент. Эти суммы они будут вложены в стоимость квадратного метра. И стоимость квадратного метра жилья будет намного выше, чем она сформировалась до 1 января 2018 года. Как именно будет выглядеть эта часть закона, на деле пока до конца не ясно. В Минстрое страны говорят о льготном кредитовании компаний, но о точных цифрах информации пока нет. Заметим, что на данный момент средства дольщиков покрывают практически половину всех затрат на строительство дома. Кроме того, если сейчас деньги направляют авансовым методом на работы, закупку и доставку стройматериалов, то в будущем и в этой части им придется ограничиться. Совокупный размер авансовых платежей не должен превышать 30%. И вот эти авансы, многие застройщики, во-первых, привозят строительные материалы, это значительный, говорится, объем, и поставщики в основном требуют 100% оплаты. Поэтому вот эта норма тоже будет очень сложно выдержать. Здесь, как считают компании, не был учтен региональный фактор – сложная транспортная логистика, из-за которой увеличиваются расходы на доставку материалов, короткий строительный сезон, который длится в республике всего от 7 до 8 месяцев. Застройщики сегодня примеряют все эти требования, каким образом они будут реализовывать свои права, смогут ли застройщики быть на рынке, останутся ли на рынке, это, конечно, еще время покажет. Есть еще один пункт, довольно жестко регламентирующий перечень застройщиков, которые смогут привлекать деньги у граждан. На момент получения разрешительной документации и на протяжении всего времени возведения объекта на счете компании должно находиться не менее 10% стоимости всего дома. Таким образом, немалый уставный капитал станет гарантией того, что люди точно получат ключи от квартир, а застройщик не обанкротится. Вот эти требования, они прописаны в законодательстве, но каким образом будут применены эти нормы? Дело в том, что надо еще и контрольные органы должны понимать эти изменения. И как будут эти контрольные органы в отношении к застройщикам применять эти требования. С поправками строители станут более открытыми. Их обяжут раскрывать всю информацию о строительстве. Проекты объектов застройщики должны размещать на сайте «Наш дом РФ». Это единый информационный сайт жилищного строительства, который будет работать по всей стране. На нем с проектно-сметной декларацией того или иного объекта сможет ознакомиться любой желающий. Требование такое – проектная декларация.
Проектная декларация, она содержит всю информацию о проекте строительства. В нее включаются все сведения. Конечно же, правоустанавливающие документы, это вот документы на земельный участок, о том, что имеется разрешение на строительство, и есть сведения, полностью касающиеся проекта строительства. Это вот какие квартиры, сколько жилых, нежилых помещений. Все очень подробно расписывается в этой проектной декларации. Таким образом, рынок недвижимости очистится, а понятие обманутых дольщиков в стране забудут. Но будут и свои неоднозначные последствия. Высока вероятность удорожания стоимости квадратного метра. Однако в то же время ипотечные ставки пойдут вниз. Уменьшатся объемы строительства, но разграничится поле деятельности каждых из сторон, заинтересованных в развитии территории. Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Крушельницкий и Брызгалова планируют выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщает ТАСС. Российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что в будущем хочет доказать, что лишение его бронзовой медали зимних Олимпийских игр было случайностью. Напомню, пара российских керлингистов, выступавшая в дисциплине дабл микст, завоевала бронзовые медали в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, впоследствии чего результаты россиян были аннулированы, а медали изъяты. Мы хотим, и я думаю, что будем выступать, мы будем тренироваться. Эта ситуация стала для нас большим шоком. Но мы будем тренироваться и доказывать в следующем олимпийском сезоне, что это была нелепая случайность. Мы постараемся полностью реабилитироваться и показать еще лучший керлинг, сказал Крушельницкий. Россия на Паралимпийских играх в Пхенчхане будет представлена в составе 72 человек. Делегация спортсменов и персонала прошла процедуру регистрации. Россияне будут выступать в статусе нейтральных атлетов, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России. В состав делегации вошли 29 спортсменов и 5 спортсменов-ведущих, которые будут помогать участникам с нарушением зрения. Также были включены 38 сопровождающих и официальных лиц. Отмечается, что МПК продолжает рассматривать возможность допуска к участию небольшой группы других российских спортсменов. Напомню, в конце января Международный паралимпийский комитет объявил о продлении дисквалификации россиян, которая была наложена в августе 2016 года в связи с допинговыми нарушениями на играх в Сочи. Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Продолжая тему допуска, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу заявил, что позиция организации относительно Всероссийской федерации легкой атлетики не изменится, несмотря на недавнее решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, передает ТАСС. Членство в ФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года. В результате российским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. При этом право участвовать в них получают лишь те, кто имеет специальный допуск. В состязаниях 2018 года такое разрешение пока что имеет 22 российских легкоатлета. У нас есть обязанность защищать чистых спортсменов. Пока мы полностью не удостоверимся, что Всероссийская федерация легкой атлетики выполнила необходимые критерии и согласилась с ними, наша позиция не изменится. Решение МОК нельзя примерять на Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, заявил Коу.
Якутянка Ксения Леханова завоевала серебро первенства страны по вольной борьбе и получила право выступить на европейском ковре. Об этом сообщает пресс-служба спортивной борьбы республики. Накануне в Кемерово завершилось первенство страны среди девушек до 18 лет. Участниками старта стали 160 спортсменов из 30 регионов России. Якутия была представлена 6 девушками, из которых лучшим результатом отметилась Ксения Леханова. 15-летняя уроженка Нерюнгринского района по итогам состязаний в категории до 43 килограммов стала хозяйкой серебряной медали. На пути к финалу турнира Ксения одержала 2 победы на туше над представительницами Кемерово и Краснодара. В схватке за золото со счетом 4-6 уступила Алине Сьямовой из Московской области. Таким образом, якутянка не только завоевала серебро, но и стала основным кандидатом в участие в первенстве Европы. Победители турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева получат путевки на первенство России. С этого года традиционный борцовский старт обретет статус отборочного соревнования, передает ЕСЯ. Сегодня на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» стартовал 6-й по счету международный турнир памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. За 3 соревновательных дня на якутский ковер выйдут более 150 спортсменов из 14 стран и регионов России. В их числе победители и призеры первенств мира, Европы и Азии. Якутия представлена 51 борцом. По итогам соревнований лучшие 5 российских спортсменов получат право выступить на первенстве страны без участия на дальневосточных стартах. Также отмечу, что борцы могут выполнить на этом турнире норматив мастера спорта России. Итоги соревнований будут подведены в это воскресенье. Атлеты из Якутии штурмуют самый престижный турнир в мире по кроссфиту. 23 февраля стартовал отборочный этап ежегодного международного соревнования CrossFit Games. За путевки в финал, который состоится 5 августа в городе Сент-Луис, борется ведущий кроссфит-атлет республики Игнат Чамчоев. На стадии квалификации сотни тысяч спортсменов со всего мира соревнуются в режиме онлайн. Каждый четверг на сайте турнира публикуется список упражнений с параметрами их выполнения. Атлеты должны сделать максимальное количество повторов этого плана за специально отведенное время и отправить запись судейскому корпусу для оценки. После первого задания Игнат Чамчоев занимает 37 место в регионе Азия из более чем 6 тысяч участников. Впереди еще 4 раунда, по итогам которых 15 лидирующих участников пройдут следующий этап. Итоги состязаний в регионе Азия станут известны 25 марта. Развитие базы кроссфита в Якутии и успехи местных атлетов не остались незамеченными. Стало известно, что грядущим летом Якутск примет Кубок Дальневосточного федерального округа по кросслифтингу. Эта спортивная дисциплина, схожая с кроссфитом, включает в себя упражнения с пауэрлифтинга, армлифтинга, бодибилдинга и других силовых видов спорта. Специально для организации и проведения турнира в столицу республики прилетит создатель этой дисциплины, призер Олимпийских игр в Пекине по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков. Соревнования пройдут 4 июля в Якутске. Насчет проведения Кубка мы еще договаривались в прошлом году, когда Дмитрий Клоков приезжал в Якутск. И неделю назад я был в Москве, и там мы обговорили детали. Что касается наших спортсменов, у них уже есть опыт выступления по кросслифтингу. Наши девчонки и парни выступали уже на гран-при по кросслифтингу, поэтому, думаю, они хорошо справятся. И наши местные многоборцы и пауэрлифтеры тоже хорошо себя проявят, думаю. Это были новости спорта. Всего доброго.
Здравствуйте, в эфире Якутия-24, новости экономики, в студии Евгений Боженко. Борьба с бедностью станет одним из основных приоритетов нового правительства, считает Владимир Путин. В ближайшие 6 лет уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое, заявил президент в ходе послания Федеральному собранию. При этом бюджетные расходы существенно вырастут, в том числе на здравоохранение и демографические меры. Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция и Германия, заявил Путин. Власти республики намерены расширять работу по трудоустройству местных жителей, заявил глава республики Егор Борисов. Здесь ведется очень большая организационная работа со стороны Госкомзанятости. Реализуется проект «Местные кадры в промышленность». Проводятся регулярные встречи с руководством таких компаний, как «Колмар», «Сургутнефтегаз», «Транснефть». С учетом наших требований были поставлены определенные условия. Считаю, что руководство Госкомзанятости и правительство Якутии установили контакты в вопросах трудоустройства наших людей с соответствующими компаниями. Россия в 2018 году не будет занимать больше, чем планировалось, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Вместо этого Минфин намерен предпринимать макроэкономические меры стабилизации экономики. В первую очередь мы должны переструктурировать объем действующего бюджета на новые приоритеты – человеческий капитал, здравоохранение, образование и инфраструктуру. Все эти направления должны обеспечить более высокие темпы роста – 3,7–3,8, подчеркнул Силуанов. Напомним, в 2018 году у Минфина предусмотрено только 3 миллиарда долларов внешних заимствований в виде евробондов и 800 миллиардов рублей на внутреннем рынке. Еще одно важное заявление федерального Минфина. Ведомство рассчитывает на изменения в налоговой системе страны в весеннюю сессию Государственной Думы. При этом размер налога на доходы физических лиц, НДФЛ, сейчас он составляет 13%, менять не планируется. Напомним, что на днях, выступая на коллегии Федеральной налоговой службы, первый вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил о намерениях модернизировать налоговую систему в России, однако при этом не предполагается значительных изменений в налоговое право. Мнения специалистов о том, когда ставка по ипотеке в России снизится до 7% годовых, разошлись. Напомним, что снизить среднюю ставку по ипотеке до 7–8% вчера призвал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Так, гендиректор агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник сообщил, что ставка по ипотеке в России снизится до 7% годовых в течение следующих 2 лет. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что процентная ставка по ипотеке в 7% годовых будет достигнута, но при этом не назвал сроков. А помощник главы государства Андрей Белоусов назвал датой достижения цели 2024 год. Статистика свидетельствует, что в 2001 году по всей России было выдано 4000 ипотечных кредитов, в 2017 году около 1 миллиона. По данным Центробанка, в 2017 году объем выданных ипотечных кредитов увеличился на рекордные 37% в годовом выражении. Общая сумма превысила отметку в 2 триллиона рублей. Количество взятых ипотечных кредитов в стране в прошлом году приблизилось к 1 миллиону и к концу текущего года превысит 1 300 000. Что касается ставки, то в декабре прошлого года по рублевым ипотечным кредитам ее размер опустился ниже 10%. Якутия получит 1 170 000 000 рублей из федерального бюджета на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Распоряжение о выделении на эти цели 49 миллиардов рублей между регионами подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Республика значится среди получателей самых крупных трансфертов из этой суммы. Средства будут предоставляться в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджетом субъектов Федерации на финансирование создания в регионах дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, говорится в пояснительной записке к распоряжению. 1 марта в России вступил в действие 2-й этап налоговой амнистии. Россиянам простят долги по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. Но только те долги, которые образовались по состоянию на 1 января 2015 года. Индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам можно не платить недоимки по страховым взносам во внебюджетные фонды, а также долги по пеням и штрафам за них. Здесь срок давности еще меньше – 1 января 2017 года. Налоговая амнистия затронет порядка 42 миллионов человек. Общий объем прощаемой задолженности – 41 миллиард рублей. Республиканская лизинговая компания будет создана до 1 сентября текущего года на средства, выделяемые Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом сказал министр инвестиционного развития Якутии Антон Сафронов на своей официальной странице в социальных сетях.
Корпорация провела конкурс по своей программе льготного лизинга оборудования среди субъектов Российской Федерации, и Якутия прошла отбор. По словам Сафронова, индивидуальные предприниматели смогут на льготных условиях приобрести в лизинг высокотехнологичное и инновационное промышленное оборудование, а также оборудование в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Стоимость этого оборудования от 5 до 200 миллионов рублей, сказал Сафронов. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного производства 6% годовых. Срок договора лизинга до 60 месяцев. Японский банк международного сотрудничества заинтересован проектом перевода транспорта в Якутии на газомоторное топливо. Представители банка побывали в Якутске с рабочим визитом и провели первые переговоры с властями республики. Как сообщалось ранее, японских инвесторов также интересуют проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в аграрном направлении. Курс рубля по отношению к мировым валютам в марте, по мнению финансовых аналитиков, будет относительно стабилен. Колебания в ту и другую сторону возможны в пределах рубля или 1,5 рублей. Сезонной динамики не ожидается и после выборов президента. Кроме того, на 23 марта запланировано заседание Банка России по ключевой ставке. И если рынок будет находиться в ожидании дальнейшего ее снижения, то это также подогреет интерес к рублевым активам. Официальный курс доллара на 2 марта составляет 56 рублей 43 копейки, укрепление на 6 копеек. За 1 евро дают 68 рублей 88 копеек, ослабление на 2 копейки. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Пришло время отправиться глубже в горный район. Сегодня нас ждет встреча с дикими бизонами, прогулка по национальному парку «Синяя», поиски древних наскальных рисунков на синьских столбах, море новых впечатлений и ощущений. Окунемся в него вместе! Первый день в горном районе подарил нам массу впечатлений. Мы успели взять уроки игры на древних якутских инструментах. Здорово. Подышать свежим воздухом в местном парке. Мне нравится этот воздух. Пообщаться с молодежью. Ну что-нибудь же есть, расскажите. Не стесняйтесь. И окунуться в фантазийный мир Августины Филипповой. Очень красиво. Сегодня нас ждет движение. Наш железный конь должен пройти расстояние в 170 километров. Ровно столько ехать от Бердигистяха до Бизанария Тымпынай. На это уйдет больше 7 часов. К сожалению, дорога в этих краях любит сюрпризы. Запасаемся терпением и просто наслаждаемся неповторимыми пейзажами из окна. Природа сильно постаралась, чтобы восхитить нас. А бизоны-то где? А? Бизоны!
Тымпынай – это самый большой бизонарий в Якутии. Если, конечно, забыть, что их всего 2, и второй находится в соседнем Хангаласском районе. Началось все в 2009 году. Тогда сюда было завезено 6 новоселов, годовалых телят. За годы количество бизонов увеличилось до 138 особей. Сегодня это огромное стадо. И бывших малышей уже не узнать. Как? Этого просто. Вот этого? Зайчиком? Ну, зайчик без хвоста. Без хвоста. То есть его имя Зайчик? Осенью часть бизона выпустят на волю. У жителей горного района появится реальная возможность встретить таких великанов в лесу. Вот она, настоящая дикая природа. Бизонье удобрения, свежий воздух и самки. Сейчас в распоряжении бизончиков 9 вольеров общей территории в 100 га. Гуляй не хочу. Но кому и куда идти, здесь решает глава стада. Обычно это самка, так как у бизонов принят матриархат. Умные животные, ничего не скажешь. А располагается бизонарий на территории национального парка Синяя. И неспроста. Эту территорию можно считать исторической родиной бизонов, ведь здесь были найдены останки черепа этого древнего животного. Но не только этим знаменит парк Синяя. Здесь более 1000 речушек, свыше 3300 малых и больших озер. Здесь расположены живописные синские столбы, спорящие по красоте с ленскими. Здесь даже есть древние наскальные рисунки. И все это мы должны увидеть. Так что вновь в машину и в путь! Сейчас мы направляемся к туристической базе, рыбацкому домику Веры Кисеревой. Она нас ждет, чтобы показать главные достопримечательности парка Синяя. Это все я снимала. А вот и сама хозяйка избушки, Вера Дмитриевна. Она уже несколько лет проводит экскурсии в этих краях, возит туристов из Якутска на выходные для подледной рыбалки. Вместе с этим устраивает туры по окрестностям и рассказывает легенды. Летом здесь сплавляются по речке Синей. Активности много, а двери домика Веры Дмитриевны всегда открыты для всех желающих. Не успев окончательно проснуться, я отправилась смотреть еще одно чудо якутской природы – Синские столбы. Боже, вот это мощь! Несокрушимый камень. Сколько ему тысячелетий. Синские столбы – это обрывистые скалы, сложенные из известняка. Время, осадки, речная вода и ветер сотворили из камня причудливые формы. Подобные горы были впервые обнаружены в Англии, в графстве Уэльс. Но наши синские ничем не уступают. Они протянулись вдоль речки Синей на 5 километров вперед и расположились между двумя районами – Хангаласским и Горным. Что ты только не видел. Синские столбы часто сравнивают с ленскими, более раскрученными и популярными в Якутии, причем не в пользу последних. Многие уверены, что эти скалы красивее и, более того, интереснее ленских. В витиеватых формах можно разглядеть различные фигуры. Даже человек с плохой фантазией сможет увидеть здесь свою сказку, рассказанную скалами. Место и правда магическое, заряжает необычной энергией. В скалах Синских столбов есть множество пещер. Одни скрыты от глаза человека, другие, наоборот, словно просят зайти в гости. Я покорила эту пещеру. Теперь она моя. Что скрывают эти отвесы, неизвестно. Возможно, здесь когда-то жил древний человек, или вода полностью покрывала эти стены. А может и вовсе здесь проходили разные ритуалы. Вот, возьмешь один камешек, и она сейчас разлетится на кусочки.
Вот тут вот опасно очень. Тут как... Нет, нет. Опа! Катя оседлала пещеру. Сохранили синские столбы и память о людях, которые были на этой территории. В районе устья реки Матты обнаружены наскальные рисунки. Андреевская писаница. Это изображение уходит корнями в эпоху неолита и к бронзовому веку. Возможно, именно этот олень и является прототипом оленя, которого изобразил Осипов на гербе Горного района. Рисунки датируются вторым-первым тысячелетием до нашей эры. Если верить ученым, то на памятнике обнаружены 9 плоскостей с сотнями рисунков. Все они выполнены разной по цвету охрой. Это птицы, животные и человекоподобные существа. К сожалению, скалы с рисунками разрушаются, но сохранность последних еще хорошая. Мне кажется, я заряжаюсь энергией. Не знаю. Странное ощущение. Понять, что наши предки хотели сказать нам, мне так и не удалось. Здесь же недалеко расположено одно озеро. Местные называют его мертвым. Никто никогда не рыбачит в этих краях, и даже больше не останавливается на отдых. Дурными слухами окутана эта вода. Это озеро местные называют мертвым. По их словам, здесь часто ходят призраки. Существует даже легенда, что на этой земле когда-то жил русский ссыльный. Он нашел себе жену, у них появился сын, он занимался рыболовством. Потом, когда он погиб, его сын похоронил в одной из местных скал. И местные жители уверяют, что видели гроб и кости в нем. Насколько это правда, никто не знает. Но то, что здесь есть что-то нечистое, уверены многие. Пришло время для долгожданной рыбалки на речке Синей. Благодаря холодному ручейку Мус-Ханда отсюда всегда уезжают с хорошим уловом. Вот так мы ловим рыбу. Главное, рыба всякая. Все, подожди. Рыба ушла! Вот так вот рыба! Вера Дмитриевна возит туристов на подлетку каждые выходные. По ее словам, не было такого, чтобы гости уезжали без рыбы. Река всегда щедро угощает тех, кто относится к ней с уважением. Здесь вам и щука, и ельцы, и окуни. Главное – терпение. Рыбу надо просто ходить, искать. А вот так вот, только не резко, так потихоньку, вот так вот вниз, вверх опустила, опустила. Обычно те, кто первый раз рыбачить приезжает, должны поймать, поэтому должно повести. Потом вот так вот это, приостановила и сидели. Мне в этот день рыбный бог решил не посылать улов. Зато Вера Дмитриевна, как всегда, на высоте. Ой, какой прикольный! Маленький совсем, может, отпустим? Рыбалка и туризм в этих местах открыты для всех. Помимо Веры Дмитриевны, есть на берегу речки Турбаза Уаранах с отдельными домиками. Единственное, необходимо заранее оформить вид на территории парка Синяя и заплатить за пребывание. И вперед, навстречу природе! Нужно отправить или получить груз? Транспортная компания СВ Транс – это собственный склад, квалифицированный персонал, доставка грузов по воздуху и по земле, организация чартерных рейсов, доставка грузов в короткие сроки, удобный график работы и местоположение. Телефон в Якутске 20 44 20.
находимся сейчас в городе Неринге, где 2 дня будут проходить соревнования «Ледовая битва 2018». Это 4 класса автомобилей, передний, задний, полный привод, также соревнования на спортивном супершипе. Ну что, 2 дня адреналина, ну и мы постараемся для вас все это показать в нашем небольшом сюжете. Давайте посмотрим. Ледовая битва 2018 считаю открытой. Ура! Формат у нас один и тот же получается, как в прошлом году был. Ледовую решили запустить в этом году уже не как пилот, то есть уже серьезно подойти. Система у нас такая же, карусель. Они по кольцевой друг за дружкой гоняют. У нас добавился класс Unlim по спортшипу. Ну, я думаю, в следующем году у нас будет намного интереснее. Я пока сейчас не могу загадывать, что, конечно, обстоятельно говорить. Но скажем, что в этом году у нас прибавилось участников очень много. Также передний, задний, полный привод. Ребятам очень интересно. Тында нас сильно поддерживает. Нынче сейчас с Якутска приехали ребята. Хорошо очень выступили, показали достойные результаты. Ну, я думаю, будем двигаться в этом направлении. Мы из города Тында представляем спортивно-технический клуб БАМ, город Тында. На сегодняшний день у нас 7 человек, 7 участников. Также у нас прекрасные половины, это наши девушки, представляют город. Сегодня мы вышли, получается, в полуфинал. Это передний привод, задний привод. Сегодня мы покажем хорошие результаты. Мы приехали побеждать. В прошлом году мы заняли 1 и 2 места. В этом думаю, что 1 возьмем. Поэтому это хорошо, что на сегодняшний день проводятся такие спортивные мероприятия по автоспорту. Спортивно-техническая платформа на сегодняшний день развивается, так же, как и в Амурской области, также и в Якутии. И я думаю, на сегодняшний день межрегиональные отношения нужно поддерживать. И мы взаимодействуем также с внедорожной платформой ЭКДЕН. Поэтому, я думаю, у нас все получится, хоть это и трудное дело. Да, мы представляемся 2 участниками и на нашей семейной машине, на Леоне. Я в классе автоледи. А я в классе переднего привода. Скажи, а как твои ощущения от участия в соревнованиях? Мне очень понравилось. Незабываемый. Что было самое сложное? Самое сложное? Поворот, когда я занырнула. Вышла, вылетела с трассы, поэтому было как незабываемое ощущение. Первый раз такое в жизни, что меня вытягивали на трассу. Так нормально, главное, что без последствий. В следующем году будешь участвовать? Да, конечно. От клуба Тынды, СТК БАМ. Будем поддерживать и развивать эту платформу. Побольше таких мероприятий? Да. Почаще. Почаще. Будем в гости приезжать почаще.
болеете? За Нерюнгри. За наших. Не, ну тут есть, знакомые есть, за кто катается. У нас тут знакомые есть. А как впечатление от гонки? Положительное впечатление пока. Второй день уже. Второй день сегодня посмотрим. Сегодня интереснее должно быть вообще. А что больше всего ждете? Выступление какого класса автомобилей? Полный период больше. На шипах, что и более интереснее будет. Вообще отлично. Я поучаствовал бы, конечно. Была бы у меня турбовая машина. Не, лудовые, я смотрю, тут в основном турбовые гоняют. Ну, мне кажется, задние приводы, наверное, интереснее как-то проходят. Веселее. Бровки ловят. Улетает на бустер. За кого вы болеете? У меня сын второе место занял в полном приводе. Игорь Горлов. Вот приезжали болеть. Спасибо. Конечно, конечно, мы болели, мы смотрели. Что больше всего запомнилось? Ой, ну как, ну когда переживаешь, как-то не думаешь, что там запомнилось. Смотрели, болели, переживали, кричали, махали. Хороший уровень, четкая организация. Трасса компактная, достаточно техничная. То есть не просто так, не просто овал или кольцо. То есть такое сложные повороты интересные. То есть требует вдумчивого вождения. Я выступался в полном приводе на гражданском шипе и спортивный шип. Тоже, соответственно, полный привод. И там нужно очень хорошо чувствовать машину, могу сказать. Но супершип, как бы поувереннее ты на трассе ведешь. Правда, и скоростя другие, но попадать в повороты немножко легче, скажем так. А чтобы объезжать, когда две одинаковые машины, то есть там уже все-таки опыт, мастерство, чувство машины сильно влияет. Ну, я считаю, что не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, готовить машины, накатываться. И на следующий год, чтобы было больше уже и в супершипе, чтобы полный класс, там 16 машин собралось. И двигаться дальше, не стоять на месте. Все клево, все классно. Буду участвовать еще. Ваше впечатление? Блин, эмоции, клево, супер. Не знаю, меня все перехватывает. Ваше второе место, да? Третье. Третье место. Третье. Но вы Мне среди чемпионов, как бы, ну... А когда начинали, вот шли на гонку, рассчитывали на такой результат? Нет, я вообще первый раз. На шипах я тоже первый раз. Ну и ваше пожелание девушкам, которые автолюбителям? Не бояться, идти вперед и, не знаю, добиваться успехов и не бояться то, что там мы девчонки, мы в юбках. Здесь ничего такого нет. Идите вперед. Ни шагу назад.
Строительство дома на улице Каландрашвили в Якутске затянулось на несколько лет. Без своих кровных и квартир остались больше 80 дольщиков. Большая часть – жителей районов. Велена Монастырева родом из Чурапчи. В долевое строительство еще в 2013 году вступила ее мама. Первые звоночки о том, что строительство затянется, появились еще в 2014 году. Но тогда вроде все разрешилось и работы продолжились. Потом время от времени слышали, что у компании проблемы с финансами. Надеялись, что все сложится, но в прошлом году стройка остановилась. В общем, моя мама вложила в это строительство вместе с ремонтом порядка 4 миллионов рублей. Вошли в ипотеку и до сих пор ее выплачиваем. Но прошлым летом обманутые дольщики организовали свой жилищно-строительный кооператив. И с поддержкой Минстроя республики завершили объект. Новоселье справили как раз в канун Нового года. С июня месяца, получается, начались производиться работы по укладке, получается, блоков, фасадные работы, работы по электрике, ну и все, в общем, отделочные работы. И срок, где-то в течение 5 месяцев, в течение полугода данный объект был сдан в эксплуатацию. Подошли к работам с ответственностью. Подбирали дизайн, цвет помещений общего пользования и даже двери в каждую квартиру с учетом всех пожеланий собственников. Получилось не хуже, чем у элитной застройки, шутят дольщики. Смотрите, как мы решили. Даже в коридоре мы установили зеркало, чтобы вот соседи, мы чувствовали себя здесь уютно, надежно. Достройка этого дома стала возможна благодаря тому, что строительство остановилось на высокой стадии готовности объекта. Люди проявили инициативу, скинулись деньгами и справили, наконец-таки, новоселье. Но есть и другая сторона медали. Например, когда объект замораживается на самом начальном этапе строительства. Такое произошло и с соседним зданием, второй очередью строительства Северно-строительной компании, здесь же на улице Каландрашвили. Вместо 12 этажей всего 2 недостроенных. Вместо новоселья судебные тяжбы и долговые ямы. Десятки дольщиков остались ни с чем. В семье Анастасии за время ожидания сдачи дома произошло двойное пополнение. Вступили в долевку еще в 2014-м. Молодая пара планировала съехать от родителей. У нас уже 2 детей. Надо расширять жилищные условия. Мы не можем, потому что мы вложили все деньги туда. Продали машину. Продали гараж, на первоначальный взнос накопили, родители помогали, конечно же. И мужа родители, и мои родители. И все деньги вложили и остались ни с чем. В такой же ситуации оказался и Максим Слепцов. За недострой ему пришлось выложить порядка 4 миллионов рублей. Вступил в ипотеку. Платежи с процентами приходится выплачивать до сих пор. Квартиру я брал по 78 тысяч рублей за квадратный метр. Просто тогда цены были высокие. И сейчас, получается, уже я мог бы готовое жилье купить по таким ценам. А так, видите, вот что мне досталось. Долгострой, точнее, вообще там никаких перспектив мне досталось. Страховые тоже не спасли. Компании банкроты. Обязательное страхование договоров долевого участия появилось еще в 2015 году. Но, как показала практика, себя этот механизм защиты средств дольщиков не оправдал. Поэтому еще в прошлом году в стране появился компенсационный фонд. Строительные компании перед тем, как привлечь средства граждан, обязаны вносить в него 1,2% стоимости договора. В случае фиаско работ дольщики получат компенсацию из фонда. Пока застройщик не оплатит вот эти средства, то есть не упадут на счет фонда деньги от 1,2% от договора, который заключается, Росреестр не будет регистрировать. И только при наличии внесения соответствующей суммы в фонд Росреестр будет регистрировать договор долевого участия. Таким образом мы уходим от двойных продаж.
Также с этого года сократился срок признания дома проблемным. Если раньше для этого должно было пройти не меньше 9 месяцев простой стройки, то сейчас его могут признать проблемным уже через полгода. Изменения коснулись и признания людей обманутыми дольщиками. Здесь стоит отметить, что речь идет о тех участниках строительства, которые заключили договоры еще до вступления в силу новых условий. И также есть такой критерий, как в случае, если есть договор страхования гражданской ответственности, который на текущую дату является действительным, также в реестр пострадавших граждан гражданин не включается, поскольку предполагается, что страховщик может выплачивать в случае неисполнения обязательств застройщика. Также, следуя из поправок в 214 федеральный закон, строители больше не могут привлекать деньги граждан на нулевом цикле. Это дает гарантию, что средства не пропадут на самом начальном этапе. Но на этом еще не все. Вступлением в силу очередных нововведений застройщики в будущем не смогут вести строительство сразу нескольких объектов, заниматься другими видами деятельности, привлекать напрямую средства дольщиков и еще не одно такое ограничение. Строительство будет осуществляться проектным финансированием, что приведет к тому, что количество застройщиков у нас ощутимо уменьшится. То есть те застройщики, которые не имеют материальной базы, не позволят им осуществлять строительство. С одной стороны, уйдут неблагонадежные строители, с другой, возможно, уменьшение объема нового жилья. Уже на 2018 год у нас план немножко снижен, 520 тысяч квадратных метров. Сможем ли мы в 2019 году? Надо посмотреть, во-первых, дождемся июля 2018 года, посмотрим, как все-таки наши застройщики среагируют на те требования. И тогда уже будем как-то взвешены. Конечно, есть большие риски. И это коснется не только коммерческого строительства, считают руководители компаний. Многие застройщики осуществляют строительство по договорам о развитии застроенной территории. Это предполагает, что застройщик расселяет один объект и на его месте начинает строительство, а также занимается расселением соседних близлежащих ветхих домов. Это нововведение приведет к тому, что у застройщиков не будет финансов, позволяющих им одновременно строить 2-3 дома, привлекать дольщиков за счет этих средств, расселять переселяемых граждан. И это приведет к тому, что просто-напросто застройщики не смогут выполнять свои функции по договорам о развитии застроенных территорий. Солидарны с ними и в Минстрое республики. Данные изменения в закон одно из самых неприемлемых для наших застройщиков, так как для успешного развития компании необходимо наращивать, наоборот, объемы строительства. А этот закон, наоборот, регулирует, что застройщик должен вести только строительство одного из объектов. Предыдущих поправок было бы достаточно, чтобы в полной мере обезопасить вклады людей, уверены стороны. Но сейчас речь идет о постепенном уходе России от долевого строительства как такового. Взамен ему должно прийти новое понятие, как проектное финансирование. Оно подразумевает под собой работу строительных компаний с возможными покупателями только через банки. Так деньги дольщиков будут поступать на эскроу-счета и находиться там в полной сохранности. В свою очередь банки будут выдавать их строителям под определенный процент. Эти суммы они будут вложены в стоимость квадратного метра. И стоимость квадратного метра жилья будет намного выше, чем она сформировалась до 1 января 2018 года. Как именно будет выглядеть эта часть закона, на деле пока до конца не ясно. В Минстрое страны говорят о льготном кредитовании компаний, но о точных цифрах информации пока нет. Заметим, что на данный момент средства дольщиков покрывают практически половину всех затрат на строительство дома. Кроме того, если сейчас деньги направляют авансовым методом на работы, закупку и доставку стройматериалов, то в будущем и в этой части им придется ограничиться. Совокупный размер авансовых платежей не должен превышать 30%. И вот эти авансы, многие застройщики, во-первых, привозят строительные материалы, это значительный, говорится, объем, и поставщики в основном требуют 100% оплаты. Поэтому вот эта норма тоже будет очень сложно выдержать
Здесь, как считают компании, не был учтен региональный фактор – сложная транспортная логистика, из-за которой увеличиваются расходы на доставку материалов, короткий строительный сезон, который длится в республике всего от 7 до 8 месяцев. Застройщики сегодня примеряют все эти требования, каким образом они будут реализовывать свои права, смогут ли застройщики быть на рынке, останутся ли на рынке, это, конечно, еще время покажет. Есть еще один пункт, довольно жестко регламентирующий перечень застройщиков, которые смогут привлекать деньги у граждан. На момент получения разрешительной документации и на протяжении всего времени возведения объекта на счете компании должно находиться не менее 10% стоимости всего дома. Таким образом, немалый уставный капитал станет гарантией того, что люди точно получат ключи от квартир, а застройщик не обанкротится. Вот эти требования, они прописаны в законодательстве, но каким образом будут применены эти нормы? Дело в том, что надо еще и контрольные органы должны понимать эти изменения. И как будут эти контрольные органы в отношении к застройщикам применять эти требования. С поправками строители станут более открытыми. Их обяжут раскрывать всю информацию о строительстве. Проекты объектов застройщики должны размещать на сайте «Наш дом РФ». Это единый информационный сайт жилищного строительства, который будет работать по всей стране. На нем с проектно-сметной декларацией того или иного объекта сможет ознакомиться любой желающий. Требование такое – проектная декларация. Проектная декларация, она содержит всю информацию о проекте строительства. В нее включаются все сведения. Конечно же, правоустанавливающие документы – это вот документы на земельный участок, о том, что имеется разрешение на строительство, и есть сведения, полностью касающиеся проекта строительства. Это вот какие квартиры, сколько жилых, нежилых помещений. Все очень подробно расписывается в этой проектной декларации. Таким образом, рынок недвижимости очистится, а понятие обманутых дольщиков в стране забудут. Но будут и свои неоднозначные последствия. Высока вероятность удорожания стоимости квадратного метра. Однако в то же время ипотечные ставки пойдут вниз. Уменьшатся объемы строительства, но разграничится поле деятельности каждых из сторон, заинтересованных в развитии территории. Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», в студии Евгений Боженко. Мы с нашими гостями продолжаем обсуждать послание Владимира Путина Федеральному собранию. Сегодня у нас в студии Айтал Яковлев, доцент исторического факультета Северо-Восточного университета имени Амосова, преподаватель истории. Здравствуйте, Айтал Игоревич. Здравствуйте. А вас, как преподавателя, наверное, в нынешнем послании президента наверняка заинтересовали вопросы образования и воспитания молодежи. Что вы в этом направлении можете отметить для себя из послания? Ну, в этом году послание президента было очень таким мощным.
широким, охватывало вопросы касательно традиционно экономических вопросов, экономических проблем. И мы все прекрасно видели, слышали вчера, да, вот, о том, что вот какие новые у нас технологические прорывы у нас были сделаны и будут сделаны в ближайшие годы. Конкретно насчет образования, Владимир Ильич очень четко определил о том, что нужно делать ставку на перспективную молодежь, российскую молодежь, которая развивается, работает в сфере технического профиля. Почему? Потому что все те примеры, которые нам показал наш президент, они четко показывают, что вот достижения именно вот технической молодежи, вот тех людей, которые вот в техническом плане, да, вот в технической сфере, они достигли очень больших высот. И это сделано, конечно, вот теми людьми, которые работают в перспективном плане. То есть образовательный процесс в Российской Федерации идет бурными темпами и делает ставку, конечно, на образовательные процессы, программы, которые делают Россию еще сильнее, перспективные, например, дают, да, вот программы для молодежи, вот в таком плане. И как преподаватель я был очень обрадован, то, что вот у нас идут такие процессы, да, вот, работают в таком плане. Этот год в России объявлен годом добровольца. Как раз Путин и говорил об этом, об активности граждан, об их вовлеченности. В этом плане вы как оцениваете нашу молодежь? Непосредственно с ней общаетесь, преподаете? Ну, было сказано конкретно о НКО, некоммерческих организациях, и тех людей, которые вот работают, помогают в вот этих общественных организациях. То есть кто работает в общественных организациях? Это те люди, которым безразлична ситуация, которая показана, существует в данный момент, да, и они пытаются как-то вот это решить, помочь решить эту же проблему. То есть ставка делается на тех людей, которые не хотят стоять в сторонке, делает ставку на людей, которые берут дело в свои руки, не ждут приказания свыше, сверху, или не оглядываются, например, на начальство. И, то есть тех людей, которые вот, реально делают свою жизнь такой, какая она есть. Вот в этом плане было очень четко сказано о том, что вот будущее России. Почему я говорю все время о будущем? Потому что послание президента это направлено на, ну, как стратегическое развитие России. И сейчас, например, мы даже эксперты, политики, большие политики федерального уровня, региональных уровней, они, например, сейчас очень мощно, сильно изучают послание президента. Даже, наверное, не готовы еще ответы на некоторые вопросы, да? Но мы в целом говорим о том, что в будущей России будут делать ставки на тех людей, которые будут, ну, не ждать указаний сверху, или тех людей, которые вот выполняют свою миссию. А много у нас такой неравнодушной, как вы говорите, молодежи? Насчет молодежи, да, конечно. Почему? Потому что, посмотрите, что берем просто город Якутск. Город Якутск очень молодой город. Почему молодой? Потому что у нас находится... В плане населения, да, имеете в виду? У нас федеральный вуз. Мы говорим о более 15 тысячах студентов. Наши студенты, ну, участвуют практически во всех мероприятиях республиканского масштаба. Когда мы говорим о каких-то больших концертах, каких-то мероприятиях городского уровня, республиканского уровня, везде там всегда есть активная молодежь. Это касается не только там, концертов, там, песен, да, например, да, а вот именно таких научном плане, социальных каких-то проектах. Везде проявлена молодежь, и потому что вот социально активные. И их становится все больше и больше. У вас недавно открылся парк исторический, Кванториум. Путин как раз и говорил о том, что запустить необходимо в регионах культурно-образовательную программу, музейные комплексы. Вот помимо этого парка, что-то еще вы планируете, как развивать эту программу? Ну, Владимир Владимирович этим нам показал о том, что все те программы, которые у нас действуют в нашем университете, конкретно в федеральном, Северо-Восточном федеральном университете, они работают в правильном направлении, в правильном русле. Это слово, ну, звучит как профориентационная работа. Наш вуз работает со всеми школами, например, по республике. Мало того, что к нам приезжают студенты из других государств, других регионов, даже не Евразии, а других частей нашей планеты, скажем так, да. И профориентационная работа, подготовка тех людей, которые придут к нам учиться, получать знания, получать профессию, будущую профессию, она поставлена очень хорошо. Было сказано о том, что профориентационную работу должны проводить не только университеты, не только должны устанавливаться контакты вместе с школой, университет, но и крупные ведущие компании. Для чего это делается? Для того, чтобы
молодое поколение, те, кто вот только-только сейчас ищет ориентиры в жизни, они должны получить какие-то вот знания, именно практические. То есть мы говорим о том, что профориентация должна, вот, опять же, не отходить от плана, то, что учить надо делом. А вы проводите сами лекции вот в этом кванториуме? В кванториуме лично нет. Например, в понедельник я уезжаю в Нюрбинский улус, потом в Жиганский район. Там уже будет профориентационная работа. Что такое понятие профориентационная работа? Это постановление ориентиров жизненных. То есть каким путем можно пойти, развиваться и что может давать наш университет, например. Вот тогда вот по профориентационной работе я вас спрошу. На ваш взгляд, студенты, когда приходят к вам учиться, они приходят уже подготовленные, уже с конкретным выбором профессии, или этот выбор они делают в процессе учебы? Скажу так, последние 5 лет можно уверенно отметить о том, что те студенты, которые к нам приходят, они уже точно знают, что хотят от университета. Когда, ну, конечно, я не говорю, что они все 100% приходят и знают, чем они будут заниматься после окончания университета. Университет дает возможность человеку определить конкретно, чем он будет, ну, скажем так, узко заниматься своей будущей профессией. Этому способствуют такие экзамены, как ОГЭ, ЕГЭ, там профильные экзамены, например, да? Эти экзамены дают возможность человеку уже где-то в 10-11 классе уже четко знать, в какой профиле они будут развиваться. То есть механизмов достаточно, или вы, может быть, какие-то еще можете предложить для развития этой профориентационной работы? Ну, профориентационная работа, подготовка будущего поколения, она не имеет вот таких четких регламентированных программ. Можно прийти, например, показать, ну, обычно как бывает, это концерты, беседы, лекции, например, да? Ну, то есть как-то заинтересовать? Да, заинтересовать. Я расскажу да? маленький пример, как к нам поступил на исторический факультет наш студент. Это была девушка, она проходила мимо коридора и увидела газету, студенческую газету, как они проходят археологическую практику. И вот она уже точно решила, ну, она вот выбирала между юридическим и историческим факультетом. И был сделан выбор на наш факультет только из этой газеты маленькой, например. То есть форматов огромное количество. И мы говорим о том, что в наш век высоких технологий, в наш век, когда человек может просто, не выходя из дома, даже не отходя от стола кухонного, узнать все. То есть форматов огромное количество. Вы, как представитель молодого поколения, каким видите формирование городской среды, развитие? Какую роль здесь должны сыграть как раз вот новые технологии, о которых вы говорите? Ну, как раз президент в своем послании очень хорошо отметил о том, что городскую среду надо менять. Это пример очень... Ну, там были названы 3 города. Это Сочи, Казань, Владивосток. Те люди, которые были там, они отмечают о том, что вот эти самые, ну, одни из самых красивых городов Российской Федерации. Что касается конкретно смены городской среды, то есть условий проживания человека, в послании президент очень четко определил о том, что не менять историческое наследие, что вот эта культура, тот задел, то культурное наследие, которое сохраняется и отражается в культурном ландшафте городов, то есть то, что делает города России уникальными городами, особенными городами, а мы говорим о том, что Россия – это многонациональная страна, каждый город, каждый регион имеет свои какие-то характерные черты, и когда мы будем развивать, улучшать жизнь людей в городе, мы не должны стирать все заново, начинать с нуля. То есть мы должны опираться, во-первых, на то наследие, которое осталось от предков, скажем так, да, от тех людей, которые строили города 80-е годы, 90-е годы, где есть ошибки, вот это все исправить. И был сделан даже вот акцент, чтобы строить дома, кварталы, улучшать внешний облик городов, используя вот новые технологии, то есть новые материалы. Когда мы говорим о новых материалах, то для города Якутска, его особенным климатом, в минус 50 градусов, новые материалы это вот актуализирует очень сильно вот, да, использование вот новых технологий, новых материалов. Фраза «технологический прорыв», произнесенная Владимиром Путиным, ну, по сути, можно ее считать стержневой фразой послания. Как вы ее для себя понимаете? Что подразумеваете под технологическим прорывом? Технологический прорыв, я вот гуманитарий, историк,
кажется со стороны, что историк, человек, он гуманитарий, работает с бумагой, с мыслями, и его тема технологического процесса, прорыва никак не связывает. Но мы должны отметить о том, что технарь, человек, инженер, который разрабатывает новые программы, какие-то новые форматы той же самой профориентационной работы, те же самые онлайн-курсы, например, было отмечено в послании о том, что образование должно еще переходить на, ну, считайте, виртуальное пространство, да? То есть это онлайн-курсы, видеолекции. И мы должны отметить о том, что именно гуманитарное образование делает человека талантливым человеком и помогает раскрыть талант человека. А инженер, который, например, чертит, архитектор тот же самый, да, вот, который меняет городскую среду, он должен знать историю своего города, он должен уметь высказывать свою мысль, уметь отражать то, что у него в голове есть на бумаге, например. И это все помогает, конечно, гуманитарное образование. И когда президент отмечает о том, что человек должен, ну, Россия должна выйти и сделать технологический прорыв, это означает о том, что гуманитарное образование должно стоять вот тоже прежде всего. Почему? Потому что инженер должен понимать, что он делает, что он творит. То есть и технические специалисты, и гуманитарии, вот в том числе историки, должны работать в связке? Однозначно. А вам приходилось вот проводить вот такие вот, как вы говорите, видеолекции, вебинары? Ну да, вот, например, тоже то, что я сейчас даю интервью, это считается тоже материал для, например, моих студентов. Это раз. То есть наше интервью вы уже рассматриваете как некую профориентационную работу? Как профориентационная работа. Ну и я работаю со студентами технических профилей, естественных профилей. Институт естественных наук – это будущие экологи. Как раз об экологии было сказано очень хорошо. Спасибо, спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Айтал Яковлев, доцент исторического факультета, преподаватель истории Северо-Восточного университета имени Амосова. Мы обсуждали послание президента Владимира Путина. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами на Якутия-24. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения программа «Народный контроль», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Сегодня мы посвятили очередной выпуск нашей программы детальному обсуждению ситуации, которая во многом будет полезна для многих и многих, которые подпадают под категории, скажем, социально незащищенных слоев населения. Да? Речь идет о публикации моего коллеги Алексея Руды в газете «Якутия» от 31 января и 5 февраля «Инсульт за несуществующий долг». Мы продолжаем тему невыплат коммунальных платежей, которую начали в прошлой программе. Если в прошлый раз мы говорили о невыплатах юридических лиц, управляющих компаний, то сегодня мы поговорим о том, как не попасть в сложную ситуацию из-за невыплат различного рода и что человек, как человек может себя защитить в данной очень-очень непростой ситуации. Мы начинаем. Вкратце, если обрисовать ситуацию, в материале коллеги описывает ситуация Тамары Борисовой, 80-летней пенсионерки, которая попала в больницу в результате, ну, не утверждается, но в результате, скажем так, многомесячных скитаний, хождений по различным инстанциям в попытках восстановить истину. Дело в том, что ей начислили долг за квартиру, в которой она не проживала. Она сдала эту квартиру муниципалитету, взамен получила новую квартиру. И за 2,5 года, вернее, за определенный период, который прошел с момента передачи муниципалитету и с моментом появления вот этого иска, ей начислили долг за одно полугодие. Порядка 32 тысяч рублей. Было судебное решение, поставщик подал иск в судебном порядке, было судебное решение, пристава исполнили, удержались с пенсии, получается. Да? Третьей пенсии она не досчиталась,
Ну, давайте мы попробуем пошагово пройти, как вообще такая ситуация могла произойти. Давайте начнем с поставщика, наверное, да? Да, меня зовут Валентина Ильинова, я начальник якутского отделения энергосбыта. В 2009 году мы заключили договор с Борисовой Тамарой Алексеевной на поставку энергоресурсов в ее квартиру. До декабря... Прямой договор? Да, договор письменный заключили по-настоящему, так скажем. Да? То есть он есть и у нас, есть и у потребителя нашего. Согласно этому договору мы осуществляли поставку теплоснабжения, электроснабжения и горячей воды. В 2014 году, до декабря 2014 года, она исправно оплачивала потребленные ресурсы. И с 2015 года оплата перестала поступать. В 2017 году мы подали иск в суд о взыскании задолженности за поставленные энергоресурсы. Перед тем, как подавать иски, мы всегда запрашиваем информацию в тех источниках, которые есть у нас, да, возможность запросить. Во-первых, это выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость. Есть такая возможность. Но поскольку далеко не все права, далеко не на все помещения зарегистрированы в реестре, то также мы запрашиваем информацию в Департаменте жилищных отношений городского округа, город Якутск, которые предоставляют нам справки о составе семьи. В данном случае в мае 2017 года нам была предоставлена справка, в соответствии с которой Борисова Тамара Алексеевна является собственником без регистрации вот этого спорного помещения. Кузьмина 32/1, квартира 8. На основании этого документа мы предъявили в суд заявление о выдаче судебного приказа и, соответственно, получили судебный приказ. Получив судебный приказ, предъявили его в службу судебных приставов. До этого момента ни Департамент жилищных отношений не попытался заключить договор на поставку ресурсов в эти помещения, ни Тамара Алексеевна не уведомила нас о том, что она это помещение передала. Она обратилась к нам в конце 2017 года, 18 декабря поступило ее заявление, где она попросила произвести перерасчет по услугам, которые я перечислила, и приложила акт об освобождении квартиры. В соответствии с этим актом 31 декабря 2014 года она передала это помещение в Департамент жилищных отношений. Ну, вот эта история нашими глазами. Когда мы получили ее заявление и подтверждение того, что квартирой она в тот период, за который ей предъявлялась задолженность, уже не владела, естественно, судебный приказ мы отозвали, и деньги, которые в тот момент уже успели с нее списать, были возвращены. Ну, справедливости ради скажем, что Тамара Алексеевна не получала никаких уведомлений тоже, да, то есть и она не вас не уведомляла, поскольку считала, что вполне основательно считала, что она как бы вот освободила квартиру, да, и все, с нее взятки гладкие. Я понимаю. Дальше вступает еще один фигурант этого дела, да, Департамент жилищных отношений, который принимает квартиру по улице Кузьмина у гражданки Борисовой Тамары Алексеевны, да, и распределяет по своему усмотрению. Дальше. Суд. Мы обращались в городской суд, к сожалению, представитель суда не смог подойти сегодня, да? Я так понимаю, что они там вот эти решения штампуют. То есть абсолютно как бы в заочном режиме и без, скажем так, человеку, который является субъектом рассмотрения, не обязательно совсем там присутствовать, да? Ну, могут рассмотреть без присутствия. Тут можно я вам скажу? Да. Ну, коллеги, значит, здесь какая ситуация? Гражданское законодательство сегодня таково, гражданско-процессуальное законодательство сегодня таково, что стороны имеют право участвовать в судебном процессе, но это абсолютно, кроме того, что их право, это абсолютно их дело, скажем так. Не обязаны. Они не обязаны. Вот. И вообще гражданский процесс, он построен на том принципе, что защита интересов человека будет осуществлять сам человек. Суд не является органом, который осуществляет защиту человека. В том плане, что он не адвокат, он абсолютно, как бы, ну, скажем так, лицо, которое стоит над обоими сторонами. Да. То есть вот одна сторона представляет доказательства чего-то либо, вторая сторона должна представить контрдоказательства. Если такие контрдоказательства не представлены, он выносит решение по соответствующему доказательству. И это надо понять по соответствующим доказательствам, которые имеются в материалах дела. Это надо понять, и здесь суд совершенно ни при чем. Это обязанность стороны доказывать свою, значит, свою позицию, свои правовые доводы, свои аргументы, приведенные, значит, суду.
И в данном случае, как бы вот я сказал, что суд не осуществляет защиту, ну, в том плане, что суд не защищает какую-то конкретную сторону и не является его адвокатом. Вот я в этом контексте имею в виду. Это надо поставить тоже жирную галочку, что, еще раз, как вы сказали, защита интересов гражданина в суде является сугубо личным делом каждого гражданина. Абсолютно точно, да. В данном случае произошел обыкновенный гражданско-правовой спор. Значит, одна из сторон, естественно, обратилась в суд, соответствующий с гражданско-процессуальным законодательством. Здесь я хочу сказать, что есть определенный пробел в правоприменении. Почему? Вот, допустим, сейчас коллега сказал о том, что они представили соответствующий документ. Да? Значит, и такие ситуации, думаю, что коллега из службы судебных приставов будет выступать и об этом скажет. Ситуация, когда лицо не знает о том, что прошел судебный процесс, и вообще о том, что, значит, это по административному делу и по гражданским делам, она повальная. Значит, в таком случае по гражданским делам выносится заочное решение, по административным делам выносится обыкновенное административное дело, и там уже надо суду доказать, что ты не знал, действительно не был уведомлен, надо представлять суду соответствующие доказательства, просить его отменить заочное решение и так далее. Это связано с проблемами. Здесь, значит, наше государство не позаботилось, в общем-то, о том, чтобы создать эффективную систему, значит, отслеживания граждан, но и сами граждане зачастую пренебрегают. То есть у нас у каждого имеется регистрация. В данном случае, я думаю, я вот не знаю, к сожалению, этого дела. И как оказалось, что, значит, вот эта гражданка, которая пострадала, значит, она не имелось никаких данных о ее регистрации. Значит, и почему суд не проверил это. Но вообще, в принципе, граждане зачастую не живут по месту регистрации. Понимаете? И не уведомляют суд. А здесь, значит, действует соответствующая презумпция. Человек должен уведомлять государственные органы, где его можно найти. Понимаете, в данном случае единственное место – это место его регистрации. Понимаете, туда же приходят все наши штрафы, которые выписываются, туда же приходят все уведомления, туда же отправляется в первую очередь служба судебных приставов и так далее. И если, естественно, вы проживаете не по адресу регистрации, не уведомили госорганы, значит, о месте своего пребывания, ну, соответственно, как бы получаете соответствующую картину, которую получаете. Ясно. Дальше решение суда поступает в службу судебных приставов, и они исполняют свою работу. На самом деле так и есть. Да, к нам поступает исполнительный документ, мы возбуждаем исполнительное производство. В данном случае этот конкретный документ поступил в октябре 2017 года. Было возбуждено исполнительное производство. Все документы процессуальные, которые мы издаем, да, они отправляются по адресу, указанному в исполнительном документе. Ну, то есть там, где должник у нас проживает, числится. Они туда отправляются, после этого, если не появляется должник, не происходит погашение, да, у нас практически со всеми кредитными учреждениями, банками и с пенсионным фондом электронный документооборот. Мы сразу видим место получения дохода. И в этом случае, поскольку не происходит удержание, да, не происходит погашение долга, мы отправляем постановление судебного пристава по списанию части, ну, обычно это до 50%, да, от суммы дохода в то место, где производится начисление этого дохода. В данном случае это оказалось пенсионный фонд. Естественно, эти деньги в декабре месяце мы отправили такое постановление о списании, получили деньги, да, но к этому моменту у нас уже был отозван исполнительный документ, и мы деньги эти вернули. Исполнительное производство было окончено. Ну, то есть вот здесь такая сложилась ситуация. Тут картина начинает прорисовываться четкая вполне. Да? Якутскэнерго, энергосбыт, вернее, Якутскэнерго, защищает свои интересы, подает в правовом порядке, да, определенный иск. Иск, скажем так, удовлетворяется, поступает решение. Принудительное исполнение. Принудительное исполнение. Далее, источником доходов гражданки Борисовой выявился получение пенсии, да, на которую можно обращать взыскание в пределах, предусмотренных законом. Максимальное удержание там 50%. Завязываем узелочек еще один, да, потому что это очень важно. И давайте вы, наверное. Пенсионный фонд является исполнительным органом, и в соответствии с законом об исполнительном производстве мы обязаны неукоснительно исполнять требования судебного пристава-исполнителя. В данном конкретном случае действительно к нам поступил исполнительный документ в ноябре. За декабрь, январь у нас было уже удержание. В январе к нам поступил отзыв
об отмене мер взыскания. И, соответственно, мы уже с февраля месяца прекратили удержание из пенсии. Это то, что отчитывается пенсионный фонд. А вообще, вы сказали, что есть статистика, сколько ваших подопечных, то есть людей, получающих пенсию, да, подпадают под определенную категорию риска, да? Да, такая статистика имеется. В целом по республике на учете состоит 273 тысячи пенсионеров. Из них около 7,5 тысяч имеется должников. При этом в исполнительных документах у нас в обработке около 16 тысяч. Значит, наверное, все вы, знаете, что Центр по выплате пенсии создался только в ноябре месяце. За такой непродолжительный период времени к нам поступило 11,5 тысяч исполнительных документов. В отношении пенсионеров? В отношении пенсионеров, да. Значит, эти исполнительные документы, они поступают вплоть до 40, до 100 исполнительных документов на одного должника. Самое максимальное количество исполнительных документов у нас это в городе Якутске около 4000, в Нюрнбергском улусе 2200, и дальше уже около 500 это Алдан и Мегино-Кангаласский улус. Самое меньшее количество исполнительных документов поступает в Усмайском улусе, всего их 13. Я сделаю ремарочку. Хорошая статистика, на самом деле. 7,5 тысяч пенсионеров являются потенциальными гражданками Борисовыми, да? На текущий момент, получается. Сделаю ремарочку в сторону Павла, потому что он сказал, что человек обязан уведомлять государственные органы о смене любых регистраций или статуса или, и т.д. и т.п. Обращусь ко второму представителю пенсионного фонда по поводу отвлечемся немножко от истории Борисовой, да, Тамары Алексеевны. По сиротам есть фактура определенная, да? Студент одного из средних профессиональных учебных заведений, являясь учащимся, призывается в армию, не ставит известность определенные органы, и при этом военная прокуратура его как бы берет через полгода на карандашик, скажем так, да? Да, вот этот момент, давайте, насчет уведомления, это очень важно, опять же. Давайте, да, вот остановимся, как раз эта вот ситуация у нас возникла в 2016 году, да, когда к нам стали поступать запросы с военной прокуратуры, да. У нас по закону, да, о страховых пенсиях, вот студент, в данном случае он обучался на очном отделении. Он да, сирота. Это важно. Да, получается сирота, соответственно, ему была назначена пенсия по потере кормильца. Да? Получается так. А в данном случае, когда молодой человек призывается на армию, то есть получается пенсия по потере кормильца, это получается замещается утраченные доходы. То есть получается он на иждивении находился у родителя, да, и в связи с утратой дохода как бы государство вот ему назначает пенсию по потере кормильца, да, но есть там определенные условия. Но в данном случае получается молодой человек призывается в армию, да, получается, с момента издания приказа о зачислении и убытию вот, по месту несения службы, да, ему назначается довольствие. Да, получается, в данном случае он не имеет права на получение одновременно пенсии по потере кормильца, даже если ему был предоставлен академический отпуск, и он сохраняет право получения пенсии. Да. У нас, получается, пенсия по потере кормильца выплачивается до достижения 23-летнего возраста, да, пока он обучается на очном отделении, получает образование. Да. Вот. И в данном случае, когда он к нам обращается, да, вот студент, за тем, что ну, вот, он оканчивает школу, да, и по окончании школы по достижении 18 лет мы приостанавливаем, да, тоже пенсию, выплату, и он нам несет уже после зачисления в учебное заведение справку о том, что он продолжает очное обучение. Да? Получается, и в этот раз, и когда он подает заявление, допустим, да, о том, каким образом он хочет получать и где хочет получать пенсию, да, каждый раз пенсионный фонд его информирует. Если вот, да, случится такое обстоятельство, да, что изменится ваше положение, вы будете получать еще где-то доходы, да, то вы должны немедленно уведомить пенсионный орган. К сожалению, вот, видимо, ну, в силу вот таких обстоятельств, да, что он не сообщил, да, получается,
военная прокуратура направляла в наш адрес запрос, да, соответственно, мы обнаружили, что он был призван в армию, и, соответственно, получается, тут как бы вышла переплата по пенсии. Кто схватился за голову в данной ситуации? Кто схватился за голову? Кому стало плохо? Вам или военной прокуратуре? Стало плохо всем. Стало плохо всем, потому что все мы прекрасно понимаем, да, какие последствия в будущем у молодого человека, да, и получается вот эта тема как бы озвучивается с 2016 года, он уже как бы и обсуждалась, да, везде на разных инстанциях, да, и мы как бы и продолжаем информирование, разъяснение, мы тесно работаем с военным комиссариатом, да, что мы помимо информирования мы уже следом контролируем, а исполнил ли обязанность молодой человек, то есть после каждой призывной кампании, да, мы обмениваемся сведениями, да, сколько было призвано, сколько из них получателей пенсии по потере кормильца. Да. И получается, да, помимо того, что мы информируем, все равно мы как бы выявляем эти самые факты и упреждаем, и вот говорим, что вот работаем с опекунами, с родителями, да, что вот надо было, говорю, подать заявление. Ну, в этом месте, на самом деле, мне нужно было сделать вот так, да, и почему ни работник призывной комиссии, ни, скажем так, куратор со стороны государства, который осуществляет социальные выплаты, с вашей стороны, да, все-таки не добились того, что не привели вот этого несознательного, да, человека и не заставили подписать вот это уведомление. Уведомление он подписывал? Он подписывал. Он подписывал. Он везде Тогда где ошибка? Не уведомил. Ну, получается, не уведомление. Не уведомил, не подал заявление. А заявление-то теперь нынче можно подать и через личный кабинет электронно. То есть, получается, мы проводим еще такое разъяснение, что, в принципе, бесконтактно вот это заявление тоже можно подать. У нас как бы технологии развиваются, да, и, соответственно, даже не подходя в пенсионный фонд, да, у него имеется личный кабинет, у него имеется мобильный телефон, у нас имеется мобильное приложение, да, ну и, соответственно, как бы способ подачи, вот где бы он ни находился. Кроме того, что и разница в возрасте, да, и разница в социальном статусе, да, но объединяет вот эти два случая то, что они оба получали пенсию. И Тамара Алексеевна Борисова получала пенсию, и вот этот молодой человек, который, уйдя в армию, не уведомил органы, скажем так, соответствующие о смене статуса, тоже получал пенсию. Мы вернемся к рассмотрению вот очень интересного вот этого кейса, я бы сказал, случая, сразу после рекламной паузы, которая неизбежна на канале НВК тоже. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Народный контроль». В первой части мы очень сухо, официально рассмотрели аспекты дела гражданки Борисовой Тамары Алексеевны, которая была описана в материале моего коллеги, обозревателя газеты «Якутия» Алексея Рудых. Инсульт за несуществующий долг. Мы прошли по всем инстанциям, которые в случае с Борисовой были задействованы, и остановились на том, что были удержаны, скажем так, с пенсии гражданки Борисовой. Прежде чем перейти к более-менее человеческому такому обсуждению, да, давайте мы еще раз очень сухо попросим представителей прокуратуры прокомментировать. Марьяна Рожина, представитель прокуратуры, у нас на телефонной связи. Прошу прощения, я забыл полностью вашу должность. Говорите, вы в эфире. Прокуратура города Якутска провела проверку по обстоятельствам, изложенным в статье газеты «Якутия» без долгов задолжавшая. Установлено, что задолженность указанной в статье пожилой женщине выставлена необоснованно на основании недостоверной справки, представленной в мае 2017 года в ПАО «Якутскэнерго» муниципальным казенным учреждением Департамент жилищных отношений о том, что женщина является собственником квартиры по улице Кузьмина, из которой она выехала еще в конце 2014 года, а дом был снесен в 2016 году. При этом при выезде из жилого помещения ею департаментом был подписан акт об освобождении квартиры, и на момент подписания акта у женщины задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг отсутствовала. На основании указанной справки ПАО «Якутскэнерго» в судебном порядке женщина изыскана задолженность за потребленные энергоресурсы, и в рамках исполнения судебного решения с пенсии гражданки удержаны единичные средства в сумме свыше 25 тысяч рублей.
Впоследствии по Якутскэнерго исполнительный документ отозван в связи с поступлением от нее заявления о перерасчете задолженности с приложением акта об освобождении квартиры. Указаны удержанные денежные средства, в связи с этим ей возвращены в полном объеме. По факту представления недостоверной справки, повлекшей за собой нарушение прав пенсионерки, прокуратура города Якутска внесла представление в адрес окружной администрации города Якутск. Представление, которое на данном этапе находится на рассмотрении и контроле прокуратуры. Спасибо, Марьяна Владимировна. Все слышали, да? Все слышали. Прокуратура наша задним умом всегда сильна. Нет, давай не будем так уж сильно не задним умом, а все-таки она, являясь надзорным органом, да, все-таки выносит такой вердикт, получается. Да? То есть та структура, вернее, работник, это человеческий фактор, безусловно, да? Работник той структуры, которая фигурировала в первом же у нас выступлении, да, это, получается, департамент жилищных отношений, просто испохабил человеку жизнь. Нет, понимаешь, дело в том, что не то чтобы испохабил. Тут, мне кажется, совокупность просто факторов, которые, ну, скажем так, образуют собой некое страшное стечение обстоятельств. Такое могло быть и с молодым человеком, угодно. С кем угодно. С кем угодно. Ну, к сожалению, да, это произошло вот с этим человеком. Я считаю, что здесь исключительно стечение обстоятельств. То, что прокуратура здесь внесла представление, ну, молодцы. Могу только поаплодировать. Но, к сожалению, реагировать надо немножко раньше, государству здесь немножко раньше надо реагировать и не выставлять представления, а изменять соответствующее законодательство, вносить изменения в законодательство. Вот, например, мы сейчас в конце первого нашего выступления говорили про уведомление, значит, а что, военкомат не может отправлять списки, например, в пенсионный фонд? Что, не способен, руки не шевелятся? Способен, пожалуйста, высылайте. Понимаете, или, например, тут же администрация города Якутска или, допустим, какое-то взаимодействие наладить, чтобы отследить адрес гражданина. Способно государство? Способно, они не желают. Они вот занимаются, я уж извиняюсь, у меня такое, может быть, немножко предвзятое отношение с тем, что что-то произошло, они бегают, представления выписывают. Это, конечно, сильно, но заниматься надо другими вещами, на мой взгляд. Угу. Менять законодательство. Все-таки получается, что у нас хозяйствующий субъект, да, он преследовал свои интересы коммерческие, он является коммерческой организацией, которая, ну, поставляет ресурсы, получает за это деньги, да, не досчитавшись определенной, скажем так, части своих поступлений, здесь... они подали в правовом поле абсолютно, абсолютно, да? Приставы исполняют закон, абсолютно. Букву закона. Суд выносит решение по закону. Все по закону. Исполнительный лист пенсионный фонд исполняет по закону. Но где тут человеческая сторона, я понять не могу. Почему закон у нас таким, я не знаю, исполнение закона, она получается такой гримасой? Нет, никакой гримасы нет. Я думаю, что, понимаете, есть интересы человека, понимаете, есть интересы вообще. Если говорить о взаимодействии людей в правом поле, то это взаимодействие интересов разных людей. Двух контрагентов, я не знаю, продавца-покупателя. Государства и, там, я не знаю, в области налогоплательщика, например, налогоплательщика и прочее. А закон, он не может быть с каким-то лицом. Он обезличен абсолютно, у него нет никакой гримасы. Он вот расписал правила поведения, и существует правоприменитель. И этот правоприменитель руководствуется этим законом. В данном случае есть единственный способ, значит, использовать эту силу закона, это понимать, какие у тебя интересы, понимать, значит, какие интересы с тем, с кем ты контактируешь, какие интересы у государства, у твоих поставщиков услуг и так далее, и, собственно говоря, использовать закон и все возможности для того, чтобы защитить себя. Мы приходим опять к тому, с чего ты начинал, да? То есть защита интересов определенного лица – это сугубо дело того самого определенного лица. Никто меня защитить лучше меня не может. Нет, ну существует, есть, может, правда, Павел Стаценко. Есть Павел Стаценко, есть другие адвокаты, есть юристы, есть уполномоченные по правам человека, есть различные общественные организации, которые осуществляют защиту людей. Это все есть, и нужно об этом говорить, нужно это требовать. Если общество это будет требовать, это, в общем-то, потребность. Есть даже прокуратура, куда можно обратиться. В принципе, они работают по обращениям довольно-таки неплохо.
Значит, и в принципе все возможности есть. И сейчас это делается для того, чтобы там... Но я с трудом представляю 80-летнюю старушку, которая пришла на прием к тебе, Павел. Почему? Очень много. Я тебе могу рассказать много историй, когда мне приходили 80-летние старушки и даже люди постарше. Я понимаю, что это сложно. Но ну что тут? Ну ничего не поделаешь. К сожалению, такой закон. Опять же, в противовес своим же словам скажу, что у этих 80-летних есть родные, дети, близкие, внуки, в конце концов, да, которые, ну, уж, наверное, лучше их, вот этих бабушек, дедушек, понимают, в чем они могут, скажем так, где-то попасть, скажем, попасть в неприятную вот эту, подобную в эту ситуацию. Да. Хорошо, что эта ситуация, ну, относительно легко решилась. С большими, конечно, последствиями для здоровья Тамары Алексеевны, да. Пожелаем ей выздоровления скорейшего. И хорошо, что вообще в этой истории, ну, не сказал бы, что правда восторжествовала, ну, с небольшим запозданием, но, скажем так, статус-кво был восстановлен. В материале у Алексея Рудых упоминается, что Якутскэнерго не принес извинений за причиненные неудобства. На самом деле мы сожалеем о всех ситуациях, когда по чьей бы то ни было вине, неважно, кто именно виноват в том, что приключилось, нашим клиентам были доставлены какие-то неудобства. И даже когда человек в этом виноват сам, тем более, когда виноваты мы, когда виноваты какие-то третьи лица, конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения с нашими клиентами складывались не то чтобы безоблачно, ну да, как-то конструктивно. Мне очень жаль, что такая ситуация приключилась. Я не хочу оправдываться. Ну, как бы все, что я могла сказать, я, в принципе, да, я объяснила. На самом деле ситуация не то чтобы из ряда вон выходящая. Достаточно много мы сталкиваемся с такими вещами в нашей жизни, потому что очень многие люди, которые продают свои квартиры, они не сообщают об этом. Не сообщают, и как и не сообщает новый собственник. И потом новый собственник не платит, не имея информации о том, что там произошла смена собственника, мы продолжаем выставлять предыдущему собственнику. Если у нас, например, есть документ, который получен был, ну, за какое-то время до этого, да, допустим, человек сам приносил, и мы видим, что у нас есть выписка, и в ней указано, что старый собственник, который уже лишился права на данный момент, он продолжает, ну, как будто бы с нашей точки зрения, продолжает владеть этим помещением, то иск может быть предъявлен и в таком случае тоже. И когда мы на протяжении, например, ряда лет судились с предыдущим собственником 5 раз, то запрашивать выписку на 6-й раз, может быть, даже и не будем на самом деле. Так тоже может быть. У нас в наших договорах предусмотрена обязанность людей, если собственник сменился, если они утратили право по какому-то поводу, да, пользоваться этим помещением, они, конечно, должны нас уведомить. Об этом написано в договоре, в частности, в этом договоре. Как бы то ни было, я понимаю, что человек пожилой, и, ну, действительно, далеко не все люди в состоянии самостоятельно, адекватно защищать свои права. Хотелось бы, чтобы государство, наверное, где-то, да, в чем-то таким людям помогало. Ну вот в данной конкретной ситуации единственное, что могло бы эту ситуацию предотвратить, это если бы у нас была нормальная, актуальная информация. У нас есть очень большая проблема, связанная с получением информации у зарегистрированных граждан, потому что органы полиции такую информацию не дают, ссылаются на закон о персональных данных. Нам не дают эту информацию. Мы ее можем получить только в виде выписки о том, кто является собственником помещения. Поскольку, как я уже говорила, права не всегда регистрируются, то эта информация далеко не всегда может быть актуальна. Представители пенсионного фонда сказали о 7,5 тысячах должников-пенсионеров. Да? У приставов немножко иная цифра. Ну, да? У нас она шире больше, потому что, вот, допустим, да. Значит, у нас на исполнении на принудительном в прошлом году находилось 543 тысячи исполнительных документов. И это основная масса должников, это как раз вот граждане, физические лица, это 91% из них, это вот из этого количества, это физические лица. Мы немножко посмотрели разбивку, вот, допустим, по неуплате в пользу ЖКХ, например, да, у нас 46 тысяч исполнительных документов. А если посмотреть... 46 тысяч? Да. Они не платят квартплату? Да, это то, что к нам уже поступило в рамках принудительного исполнения, и там, да, мы проверяем, возбуждаем исполнительное производство, предлагаем оплатить добровольно. Ну, если не происходит оплата, естественно, мы обращаем взыскание на те доходы, которые выявляем. В том числе это может быть пенсия, это может быть заработная плата, это может быть счет в банке, на котором имеются денежные средства. Ну и по возрастной категории посмотрели, да, но у нас есть вот свыше 50 лет, которые достигли, 50 лет и старше. Это у нас где-то 105 тысяч исполнительных документов. 105 тысяч? Да. То есть раз
15 больше, чем... Не, но они не все получают пенсию, например. Я да? понимаю, да. Да. Но они скоро начнут получать пенсию, и мы понимаем, что где-то порядка 60 тысяч, да? Да, поэтому у нас есть такой ресурс на сайте службы, банк данных исполнительных производств, можно посмотреть, есть долги или нет. Там всех должников можно увидеть, по крайней мере, до того, как мы еще начали, там, допустим, списание или арест имущества. Поэтому я хочу обратиться, да, товарищи пенсионеры, во избежание таких, я бы сказал, некрасивых ситуаций, да, неприятных ни для кого. Понимаете, вот тем, кому вы, возможно, задолжали, возможно, по неведению, возможно, какие угодно обстоятельства, они не будут разбираться, в конце концов. Да? Ну, вернее... Ну, существует порядок, да? Да, порядок, есть порядок, они будут придерживаться порядка. Поэтому попросите своих близких, детей, внуков, соседей, в конце концов, да, посмотреть, не являетесь ли вы должниками, подобно Тамаре Алексеевне. Это, на самом деле, займет буквально минуты 3 от силы 5. Да. Да, зато совесть ваша будет абсолютно спокойна и чиста. На самом деле это касается не только пенсионеров. Всем регулярно. Я вот держу приложение, которое актуализируется по штрафам ГИБДД, потому что государство у нас такое, что нет-нет, да и нарушишь, да, что-либо. Это только вот вы по штрафам смотрите. А такое же приложение есть у службы судебных приставов. Там вообще все будут видно долги. Не только штрафы, а вообще все, что попадает. Кредиты, жкх, налоги. Такое же приложение. Есть такое приложение. Шикарно. Пусть это будет качество рекламы. Да? На самом деле это очень полезная информация в плане того, что информирован, значит вооружен. Да. Да. Значит, уже можешь как-то соотнести свои доходы, расходы, что-то запланировать на погашение вот текущих долгов и так далее. То есть не будет неприятных сюрпризов? Абсолютно не будет тех неприятных сюрпризов, которые, не дай бог, ударят по вашему здоровью, как это случилось с Тамарой Алексеевной. Еще раз пожелаем Тамаре Алексеевне скорейшего выздоровления, поправки здоровья, многие-многие вам годы. И представители пенсионного фонда, все-таки это категория специфическая, да? Особая. Что бы вы еще раз сказали? Вот мы говорили о том, что информирование населения, вот информирование данной категории населения, есть свои тонкости, наверное, есть и так далее. Немножко расскажите, пока у нас время есть. Ну, как вот я тоже вот говорила, да, в первой части, у нас тоже вот имеются такие мобильные приложения. У нас имеется сайт пенсионного фонда, да, и мы как бы вот тоже... Бедные бабушки, им же даже на компьютер взглянуть страшно. Ну, я имею в виду вот именно проблему с сиротами. Да? Они-то, в принципе, как-то подкованы, да? Да, и вот, да, есть такое вот мобильное приложение, личный кабинет гражданина, да, и, в принципе, они, не переходя в пенсионный фонд, могут реализовать свое право. То есть, получается, гражданин, да, должен пользоваться вот, технологиями, да, чтобы не стоять там в очередях, там, да, не нести какие-то такие расходы, да, по проезду, да, у нас удаленность такая, да, тоже получается, и вот, тоже такие возможности. Ну, а в отношении бабушек, конечно, у нас получается, что я хочу сказать, да, что мы тут в данном случае мы получаемся исполнителями. То есть мы тоже не можем отступить от требований 229 федерального закона, да, и он у нас корреспондируется с нашим законом, да, федеральный закон о страховых пенсиях, и там у нас как бы тоже, размер определяем не мы удержаний, да, это вот как судебные пристава нам направят документы, мы в таком размере и исполняем, получается, да. Ну и тогда, получается, мы хотим пожелать, чтобы тоже ближние люди были внимательны к бабушкам, к своим дедушкам, их проблеме, да. Просто привыкли, что пенсия – это неприкасаемая. Да? На самом деле это не так. Это определенный вид дохода, который получает человек, с которого может быть удержано в пользу того или иного, скажем так, изыскателя определенная сумма, которая, по правилам не более 50%. Ну, не более 50 – это общее правило, да. А по отдельным категориям вообще до 70 может быть. До 70 может быть. Если это значительная сумма и так далее. Это если ущерб причиненный, да, или это алименты, например, задолженностью, то там до 70%. А так общее правило до 50%. До 50%. Я думаю, что информация, которую мы сегодня разжевали, да, очень детально, многим будет полезна. В плане того, что
многим, не только пенсионерам, а вообще многим гражданам позволит избежать тех ситуаций, когда нужно будет там, снимать блокировку, там, изыскивать где-то срочно деньги, чтобы погасить задолженность. Можно не выехать, да. Да, за границу невозможно выехать. Да. Да? Вот, Таиланд тебе улыбался, и вдруг бац, на тебе, и все. Тебя остановили в аэропорту. Такая вот полезная информация, я думаю, время от времени нужно ее, как бы сказать, не поленимся мы. Озвучивать. Да. И давать возможность представителям различных структур, чтобы они информировали население в плане... Ну, это получается финграмотность? Юридическая грамотность. Юридическая, правовая, финансовая грамотность, да. Которая, если касается доходов, то это финграмотность. Если касается своих прав и обязанностей, это юридическая грамотность. И вот эти мероприятия мы не устанем, скажем так, до посинения, до надоедания, чтобы у каждого в мозгу отпечаталось: лучше меня самого никто защитить не может. Будьте здоровы и увидимся ровно через неделю в очередном выпуске программы «Народный контроль». С вами был журналист Дмитрий Аргунов. Я благодарен всем нашим спикерам сегодняшним, благодарен представителям Пенсионного фонда, своему коллеге Павлу Стаценко, представителям службы судебных приставов, Якутскэнерго, представителям прокуратуры, которые прокомментировали данную ситуацию. Увидимся. Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Якутюрье». Добрый день, дорогие телезрители! В эфире «Город женщин». Сегодня пятница, 2 марта, и с вами мы, Саргалана Амосова. Добрый день. Юлиана Ким. Здравствуйте. И я, Мария Павлова. Во дворе уже март, значит, весна уверенно пришла и в наш северный край. Дни стали длиннее, солнце ярче, а улыбки шире. Как же мы ее долго ждали! Сегодня мы узнаем, как оставаться самой красивой, стильной и модной в этом сезоне. Первые весенние деньки дарят счастье взрослым и детям.
и приносит веру и надежду на доброе будущее. Мы вам желаем, чтобы эта весна непременно дала вам сил на реализацию всего задуманного. Итак, сегодня мы будем говорить о модных трендах этой весны. Всем доброго дня, а мы начинаем! Дорогие телезрители, и традиционно мы начнем наш эфир с нашей любимой рубрики «Фабрика идей» от Юлианы Ким. Прочь стереотипы, вязание – это модно. Именно с этого лозунга я начну сегодняшнюю нашу рубрику. Я сегодня приготовила для вас трикотажную пряжу. Она продается в таких мотках, в которых 100 метров пряжи. Из них вы можете сделать коврики, сумочки, а также корзинки для косметики и все, что вам приглянется. Я хотела бы вам сначала показать схему для вязания. Подойдем к нашей доске. Итак, что мы видим? Первый ряд нашего круга, идеального круга, должен состоять из 6 петель. Затем он удваивается. Во втором ряду 12 петель, в третьем ряду добавляется еще 6 петелек и становится 18 и так далее. Наш круг расширяется и каждый раз увеличивается на 6 петель. Если вы будете соблюдать эти правила, ваш круг при вязании будет идеальным, то есть он будет ровным, а не шестиугольным. Я здесь написала количество петелек в каждом ряду. Вы можете не ограничиваться 5 рядами, можете дальше пойти вниз и связать, допустим, коврик детский для пола. И также хотела бы показать саму схему. Вот у меня здесь галочки, 6 петелек, первый ряд, далее 12 петелек. В первом ряду у нас 6, во втором наши петельки удваиваются, то есть в каждой петельке по 2 петельки. В третьем ряду между нашими прибавками 1 петелька. В четвертом ряду между прибавками 2 петельки и так далее по кругу. Между прибавками каждый раз прибавляется по 1 петельке. Вот эта линия означает петлю соединения. Чтобы ряды наши соединить, нужно обязательно делать петлю соединения и также делать петлю подъема, чтобы подниматься на следующий ряд. Иначе у вас не будет коврика, да, а у вас будет наверх все подниматься. А так она пойдет вширь. И также хотела сказать о том, что сейчас вязать очень модно, и вяжут не только бабушки, но и молодые девушки, и даже тинейджеры. А также к этому течению присоединяются мужчины. Почему? Потому что вязание, прежде всего, как антидепрессант, он очень успокаивает. Также он развивает разные ваши качества характера, такие как усидчивость, терпение. И я желаю вам, чтобы при вашем вязании вы также полностью погрузились в творчество и насладились вот этим процессом. Я начну вязать сегодня корзинку для косметики, и в конце передачи я покажу, что же у меня получилось. Спасибо. А по этой схеме мы можем вязать и корзинку, и коврик, да, получается? Да. А что еще можно? Но сумку по этой схеме не свяжешь, потому что это прежде всего круг. Но корзинки могут быть разной формы, не обязательно круга. Могут быть квадратные, прямоугольные. То есть как вы выберете. Но прежде всего, как за основу, я вот хотела вам показать сегодня именно, как вяжется круг. Это может и для салфетки, значит, подойти, да? Да, для салфетки, для подставки. А это вот быстрый процесс или долгий? Да, еще хотела отметить, что этот процесс очень быстрый за счет того, что пряжа толстая, крючок большой, и вы можете сесть, и за вечер у вас получится одно изделие. Очень быстрый процесс, чем он и привлекает. Ну, в конце передачи мы увидим, что же сотворила наша Юлиана. А пока мы продолжим передачу. Девочки, весна наступила, значит, ну, пора ходить по магазинам. А вы любите шопинг? Вы знаете, я шопинг не очень люблю, потому что я иду в магазин чисто определенно за какой-то вещью. За конкретной. Потому что я не трачу время просто так
ходя по магазинам, да, я просто иду, если мне нужна ребенку рубашка, я иду за рубашкой и ухожу оттуда с рубашкой. А вот я полная противоположность. Я даже не знаю, что хочу, иду, но, если честно, меня это очень утомляет, поэтому я хожу туда по будням в рабочее время. Тогда и весь магазин мой, и консультанты все мои, и это очень Вот я в этом, наверное, согласна с Аргаланой. Меня тоже довольно утомляет этот процесс. Но оказывается, шопинг – это такой процесс, у которого есть свои четкие правила, которые, если придерживаться, это может приносить удовольствие. И об этих правилах четко знает наша первая гостья, профессиональный шопер Любовь Кычкина. Добро пожаловать к нам в студию, Любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, весна наступила, и очень актуальна стала ваша профессия. И давайте вот о ней расскажем нашим телезрителям. Все-таки профессия у вас необычная. Да, интересно. Бытует мнение, что стилисты нужны только звездам, для красной ковровой дорожки или каким-то известным людям, да? Но на самом деле это не так. Объясню почему. Во-первых, стилист, ну, я конкретно уберегу от ненужных покупок, импульсивных. Часто мы, женщины, берем, покупаем, не знаем потом, с чем носить, как сочетать. И если женщина посчитает сумму, которую она тратит за год вот на такие вещи, она ужаснется и поймет, что стилист ей выйдет намного дешевле и экономичнее. Да, вот это вот первый плюс. А также могу сказать, что я обладаю дисконтными картами, со скидками всевозможными, знаю, когда распродажи, и это тоже экономия для нашего кошелька. И самое главное, составление индивидуального базового гардероба. Почему индивидуально я подчеркиваю? Потому что не может быть двух одинаковых базовых гардеробов. Из этих вещей можно сочетать много-много разных, делать сочетаний, и буквально не так много, не такой большой шкаф будет у женщины, да? Сколько вещей должно быть у каждой женщины, чтобы для счастья друг с другом сочеталось? Ну, таких универсальных правил нету, потому что все мы разные, все мы индивидуальные, все зависит от образа жизни, от того, какое впечатление мы хотим произвести, от того, какие у нас финансовые возможности. Поэтому таких каких-то конкретных правил, это не математика, это все равно очень индивидуальный подход. Так интересно. А вот вы где-то учились, вот этому специально обучают? Да, это все-таки образование, это не то, что мой собственный вкус, да. Конечно, это все накладывается, но это образование. Я обучалась в школе шопинга у Татьяны Тимофеевой. Она достаточно известная в своих кругах, про нее пишут Forbes. И мне ее подход к этому, к стилю, к моде очень близок. Поэтому я обратилась к ней и очень довольна. А в этом сезоне, этой весной, какие цвета носить? Сейчас, конечно, очень модно ультрафиолет, да? Все фиолетовые оттенки, но в особенности нежные, пастельные фиолетовые оттенки. Они идут, по-моему, почти многим. Сразу скажу совет. Сиреневый, да. Если вы боитесь, что сиреневый оттенок не идет вам, конкретно уберите его подальше от лица. Носите юбки, брюки, сумки, различные аксессуары этого цвета. А как понять вот от фигуры, от типа лица, формы? Да, все зависит от фигуры, вы правильно сказали. Но, знаете, есть такая устаревшая информация, там, если у вас фигура груша, яблоко, то носите такие конкретные юбки. Все это уже устарело, потому что длина ног разная, рост разный, да, и все нужно смотреть, исходя из конкретной личности человека. И даже вот я говорила про запросы, какой хочет показать себя женщина или мужчина, уже не важно, да. Кому-то нужно найти вторую половинку, кому-то нужно продвинуться по служебной лестнице, поэтому тут надо понимать, что мы хотим. А вы помогаете подбирать цвета? Да, это целая тема, очень такая емкая, цветотипы. Как к этому относиться, каждый решает сам. Поэтому не могу сказать, что холодные, теплые оттенки, вам только вот этот цвет носите. Будьте свободнее, будьте собой. Просто помните, если цвет вам вдруг кажется, что не идет, накрасьтесь, и он вам пойдет. А вот от профессии, от рода деятельности зависит, да? Да, есть же специальность, например, банковские служащие, они должны все-таки выглядеть немного собраннее, у них определенная цветовая гамма, дресс-код, да, и эти правила нужно соблюдать. То есть ко всему нужно подходить с умом. Кому-то в творческой профессии дозволено многое, и это тоже надо подчеркивать. Ученые выяснили, что буквально за 3 секунды
каждый человек решает, кто другой человек. Вот так вот, буквально визуальный контакт, не говоря. Поэтому очень важно своей одеждой показать, кто ты правильно, свой внутренний мир. А как понять, кто я? Вот если я очень люблю одеваться как хиппи, но вы видите, что это однозначно нет, вы как-то тонко дадите понять, что это все-таки не то? Нет, если вам нравится одеваться как хиппи, я одену вас так, что вам это пойдет. В чем прелесть стилиста? То есть я ваш внутренний мир соединю с вашей оболочкой, и это будет гармония. Самая главная гармония. От нелепости. Да, избавив от нелепости, немного добавляя тренды, модности и, конечно же, каких-то индивидуальных особенностей, чтобы подчеркнуть Сколько дней красоту. нужно, чтобы подобрать себе базовый гардероб? Тут все зависит очень... Ну, я думаю, что, в принципе, хотя бы 3-4 встречи со стилистом нужно провести, начиная от ревизии гардероба. При ревизии гардероба мы делаем чистку вещей, которые нам не идут или уже морально устарели, Вы неправильно можете прийти сидят. на дом, прямо гардероб посмотреть? Да, я смотрю гардеробы, и мы составляем после этого список необходимых вещей. Либо же вдруг, если гардероб достаточно хороший, в нем много вещей, мы составляем новые сочетания. Так работает эта схема. А потом уже самое приятное – это совместный шопинг. Это точно. Люба, скажите, пожалуйста, вот меня интересует вопрос, сколько цветов должно сочетаться в одном луке? Вот 2, раньше, 3. помните, было такое, что 3 цвета только сочетаться должно, да, это очень устарело. Сейчас может сочетаться хоть 10, хоть 12 цветов, главное все это правильно, гармонично подобрать. Существует такая наука сочетания цветов, да, и, допустим, один маленький секрет для наших зрителей, все пастельные оттенки сочетаются друг с другом, хоть 10, хоть 20, но они будут гармонично смотреться. Я, кстати, могу это сегодня потом показать. И этой весной можно экспериментировать, да? экспериментировать. И все это наша героиня, наша гостья сегодня покажет на практике, но все это уже после рекламы. Оставайтесь с нами, ровно через 2 минуты увидимся. Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Вы смотрите «Город женщин». И у нас в гостях сегодня профессиональный шопер-стилист Любовь Кычкина. Любовь, до рекламы мы обещали нашим телезрителям уже на практике показать, как будут сочетаться цвета. Давайте пройдемте к нашему шкафу. Я заготовила пару вещей, чтобы показать нашим зрителям, как выглядеть это весной актуально, что модно. И начну с первого тренда, это пастельные оттенки, я уже про них говорила. А также вот в этой конкретной вещи соблюдено 2 тренда, это горошек. Но будьте осторожны, горошек он немного может состарить. Поэтому в данной модели, да, помните эти советские времена, чтобы не превратиться в тетю Зину с соседнего подъезда, выбирайте пастельные оттенки. И, конечно, если вы очень моложавы, то не бойтесь гороха. Вот. А так горох в тренде. А вот пижамный стиль, он до сих пор актуален, пока актуален, пока можно носить, и к тому же это очень удобно и практично, я считаю. Можно носить такие пижамные верха с простыми мам-джинсами, очень актуально в светлых оттенках. Да. По поводу пастельных оттенков, да, также я рассказывала о том, что все они сочетаются друг с другом. Я могу это показать на примере такого небесно-голубого. Вот я не осмеливаюсь надевать такие жакеты. Вот пора.
осмелится. Весна. Весна. И вот смотрите, какое красивое, свежее Да, сочетание прям очень. весеннее. Очень Смотрится так хорошо, да? Очень, да. Очень красиво. И это на любую фигуру, любой женщине, да, может подойти? Да, ну цвет, он в принципе такой достаточно... Нельзя ставить в рамки какую-то вот женщину. Мне кажется, лучше всего смотреть под себя. Вот еще интересная, уже несколько сезонов подряд полоска, но полоска Столько стала... цветов сразу, да? Да, у нас соединены несколько цветов. И вот тут что-то еще такое красивое. Сейчас очень в моде полоска какая-то вот асимметричная. Кстати, она достаточно отвлекает от проблемных мест. Возьмите на заметку, если есть после зимы. Можно спрятать. И геометрия, она Очень вообще... актуальна, да? Геометрия, она очень актуальна. Красивое такое интересное платье. Любовь, у нас есть сегодня героиня, которую мы пригласили, чтобы преобразить ее. Юлия Соловьева, проходите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь, давайте, вот у нас есть такая красивая девушка, которая и так хороша, но как подчеркнуть ее красоту еще больше? Юлия, здравствуйте. Вот я вас вижу, и это ваш личный выбор. Я понимаю, в одежде лично подошла. Я сразу поняла, что вам нравятся пастельные оттенки, вы любите романтизм. Вот брошь интересная в виде розочки, да? Такая тургеневская барышня. Все выдает. Все выдает. Сразу видно характер человека. Давайте мы вас немного изменим. Я предложу вам такие интересные брюки насыщенного зеленого цвета с растительными элементами. И красивые. Такая Япония. Япония, да. И чтобы поддержать эту тему, у меня такая прекрасная туника. С небольшими как бы перышками, да, какими-то вот такими интересными элементами. Мы это все примерим, и потом я покажу, как это будет хорошо смотреться на нашей героине. Здорово. Что еще подойдет нашей героине? Вообще нашей героине очень такая светлая кожа, и, конечно же, опять пастель. Пастель будет хороша. Вот посмотрите, как, например, заиграет оттенок кожи, если мы приложим, да? То есть он ее не глушит, делает какой-то более такой изящный, такой прозрачный, какой-то романтичный. Романтизм — это вообще светлые оттенки, какие-то рюши, воланы. Они добавляют объема нам, какой-то воздушности. Я бы советовала героине соблюдать. А вот я вот вижу у вас очень яркая, красивая пончо, да, я вот слышала, что оно сейчас очень актуально. Это так? Да, это так. Тут вообще соединены два тренда. Это фуксия, яркие цвета, розовый опять до сих пор в тренде. И можно одеваться в него с ног до головы. При этом, к тому же, здесь присутствует такой декор в виде бахромы. Бахрома сейчас тоже очень. Ее можно одевать полностью с ног до головы, длинная, короткая, абсолютно неважно. Или же в каких-то таких маленьких элементах. А вот я вижу еще какое-то роковое платье там висит. Да, сейчас у нас также, смотрите, очень женственно, сочного цвета. Мне кажется, одевая такое платье, женщина чувствует себя красавицей и похитительницей сердец. Уверенность в себе уже, наверное. Приобретается, да. Сейчас можно носить сочные оттенки. Вот просто покажу тренд оранжевый с розовым. И не бойтесь, вот смотрите, как это сочно смотрится. Ну, это вместе можно одевать? Это можно вместе, да. Но прям сверху можно надеть? Можно надеть, да, это будет как летящая юбка. И тут еще будет... Да, тут еще небольшой декор в виде больших таких пуговиц. Ага, они придадут тоже такую... А вот если вот мы так вот оденемся, какая у нас должна быть обувь? Абсолютно любого яркого цвета, не бойтесь, потому что, как и пастельные оттенки, все яркие цвета друг с другом сочетаются, но это уже личные предпочтения. Также можно одеть нюдовые какие-то оттеночки. У меня еще мой личный вопрос, да, я хочу узнать, можно ли носить платье с кроссовками? Я заметила, сейчас очень часто так делают. Да. Я вот сама не осмеливаюсь, но очень хочу попробовать. Это уже несколько сезонов подряд. Сейчас вообще мода такая какая-то комфортная. Каблуки в обычной жизни практически не носят. В основном носят какие-то такие плоские, либо же кроссовки. Кроссовки можно носить как и с платьями, так и с юбками. Вообще сейчас мода вот как сочетать несочетаемо. Как будто вы взяли первые попавшиеся вещи, надели на себя и вышли. То есть даже в кроссовках можно быть женственной? Да, женственность, она внутри каждой женщины. У меня еще есть очень любимые прямо джинсы, они такие рваные, вот
ну вот сейчас это будет актуально? Или уже все, или с аппликацией, да? Почему? Вот с аппликацией, кстати, до сих пор в тренде. Вот я с собой взяла такие светлые джинсы и очень красивая вышивка, да. Но чтобы не переборщить, не перегрузить образ, можно надеть какую-нибудь летящую светлую блузу, можно шелк. Нейтрального цвета, да, нейтрального цвета, и сделать эти джинсы и вышивку акцентом нашего образа. Будет очень красиво, достаточно не перегружено. И вы будете модные и красивые, да? Дорогие девушки, мы продолжим нашу передачу. И далее предлагаем посмотреть нашу рубрику «Следуй за мечтой». Я сейчас нахожусь в Лос-Анджелесе. Обычно я добираюсь до мест, которые я хочу посетить на такси. Здесь есть два приложения, это Uber и Lyft. Вот. И там есть удобная такая функция, как попутчик. Вот, соответственно, цена будет в 3 раза дешевле, просто с тобой кто-то еще едет. Вообще, Лос-Анджелес мне понравился больше из 3 городов, которые я посетила. Это Нью-Йорк, Сан-Франциско. Ну, Нью-Йорк очень понравился, но там было очень холодно. В Сан-Франциско было очень много бомжей, а здесь как бы чуть-чуть холодно и чуть-чуть бомжей. Вот. К тому же народ здесь такой своеобразный, здесь очень много стильных людей, открытых, как бы... Мне кажется, тут понравится любому. Ну, нельзя вот так сказать, например, сколько уходит на еду. Потому что можно, в принципе, поесть на $3, на $30, на $300 можно поесть. Все зависит от ваших предпочтений. Здесь есть возможность поесть на любой бюджет. Не в каждом районе в основном есть своя церквушка. Сейчас мы находимся вот возле церкви. Вот. Сейчас пробую туда зайти. Сейчас мы находимся в даунтауне. Тут, так как город на горках, вот здесь есть такие вот трамвайчики наверх. Также находится супермаркет, где куча разных ресторанов, но места там, конечно же, не найти. В основном в даунтауне, это где высотные дома, живут или студенты, или ведут бизнес люди, которые мы привыкли видеть в сериалах. И хотелось бы поговорить об открытости не только американцев, но и иностранцев в целом. За границей, в принципе, нормально, когда тебе подходит человек и делает комплимент по поводу, не знаю, твоего внешнего вида, твоего предмета одежды. Это нормально, когда к тебе подходят в метро и говорят о том, как прошел день, спрашивают, как дела, почему ты такой грустный. И мне кажется, этому стоит поучиться у иностранцев. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». Девушки, а вы почувствовали, что с наступлением весны и в нашей студии такие ароматы заиграли и особая атмосфера стала? Да, конечно. Конечно, сразу заметили. И это все благодаря живым цветам, естественно, которые у нас самые красивые, стильные, модные букеты, цветы вы можете подобрать в салоне цветов «Ботаника» по адресу город Якутск, Петра Алексеева, 11. И телефон, который вы видите на экране. И, кстати, это вот в преддверии праздника намек нашим мужчинам, где можно найти самые красивые букеты.
А мы продолжаем передачу, и у нас следующая гостья, профессия которой – это украшать нас, женщин. Ирина Яковлева, визажист. Заходите. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. До рекламы у нас была героиня Юлия Соловьева, которая вместе со стилистом ушли одеваться. Ирина будет ее красить сегодня и делать прическу. Ирина, скажите, пожалуйста, какой макияж этой весной актуален? Что делать, чтобы этой весной выглядеть по-новому, ярче, красивее? Сейчас вообще на пике популярности металлические оттенки, поэтому если визажисты используют какие-то вообще невероятные сочетания красного, золотого, да, то мы в жизни можем использовать какие-нибудь бежевые такие, нежные оттенки. Ну и, соответственно, весна, конечно. И эффект зацелованных губ. Вообще очень удобный тренд, когда можно просто пальцем нанести помаду и уже быть готовой. И в тренде тоже. Также еще черная подводка, но это как-то немножко мрачновато, поэтому нужно быть осторожным с этим. А форма бровей, губ сейчас? Брови у нас, конечно же, теперь уже естественные, инстаграмные, слава богу, уже позади. Больше эти широкие. Да, широкие, больше их не надо вообще рисовать. Ну, вот такие вот пушистые, естественные, свои. Да. Здорово. Да. А с Ириной мы поговорим дальше сразу после рекламы. Вы смотрите «Город женщин». До рекламы к нам присоединилась визажист Ирина Яковлева. Мы говорим о весенних трендах в макияже. Ирина, вот сейчас мне будут благодарны все телезрительницы, если я вас прошу, как же нарисовать идеальные брови? Всегда актуальный вопрос. Да, всегда актуальный. Вообще на лице у нас должна быть гармония. Да, и существует одно правило, простое и очень легко запоминающееся. Вот эти вот у нас линии, да, то есть румяна, корректор и восходящие брови, они должны быть параллельны. В таком случае у нас... Никуда она не должна улетать. Нет, да, то есть если у нас вот все идет наверх, и подводка вдруг вниз ушла, то уже как-то становится, глазу сразу становится неприятно. Начинающим можно прям линейкой. Да, можно прям сразу параллельные линии прорисовать и все. Да. А изгиб повторяет галочку над верхней губой. То есть чем у нас, да, и чем острее, значит у нас изгиб брови тоже получается острым. И наоборот. А как делать, чтобы вот эта вот самая верхняя точка слишком не улетала? Как мы можем ее, может, тут какие-то секреты есть, эти подсказки вот тут? Да, кстати, есть. Ага. А хвостик у нас должен быть, опять же, параллельно, мое любимое слово, росту волос. То есть у нас волосы идут в этом направлении, то и хвостик тоже должен быть параллельно. Да, так.
Да, вот это и есть секрет просто идеальной брови, как бы натуральной, вашей, природной, получается. Вы будете естественны. Да, это и есть тренд, да, как бы сейчас уже все ушло, вот это вот, эти петля, какие-то непонятные художества на веках, уже все, уже позади. То есть можно рисовать более такие натуральные линии. Вот. И, Ирина, мы хотим сразу к практике пригласить вас. Пройдемте к нашему рабочему месту и приглашаем нашу героиню Юлию, которая уже переоделась с помощью нашего стилиста-шопера. Выглядите. Любовь потом еще зайдет, прокомментирует весь ее образ. И давайте, Ирина, что мы будем делать? Мы будем использовать металлический оттенок, такой, ну, ближе к бежевому, да? Это вот будет подходить к ее Я образу вот сразу подумала, полностью, металлический и макияж, как это сочетать, да, оказывается, вот так. Да, оказывается. Ну, еще можно использовать и в помадах тоже. Ну вот, для Юлии мы возьмем акцент на глаза, потому что у Юлии очень красивые глаза. Для того, чтобы скрыть объем, допустим, да, девочки очень много спрашивают, самый популярный вопрос, нужно затемнить вот именно объемы тенями, да. Это вот наши якутские веки, да? Да, просто на объем наносим, и получается у нас уже глубина. Ирина, а что должно быть в косметичке у каждой женщины обязательно? Обязательно. Красная помада. Красная помада. Да, вот так должна быть тоже. Я даже... Хороший тон. Да, вот сейчас весна к нам пришла, да? Что добавить нам еще? Вот наверняка и зимний, и весенний, летний макияж отличаются. Нет, говорят же, вот еще тип бывает, вы зима или весна внешности. Да, вот Люба, кстати, правильно сказала, что вот эти типажи, они уже тоже устарели. И также у нас фиолетовый, да, на пике тоже самый модный цвет этого года, вообще всего года, фиолетовый, ультрафиолетовый. Его можно также внедрить в макияж. И вот все. И использовать, да? Да, использовать. Он подходит, в принципе, нам повезло, подходит всем. Практически, да. Главное его красиво растушевать. Какой-нибудь... И, наверное, подобрать свой правильный оттенок. Да. Подходящий именно вам. А красная помада, она должна быть у каждой? Да. У каждой. И как подобрать вот свою именно красную помаду? Как подобрать? Я бы сказала, берите холодного оттенка, не ошибетесь. Тогда у вас улыбка будет намного белоснежнее, если с холодным подтоном. А если же с теплым, то есть вероятность, что улыбка будет не такой красивой. Вот. А вы можете нам продемонстрировать тот самый эффект зацелованных губ, как вы вот делаете его? Да, сейчас. Он достигает... Я тоже хочу ходить с такими губами. Зацелованными губами. Так, сейчас, секундочку. Мы берем пушистые... Юлия, давайте мы повернемся немножко к камере, да, чтобы все наши телезрители увидели, как Ирина будет это делать. Сейчас крупно покажем. Значит, берем помаду и пушистую кисть. Это последний штрих, да, нашего образа, Ирина? Почти, да. Ресницы еще. Еще ресницы остаются потом. Ресницы. Вообще давайте... Кисточкой, да? Да, кисточкой. Румяна, да? Можно вообще сейчас вот модно среди визажистов. Прям так нарисовать. Да. Так. И там еще? И еще желательно в веке тогда вообще. Это прям помады. А это у вас матовая помада или какая? Вот подскажите, вот, чтобы я запомнила и пошла срочно тоже приобрела то же самое. Да, должна быть матовая помада, чтобы это все красиво смотрелось. Не нужно глянец смазать на лоб. Вы сделали пару точек, и вот кисточкой небрежно растушевали, и все, на этом у нас все заканчивается. Да. Это можно, наверное, и пальцами, да? Да. Вот вы так хорошо растушевываете, но так дома никогда хорошо не растушуется. Для этого нужна синтетическая кисть, потому что она наиболее удобна вот, при работе с кремовыми продуктами. А натуральная? А натуральная вот тень, сухие. Для сухих уже, также да? Пудра, тени, это все получается. Это губы у нас все? Губы все, да. Это интересно. Так, у нас что еще остается? Остается ресницы и подводка. Подводку будем делать? Подводки будем делать, да? Да, вот если, например, я вот хожу днем вот такая,
и меня резко приглашают на свидание. Как мне сделать пару штрихов, чтобы сразу быть готовой к вечернему выходу, да? Ну, я бы, наверное, приклеила накладные ресницы и немножко усилила линию подводки. Темного побольше, да? Да, побольше. И нейтральные губы. Либо накладные ресницы и какой-нибудь нейтральный цвет на глазах и красные губы. Все. То есть акцент на чем-то одном. Да, на чем-то одном лучше, конечно. Не нужно все. Все самое красивое, все сразу не нужно. Да. Лучше что-нибудь. Вот мы отсюда видим, как наша Юлия преображается потихоньку. Подводка черная. Хорошо, я вот не умею кисточками пользоваться. Надо запастись кисточками, все так аккуратно рассушить. Это, наверное, практика все-таки. Ага. И давайте уже. Сейчас мы приглашаем нашу героиню, стилиста, шопера Любовь Кычкину. Будем подводить итоги. Любовь, подходите к нам. И будем комментировать. Уже давайте, девушки, все на середину выйдем. Давайте, Ирина, вы начнете. Что у нас с волосами, с лицом? Волосы у нас небрежный пучок, который наиболее актуален сейчас. Да, вот так боком покажите, Юлия, всем нашим телезрителям. И нюдовый макияж. Нюдовый макияж, да. Такой легкий, потому что весна, и не хочется перегружать лицо какими-то черными мрачными оттенками. И Любовь. Вот этот образ мы выбрали, опять же, весенние мотивы растительные, да, сочетание цвета черно-белый с темно-зеленым. Здесь у нас есть акцент на талии, мы подчеркнули талию, то есть все остальное у нас достаточно летящее, чтобы не превратиться в бесформенную какую-то, да, показать хрупкость нашей героини. Тут мы выбрали такую прекрасную блузку с кокетливым поясом. И весь образ получился летящим, то есть осталась эта женственность, остался этот немного налет романтизма, но немного отдает такой даже Японии, да, достаточно. Да, вот как мы сразу заметили. И очень приятный на ощупь. Вот так вот поднимите. Материал, опять же, он модный, атлас или шелк. Я думаю, что многие мужчины оценят. На модели, должна сказать, кофта совсем по-другому смотрится, чем на плечике. Да, то есть эффект до-после. Юлия, пройдитесь, пожалуйста, покрутитесь. Осталось это, полюбуемся. От Тургеневской барышни уже не осталось и следа. Уже актуальная, модная, свежая, весенняя Юлия. Уже и выход можно, и в свет. Да. Спасибо большое, наши дорогие гости. Мы желаем вам хорошей, приятной весны. Дорогие телезрители, мы продолжаем нашу передачу, и далее вас ждет наша традиционная рубрика «Полезный Инстаграм» с Аргаланой Аммосовой. С вами рубрика «Полезный Инстаграм». Вчера в Инстаграме был просто взрыв красоты. Все девушки поголовно начали выкладывать свои красивые, нежнейшие образы. Ведь Инстаграм – это в первую очередь приложение для обмена фотографиями. И с его развитием количество фотосессий наверняка возросло в миллионы раз. А сегодня мы хотим пригласить фотографа Марию Васильеву, чтобы узнать, какие же у нас тренды фотографии. Здравствуйте. Мария, здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо за приглашение. Вот я знаю, что самый лучший способ проснуться от зимы – это сделать красивую фотосессию. Да, это правильно. Красивая фотосессия – это обязательно поднимает настроение любой девушки, семье и так далее, сплачивает как бы семью. И каждая девушка хочет видеть у себя красивые фотографии, качественные, профессиональные, сделанные с хорошим студийным освещением, которые я вот могу предоставить. Ну, вот, в моем детстве, я помню, да, люди в основном фотографировались только на паспорт. А вот сейчас соцсети, да, интернет, и все начали, наверное, фотографироваться просто для себя, для души. Вот много приходит людей, которые приходят фотографироваться для аватарки? Конечно, много приходит. Все, что мы делаем, фотографируемся, да, где угодно, на любых мероприятиях или делаем фотосессии, это все, вот честно говоря, для Инстаграма, да, для Инстаграма, для социальных сетей, для любых социальных сетей, в которых мы хотим видеть именно себя, как бы красивую, да, вот, к которой мы стремимся.
Вот. И фотографы, конечно, все хотят сделать каждую девушку красивой и сделать так, чтобы ей это понравилось, и она смогла гордиться этими фотографиями. Да, вот сейчас какие тренды? Вот как люди предпочитают больше, начинают фотографироваться? Сейчас у нас наступление весны. Вот у нас первые дни весны, да, все хотят фотографироваться, конечно, с цветами, живыми цветами, светлые фотографии, сделанные... Оживать, да, чтобы оживить свой именно вот Инстаграм, да, или другие социальные сети. И также идет наклон все-таки больше к персональной фотосессии, где каждая девушка вот приходит, именно для себя уделяет час времени, и там фотографируется в любых образах, в которых она хочет быть. А вот я знаю, что у тебя есть какая-то фишка, чего очень интересно. Вот расскажи подробнее. Ага. Фишку, да, какие я использую. Больше я люблю светлые фотографии, да, как вы, наверное, скорее всего, заметили в моем Инстаграме. И я делаю фотодни, разные фотодни, где может прийти девушка, допустим, совершенно не подготовиться. Как мы обычно думаем, что на мероприятие, на фотосессию нужно готовиться целый месяц, да, там похудеть. Обычно всегда говорят, нужно похудеть. Ходить по магазинам. Ходить по магазинам и так далее. Мария, да? давайте эти секреты оставим на после рекламы. Хорошо. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Вы смотрите «Город женщин». Во дворе уже март, значит, наступила весна и в нашей студии. И все благодаря салону цветов «Ботаника», где вы можете найти самые стильные букеты, красивые живые цветы. А мы продолжаем. У нас рубрика «Полезный Инстаграм». Вот очень много девушек, да, вот листают журналы красивые, видят красивых девушек и тоже хотят повторить и сделать красивую фотосессию. Но, к сожалению, не всегда бывает, что надеть, да. Вот что тогда делать? Тогда самый легкий способ – это обратиться к прокату платьев. Вы можете сфотографироваться вот в нашей студии пространство, там же сфотографироваться, там же накраситься, там же выбрать наряд. То есть вам не нужно совершенно готовиться, вы можете прийти и выбрать наряд. И не нужно неделю по магазинам бегать. Да, не нужно, это все очень облегчает фотографирование. Ну, вот мне очень нравится то, что да, это же не просто пришел, сфотографировался, ушел, это же целый ритуал. Да, это целая психологическая, можно сказать, такая разрядка, да, когда после долгой зимы мы хотим что-то новое, хотим там, допустим, путешествовать или еще что-то, а самое доступное, можно сказать, это фотографирование. Да. Вы пришли и можете стать кем угодно. А перед фотосессией вы консультируете, вот какой образ именно подойдет клиентам? Как-то советуете, подбираете или сами приходят уже со своими готовыми? Есть девушки, которые приходят и знают, чего они хотят. Да? Многие на фотосессии не бывали, возможно, это их как бы первый опыт. Я обязательно помогаю, как это фотографироваться, как стоять. Все в процессе, в ходе вот фотосессии обязательно рассказываю, как стоять, как выгодно подчеркнуть свои черты лица и так далее. Ведь каждая девушка, она сама по себе уникальная, и нужно вот именно за час фотосессии, который нам уделено, ее все преимущества. Ну, то есть предварительную работу вы тоже ведете? Обязательно. Да, а вот что у вас еще интересного есть? Сейчас вот на данный момент
фотографирую с живыми бабочками. Вы можете сфотографироваться с живыми бабочками. Это же очень необычно, когда Они на прям улице... большие, да? Да, когда на улице вот минус 35 градусов, да, можно внутри студии сфотографироваться с живыми бабочками, которых можно держать на пальчике, крутить, вертеть. И это очень оживляет фотографии. Там уже эмоции вы сами как бы приходят. Как бы сами, уже не надо да, просто уже не улыбиться, нужно, да. Все это вот радость и так далее. Уже можно восторг даже в с ребенком. глазах, да? Да, уже восторг в глазах. Вот что-то такая вот интересное, вот это вот бабочки, они очень привносят интересное. Да. Хорошо, вот я, например, помню, на первой фотосессии я стояла не туда, не сюда, куда руки лишние, да, и вот ты помогаешь позировать? Обязательно, каждую позу, каждый... Ну, может, давайте посмотрим, попробуем, вот мы пригласим сейчас нашу героиню и сфотографируем ее. Давайте. Юлия, заходите, раз мы подобрали уже и прическу, и весь образ. Хорошо. Давайте сначала я вам подскажу, как это сделать. Да? Все мы хотим выгодно как бы сфотографироваться, чтобы мы были красивые. Обязательно хотим подчеркнуть талию. Да? У каждой девушки, даже самой худой девушки, ну, что-то, если она не так встанет, то может показаться, что там пару килограммов есть. Обязательно стоим вот боком. Такая восьмерочка. Потренироваться, да? Представляем, что перед нами стекло невидимое, где мы обязательно руки отводим, допустим, назад, Да, никак не вот вперед, да, и так далее. Вот так вот не делаем, у нас будут руки короче. Вот ножки можете прямо сделать, вот так чтобы ножки как-то делают, это для чего? Да, Удлинять? Это для того, чтобы удлинить ноги. Мы можем там удлинить ноги, даже рост при метр там 50 с лишним, да, девушка может на фотографии быть там 1,80 м. Да, это можно все очень сделать хорошо. Давайте вот Юлия, вот так встанете. Да? Ножки вот так вот сделайте, чуть вперед, уголочком, да, как бы вот, и ручки назад, подбородок чуть вниз, взгляд выше, и у вас уже такое милое выражение, да, лица. И злым оно не получится. Да, совершенно. И вы вот как бы улыбаетесь, смотрите в камеру, можете вдаль смотреть, или и там дальше уже поедем, да, можно так сказать. Давайте полюбуемся вами сейчас. Давайте. Пробуем. Встанем. Используем на практике советы. Хорошо, улыбаемся. Чуть подбородок вот так, чуть ниже. Улыбаемся. Ножку. Хорошо. Еще раз. Юлия, чуть вы уже получали, ближе. кажется, Хорошо. уроки. Плечико назад сделали. Вот. Посмотрели вот снизу фотографировать это? Да, обязательно. Да? Это вот когда снизу фотографируем, у нас получается фотографии такие, вот как я говорила, да, высокая девушка кажется. Хорошо, отводим ручки. Можно вот так вот сделать, за волосы держать. Допустим, за волосы, за шею, вот линию шеи, подбородка показать. Улыбнуться. Можно даже вот так вниз посмотреть. Вот так вот сделайте. Улыбаемся, смотрим. Главное, искренне улыбаемся, смотрим в камеру, не волнуемся. У нас получается за час очень много кадров, поэтому вот те фотографии, которые мы видим в журналах, да, это вот из тысячи кадров выбирает только... А вот покажи несколько поз, которые делать категорически нельзя. Я даже могу их продемонстрировать. Категорически нельзя? Как нельзя стоять. Да, как нельзя делать. Ну вот, например, от формы лица тоже зависит, допустим, да, у нас вот, ну, щечки, да, допустим, у всех, даже у самых худых девушек, щечки могут, вот прям в камеру, вот так вот, да, ну, не стараемся смотреть, смотрим более снизу, чуть выше подбородок, и у нас уже здесь исчезает второй подбородок, воздух, да? Даже у самой худой девушки, если она вот так сделает, начинается тут непонятно что, да? И без ретуши, без ничего, все это можно добиться позами. И ни в коем случае, допустим, как нельзя делать? Ну, вот так вот, да, руки там, локти в камеру посмотреть, да, непонятно, что там будет. Или руки, вот как мы любим делать. Обычно ветер в лицо там в студиях, да, и начинается там у нас вот так волосы делаем. И тут, если волос даже много, это будет казаться, что здесь очень редкие волосы, непонятно. Поэтому так легко, как будто просто еле трогаем вот так вот волосы и фотографируемся. Чуть-чуть, да. Вот спасибо большое, Мария, за ваши практические советы. Мы надеемся, что нашим телезрителям будут они полезны. А далее мы переходим к нашей рубрике «Новости Инстаграма».
На этой неделе самой яркой новостью оказалось участие нашей землячки Ирины Павлуцкой в телепрограмме «Прямой эфир». Там она впервые встретилась со своей мамой и узнала, что Никита Хон, ее друг, является родственником. Необычная внешность и доброта этой прекрасной девушки покорила сердца многих зрителей, которые наблюдали за этой непростой историей. На сегодня все. Береги себя и своих близких. А в это время по Инстаграму гуляет фотография Эйфелевой башни, которая появилась в Якутске. Да-да, вы не ослышались. Мечта романтиков расположилась в районе Кирзавода. И скоро ей, судя по отзывам, придется отбиваться от блогеров, желающих сделать фото с этой красотой. Наши артисты побывали на Берлинском кинофестивале. Они представили фильм болгарского режиссера Милка Лазарова «Га», рабочее название «Нанук», в котором исполнили главные роли. Для них стало огромной честью, что картина закрыла такое масштабное мероприятие. Это определенно новый и очень высокий уровень, ведь сотрудничали в данном проекте несколько стран. Шеф-повар Николай Габышев разместил в своей социальной сети фотографию, на которой он запечатлен с самым известным мясником Инстаграма Нусретом Гёкчо, который прославился особым подходом к готовке мяса. Николай счастлив, еще бы не каждому выпадает такой шанс. Теперь он с еще большим вдохновением продолжит свою деятельность. Это было круто. Защитник сборной России Андрей Зубарев передал привет якутянам. Как оказалось, мама олимпийского чемпиона родом из Эльдикана, поселка в Усть-Майском районе. Именно из-за нее я стал олимпийским чемпионом, поэтому всем привет. Давайте не мерзните там. Итак, я сейчас хочу показать вам, что у меня получилось. Я связала буквально за 40 минут вот эту замечательную корзинку для косметики. Сюда вы ее можете поставить в ванную или же в вашу спальню. И я украсила также бантиком. И еще я хочу вам показать, что можно связать из трикотажной пряжи. Для девочек я приготовила такие сумочки. Давайте мы подойдем. Они тоже вяжутся из этой же пряжи. Мне кажется, похоже на ракушку. Да? Соргала. Маши вот такая сумочка. Ой, как красиво. Синяя. Я напомню, что для вязания ковриков также подойдут и старые вещи. Если у вас нет возможности купить новые мотки или у вас просто в вашем районе не продают их, вы можете раскроить старые футболки буквально с 10 сантиметров и вытянуть и смотать потом в моточек и вязать из этого. Получится тоже замечательные вещи. Еще также хочу показать одну вещь, которую я связала дома, и она отлично подойдет для детской комнаты. Это вот такой... Тоже, это же трикотажный Да, это вот такой вязаный мишка. Давайте с выйдем личиком, сюда, посмотрим, с глазками, с носиком, с ротиком. То есть для такого коврика мне понадобилось 6 мотков пряжи цвета горчица, 1 моток цвета пломбир вот 6 таких, да, и 1 моток черной пряжи. И потом я все это пришила обычными нитками. То есть такой... Это такая гигантская аппликация. Да. Он очень обладает массажным эффектом. То есть ваши маленькие детишки будут ходить по ним, и стопки ваши. Вот могу подтвердить, очень приятная на ощупь. Я думаю, ногам босым будет тут очень хорошо. Да. Ну, она такая очень миленькая, интерьерная. В вашем доме очень красиво будет смотреться. Здорово. И это уже на вашу фантазию, я думаю, можно сделать не только мишку, но и пингвина, зайку, что хотите. Да, вот такие корзинки будут прямо очень классным подарком к нашему главному весеннему празднику, который вот уже не за горами. Дорогие телезрители, пишите нам, обязательно оставляйте свои комментарии на нашей странице в Инстаграм. Мы ждем ваши отзывы и ждем всегда, рады вашим вопросам, пожеланиям. Какой у нас хороший сегодня получился эфир. Я очень много узнала, и надеюсь, наши телезрители почерпнули для себя очень много полезного и интересного. Я обязательно буду все применять, и вы тоже. Увидимся с вами в следующем эфире.
Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Я-Кутюрье». Здравствуйте, дорогие телезрители! И как всегда, среда, и с вами «Город женщин». И сегодня мы, как всегда, будем стараться нести позитив и добро хотя бы в рамках нашей студии, но и также постараемся передать это вам. Ведь тема нашего эфира сегодня – это «Твори добро». Девочки, вот такой вопрос невзначай у меня возник. Как часто вы делаете добрые дела, занимаетесь благотворительностью, возможно? Так громко, что благотворительностью. Ну, смотря что рассматривать в этом ключе. Подарить кому-то подарок или там кому-то помочь финансово. Ну, конечно, бывают такие вещи. Ну, я считаю, что вообще на эту тему как-то, да, точно громко не говорят, но бывает, что можно не просто вот деньгами, да, помочь человеку, советом, поддержкой. Я считаю, что это тоже благотворительность, так что я, можно сказать, иногда этим занимаюсь. Отлично. Но сегодня в нашей студии будут потрясающие гости, которых можно назвать героями нашего времени. Ну а почему, мы узнаем сегодня. Поехали? Поехали. Итак, еще раз напоминаем, что тема нашего эфира «Твори добро». И сегодня мы поговорим на такую тему, как благотворительность, как правильно принимать какие-то добрые поступки. И вообще, стоит ли обращаться к кому-то, если ты нуждаешься в тех или иных моментах. Ну и перед тем, как мы приступим к этой замечательной теме, мы предоставляем слово нашей любимой, дорогой нашей Машеньке. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, поскольку сегодня среда и рубрика «Лайфхак», опять я буду делать из того, что у меня осталось или не осталось, какие-то нужные штучки. И сегодня, в преддверии последнего дня зимы, официального, календарного, завтра уже март, и мы готовимся к тому, что наконец придет тепло, буду делать небольшой такой аксессуар на шею. Ну, можно назвать воротником, можно назвать шарфом. Он будет на 2 пуговицах и иметь такую декоративную и в то же время утепляющую. И можно будет в офисе одевать, если вам будет прохладно. Потому что если ты не полюбишь себя, другим людям ты помочь не сможешь. Поэтому, действительно. Да, будем к себе тоже относиться хорошо. Нам нужна будет полоска ткани. Вот у меня небольшой остаток есть. Нужно ткань длиной 65 сантиметров и шириной 20-25 сантиметров. Вот у меня здесь, по-моему, 25 и шириной 60. Я отрезала 5 сантиметров. Обрезаем кромку. Кстати говоря, если вы что-то делаете, вот у вас остается кромка, лучше ее срезать всегда. Потому что кромка дает очень сильную усадку при стирке. Если вы постираете, то она у вас подсядет, и с этого края изделие всегда будет сжатое. Это требование такое обязательное. И берем теплую подкладку. Я вот взяла, ну это, конечно, не остаток у меня был просто большой кусок флиза. Я из него делала штаны дочери, и вот у меня просто как на всякий случай есть. Осталось такой небольшой. И его тоже выкраиваем. У нас будет эта изнанка. Мягенький, к лицу, так сказать. Самое главное, тепленький. Тепленький, да. Ну вот я показывала перед передачей нашему режиссеру эту штучку. И она говорит, как хорошо, как оригинально. Ну, как мы назовем эту штучку, Маш? Ну это все-таки воротник. Теплый воротник вообще. Сейчас. Снуд, нет? Ну, снуд все-таки это больше вязаное, это такое изобретение скандинавского толка. Вот. Ну, все, что нам, я очень люблю это делать, вырезать. Это убираем. Вот у нас получился вот такой прямоугольник. Теперь нам нужно по всему периметру его стачать. И у нас нужно будет сделать, в конечном итоге, когда мы его будем застегивать, у нас он вот так застегиваться будет. И вот так будет 2 пуговицы. Вот таким образом. Ну, вот мне остается только сострочить. Сейчас у меня тут рояль в кустах, швейная машина. У Маши все под рукой. Да. Даже под ногами, если быть точнее, да? Совершенно верно. Так, ну мы складываем, естественно, мы вот флис берем
такой вот какой ворсистой поверхностью, чтобы он нам был к лицу. Поэтому стачиваем мы произведение наше вот такой вот мягкой поверхностью. И лицом к лицу складываем. То есть если мы берем за основу лицо, вот эту вот ворсистую часть, то мы прикладываем лицом к лицу. Я обычно не скалываю, ну просто уже глаз наметанный. Можете, вам, вернее, необходимо будет, конечно, воспользоваться булавками. Иголочками? Иголочками сколоть изделие. Можно еще, как говорится, ножевульками, да? Ну, сметать можно, да. Сметать ножевульками. Ножевулькать. Ой, такое хорошее, милое слово. Ножевулить. Ну, мы, наверное, все-таки лучше сметаем. Для этого нам понадобится иголка. И иглы нужно брать. Кстати говоря, вот для сметывания, вот сейчас как-то люди пренебрегают этим, а вообще для сметывания лучше брать иглы более длинные. 3, 5 с длинным ушком, потому что они предназначены как раз для ручных работ такого типа. Короткие иголки, как правило, подшивочные. То есть это если так, мы сметываем изделие и оставляем небольшой, знаете, как в подушках, вот когда вы наволочку сшиваете, у вас в подушке, для подушек остается небольшое отверстие, чтобы вывернуть потом нам наше все изделие. Мы сейчас приметаем. Итак, ну как всегда, мы оставляем Марию нашу за своим любимым делом. Она у нас создает, творит. И в конце нашего эфира мы, как всегда, подведем итоги лайфхаков от Маши. Ну и мы напоминаем о том, что тема нашего эфира – это «Твори добро». И сегодня в эту студию мы приглашаем знаменитого фотографа Вадима Руфова. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин. Добро пожаловать в город женщин. Мы очень любим, когда нас навещают именно мужчины. И вот вопрос, наверное, у многих телезрителей. Почему вдруг фотограф появился на теме «Твори добро»? Но все очень просто, ведь Вадим известен не только как фотограф, да, который фотографирует различные мероприятия, модели и так далее. Он с недавних пор стал, Настенька, подскажи, чем заниматься? Смотрите, вот, да, Даша, ты правильно сказала, что большинство людей, наверное, ваше имя, фамилия ассоциируют с вашими популярными фотографиями, да, но немногие люди в курсе вашего социального проекта. Да? Мы знаем, у вас есть социальный благотворительный проект. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем проекте, когда это возникло, почему возникла у вас такая идея и как долго? Возникла такая идея, потому что, наверное, я с детства как-то относился к людям, ну, ко всем, да, вот, будь ты полностью здоров или с ограниченными возможностями. Да, возможностями. Всегда как-то вот по-человечески, наверное. Вот. Ну, это не значит, что жалостливо, да, а как-то вот, ну, все люди одинаковые, да, вот, получается. И я видел, что у некоторых людей, в основном молодых, есть какие-то, ну, барьер какой-то стоит такой, вот, который они не могут обойти, или, вот, и для них сложно выйти в свет, показаться людям, и они все время, ну, сидят то ли дома, ну, они зажатые такие. И они такие же люди, как и мы все вместе, да, и они тоже имеют право гулять по городу, допустим, ходить по ресторанам, там, по клубам, допустим, да, вот, и с такой целью, наверное, я начал заниматься этим, вот. То есть ты захотел просто осветить, да, людям о том, что жизнь у людей с какими-то ограниченными возможностями, да, или у людей особенных, да, каких-то, а у них жизнь протекает, в принципе, так же, как и у нас. Да. Вот у меня возникает такой вопрос. Вы выкладываете фотографии в вашу социальную сеть, ваши сети социальные, и как люди реагируют на фотографии необычными людьми? Какая реакция у обычных людей? Ну, это вот раньше, наверное, было, что они, грубо говоря, тыкали пальцем на таких людей, да, вот, ну, насмешки, наверное, какие-то были. Ну, или я вот пока в детстве, допустим, ну, все время такое замечал. Вот, а потом, когда вырос, стал взрослым человеком, допустим, да, и начал замечать, что люди как-то более
ну, по-человечески относятся, оказывается. Да, то есть в наше время, получается, люди стали более открытыми, да? Да. К людям с ограниченными возможностями. Да, ну, вот с детства, наверное, все равно вот у людей есть какие-то вот такие, ну, все равно тыкают пальцем, да, и это все равно остается у людей. Вот. Да. Они становятся домашними совсем. Вот. И чтобы перебороть, вот. Ну вот сейчас телезрители могут воочию посмотреть ваши работы, и многие из них уже стали практически брендом нашей республики, ведь благодаря тому, что вы вывели в свет, да, вот таких уникальных людей в нашей республике, многие из них получили такую, так сказать, популярность. И вместе с ней возникает и тема благотворительности, да? Ведь вы не ставите перед собой, да, или ставите все-таки цель вот выложить фотографию, к примеру, да, и собрать какую-то финансовую помощь? Или вы все-таки просто выкладываете, а дальше уже следом идет какая-то активная позиция именно зрителя? Это, наверное, очень многих вопрос, да, волнует? Это вы пиаритесь за их счет или Мне что? часто говорят, в основном мои коллеги так говорят. Вот, на самом деле я деньги зарабатываю на других съемках, вот, будь то свадьбы, там какие-то семейные, да, вот, а на таких съемках я деньги, можно сказать, свои трачу. Вот. Да. Ну, те же переезды, подготовки, там, находить спонсоров, каких-то вот, договариваться с чем-то, прокат одежды, ну, все-все-все. Вот. Там достаточно, ну, да, немалая сумма уходит. Ну, то есть мы все-таки сегодня сломаем этот стереотип, что все-таки вы используете свою работу в первую очередь ради пиара. Все-таки нет. Это же творческая работа, да? Да. Фотографы — это как художники, те же, как, ну, как и все, у кого-то должно быть что-то, которое приносит тебе именно удовлетворение. Да. Вот. Я вот снимаю вот такие съемки и для себя, вот, как говорится, ловлю кайф. Вот. То есть вы таким образом помогаете, верно? Да, стараюсь. А у меня вот такой вопрос возникает. Вы тесно общаетесь с людьми с ограниченными возможностями, да, с людьми, которые не похожи на других людей. И как же их жизнь протекает? Допустим, не все в курсе того, что как вот живут люди. Да? Допустим, не у всех есть такие знакомые, друзья или родственники. Можете, пожалуйста, немножко рассказать про их жизнь? Ну, в основном люди, они... Ну, как уже сказал, домашние. Или если кто живет в интернате, они ну, особо на улице не выходят, у них комплексы. Вот. И надо... Я вот сейчас жалею, что не учился на психолога, что ли. То есть вам бы это способствовало, да? Да, и как при разговоре я стараюсь людям как-то дать надежду на что-то. Это как пастырь в церкви, что ли. Спасибо большое. Мы продолжим эту интересную беседу. И мы продолжаем эфир «Города женщин», и тема наша сегодня «Твори добро». До ухода на рекламу мы познакомились с Вадимом Руфовым, известным в республике фотографом, который по воле судьбы и по воле своего долга оказывает различные благотворительные акции. И у него это, кстати, неплохо получается.
Скажите, пожалуйста, Вадим, вот мы знаем, что у вас есть серия фотографий, в которых присутствует, допустим, отец, многодетный папа, да, который воспитывает детей один, пожилая парочка. Да, вот. Скажите, пожалуйста, как именно можно вот этим людям помочь, да, как вот именно на них выйти? Или как это все-таки сделать? Вообще, как фотосессия таких людей может как-то им помочь? Ну, я начну, наверное, с какой целью я это снимал. Да? Вот, допустим, вот пожилую пару я снимал просто потому, что у нас в последнее время молодежь почему-то как-то несерьезно относится к серьезным отношениям. Вот, рано выходят замуж, потом разводятся, как-то при людях о своих супругах плохо говорят, отзываются. Вот. А тут просто великолепные люди, которые 55 лет прожили, вот, и они до сих пор, у них как будто конфетно-букетный период. Да, я вот хотел именно пропагандировать вот такую чистые отношения, вот, чтобы уважение какое-то было у друг друга. Вот. Если раз уж ты берешь человека замуж или выходишь, вот, да, вот, будь добр, относись. Цени отношения. Да, вот как-то вот так. Потом вот Виктора Романова я снимал вместе с моим другом Василием Петуховым. В НАМ съездили это в прошлом году. Вот. Он родился здоровым ребенком. Потом в 3 года заболел гриппом тяжелым. Вот в то время птичий, то ли какой-то вот такой грипп был. И так получилось, что его парализовало. И потом он каждый день занимается спортом. Он, ну, у него как бы руки, ноги плохо работают. Да? Вот, несмотря на это, он старается вот, встать на ноги. Этим я вот хотел показать, что чтобы молодежь наша занималась спортом, они ну, как совершенно здоровые люди курят, пьют, как-то вот. Не ценят свое здоровье, которое вот, им имеется. Да? Вот. Потом, почему я снимал отца-одиночку? Потому что все говорят, ну, как бы это грубо не звучало, но мать-одиночка это уже как бы просто стандарт стал, да, вот у нас. Очень много таких. А я думаю, что даже вот по сравнению, ну, как моя жена, у меня 2 детей, да, моя жена относится к своим детям как-то по-другому, чем я. Вот отец и мама, они по-другому относятся. Вот. И, на мой взгляд, отцу воспитывать детей, тем более девчонок, намного сложнее. Вот. Конечно, да. И вот хотел этим, наверное, показать, что ну, отцы на многое способны. Вот, несмотря на то, что говорят, там, ну, отцы уходят. Спасибо большое, Вадим Рупов. Вы действительно творите благие дела, и мы желаем вам удачи в вашей творческой карьере. И, конечно, ждем ваших новых, потрясающих и полезных работ. Спасибо большое, что пришли на наш... Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И совсем недавно прошел замечательный праздник, 23 февраля. И наш корреспондент, дорогая наша Маргарита, попробовала на себе одну из самых мужественных профессий. Внимание на экран. Сейчас я нахожусь в специализированной пожарно-спасательной части города Якутска. Узнаем, справлюсь я с этой профессией или не справлюсь через несколько секунд. Проводником в неизвестный мне мир стал Егор Юрьевич, который работает уже 13 лет в этой сфере. Наша служба заключается не только в тушении пожаров и спасении людей, а также предотвращении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, ну и соответствующей помощи гражданскому населению. В состав караула входит 21 человек. Прошу заметить, девушек здесь нет. Вот сейчас продемонстрируем, как происходит один из отработок нормативов – одевание боевой одежды. За 60 секунд машина должна уже выехать, потому что каждая минута – это чья-то жизнь, и медлить ни в коем случае нельзя. А мне что, сейчас тоже надо будет так же сделать? Да. Прям вот за 25 секунд? Да, 25-30 секунд. Старт, внимание, марш. Боже, какая же тяжелая обувь. Какой же тяжелый комбинезон. Как вы вообще это носите?
Ох, говорила мне режиссер, не кушай перед съемками. А тут не может застегнуть. Все, точно тоналкой все измажем. А он-то быстрее. Ну ничего, сейчас догоню. Ну, или не догоню. Делай. Все застегиваются, все, дадимте потом. Вот, куртка. Руки поднимай. И куртка тяжелая. Так, ага. И ремень. Разворачивайтесь. Ну, правильно, разворачивайтесь. Капец, он тяжелый. Он же очень тяжелый. Полное обмундирование. Я такого вообще не ожидала. Все, я теперь пожарный. Поднимайте руку, что... А зачем руку поднимать? Ну, что, норматив выполнен. Ничего страшного, 1,5 минуты тоже результат. Тренироваться. А теперь надо забраться в машину. Полное обмундирование весит 20 килограммов. 20 килограммов, чтобы вы понимали. Все это укладывается в норматив старшее отделение. А здесь как VIP, да, получается? Сюда намного сложнее. Руку сюда. Чуть-чуть подтягиваться. Не так уж это и сложно. Подождите, а как же спуститься-то? Я не слезу. Я не прыгну. Я боюсь. Подождите. Я не смогу. Тут очень высоко. Подождите. Раз. 2, 3. Я не буду. Вызывать всех, снимать. Подождите. Я просто боюсь высоты. Мамочки. Ох, ну, теперь к шлангу. До шланга я так и не добралась. Пусть это останется на плечах настоящих мужчин. Приборы. Совсем маленькую часть этой профессии, ведь она намного сложнее, намного труднее, чем может показаться на первый взгляд. Мне кажется, вот я сейчас стою, на мне целая тонна, поэтому уважайте труд наших мужчин и цените их еще больше. Боже, если бы вы знали, в жизни Рита такая маленькая, хрупкая. Я не представляю вообще, как она туда влезла. Но на самом деле, правда. Вот есть там шпалоукладчицы, какие-то профессии. Говорят, их осваивают сейчас женщины. Мне все-таки кажется, что какой-то труд должен быть мужским. Может быть, я сейчас феминисток обижу, но должно быть какое-то мужское занятие, которое мы должны уважать. И пусть это будет мужское. Итак, дорогие телезрители, мы с вами я, Анастасия Кондакова, учитель английского языка, и рубрика «Английский вместе со мной». Итак, я бы хотела начать свою рубрику с того, что можно запоминать слова очень быстро и легко, да, за короткий срок. Очень большое количество слов. Итак, скажите, пожалуйста, девочки, вы помните, да, как надо было запоминать? Ну, у меня только один метод ассоциации. Хорошо отложился и имеет, кстати, он очень такой у меня прогрессивный, так сказать. Ага. Я прям увлеклась. Я хочу напомнить девочкам и телезрителям о том, как именно нужно запоминать слова. Итак, допустим, у меня есть слово charity, да, так как тема сегодняшняя у нас благотворительность. Мне нужно запомнить это слово. Итак, что я делаю? Я произношу это слово вслух, charity. У меня, допустим, ассоциация с этим словом chair, да, как вы видите, вот здесь вот chair. Chair – это значит кресло, да. И что я делаю? Я не только придумываю ассоциацию к этому слову, да, в виде вот chair, а мне нужно связать перевод этого слова вместе с английским словом, да. Допустим, я сижу на стуле, on a chair, и делаю благотворительность. То есть мы связали слово charity, да, которое похоже на слово chair,
И слово благотворительность. Сижу и делаю благотворительность. Да? Таким вот образом мы с вами запоминаем. Таким вот образом у меня, допустим, ученики запоминают за минут 10-15 30 слов. Да, то есть они просто один раз проходятся по всему списку, придумывают ассоциации, записывают, и дальше они уже все это очень быстро запоминают, да, и надолго. Итак, следующее, что мы с вами должны сделать. Итак, я приготовила для вас, дорогие телезрители, и для моих соведущих такие слова. Да? Ну, charity. Да? Charity у нас, я придумала ассоциацию как chair, да, стул, сидеть, да? Заниматься благотворительностью. Да, я сижу на стуле, занимаюсь благотворительностью. Итак, следующее слово take care. Как вы думаете, как это слово переводится, take care? Ну, я знаю. Маша, знаешь? Нет, не знаю. Итак, take care у нас, смотрите, take care, ну, take слово все знают, наверное, да? А care можно запомнить на, ну, слово вот прическа, да, каре. Похоже? Care и каре. Мне кажется, похоже. И мы можем таким вот образом запомнить. Я забочусь о девочке, у которой прическа каре. Девочка из каре, да, можно так сказать. И take care переводится заботиться. Так, следующее слово. Raise money. Raise money. Ну, raise money у меня ассоциируется со словом, ну, money, наверное, все знают, да? Поэтому к слову raise у меня ассоциация рис, да? Но здесь не просто рис, да, как мы его видим в исходном материале, а здесь у нас рисовое поле, да? Итак, мы видим, значит, как на рисовом поле собирают рис, да? А слово raise переводится собирать. Да? И таким вот образом мы складываем raise money, или, ну, вообще, собирать. Сбор денег. Да, сбор денег, собирать деньги. Так, следующее слово donate, да, donate. Вы, наверное, вот кто посещает сайты, наверное, замечали у блогеров там или вообще у любых сайтов, что... Итак, дорогие телезрители, мы с вами уходим на небольшую рекламу. Встретимся с вами через пару минут. Не переключайтесь. В прошлый раз мы не попали в Петергоф. Ну, в тот раз не попали, в этот раз точно попадем. Да, и не только туда, у нас, между прочим, большие планы. Да, и не забыть проголосовать там. Ну, молодежь, все успеть хотят. Это ж как вы в другом городе проголосуете? Все просто. Мы заранее оставили заявление на портале госуслуг. Главное написать заявление, и ты включен в список избирателей по месту твоего нахождения. Так, все, ребят, полетели, а то опаздываем. Давай я тебя к себе положу. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Итак, дорогие телезрители, вы смотрите «Город женщин», и тема нашего эфира «Твори добро». И тема моего урока тоже касается этой темы – благотворительность. Итак, у нас осталось одно слово, и это слово «donate». Да? Вы, наверное, на сайтах различных или у блогеров, наверное, замечали, что там такое есть слово «donate». Так что же означает? «Donate» – это переводится «жертвовать», да? То есть давать на благотворительность деньги. Да? Ну, у меня, допустим, с этим ассоциации, да, у каждого человека могут быть свои ассоциации с этим словом, ну а мое вот именно с этой кнопочкой на сайте. Итак, получается, чтобы сказать жертвовать деньги, либо давать деньги, мы говорим donate money. Donate money. Итак, хорошо, итого мы с вами выучили, запомнили 4 слова. Давайте еще раз повторим, наверное, да. Слово charity, у меня ассоциация со словом chair. Да, то есть я сижу на стуле и занимаюсь благотворительностью. Дальше take care, слово переводится как, ну, у меня ассоциация с девочкой каре, у которой прическа каре. Я говорю, я забочусь о девочкой с каре. Да, я говорю take care, заботиться. Дальше следующее слово raise money. У меня ассоциация слова raise с рисом. Люди ходят, собирают рис, raise money, собирать
деньги. Дальше donate money. Да, donate, ну, у меня ассоциация вот именно с этим сайтом, поэтому такая вот картиночка, да. Donate money переводится жертвовать деньги. Вот таким вот образом. Итак, девочки, сейчас я вам скажу, нам не только, я хочу сказать, да, напомнить телезрителям и всем, что не просто важно понимать с английского на русские слова, да, понимать на слух английские слова, но и очень важно, конечно же, говорить на нем, да, так что я сейчас вам буду говорить русские предложения. Да, а ваша задача перевести эти слова по-английски. Итак, пожалуйста, Даша, можешь перевести? Я хочу пожертвовать деньги. Пожертвовать деньги? Да, я хочу. Это вот слово с этой доски. Да. Donate money. Ага. Я хочу. I want to donate money. Хорошо, молодец. Так, Маша, переведи, пожалуйста, предложение. Виктория собирает деньги. Victoria raise money. Хорошо, замечательно. Так, ну-ка, Даша, людям нужно заботиться, допустим, о животных. Заботиться? Да. People should take care of animals. Animals. Замечательно. И на этом все. Отлично. Спасибо большое, Настя. Как всегда, радуешь нас. И, конечно, мы благодаря тебе изучаем английский язык все больше и больше. Ну и мы продолжаем наш эфир. Сегодня в студию мы приглашаем Викторию Николаеву. Это основатель некоммерческого благотворительного проекта «Твори добро». Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. 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 Ну, вас знают многие. Я сразу скажу, вы у нас личность такая знаменитая. Но знамениты вы не какими-то творческими, да, подходами, не тем, что вы актриса или певица, а вы знамениты благим делом. Ведь вы являетесь основателем некоммерческого благотворительного проекта. И вот расскажите, пожалуйста, про свой проект. Что за проект «Твори добро»? Ну, «Твори добро» я вообще создала в 2013 году. Все началось с того, что у меня была соседка, это в Алданском районе. И я постоянно видела, как она ходит, ну, в грязной одежде, такой, ну, не модный, ничего. Обноски. Рваные, да, рваные джинсы, грязные вообще. Потом я решила с ней подружиться и зашла, ну, заходила в гости постоянно. И видела грязную посуду, посуды не было так-то. И одежды вообще не было, даже бытовой химии. Вообще ничего, постельного белья. Ну, то есть в таких неблагополучных условиях. Да. Она вообще сама сирота, приехала с Улан-Удэ, и мне как-то ее очень жалко стало. И потом, через время, она забеременела, и я захотела ей помочь. Забеременела, и тоже у нее проблемы были с документами. Паспорта не было, и она также свидетельство о рождении не оформила без паспорта. И я решила помочь ей. Собрала вещи для ребенка, ну, питание детское, ванночки, постельное белье, продукты. Это в 2013 году. Это был первый случай вашей помощи. Ну, и вы как-то, наверное, как для себя вот, ну, первый раз помогли. И что, какое вот чувство ощутили? Очень хорошее, как будто камень с души. Я сама в такой многодетной семье родилась, ну, росла даже. У моей бабушки 10 детей и 48 внуков. Виктория, вот скажите, пожалуйста, что же это такая за организация «Твори добро»? Чем она занимается, кому она помогает? И вот вкратце про организацию расскажите, пожалуйста. Ну, вообще я создала эту группу для сбора БУ вещей, потому что у многодетных же много детей. Я не требую в группе новые вещи, да. Я собираю БУ только вещи. Ну, кто-то приносит там новые вещи, кто-то жертвует там деньгами. Но я деньги тоже не собираю, потому что это надо отчитываться, ответственность вообще надо. Но собираем деньги только на рейды. Я вот проект создала, новый рейд. Это я ездила по семьям. Максаллах ездила, вот мамочки-одиночки с 5 детьми. Деньги собираем только на бензин, на продукты и все. А так вот миллионы не собираю. Может, некоторые так думают. Ага, скажите, пожалуйста, а скольки семьям вы уже помогли? Вообще, с 2013 года, наверное, около 200
200 семей. Ну, Алданский район и Якутск. 2013 это получается за 5 лет, да, уже? Да. Просто молодец. Когда начинала, я еще была студенткой. То есть, смотрите, мы так понимаем, это страничка «Твори добро» в Инстаграме, и вы призываете людей пожертвовать, да, допустим, или помочь людям, которые находятся, семьям, которые находятся в трудной ситуации. И как люди, вот сколько людей, охотно ли люди вообще отзываются на призыв о помощи, скажите? Ну да, вообще очень много людей. То есть мир не без добрых. Да, ведь действительно, у многих, наверное, есть желание помочь, но мало кто знает, куда обратиться. Вот у меня порывов помочь очень часто бывает, да? И многие, знаешь, откладывают это все так. Ну, ладно, в следующий раз там свяжусь, куда-нибудь отвезу, пусть пока соберутся эти вещи. А ведь нужно знать этого человека, обратиться, и все это можно быстро организовать. Вот поэтому у нас есть вот такая замечательная Виктория. Спасибо. Виктория, скажите, пожалуйста, ну, наверное, возникает у всех и у телезрителей, да, такой вопрос. Ведь неспроста человек начинает помогать другим людям, да? Существует такое мнение, что познав на себе беду, да, ощутив на себе какое-то вот горе, да, ты как бы лучше понимаешь людей, которые тоже, ну, там, не знаю, находятся. Вот, расскажите как-то вот, с чего все началось, или как вы решились, что побудило, да? Что побудило? Я сама родилась в многодетной семье, рассказывала. У меня отец был инвалид второй группы, и мама работала на 3 работах. Я знаю, что такое это воспитывать очень много детей, когда мама одна работает. И у нас в деревне, когда я вот начинала в деревне, у нас очень много таких семей. И мне очень жалко детей. Я хочу, чтобы они росли, ну, имея все, игрушки, питание, одежду. А то очень плохо смотреть, очень жалко на таких грязных детей. Хорошо, а вот такой вопрос. Одно дело, когда ты помогаешь, то есть у тебя есть единомышленники, у тебя есть ну, вот, люди, которые поддерживают тебя, и у тебя есть самая главная идея, и ты идешь к ней. А вот как, допустим, если с другой стороны медали посмотреть, как часто люди обращаются? Ведь зачастую, наверное, стесняются, скромничают, может, немножечко есть чувство, ну, какой-то вот стыдобы, да? Вот как часто обращаются в ваш фонд люди, вот именно многодетные, к примеру, семьи? Ну, очень много. Бывает даже очень такие неприятные письма. Ну, оплатите нам аренду за жилье, все такое. Я в игнор ставлю такие, потому что у меня же не коммерческая организация, я не миллионер, чтобы помогать всем деньгами. Ну, вот очень много людей пишут там, помогите нам вещами, помогите продуктами. Я всем отвечаю, всем хочу помочь. Вообще, получается, по городу очень много людей, которые нуждаются в помощи. Очень много. И вот возникает отсюда следующий вопрос. Вот многие люди, да, недооценивают значимость помощи нуждающимся. Да, думают, там, ну, там кто-нибудь поможет, да, или там кто-нибудь это, как-то на других, да, людей сваливают. И расскажите, пожалуйста, вот о своих подопечных, как сложилась их жизнь после помощи. Да, как вот у них было до и как стало после. Вот есть ли такие примеры? Да, есть. Чтобы побудить телезрителей, окружающих, потому что давайте мы всем поможем. Есть, например, вот я ездила в Махсагулах, это Хангаласы, да, по-моему, и там с Сабян-Бутантая приехала мамочка с 5 детьми. Ну, я приехала к ней с девчонками на машине, и, естественно, помогли продуктами, вещами. Вот после нашего приезда она мне написала через несколько дней, что после вашего приезда у меня изменилась жизнь к лучшему. Что она нашла работу там, мастером маникюра. То есть порой иногда бывает, что чуть-чуть хотя бы человека можно понять. Да? Она сказала, что вы мне такой толчок дали. Замечательно. Как здорово. Виктория, ну действительно, ваша работа, да, ваша помощь не из легких. И, наверное, вот такие отзывы от тех людей, кому мы помогли, наверное, вас именно мотивируют действовать дальше. Ну а сегодня у нас замечательный повод. И не просто так. Ведь сегодня у Виктории
свой праздник. Вот такой маленький праздник. Это ее день рождения. И сегодня в эту студию мы приглашаем Асаль Иванову. Она от имени многодетных мамочек пришла в город женщин, чтобы поздравить нашу героиню Викторию Николаеву. Спасибо. Виктория, поздравляем. Очень приятно. От всех многодетных мамочек, и не только многодетных, да, от нашей группы, мне выпала честь поздравить сегодня нашу Вику, самого светлого, доброго человека. Поздравить с днем рождения и с наступающим женским днем 8 марта. И вас также. Желаем Вике дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья, любви. И пусть процветает твое благое дело и побольше таких людей, как ты. Ты очень светлый человек. Браво! Мы присоединяемся к поздравлениям. Действительно, Виктория, почаще улыбайтесь. Даже вот сейчас вы сидите такая прям скованная, да? Ведь вы такой скромный человек, ведь, да? А ведь действительно, именно те люди, которые творят добро просто так, безвозмездно, зачастую скромные. И Виктория у нас этому пример. Мы желаем вам успехов в вашей деятельности. И, конечно, пусть благодарность все-таки возвращается к вам вдвойне. Спасибо. Ну и на этом, дорогие друзья, мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, меня зовут Зарина Кривошапкина. Я занимаюсь готовкой, готовлю, и у меня своя кулинарная студия. Я по образованию дизайнер-график, окончила Институт современного искусства, и поиск себя, у меня начался поиск себя. Думала, как что делать. Мне просто, если честно, на одном месте сидеть не получается. Я человек активный, в движении, и перспективу сидеть за компьютером, и мне это как-то не видела себя в этом. А потом выяснилось, что когда мне грустно, я готовлю. И все это время мне было грустно, я была в поисках себя, и я много готовила. Потом пошла учиться на кондитера здесь, техникум сервиса и услуг. 2 месяца отучилась, и потом пошла для практики, работала в шоколаднице, в сладких мечтах. И считаю, что все должно делаться с душой. Например, на медика долго учатся. Я думаю, тоже на повара должны также учиться. Хотя бы знать, что они делают. И даже это очень важно. Каждый день кушаем. А наше здоровье, наше состояние, это зависит полностью от правильной еды. У меня идея изначально готовить из здоровой еды, это из натуральных продуктов. И потом поняла, что взрослому не рассказывая, привычки питания поменять взрослому человеку, это слегка трудновато, потому что мы выросли все на маргарине, на растительном масле, это моя прям такая больная тема. А так дети очень легко все воспринимают, и с надеждой на то, что я, например, расскажу одному ребенку, как правильно готовить еду, он будет воспитывать своих детей. И у меня идея вырастить, может быть, здоровое поколение. И, можно сказать, многие рецепты популярных блюд, например, паста карбонара, лазанья, синнабоны. Это блюдо, которое люди думают, ой, это же тяжело готовить, мы же только это покупаем в ресторанах. А я рецепты все адаптировала под наши продукты, что каждый может готовить. Легко, доступно и, главное, безопасно. Например, рецепт капкейков, который мы сейчас делаем, я разрабатывала полгода. Каждый день делаешь, что-то подходит, что-то не подходит. Это был еще 13-й год, когда я только начинала. И каждый день я готовила, каждый день была недовольна тем, что как получается. И много что убирали, много что добавляли. И сейчас этими рецептами прям горжусь. Макаронс, когда готовила 50-й раз, и они у меня не получаются. Это прям очень капризные пирожные. Например, когда в дождь нельзя готовить макаронс из-за влажности. Когда у вас с настроением не то, тоже не готовите, потому что они это все чувствуют. Готовлю всегда с удовольствием. И каждый раз, когда мы здесь готовим бисквит,
Я также радуюсь, как в первый раз, когда он поднимается, и эта радость, счастье не меняется. Я утром, например, в 9 выхожу и хочу еще раз тянуть время, потому что время очень быстро идет. Тайм-менеджмент, конечно, работает, да, все это успеваешь, но еще хочется всегда идеально делать. Да, это искусство, и это включает в себе, можно сказать, почти все профессии. Это как химик, биолог, врач и так далее. Понятие того, что если кушать правильную еду, то это и есть лечение, это и есть не болеть. Ну, у меня такие понятия. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Какими бы ни были обстоятельства, каждый выбирает сам, быть пассивным или действовать. Травма не стала для меня препятствием, чтобы продолжить занятия спортом и представить Россию на международной арене. Мне нравится самому решать, как жить, а не полагаться на судьбу. Совсем скоро нам предстоит сделать выбор, кто будет президентом России и какой будет наша страна в ближайшее время. У меня напряженный ритм жизни, но я не могу пропустить такое событие. Надеюсь, что и вы не останетесь в стороне. Приходите на выборы 18 марта. Это наш выбор. Действуйте. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. 18 марта. Приходи на выборы и голосуй. Делай фото и выкладывай его с хэштегом «Якутия выбирает». Победителям крутые призы. Подробности на сайте yakutiavыбирает.рф. Добро пожаловать в магазины «Индустрия спецодежда». Повара и доктора, приходите все сюда. Спецодежду без труда вы найдете для себя. Для милых, заботливых, самых красивых. Магазин «Блеск» предлагает в подарок все самое лучшее. А также вас ждет приятный сюрприз при покупке от 3000 рублей. Ленина, 25. Крестьянский рынок. Первый этаж. Где родился, там и пригодился. Якутская птицефабрика. Свежее каждый день. Так, ну вот, хомут у нас практически закончен. Сейчас мне осталось пробить петли. В конце я на себя его одену. Получается вот такая вот деталь. И нам остается только наметить место, где пробивать петли и пуговицы. У нас будет вот так застегиваться. Вот. Вот так это будет. Так, секунду, вот так будет пуговица. Сейчас я это намечу и пробью пуговицу. В принципе, вот он уже закончен. Тепленький, уютненький. Стильный, он такой нейтральный. Вот сейчас уже очень много бомберов, такие куртки, которые без капюшона, без воротника, и чтобы шею немножечко прикрыть, очень подойдет такая вот вещица небольшая. Так что, в принципе, уже все, мы на границе. Ну, в конце эфира одену, покажу. Так что... Итак, ну что, Машенька доделывает свою штучку, как она ее называет. Ну а мы продолжаем наш эфир. И совсем скоро, девочки, не за горами, долгожданный праздник. 8 марта. И наш бьюти-эксперт Яна Мария вновь поделится секретами визажа. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! С вами визаж и стилист Яна Мария Назарова. Я использую косметику от Inglot. База под макияж HD желтого цвета прекрасно справляется с покраснениями кожи. Специальные ингредиенты лилии, коры, африканского дерева и гиалуроновой кислоты питают и увлажняют кожу.
Тональный крем HD прекрасно скрывает недостатки на лице. Я добавила немножко мерцающего крема для создания сияющей кожи. Благодаря легкой текстуре тон получился идеальный. Оформляем брови тенями. Обязательно фиксируем тушью для бровей. Тушь гармонично скорректирует линии. Новая коллекция от Inglot – хайлайтер, румяна и тени в одном продукте. Этот универсальный хайлайтер подойдет на все случаи жизни. Я наношу его как тени. Чтобы подчеркнуть невероятное сияние, добавим матовых теней. Идеальные реснички на каждый день. Корректор под глаза скрывает небольшие морщины, питая и защищая нежную кожу под глазами. Разноцветная пудра для лица с эффектом загара делает кожу сияющей и бархатистой, создает легкий мерцающий эффект. Универсальная пудра для лица. Ее можно использовать как хайлайтер, румяна и скульптор. Благодаря 5 различных оттенков я использую как хайлайтер. 3 вида сияющих румян идеально адаптируются под тон вашей кожи, придавая свежесть вашему лицу. Без праймера для губ я никуда, ведь он увлажняет и обеспечивает стойкость любой помады. Новая коллекция радует яркостью. Нежная, мягкая формула с матовым эффектом. Она питает кожу, при этом не пересушивая. Весна наступила, и пришла пора ярких красок. Я в огромном восторге от новой коллекции. Невозможно остаться равнодушной. Любите себя и радуйте приятными мелочами. С любовью, ваша Яна Мария. До новых встреч! Всегда после просмотра нашей постоянной рубрики Beauty Time я восхищаюсь, как легко все и просто получается у Яны Марии. И постоянно я потом пересматриваю все и стараюсь примерно так же все это сделать в домашних условиях. У тебя получается? Ну, не всегда. Но именно поэтому я и смотрю эту рубрику постоянно. Да, ну что, а мы продолжаем наш эфир. И тема у нас сегодня замечательная – это «Твори добро». И сегодня в нашу студию мы пригласили Марию Афанасьевну Абдуллаеву. Это замечательная бабушка, которая воспитывает 2 прекрасных внуков. Один из них у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчика садите рядышком. Вот так вот. Мария Афанасьевна, ну не зря мы вас пригласили в студию, ведь во втором блоке нашей программы у нас в студии была Виктория Николаева, основатель некоммерческого благотворительного проекта «Твори добро», с которой вы сотрудничаете уже на протяжении долгого времени. Но перед тем, как мы перейдем к этой беседе, расскажите, пожалуйста, о своих прекрасных внуках, сколько им лет и как вы справляетесь с ними. Ну, я вот справляюсь не одна, конечно, у меня есть, слава богу, муж. Вот как раз у него тоже сегодня день рождения, пользуясь случаем, хотела поздравить его с днем рождения, ему 60 лет сегодня. Юбилейная вот, да, вместе с Викой, да, вместе, они рыбы. Ну вот, в более случае оказалось, что вот мы воспитываем 2 детей прекрасных, вот один вот маленький. Как тебя зовут? Ну-ка, громче. Как тебя? Мишка его зовут. Мишка у нас. Скажи, сколько тебе лет? Замечательно. О, 3 годика. Тебе 3 годика, Мишки, да? Да. И еще у нас есть вот Ксюшенька, вот дедушка за ней просто в школу пошел, она в 1 классе учится, отличница, вообще хорошо учится, вообще это. Ну вот, и, ну как получилось, что вот мы как с Викторией вот вообще, ну мы в принципе-то не жаловались, просто я вот общалась с одной девушкой, мы даже не знали, что вот есть фонд добра, там вот, в общем, это. И, ну она вот как-то пожаловалась, что, говорю, у нас вот нету вот это, дров, там вот не могли дрова купить. Там, и как-то вот сама Вика вот вышла на нас, я еще так удивилась вообще, думаю, это, ну как-то так неудобно же тоже немножко.
То есть не бывает. Вы, наверное, были немножечко шокированы. Да как это так? Люди помогают просто так. Ну, я просто удивилась. Она говорит, вот вам действительно, я говорю, ну, действительно, даже вообще без понятия были. А потом она приезжает там, ну, как-то даже, ну, непривычно как-то. Что люди приезжают. Да, и потом, и вы знаете, и прямо нам это дрова прямо привезли, представляете? Я вообще, мы Вообще как-то обалдели. перестали люди помощь воспринимать, просто помощь, не деньги, а просто помощь. Да, и потом как лед благо. нам, ведь деньги на лед, и говнопродукты, и детишкам, и игрушки там. Мы, конечно, обалдели, дети обалдели. Мы вообще это... Конечно, очень приятно, мы прямо вот до того в таком шоке были, прямо аж расплакались. Вообще, Мария Афанасьевна, а как вы считаете, вот вы получаете эту помощь, да? Вот насколько важно людям, вот, которые нуждаются, да, но зачастую, может быть, не могут, да, стесняются, либо, да, обратиться вот, в благотворительные фонды, насколько вам важна вот помощь таких людей, которым не безразлична вот именно судьба ваших внуков и вас в частности? Ну, вы знаете, вот как вот, мы вообще сами-то за помощью не обращаемся, ну как, вот вообще, ну, вообще, в принципе, ну, все живем мы, люди такие, в общем, ну, нам самим хорошо вообще. Во-первых, нам самим приятно, не знаю, как мы без детей, нам вообще, они нам сами дают радость, там, вообще, как без них. И вот, ну, я вот хотела сказать, вот вообще, во-первых, Викиному фонду вообще спасибо. Во-первых, это совершенно другие люди, вот, другой склад вообще. Они такие позитивные, такие добрые вообще. Дело в том, что нам еще вот подросток помогает, вот вообще они на мероприятия нас зовут там. Еще Это вот, организация да, тоже, организация подросток, да, вот в общем, это вот напротив Туймады. И потом вот есть еще Союз молодежи, они к нам приезжают, как Дед Мороз и Снегурочка, уже 3-й год. И вот я еще вот что хотела, конечно, вот немножко не по теме, но это про добро все. Вот у нас случился пожар, и вот мы просто пришли, это разыгрывалось это DVD. И я говорю, можно DVD выиграть, а то у нас одни стены остались, да, вот представляете это. И вот это вот Якутск вечерний написали вот нашу заметку. И прямо вот все люди, прямо вообще, давай нам помогать, вообще, я удивляюсь. Я с тех пор вот думаю, как много у нас вообще добрых людей, вот серьезно говорю, вот вообще. И молодежь у нас такая хорошая вообще. С Викушей мы вообще сейчас, вот, вы знаете, она как родной человек, вот совершенно, она всегда интересуется. Как мы вот, у нее же этот самый, вообще тоже мамы, вот, не было, ее бабушка воспитывала, вот. У нее самой 2 детей. Представляете, она вот приезжает и вообще интересуется. И так приятно, это вот как семья. У нас так нет никого. То есть мир не без добрых людей. Вообще, вот просто приехали, мы очень рады. Вот даже благодаря ей вот мы попали на эту передачу. Вот нас Якутия увидит. Передайте такого. Привет, Ксюшенька, привет. Дедушка, еще раз. Насколько позитивная Мария Афанасьевна, она воспользовалась моментом. И мужа поздравила, и всю республику, все республики привет передала. Действительно. Насколько сложно воспитывать 2 ребятишек? Вы заряжаетесь энергией или все-таки вот вы воспринимаете эту историю как, ну не то чтобы, как позитивную историю, что с вами произошло, или все-таки это тяжеловато? Ой, да нет, ну вы что? Конечно, позитив. Во-первых, вот с ними веселишься. Вот я не знаю, но вот мы как дети стали вообще. Мы с ними играем, прыгаем там. Помолодели, вообще, да, вообще это. С дедушкой веселитесь. Да, вокруг печки там бегаем там. Девушке 60 лет, мы там припрыжку там и на коньки вообще, во-первых. И вот везде, и в зоопарк, везде вот ходим с ними вообще. Такой позитив, и умирать неохота. А если не было, да? Не надо умирать, ты зачем? Нет, ну... Ну и, конечно, когда рядом есть добрые люди, которые помогают, это вдвойне веселее. Вообще приятно, когда есть такие люди, девочки, вам тоже спасибо большое вообще. Ну что, есть такие люди. Просто... Мария Афанасьевна, мы долго спасибо. думали, какое добро мы можем сделать с девочками для вас и для вашей семьи. И вот от города женщин мы передаем подарок вам. Ну, наверное, даже не вам, а вашим замечательным внукам. Ведь какой ребенок не любит сладкое? Конечно. Но здесь, я думаю, сладкого хватит как минимум на пару дней. Ну, конечно, ну что, Мишка? Нет, если хорошо присесть... Что такое? Спасибо, Спасибо, говоришь. Это вам к чаю попить. Ой, корзина переполнена. Не забудьте с дедушкой поделиться, хорошо? У него сегодня день рождения. И сестренкой тоже. Спасибо большое вам. Это твое. Господи, спасибо большое. Вообще. Прямо жить охота, когда вот такие люди кругом, вообще, серьезно. Прямо всего хорошего,
Всей республике привет. Викушечке отдельное. Еще раз днем рождения тебя, моя родная. Вот и на тему дня рождения у нас вчера у нашего дедушки был день рождения. Я хочу его тоже поздравить. Днем рождения! Да, Ну вот замечательно, у нас эфир, у всех день рождения, праздник. И, дорогие друзья, наш эфир подходит к концу. Не забывайте, пожалуйста, творить добро, и оно обязательно вернется вам и вашим близким. И город женщин старается как можно больше и чаще помогать людям. До новых встреч! Всего доброго! До свидания! Доброго дня! Новый понедельник, новая жизнь и правда новая. Ведь мы действительно одержали такую замечательную победу. Но не мы, конечно, но вся страна болела. И вы, я уверена, вместе с нами это делали. Не зря мы сегодня облачены в такие победные цвета, потому что наша сборная победила. Но не только поэтому, просто потому что мы женщины, нам это нравится на самом-то деле. Тем не менее, тема эфира сегодняшнего отнюдь не связана с победами. Хотя это как посмотреть. Александра, что у нас сегодня? Сегодня мы будем говорить о кризисе среднего возраста. И эта тема действительно напрямую связана с победами. Потому что, когда человек выполнил программу «Минимум», он начинает двигаться к программе «Максимум». Программа «Максимум» лично для меня в нашей программе – это всегда наша вкусная шкатулка. Ну, я думаю, что Ирочка наша не знакома с понятием кризиса. Мне так кажется, я права? Да, ты абсолютно права. Кризисы меня никогда не касаются никоим образом. Но это я так говорю, да? Сегодня мы будем готовить салат с креветками. Ждем нашу гостью. Отлично. Гостей сегодня предполагается много. Вот и посмотрим, какие победы возможны даже в таком странном деле, как кризис среднего возраста. Здравствуйте. Так, ну что, прежде чем говорить о кризисе, хотя вообще слово «кризис» я не люблю. Я, как и многие, считаю, что кризис прежде всего в головах, что это те эмоции, которые вы испытываете, и даже сами не знаете почему. Разберитесь, почему вы их испытываете, вот увидите, кризис может исчезнуть сам собой. Ну, а нам, я предполагаю, стоит начать вовсе даже не с кризиса, а с нашего любимого женского, с гороскопа. Кстати, любимый ли он? Любимый. Да? Александра, по-моему, выражала недоверие некогда к гороскопу. Я не слушаю гороскопа и не верю в них. Так, давайте-ка проверим, стоит ли верить сейчас. Спонсор рубрики – сеть магазинов «Хозмаркет». Скоро праздники, а я совсем ничего не успеваю, поэтому гороскоп буду вести прямо отсюда. И с радостью расскажу, что ждет знаки зодиак на этой неделе. Овны. Чем ближе конец месяца, тем напряженнее дни. Но сдаваться ни в коем случае нельзя. Вы наверняка найдете способ преодолеть все испытания и встретить весну в хорошем настроении. Тельцы. Недавние соперники могут стать вашими союзниками, а недоброжелатели значительно поменять мнение на ваш счет. Поэтому используйте этот период с умом. Близнецы. У вас началась настоящая охота на вторую половинку. Смотрите, только не переусердствуйте в своих попытках завладеть сердцем мужчины. Раки, вы стремитесь окружить себя огромным количеством красивых вещей. Как я вас понимаю, в этот период хочется накупить всего-всего-всего. А это сколько стоит? Пожалуй, возьмем. Львы, можно смело планировать в этот период важные дела, потому что вы будете в наилучшей форме. Не только эмоционально, но и физически.
Где вы? Поехать на природу и отдохнуть. Вот о чем вы сейчас мечтаете. Запланируйте поездку на выходные. Ведь за окошком потеплело. Погода так и зовет. Весы, вы очень хорошо подготовились к 23 февраля. Поэтому ждите отличный презент на 8 марта. На всякий случай не забудьте предварительно намекнуть о своем желании. Скорпионы, творческий подход к любым делам, даже привычным и повседневным, будет очень полезен в работе. Главное, совсем не ждать, а уже сейчас начинать действовать. Стрельцы, если подвернется шанс посетить какие-нибудь мастер-классы или семинары, а может и курсы, не отказывайтесь от них и тут же используйте эту возможность. Главная задача – получить больше информации. Козероги, следите за своим питанием и лучше отказаться от всяких очень вкусных и сладких вредностей и выбрать что-то более полезное. Следите за своим здоровьем. Водолеи, возможны интересные предложения, причем часто вы получаете несколько одновременно, поэтому приходится выбирать. Тут лучше делать ставку на надежность. О, титановая! Рыбы, уделите время своим детям или племянникам. Сейчас они в этом нуждаются как никогда. Всегда можно прикупить что-то красивенькое, чтобы порадовать маленького человечка. Хорошей и продуктивной недели. Пусть все у вас обязательно получится. А я дальше пошла искать что-нибудь интересненькое. Ну, остался пустячок – проверить, насколько правдив был гороскоп. К концу дня, я думаю, каждый из вас сможет это сделать. Ну а мы пока проверим, как теория согласуется с практикой. О кризисе среднего возраста и не только нам поведает Александра Иванова в рубрике «Счастье быть собой». Ну что ж, сегодня мы с вами решили говорить о непростой теме кризис среднего возраста. И иногда действительно людям кажется, ну что, вот у человека все прекрасно, он начинает страдать какой-то ерундой, у него в голове что-то происходит, да, лучше бы он делом бы занимался, да? Да. Типа в народе это называется жиру бесится. Но на самом деле это очень сложная ситуация, да, и в психологии ее называют иногда кризис идентичности, когда человек, у которого до этого вроде бы все складывалось нормально, вдруг опускается вот в энергетическом своем, да, настроении у него вроде бы все нормально, и он даже может преуспевать дальше, но внутреннее ощущение его далеко не счастливое. Почему? Как Данте Алигьери писал, земную жизнь пройдя до середины, я оказался в сумрачном лесу. И вот этот возраст 40-летний, ну это, конечно, приблизительная, да, граница возрастная, от 30 до 50, она часто сопровождается вот таким вот каким-то опустошением, когда вроде бы все есть, а счастья нет. Ну потому что много усилий потрачено, а результат, как правило, не очень хорош. Не то, о чем мечталось в детстве, не так? Это может быть и таким образом, когда человек делает предварительные итоги и понимает, что он пришел не туда, куда хотел изначально. А может быть и наоборот, что он уже выполнил много очень, и нет уже дальше каких-то перспектив развития. То есть сценарий на самом деле может быть весьма такой разнообразный, но суть в чем? Что приходит период, ну где-то вот в середине жизни, когда человек производит переоценку своих ценностей, своего жизненного пути и делает как бы для себя вот такой вот вывод, так ли он жил, туда ли он шел. Вот если сравнить эту метафору, продолжить жизнь как путь, да, которая, кстати, везде используется, то мы можем изобразить это в виде некого восхождения на гору, да? Ну вот, кстати, это не просто так. Вы знаете, что есть такое понятие акмеология, от слова акме, что значит вершина, вершина жизненного пути, развития человека. Это наука о специфике развития человека зрелого возраста. Педагогика – это о детях, геронтология – это уже о старых людях, а акмеология говорит нам о развитии зрелого человека. И вот если мы разовьем этот образ, да, восхождение на вершину. Ну, вы знаете, читали, слышали, наверное, что когда люди поднимаются на Эверест, там есть два этапа. Сперва ты идешь и доходишь до определенного уровня, который, ну, там устраивают базу. И дальше у тебя есть выбор, подниматься уже на самый пик, это самая тяжелая часть пути, хотя она и не очень длинная, либо уже считать, что ты покорил Эверест, и успокоиться и радостно возвращаться домой.
И вот коучинг, которым я занимаюсь, это наука, которая помогает человеку вот этот кризис и другие тоже успешно проходить. Потому что кризис о чем нам говорит? На самом деле о том, что те инструменты, которые у тебя работали до этого, они уже дальше не работают. Например, если ты поднимался на вершину, то дальше ты уже не можешь идти без новых инструментов, например, кислородного баллона. Да. Дышать просто легкими уже вот на этом уровне ты не можешь. И у тебя есть выбор, взять этот инструмент новый, да, какой-то, или нет. А кто больше подвержен вот этому, мужчина или женщина? Вообще считается, что мужчины, но на самом деле, как ученые говорят, и мужчины, и женщины подвержены этому. И просто понятно, женщине всегда есть чем заняться. У нее причины того, и возрастные изменения, и в организме тоже. Вот это вот без в бороду, или как седина в бороду без в ребро, да? Да, есть, к сожалению, это часто проявляется резко у мужчин, когда они обесценивают то, что было нажито до определенного времени, да, и начинают пытаться сделать что-то другое. Ну, люди, вот, допустим, Поль Гоген, который был биржевым брокером, успешно бросил все, уехал на Таити, где умер от проказы, но счастливым, потому что написал 80 картин, да. Мы можем такой вариант, конечно, сценария, бросить все, что было нажито, но это не обязательно делать именно так, да. Можно сделать это и более гармонично, и более успешно. Выработать новые инструменты, о которых я говорила, да. Иногда это может каким образом выглядеть? Успешный человек, он ищет гармонию дальше. То есть ему уже эти социальные достижения не так важны, а ему хочется покоя, тишины, умиротворения, уединения, творчества. То есть выходы на самом деле у каждого свои. Как Кастанеда говорил, есть миллион путей. Важно найти свой путь. А до середины жизни мы часто идем, как говорится, поездом в чужом паровозе, ориентируясь на мнение общества, своих родителей и других значимых людей. И вот дойдя до середины, уже у многих в это время нет таких серьезных авторитетов, родителей и так далее. И ты понимаешь, что ты жил, и где ты находишься сейчас, неясно. Какие у тебя на самом деле твои личные цели? Какие твои собственные ценности? Это хорошо, если ты здоровье сохранил к середине этого пути. Вот, иногда и этот ресурс уже подкачал, да? И вот когда мы находимся на вот этой базе, как раз повод для того, чтобы честно посмотреть на себя и принять определенную боль. Потому что, естественно, альпинист, который поднялся, это уже боль, да? Это уже ноги стер и так далее. А дальше будет еще больше боли, дискомфорта и трудностей. Что ты хочешь? И вот это вот научение тому, как принять все-таки то, что в жизни присутствует, и боль, и дискомфорт, и преодоление, да, и в то же время ради чего ты готов дальше двигаться, найти вот это. Ну что еще, вот если продолжать вот сравнение с альпинистами, нам часто нужен проводник. Это вот народности шерп есть, да, которые, или люди, которые за деньги работают. То есть часто нам для того, чтобы подняться на свой пик, нужна здесь уже будет профессиональная помощь. То есть это и коучи, поэтому мы к тренерам и коучам обращаемся, тренеры, да. Читаем литературу, духовным практикам. Конечно, это духовные практики и так далее. Кроме того, нужно, как я сказала, уже новые инструменты приобрести. И здесь уже начинают работать другие законы. Ты уже не ориентируешься на общество, ты действуешь уже по-другому. Не зависишь ни от кого. Да, ну, конечно, честно сказать, и на пути альпинистов есть погибшие, да, люди, которые становятся ориентиром. Мы прошли зеленые ботинки того, кто умер там 20 лет назад, да, это не без того, потому что жизненный путь, он, само собой, предполагает определенные трудности. Но зато это именно то, что нужно тебе. И здесь есть, знаете, какая опасность? Иногда ты доходишь до сюда и... Научившись чувствовать, ты понимаешь, что ты шел не туда. И это очень сложно отказаться, когда все пойдут наверх, а ты чувствуешь, душа твоя говорит, что тебе не нужно туда, твой путь назад в долину к овцам и цветам, да? Но когда все требуют общества вроде бы совершить этот никому не нужный подвиг, где ты станешь в тягость себе и другим, это тоже нужна определенная смелость. Вот об этой смелости мы и поговорим чуть позже. Вернемся в студию через рекламу, после рекламы. Ну и подводя итог вот нашей части, да, я хочу сказать, что самое главное. Самое главное – это в период кризиса воспринять как дальнейшую взлетную полосу. Трамплин. Да, это трамплин. Это время подвести итоги, причем с благодарностью, набраться новых сил, искать свой путь и двигаться к нему. Потому как, выполнив уже программу минимум, в принципе, ты можешь уже и дальше не развиваться, но и природа тогда такой вот балласт, в общем, выбраковывает. Да. Поэтому поиск новых смыслов,
поиск новых ценностей, своих истинных ценностей. Вот это и есть задача. Ну, на самом кризиса деле это среднего все возраста. легко сказать, да, на словах. А как вот... У тебя вот как это произошло? Вот конкретно у меня, например, да, это была очень тяжелая, достаточно продолжительная ситуация, которая привела меня к поиску нового пути, профессионального в том числе, да. Если я до этого была полковник милиции, мне были важны должности, да, а сейчас я занимаюсь коучингом, помогаю людям проходить их кризисы и развиваться, достигать их вершин. Здорово. Да. Ну, а если касается меня, то я, например, мне казалось, что у меня вообще несколько кризисов этого среднего, старшего, мудрого, младшего, любого возраста. У меня такое ощущение, что сплошные у меня какие-то взлеты, падения, Но взлеты, они же падения. также и существуют. Они же да, все и я так Кризис думаю, это может быть, я до 200 лет буду жить, может, мой кризис еще не наступил, может, он в 100 лет будет у меня средний возраст. Кто его знает? Утешаюсь таким образом. Кризисы – это старт нового, интересного, и главное к этому тоже отнестись позитивно. Да, правильно. Да. И я вот хотела последний вопрос задать. Если страдает семья при этом, как правило, мужчины стремятся уйти, как бы сбросить балласт, да, женщины мучаются тем, что они вот не выполняют своих каких-то долг свой не исполняют, ни как жены, ни как матери, потому что им все это вдруг обесценено это все. Да, нужна человеку, как правило, помощь мудрого наставника, друга или же вот профессионала, потому что это действительно сложный период, один из сложнейших кризисов, и поэтому просто так смотреть на человека, что он вот дурью мается, да, нельзя. Ему нужно как-то поддержать, помочь и понимать суть этого процесса, что он не вечен, как все на свете. Да. Что ж, пришло время нам пригласить гостей, которые еще больше света прольют, но уже с точки зрения здоровья на нашу тему, поскольку мы ждем сейчас Александра Аполлоновича Дышенова. Это врач-травматолог-ортопед, иглорефлексотерапевт, заслуженный врач Республики Бурятия. И это Александр Андреевич Попов, врач-невролог. Заходите, пожалуйста, мы вас уже ждем. Это специалист по тибетской медицине оздоровительного центра Канти. Здравствуйте. Ну что, теперь пришло время поговорить о здоровье. Сами понимаете, кризис среднего возраста. Из вас кто-нибудь сталкивался с этим понятием? Я лично пока еще не сталкивался с кризисом среднего Мы возраста. уже это видим, да. И, наверное, не планирую с ним сталкиваться. Вы так уверенно говорите, почему? Да, потому что я занимаюсь любимым делом, мне все это нравится. Ну, жизнь покажет, конечно, в дальнейшем, как все будет развиваться, но я чувствую, что мое дело правильное, вот, и оно на века, можно так сказать. Здорово. Я вижу счастливого человека перед собой, да? Верно. И состояние, перманентное состояние удовлетворенности тем, что ты делаешь, соответственно, приносит понимание ценности всей твоей жизни и, соответственно, профилактирует кризис среднего возраста, на мой взгляд. Так, а у вас было ли, Александр Павлович? Вообще, очень интересная тема, очень актуальна на сегодняшний день, я считаю. Мне 60 лет, я врач с 35-летним стажем, хирург, травматолог, ортопед. Здесь должны быть аплодисменты. Да, да. Поэтому с высоты своих 60 лет эта тема очень актуальна. Почему? Потому что я закончил в 1982 году Томский медный институт, работаю всю жизнь хирургом. Потом, по истечении некоторого времени, когда дали, хирургам быстро дают же, 25 лет отработал на пенсию. Вот именно тогда я испытывал уже, я за 25 лет в операционной я устал уже. Вот действительно был кризис. Дети выросли. Думаю, чем заняться? Вот я обратился, вот начал ходить, заниматься, интересоваться восточной медициной. Тибетской медициной, монгольской, китайской. То есть вы все-таки по профессиональной деятельности начали расширять свой заниматься. спектр. Потому что вот именно в то время, когда мы учились, наше время, советское время, не было же вот именно такой комплементарной, сейчас говорим, медицины, да, симбиоза восточного или же классической медицины. А сегодня все дороги открыты, но знания, методы, руководства нету. Мы по крупицам собирали, учились этому. Улан-Удэ у нас, да, единственный центр восточной медицины открыт на всю Россию, единственный, который имеет лицензию. И находится в этом городе Улан-Удэ, прекрасном месте, на Верхней Березовке. И одна наша клиника находится на берегу Байкала, город Горячинск. Вот мы сотрудничаем с вашей фирмой Канти, комплементарной медицины города Якутска, и наш центр начали вот это сотрудничество, начали начало нового пути. Мы хотим, чтобы это развивалось, чтобы это
понятие вот это Востока, философия Востока, медицины Востока приходило сюда, в Якутию. Потому что Бурятия очень близко находится к коммуникации. Рядом Монголия, рядом Китай, рядом Тибет, и все доступно. Очень быстро. И потому что многие поколения вот именно бурятских лам, эмч учились столетиями вот в этих южных странах. И приносили с собой все. Но в известный советский период это все было ликвидировано, забыто. Сейчас все это возобновляется. Почему, говорю, к этому возвращаться надо? Потому что именно человек, как самый субъект, в этой среде рассматривается и действительно вокруг сердца всего этого Вселенной стоит. Почему говорим макро и микрокосмос? Макрокосмос отдельно, Вселенная. А человек сам по себе является микрокосмосом. Эта связь очень огромная. Поэтому, когда определенный возраст проходит, определенный этап человек происходит, испытывает огромное разочарование в жизни. Это сегодняшней среде обитания, в которой мы находимся, называется это самое, как рыночная экономика, человека уничтожили. Точно. А мужчину вообще как такового уничтожили, потому что мужчинам заняться негде, работы нет, рабочих мест нету, фабрики, заводы все разрушены. Осталась у руля женщина, на крохотную зарплату, семью содержат. Все это упало на плечи женщин. И вот это 90-х годов женщины все выносят. Вырастила своих детей, дети выросли, пошли дальше, вырастают внуки и все. Вот этот кризис 50 возраста, действительно многое на них упало, правильно? Надо было семью накормить, самой быть красивой, и чтобы дети были здоровы, и все. Почему вот так произошло? Потому что человек именно в своем сознании, самое важное в человеческом организме, в развитии человека, его сознание, ум. Называется это на Востоке обуздать ум. В чем это обуздать ум? Ум составляет из 3 составляющих. Вот 5 нас органов чувств создают 3 фактора для жизни человека. Это тело наше, речь и ум. Вот это едино, когда соприкасается, создается тело Гелу, называется на Востоке, или астральное тело. Кроме нашего анатомического тела, рядом с нами всегда существует наше астральное тело. Это называется ваджана анатомия, где работают все каналы. Центральный синий, правосторонний красный, солнечный, левосторонний лунный, материнский и 7 чакр. Вас можно слушать бесконечно. Да. Вот поэтому, лекция будет, я почему мы говорим так, да? Почему мы вот страдаем? Вот именно человек ищет в сознании счастья, его не находит. В большинстве его пути идут страдания одни. И преодолеть это. В чем это заключается страдание? Когда человек, его сознание, он в определенном возрасте, 7 лет его получает, или 21 год получает, и у него вот эти искусственно создают, и это окружает клещи. Искусственно созданы нами, сообществом людей. Почему это? Это первое невидение. Мы не хотим ничего познавать нового, открывать нового явления. Второе – это привязанности ко всему, материальному и нематериальному. Мы это сознание. Третье – это гордыня. Друг другом гордыня. Что-то мы достигли, начинаем гордиться. Третье, четвертое – это зависть. Друг другу завидуем. Один машину купил, один, другой в Таиланде сидит, или кто-то сына отправил в Париж учиться. Вот. И пятое – это самый гнев. Всего этого. Вот эти комплексы начинает наше сознание тратить, давить. Потому что, когда человек рождается в чреве матери, у него заложено в этом астральном теле 84 тысячи каналов. С первым криком с матери уходит 2 канала, и ежедневно по 2. У женщин... Можно вопрос? Да. Нас прям загипнотизировали. Нет, почему я рассказываю? Это все это Восток. Да, но у нас мало времени, поэтому мне нужно... я говорю... Почему говорю? Вот еще раз женщине. У женщин вот это жизнь человека рассчитана на эти каналы на 100-120 лет. Женщин первую половину жизни заканчивает 49 лет, а у мужчин 61. Это на 2 половины. Почему женщины дольше живут и больше? И потому что мало подвержены. Потому что если все это посмотреть, вы правильно отметили, да, убрать все эти преграды. Это вы с вашей философией. А с восточной философией это правильно. Человек, когда будет жить в гармонии, вот когда эти искусственные клещи уберем, ничего на самом деле человеку не надо. Обходиться уметь малым. Да. Малым обходиться в жизни. Учиться надо, учиться. Александр Андреевич, вот вы врач, специалист по тибетской медицине. Как удалось вам этого достичь? Ведь вы же, по-моему, наш, местный. Да. Вы же якутянин. Я якутянин, я родился в Якутске, но учился не в Якутске и работаю здесь только 3-й год.
Все, что говорит Александр Аполлоныч, чистая правда. Вот, я полностью Я надеюсь, согласен. мы будем лицезреть когда-нибудь труды отпечатанные, сможем все это прочесть, потому что эта тема объемная. Да, это вот очень. Да. То есть это большая работа. Вы в Канте работаете? Я работаю в Канте. Расскажите, пожалуйста, какие можно получить услуги по части здоровья? Нам вас описали как невероятного специалиста, почти волшебника. Нет, Что такого волшебного вы делаете? Самые обычные процедуры и рекомендации, на самом деле, которые соответствуют полностью здравому смыслу. Вот, и мы просто разбираемся с каждым человеком индивидуально, какие у него есть проблемы, какие есть патологии, в том числе и проблемы кризиса среднего возраста, когда человек чувствует упадок сил, там, отсутствие мотивации, отсутствие стрессоустойчивости. В медицине считается, что это снижение уровня половых гормонов, в частности тестостерона. Вот. И, соответственно, определенные рекомендации могут немножко повысить с точки зрения медицины, улучшить самочувствие человека, убрать депрессивное состояние, то есть как-то способствовать, мотивировать человека. Ну, то есть вы рассматриваете человека как единую систему, конечно, психосоматика, конечно, это все вместе, да. там еще, возможно, тонкие планы какие-то Конечно, например, длительный стресс на человека, он сказывается опять на его эндокринной системе. Он снижает уровень тестостерона. Тестостерон у нас самый главный гормон, который ответственен за стрессоустойчивость. И, соответственно, здесь можем мы повлиять как на уровень психологии, то есть человека уменьшить уровень стресса, отправить на море, скажем, да, там, сделать ему массаж тот же. Вот. А с точки зрения западной медицины, то людям часто назначаются гормонозаместительная терапия тестостерона, то, что лечится в Европе или в США. Где вас можно найти? В Канте? Я веду прием на Каландаршвили 7, это филиал Канти. Приходите, кому интересно, записывайтесь. Спасибо вам большое. Мы отвлечемся на рекламу, вернемся в студию уже после нее. Если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, снимите факт на видео и отправьте в модуль «Наша Якутия» по адресу нашаяикутия.saha.gov.ru. При составлении уведомления, заявки укажите место нарушения, категорию нарушения, ваши контактные данные. Отправить заявку вы можете сразу после съемки или в удобное для вас время в течение 5 суток с момента фиксации нарушения. После отправки ваша заявка будет рассмотрена модератором и направлена в управление ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Вы сможете следить за ходом рассмотрения и узнать о принятом решении в отношении нарушителя. Важно! Не используйте телефон во время управления транспортным средством. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Мы тебя в детской разместим. Нормально? На рыбалку пойдем. Ого, знаю я вашу рыбалку. А ты надолго, Витя? Когда домой? Да побуду немного у вас. Так ведь выборы. Я прямо тут у вас проголосую. Паспорт у меня с собой, а заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения я уже написал в МФЦ. Главное успеть подать его с 31 января по 12 марта. А так можно? Теперь можно. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Что нового появится в твоем городе? Сквер, парк, красивая аллея или фонтан? Прими участие в голосовании по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан и Ленск. 18 марта. Выбирать тебе. Информация о голосовании на избирательных участках твоего города. Владислав Третьяк, легенда мирового хоккея, трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира. Вратарь, способный отразить любые угрозы, кумир миллионов болельщиков и пример для будущих чемпионов. Третьяк уверен, только игра слаженной команды во главе с уважаемым всеми капитаном приводит к победе.
18 марта приглашаем на выборы президента страны. Давайте выберем достойного капитана. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Традиция – это то, что объединяет поколения, делает семью крепкой и дружной. Традиция ходить на выборы всей семьей – то, что придает семье уверенность в будущем. Выборы – хорошая семейная традиция. 18 марта. Выборы президента России. Приходите на выборы всей семьей. В индустрию я пойду, мужу валенки куплю. Для охоты и рыбалки я костюмчик подберу. Добро пожаловать в магазины «Индустрия спецодежда». Повара и доктора, приходите все сюда. Спецодежду без труда вы найдете для себя. 17 марта. ДАИ Кулаковского. Страна Кошландия. Женщины. Они такие разные. Добрые и нежные. Смелые и целеустремленные. Хрупкие, но в то же время сильные и уверенные. Непостижимые в своих контрастах. Женщины. Они объединяют и ведут за собой. 18 марта. Выборы президента России. Приходите всей семьей. Пока у вас шла реклама, у нас тут шел интереснейший диспут на тему восточной медицины, на тему того, что надо делать человеку, когда у него кризис среднего возраста, и что это очень правильный подход, единство тела и духа. Но в этом случае можно тогда обратиться в Канти, если вы чувствуете, что ваше здоровье немножко подкошено, оно мешает исполнению каких-то ваших планов. И, естественно, если вы осознали, для чего живете, пусть даже это в середине жизни произошло, нужно иметь хорошее здоровье для того, чтобы продолжать воплощать эти планы. Что здесь можно, чем вы можете помочь? Я в данном случае вы как специалист. Это вообще, говорю, все в симбиозе. Все надо смотреть через три составляющих. Тело, речь и ум. Все надо лечить вместе. И вы Все этим невозможно. занимаетесь? Да, да. Ну а если я вывихнула руку и пришла к вам? Вот это тело лечим. Тело? И, соответственно, и ум, и речь. Все должно быть. Вы где-то совершили грех. Или что-нибудь. Так бы не сломали бы. А вы, наверное, спросите, это с вами не первый раз? Я скажу, не первый. Давайте разберемся, почему вы все время вывихиваете руку. Да, вообще в этой восточной медицине все это составляет три составляющих. Это жар, вода и огонь. Вот все. Симбиоз этих трех энергий, когда перекос идет, начинает одно болеть, другое превалирует. А всем этим двигает ветер. Все в мире подчинено ветру, что бы ни касалось. Александр Андреевич, вы тоже с точки зрения трех стихий, даже четырех, на это смотрите? Конечно, потому что это базовые теории тибетской медицины. Здесь они полностью соответствуют логике и западной медицины. То есть здесь всегда можно найти аналогию. Никакие теории друг другу не противоречат. Понятно. Поэтому... А если, допустим, вот мы говорим о кризисе среднего возраста, если у меня все хорошо, в принципе, ничего не болит, но я постоянно подавленно себя чувствую, я, наверное, что-то не реализовала, но я это даже не осознаю. Если я к вам приду в Канти, вы мне поможете? Вы разберетесь в моих проблемах? Да, мы можем разобраться в ваших проблемах и откуда идут корни, что ли, вашей проблемы. Самое главное понять это для нас. То есть с чем связано? Это либо действительно физическое какое-то недомогание, которое можно проверить, да? И либо это может быть умственное какое-то переутомление. Действительно, здесь нужна помощь психолога. Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время
для нашей студии, для того, чтобы прийти сюда и так интересно обо всем рассказывать. Теперь нам интересно, где найти вас, кроме Каландаришвили 7? У нас два филиала. Это на Каландаришвили 7, и второй филиал это на 202-м микрорайоне, дом 14/4, где принимает Александр Аполлонович, Наталья Вахрамеевна. Это наши гости из Бурятии. Почему вы называетесь, ну вот что, оздоровительный центр Канти, понятно. Почему комплементарная медицина? Комплементарная медицина – это медицина на стыке двух систем здравоохранения. То есть это как восточная и западная медицины. И как бы это симбиоз. То есть мы рассматриваем человека как действительно тело, да, вот с точки зрения западной медицины, берем анализы, инструментальные исследования проводим. Также мы смотрим на какие-либо тенденции с точки зрения восточной медицины. Действительно, с позиции 3 жизненных начал. Ветер, желчь, слизь, как они у человека гармонично Насколько? Да, как они гармонично взаимодействуют между собой. Есть ли какие-либо увеличения или понижения этих 3 жизненных начал? Почему актуальна сегодня еще комплементарная медицина? Дело в том, что сегодня доказано, что в нынешнем веке сутки крутятся, у нас мысли 24 часа. На самом деле произошло сжатие времени. Да. 18 часов. 6 часов ушло куда. Да, мы сегодня как раз об этом говорили. Да, обязательно. Это уже доказано. Мы ничего не успеваем. Потому что восточная медицина долго, западная быстро. А сегодня здорового человека надо вернуть очень быстро. Месяцами некогда людям лечиться. Поэтому комплементарная медицина сегодня актуальна. Это медицина будущего. Запад-восток слияние должно быть обязательно. Спасибо. Вот эта новая медицина будет рождаться на этом поприще. Слияние Востока и Запада. Спасибо. Это называется симбиоз. Это нужно. Сегодняшнее требование времени. Теперь мы знаем, где найти комплементарную медицину. Это оздоровительный центр Канти. Спасибо вам еще раз говорю. Спасибо вам. Спасибо. Хорошая передача у вас. Спасибо. Но у нас есть еще к чему нам стремиться, поскольку не только отмечены последние дни вообще многими, скажем так, якутяне засветились везде. Вот что я хочу сказать. Во-первых, Ирина Павлуцкая, она побывала у Малахова. Мы ее видели в передаче на «Россия-1», да, в прямом эфире, где она рассказала, не боясь ничего о себе. Ну и это не единственная якутянка, которая попала в поле зрения больших камер. Наш хоккеист Андрей Зубарев, он приложил все усилия к тому, чтобы добыть золото в хоккее на Олимпиаде. Мама его из Усть-Майского Улуса родом. Соответственно, мы все якутяне болели еще из-за него, кроме того, что за сборную. Ну и, наконец, наш любимый человек Наташа Лопатина, как всегда, вездесущая. Она исполнила свою мечту. Она поехала на Олимпиаду совершенно одна, в незнакомой местности, прекрасно ориентировалась, выкладывала все это в интернете, значит, вы могли видеть это все в интернете. Ну и, конечно, она там увидела всех тех звезд, которых мы мечтаем увидеть, но она их видела вживую, вблизи. А кого, с кем она там могла увидеться, кого она запечатлела, об этом, обо всем в нашем следующем сюжете. Еду сейчас до станции Джимбо, это Пиханчане, и дальше уже на автобусе поеду. Квест продолжается. Приехала на Олимпиаду, это Олимпийская железная дорога, станция железной дороги. Вот, кого только тут нету, разные национальности. Hello! Hi! Hi, hi, hi! Мне помогают, как доехать до биатлона. Информация для туристов. Надо билет? Деньги. Ага. Надо деньги. Билет. Окей, хорошо. Купить билет. Окей, ага. And, автобус. 오늘 멋진 경기를 펼치는데 역수하고 있는 가운데 계속해서 1위는 이탈리아, 2위는 벨라루스. 알렉시!
Сделайте! Нет, целовать надо! Батюшка, вы молодцы! Мы смотрим вас! Добро, чего стреляет? Это исторический момент, смотрите! Радуется Белоруссия, они празднуют за моей спиной! Первое место Белоруссия Добрачева! Даша! Победа! Наша звезда! Поздравляем Дашу, четырехкратную олимпийскую чемпионку. Вы не представляете, прикиньте, вот Даша дает интервью специально для арены, а рядом стоит сам Губерниев, пишет свой инстаграм, да. Вот так удача! Я сейчас в Беларуси, я вас очень люблю, и с победой, с победой. Это и моя победа тоже. Под финал Олимпиады, финал как бы непростой для нас Олимпиады, когда столько сложностей пришлось преодолеть на протяжении первых гонок. Под конец этих решили с этим летом, с этими погодными условиями, с этим Пхенчханом. И сегодня золото наше, это просто... Да! Дарья! Номер один. Я так счастлив, молодец. Просто, знаешь, орал как резанный. Победа, да. Спасибо всем! Это просто невероятно! Саша, молодец, молодец. Дима, скажите, пожалуйста, привет Якутии, самому с холодного края. Привет, Якутия! Я люблю вас. Муа. Да. Добрый день, наши зрители НВК «Саха». Для передачи «Город женщин» Наталья Лопатина из Пхенчхана и наши земляки. Мы сюда приехали поболеть за наших. Урой! Айко! А мы чуть было ставки не начали тут делать. Поцелует, не поцелует. Поцеловала. Молодец, Наташа. И, кстати, эти эксклюзивные кадры действительно вошли в этот материал, то, что не увидели в интернете. У нас гостья уже сидит в эфире. Еще одна победительница, которая уехала, не убежала, а уехала от кризиса среднего возраста. Это Лена Баишева, директор Ассоциации женщин-автолюбителей Якутии. Расскажите, как далеко, куда вы уехали, где вы уже поездили, где побывали? Я вижу у вас награды с собой. 3 дня назад мы приехали из села Кюсюр Булунского улуса. Нас было на 2 автомобилях 6 женщин. Команда состояла из автоледи Татинского улуса, Вилюйского улуса и города Якутска. Мы поехали в арктическую деревню, потому что там действительно, я считаю, что там действительно кризис есть. Людям заниматься нечем. У них нету столько развлечений, как у нас в Якутске, да? И мы поехали их развлекать. Так. Мы выиграли для них грант 1 миллион рублей именно за трезвость. По ЗОЖ, за здоровый образ жизни. И мы поехали рассказывать им об этом. Чьи квартиры мы будем помогать ремонтировать, каким женщинам мы будем оплачивать проезд, чтобы они один раз в жизни выехали из Кюсюра в сторону Якутска. Какое большое дело вы сделали, слушайте. Мы привезли туда благотворительную помощь, 300 килограмм одежды. Ого. И для многодетных и малоимущих, которых там действительно много. И теперь у детишек теплая одежда, модная одежда. Хоть и не новая, но все равно в хорошем, очень хорошем. Вот вы объявление давали же, да? Да, мы давали, да. Давали. И помогали, да, люди? Помогали. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на WhatsApp наш сообщение, что вот все звонили и говорили: автоледи, приезжайте, забирайте. Мы вот собрали. Чуть подробнее об этом расскажем позже, поскольку мы опять удаляемся. Немножко рекламы.
18 марта. Приходи на выборы и голосуй. Делай фото и выкладывай его с хэштегом «Якутия выбирает». Победителям крутые призы. Подробности на сайте yakutiavыбирает.рф. Как гарантируется точная передача результатов голосования с избирательного участка? Голосование на избирательных участках проходит с 8 утра до 20 часов вечера по местному времени. После закрытия избирательных участков избирательные комиссии приступают к подсчету голосов и формированию протокола об итогах голосования с уникальным специальным кодом, называемым QR-кодом. Протокол, защищенный QR-кодом, затем доставляют в территориальную избирательную комиссию. QR-код позволяет полностью исключить внесение каких-либо изменений в итоговый протокол после его подписания членами комиссии и наблюдателями на избирательных участках. Это гарантирует невозможность изменения результатов голосования. Помимо этого, QR-код позволяет мгновенно и безошибочно передать данные об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». Ваш голос защищен. Как найти свой избирательный участок на выборах президента Российской Федерации? Узнать, где находится ваш избирательный участок, вы можете на официальном сайте ЦИК России по адресу cikrf.ru. Заходите в раздел «Избирателям», выбираете подраздел «Найди свой избирательный участок», выбираете метод поиска по номеру избирательного участка или адресу места жительства. В случае выбора метода по адресу места жительства укажите регион, в котором вы проживаете, город, улицу, номер дома и квартиры. В течение нескольких секунд система выдаст адрес вашего избирательного участка. Есть вопросы? Позвоните. Голосовать легко. Возвращаемся в студию «Города женщин» и к живому примеру того, что действительно можно не просто убежать от кризиса, а сделать это, неся какую-то высокую миссию, не обзывая это высокими словами, не называя точнее, а просто делая свое дело. Вот как вы поехали в Кюсюр, одновременно отвезли туда помощь для многодетных, одновременно, значит, помогли кому-то выехать из Кюсюра, да, хотя некоторым просто первый раз в жизни, и показав, что можно, к чему можно стремиться, ведь так? Это то, что вы оттуда привезли? Да, самое главное, мы хотели им показать, что возможностей у человека много. И соревнования спортивные устраивали, врача мы с собой привезли, врач их осматривал. Это семинары по разным темам проводили. Молодцы. Там живут замечательные люди. Вот они, например, сделали своими руками. И таких сувениров они нам дали каждой женщине. И да, у них совсем другая, северная, вообще совсем другая. И жизнь совсем другая. Вот эта книга тоже помогает. Эта книга моя «Кругосветное путешествие якутских автоледи» про автомобильные путешествия вокруг земного шара. Это было в 2003 году, 15 лет назад, и она тоже помогает преодолеть кризис среднего возраста. Если ее почитать, вообще вот время от времени человеку нужно себя поместить в некомфортную среду, чтобы знать свои ресурсы, знать вот не обязательно чтобы потренировать их хотя бы. Не искать комфортные условия. И в этот раз мы тоже ездили на буранах. 3 часа нас привязывали прямо к саням, чтобы мы не упали, да. И вот лежишь там в большой-большой, много одежды, очень шевелиться никак невозможно, и щеки чешутся там от меха, но ничего поделать невозможно, все это надо терпеть, просто надо терпеть. Ну вот что бы вы могли посоветовать женщинам, которые вот могут жаловаться на, что ой, все надоело? Вот в Кюсюре живут люди, которые очень терпеливые, они никогда не жалуются, не просят помощи, они живут как вот что есть, теми живут. Они воспитывают очень много своих детей, у них по много детей. И я прямо ими восхищаюсь, оленеводами, рыбаками. И я, например, сейчас решила им помочь любым методом, вы будете еще искать любыми пути, путями. Да, я ездила с ними на стадо и на рыболовецкие участки, и вообще мне нравится, я всегда им говорю, у вас очень интересная, очень своеобразная жизнь, вы всегда на чистом воздухе, со свежей едой, и вы должны это сделать в плюс, превратить все в плюс, и жить всегда в позитиве, и всегда себе намечать, что будет все хорошо.
Они боятся, что что-то вдруг будет плохо. Мы желаем, чтобы все ваши планы исполнились, и даже сверх того. И, конечно, вы сейчас нам явили яркий пример собой, что можно убежать и уехать, и вообще не замечать этого среднего возраста, и уж тем более не делать из него никакого кризиса. Спасибо вам большое, Елена. Ну а мы отправляемся в нашу вкусную часть. Хозяйка вкусной шкатулки уже заждалась. Ирина. Приветствую вас в своей кулинарной рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сегодня у нас гостья Кюней Гагарина, активистка нашего кулинарного клуба «Вкусная шкатулка рецептов», многодетная мамочка, кандидат педагогических наук, отличник образования, отличник культуры, отличник молодежной политики. И, кроме того, она еще победительница конкурса «Женщина года-2014». Вот столько регалий у тебя, Кюней, вот ты вообще молодец. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение в город женщин. Я хочу сегодня приготовить для вас весенний салат с крабами. С креветками. Ой, извините, с креветками. Очень волнуюсь, поскольку действительно для нас, вообще для меня лично тема готовки была далекая тема. Поскольку у меня было время и фокус все на работу, на науку, да, вот как правильно отметила Ирина, но с определенного времени я начала задумываться вообще о смысле жизни, да, о семье и так далее. Вот как раз-таки тема вашей передачи «Кризис среднего возраста» и меня коснулся. Давай начнем, потому что у нас времени сегодня мало. Но попутно, если вы расскажете... Ингредиенты у нас что? Креветки, болгарский перец, да? Да. Оливки, помидоры. Помидоры, огурцы. Мы все это выкладываем. У нас получается салат. Все это в одну мисочку выкладываем. Можем добавить помидорчики. Это все на вкус, да? В принципе, готовится очень легко, быстро. И вообще к кулинарии я пришла вроде бы случайно, но оказывается не все случайное. Поскольку случайности не бывает. Да. 4 года назад меня пригласили в общественную, скажем так, организацию женскую, как «Вкусная шкатулка рецептов». И я сначала удивилась. Я же не готовлю. Ну, в принципе, я готовила как обычно, да, вот, ну, как все, скажем так, но не выделялась такими кулинарными какими-то успехами. Но поскольку я удивилась, когда меня пригласили, оказывается, это не просто сообщество женщин, где только готовят, делятся рецептами. Там, оказывается, занимаются социальными акциями, да, благотворительными акциями. И меня очень удивил этот момент. И вот каждая встреча, да, каждое мероприятие имело определенную цель. И вот как раз в этот момент, когда у меня был кризис среднего возраста, возможно, да, я встретила хозяюшки из вкусной шкатулки. Да, я встретилась с хозяюшками вкусной шкатулки. И, в принципе, если вот последнее мероприятие, да, отметить, я там была ведущей, кстати, это интеллектуальная игра семейная, «Мудрая сова», да, при поддержке Союза женских организаций и Национальной библиотеки провели такую интересную игру, где приняли участие семьями команды, да, и мы, значит, с ними славно провели этот конкурс, и было очень интересно, отзывы были очень хорошие, да, и вот вообще «Вкусная шкатулка рецептов» охватывает больше 25 тысяч. Кюней наша активистка, она принимала очень много раз участие в благотворительных мероприятиях, в наших общественных, поэтому молодец. Пока Кюней готовит, я хочу вам показать новый, свежий номер нашего журнала. Весенний номер кулинарного журнала номер 1 Республики «Вкусная шкатулка рецептов». Он уже появился в продаже в магазинах. Хочу вам показать. Посмотрите, какая у него красивая обложка глянцевая, и внутри он очень вкусный, красочный, такой яркий. Приобретайте. То есть подарок 8 марта, я правильно понимаю? Да, это прекрасный подарок хозяюшек, как мы с тобой, марта, Саша. потому что здесь собраны рецепты хозяек со всей республики. Они очень легкие, простые, доступные, каждый, даже самые начинающие хозяйки. А главное, с фотографиями, что я особо ценю, потому что я часто по фотографии оцениваю. И еще, кстати, мы отмечаем то, что у нас формат
небольшой, да? Это Сумочку мы как с раз. прошлого года перешли на такой формат. Раньше у нас было А4, сейчас А5. Он свободно вмещается в дамскую сумочку, его можно носить с собой, подарить подружке, коллегам и так далее. Очень удобный. Ирина, а можно к тебе поближе перебраться? Потому что мы хотим не только нюхать. Конечно. Мы хотим присоединиться. Посмотрите, какая красота у нас получилась. У нас такой получился салат весенний, красивый, легкий, да? И он украсит любой праздничный стол, украсит, ну, я думаю, что и на каждый день можно. Сплошная польза. Да. Сплошная польза. Креветки очень полезны, там омега. А главное, их чуть-чуть совсем надо, да? Да, чуть-чуть мы, значит, посолили, добавили оливковое масло, да, и можно, в принципе, подать, украсить по желанию, по настроению. Так, девочки, оп, сделаю вот так. Простите. Приготовление пищи для своих родных, для своих любимых – это одно из важнейших предназначений женщины. И Да, это, между конечно. прочим, Почему сейчас действительно это сказала? одно из моментов, которые позволяют пережить кризис среднего возраста, вернуться к истокам, вернуться к настоящим ценностям, в том числе кормить свою любимую семью. Я так хочу попробовать этот Я салат. сейчас начну мучиться, комплекс неполноценный. Они работают. 3 варианта салатов Так, на эту 3. передачу, да, но я выбрала именно с креветками, потому что я не, наверное, один человек из 100, который не любитель креветок, но я хочу попробовать, вот именно, возможно, после кюне я их полюблю. А еще какие варианты были? У меня был вариант еще слоеный салат, был вариант еще с лососью салат, да. Но вообще я у нас был. Да, я вообще очень люблю готовить салат. У нас дома распределение, да. У меня старший сын, ему 20 лет, он готовит выпечки, всякие торты, да, выпечки. Муж готовит горячие. И слава богу, у меня, значит, самое легкое, самое... А как вот эти креветки, ты их прям с пакета вытащила, отварила? Что с ними сделать? Креветки не надо варить ни в коем случае. Если, ну, при варке теряется вкус креветок. Но если они розовые, то они уже вареные. Если они зеленые, то они сырые. Да, сырые. И вот зеленые надо варить, а розовые уже готовы к употреблению. То есть из пакета берем, размораживаем? Если розовые, то они уже вареные. Мы должны залить кипятком, да, на 3-4 минуты оставить и все, почистить. Да, вот зеленое совершенно верно можно, нужно, да, сварить. Девочки, а как правильно выбрать креветки в магазине? Вот они же там разные бывают. Бывают очищенные, да, но я вот на своем опыте почему-то остановилась на тех, которые в панцире? Да, в панцире. И самой их Да, и самой они чистить. вкуснее. Да, они вкуснее. Ну, они вкуснее. Сочнее. Да, интересно. Сочнее. Девочки, спасибо вам большое. Я сегодня узнала так много нового. Мы просто превосходные у нас сегодня были гости. Вы согласитесь же с нами? Да, мы все старались. Это с точки зрения здоровья мы посмотрели. Ты мне открыла новый рубеж опять. Я очень счастлива, что ты мне так много советов даешь. Ну и, конечно, Ирочка, я не знала, что кулинария может служить трамплином для дальнейшей деятельности. Почему? Потому что я плохо готовлю, мягко говоря. Я не люблю это дело. Вот. Оля, вот тебя надо пригласить сюда. Спасибо. Если вы меня пригласите, вы все голодные будете, холодные. Мы тебя научим готовить. Это звучало как угроза, но я надеюсь все-таки, что ты ее воплотишь в жизнь. Спасибо вам, девочки. Ну и, конечно, я думаю, что наша передача сегодня помогла очень многим, поскольку кризис среднего возраста – это все-таки не шутки. Спасибо нашей Кюне за то, что пришла. Всем удачи. Поддерживайте себя. Счастливо. До свидания. До свидания. Я всегда хотела быть человеком действия. Именно поэтому в своей профессии я выбрала журналистику. Для меня самое главное – оставаться верной себе. И я хочу, чтобы каждый понимал, как многое зависит от нас самих. Только мы решаем, как нам жить. Если мы не решаем, значит решают за нас. Я не хочу, чтобы за меня решали. Именно поэтому 18 марта я иду на выборы президента Российской Федерации. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации.
invited the next wrestlers. Adel Khan. В борьбе 5 лет.